Сейчас будут выступать красивые, молодые девчонки, поэтому подготовь для них какие-нибудь такие молодежные хиты. Спасибо. Не так резко, можно переход сделать плавный. Не, мы готовы, давайте уже, чтобы соответствовать таймингу. В 9 мы должны начать. Доброе утро, дорогие друзья, дорогие подписчики. Доброе утро всем, кто смотрит прямую трансляцию. Сегодня у нас день номер 2. И с вами ваши бессменные комментаторы прямого эфира. Это Ануар и Сергей. Дорогие друзья, поздравляю вас с этим праздником жизни. Сейчас у нас на помост уже выходит первая десятка. И сейчас мы будем зачитывать вам, кто же у нас выйдет сегодня. Ануар, предоставляю слово тебе. Қайырлы таң, құрметті спорт сүйер қауым. Сіздер Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешеніндесіздер. Бүгін біз жарысымыздың екінші күнін жалғастырамыз. Қазақстанның функционалдық көп сайысының біріншілігі. Қазір алаңға спортшыларымыз алғаш спорттарымыз шығуға дайын. Бұл скейлд санаты. Спортшылармен ақырындап таныстыра берейін. Екінші жолда Әйгерім Айтымбетова, үшінші жолда Марина Бублик, төртінші жолда Жұлдыз Қаушева, бесінші жолда Карина Козлова, алтыншы жолда Асель Кабдолина, 7 Юлия Хадсон, 8 Анастасия Хон, 9 Дана Есмұханова. Бүгін бізде 3 сынақ күтеді. Қазіргі сынақ бізде 16 минут жұмыс істеу болады. Оның арасында мүмкіншілігінше көп айналым жасау. Бір айналым ақырындап түсіндіре берейін. Қыздарға 30 калорий есу, 42 гирді алу, 30 рет аяқты турникке тигізу, 20 трастер жаттығуын гиремен жасау, және 10 кеудеге дейін тартылу. Қыздарға тек 2-ге дейін тартылу болады. Әні, бірінші секундтар басталды. Біздің қыздар ақырындап есуде. 30 калорий еседі қазір. Міне, алдарыңызға біздің операторлар қыздардың аты жөнін жолына қарап ұмытпас үшін жазып қойды. Енді бірінші сайыс екінші күннің басталды деп айта берсек болады. Қыздарымыз бүгін әп-әдемі, бәрі дайындалған. Кешегі жарыс әлі әсер етпеген болар. Көрініп тұр. Бұл санат алаңға бірінші рет, алғаш рет өнер көрсетуге шыққан атлеттер деп санаймыз. Марина Бублик алдарыңызда, Алматы қаласы Арлан залының өкілі. Қазір 1 минут өтуде, әлі ешкім ескектен тұрған жоқ. Төрешілер қадағалап әр қарауда. Қазір сөзімді Сергейге берейін. Сергей сіздерді тағы да біздің тапсырмамен тағы таныстырып өтеді. Дорогие друзья, с нами сейчас первый заход, первые девчонки. И это хит, который представляет сейчас категорию С. Перед вами выступает по дорожкам, по гребле Айгерим Айтимбетова, на 3-й дорожке Марина Бублик, на 4-й Жұлдыз Қаушева, на 5-й Карина Козлова, на 6-й Асель Габиболдина, на 7-й Юлия Хадсон, на 8-й Анастасия Хон и на 9-й Дана Есмуханова. Друзья, можно сейчас за всеми наблюдать. Сейчас есть общий план, и девчонки уже практически все спускаются с гребли, то есть догребли они и переходят к подъему гирь. Их задача закидывать гири на плечи, то есть взятие свиса на плечи. И здесь очень большое количество повторений, и они будут двигаться, я думаю, вперед, для того, чтобы было зрелищно и интересно, чтобы вы понимали, кто же из девчонок будет лидировать. То есть сегодня это будет явно видно, они будут переходить на следующую линию. Итак, друзья,
Что хочу сказать по тому, как начинается у нас выступление сегодня. Сегодня в прямом эфире с Ануаром мы сможем практически отвечать на ваши комментарии, если вы будете смотреть трансляцию и писать. Если мы совершаем какие-то ошибки, или же наоборот у вас есть какая-то информация, за кого вы болеете, с какого города атлет, как вы его поддерживаете, мы обязательно это озвучим в прямом эфире, ну, конечно же, в рамках дозволенного. Друзья, сейчас прошло уже 3 минуты, и мы видим, что девчонки перемещаются на вторую линию. Это значит, что они опережают своих оппоненток, которые находятся еще на линии 1. Но на линии 1 у нас всего двое. Это Айгерим Айтимбетова и Анастасия Хон. Но сейчас я думаю, что они тоже уже доберутся до второй линии. Смотрим, друзья. Я қыздар бізде қазір ерді кеудеге көтеруде. Қарасаңыздар, алаң 4 кезеңге бөлінген. Бірінші әр 10 қайталаудан кейін жаңағы сызықтан алдыға бір қадам өту керек. Сол кезде біз кім қай жерде келе жатқанын көре аламыз. Біздің де жұмысымыз дамуда, байқап тұрған боласыздар. Өйткені операторлар алаңды толықтау көрсетуге тырысады. Атлеттердің кім қай жерде келе жатқанын байқай аласыздар. Бұл тек жарыстың басы ғана. Алдымызда әлі жарқын сәттер күтеді. Түрлі категориялар, ең мықты озық спортшыларымыз әлі алдыда болады. Бұл тек қана бүгінгі күннің бастамасы. Қыздар оған қарамастан қазірден ақ көрсетіп жатыр қалай дайындықтары жақсы екенін. Міне қазір алдымызда Жұлдыз Қауышева турникке шығуда. Аяғын турникке тигізу жаттығуы. Бұл жерде негізгі шарты аяқты толықтай екеуін бірдей турникке тигізіп, астына кеткен кезде аяқты толықтай жазу. Төреші қадағалап тұр. Бір қиындықтар қолдау деймін. Селмен кішкене шаршап қалған болар Жұлдыз. Қазір демін алып бастайды. Бір кетті. Қиындау екен. Бұл енді қыз балаларға турникпен жұмыс жасау деген көбісіне ауыр, оны білеміз. Анастасия Хон бірталдап өзі қайталауларын жасап жатыр. Қолдарын байқасаңыздар, қолдарында қолбақшы киіп алған. Олар қолбақшылар қолдың мозолін және терінің жыртылып кетуіне жол бермейді. Алматы қаласынан Дана Исмуханова, Endurance Алматы залынан мұны өз өнерін көрсетуде. Бұл Данаға алаңға тұңғыш шығып тұр. Мен кеше сөйлескен кезде айтқан маған, мен осында тек тәжірибе алуға келдім дейді. Қазір Юлия Хатсонды көріп тұрсыздар, қалай қиналып жатыр. Бұл жаттығу күрделі, қолдың күшімен ғана емес, іштің бұлшықеттерінің де төзімділігін талап етеді. Аны төреші қанша айналым жасаған саусақпен көрсетуде. Қазір алдарыңызда Дана бір талдап өз қайталауын істеуде. Әлі ешкім аяқты турникке көтеруде жапқан жоқ. Бұл жерде аяқты турникке 30 рет тигізу тиіс. Міне Карина Козлова басын изеп қояды, қиын екен айтып қояды. Марина Бублик оңайда, жоқ, 2 рет қиын ұстады, иә. Бұл біздің бірінші толқын. Осы санатта бізде алдымызда тағы да 2 толқын болады. Спортшылардың шығуы кешегі күннің нәтижесімен байланысты. Кім алдында болды, жаңағы лидерлер кейінірек шығады. Ол оларға кішкене бір артық береді. Сондықтан әр сынақта бірінші орынға қол жеткізу әр қайсының міндеті болу керек. Міне қыздар әлі турникте, ешкім әлі келесі жаттығуға өте алған жоқ. Қадағалаймыз. Дорогие друзья, сейчас мы видим перед вами выступает Асель Кабиболдина. Я знаю, кто у нас лидирует, но время у нас сейчас 7:29, да? 7:29 прошло после старта. Друзья, сейчас у нас
выступает. Это Анастасия Хон. И Анастасия Хон, она очень сильно отстает от девчонок. Но, видимо, не ее комплекс в плане гимнастики. Хотя, в принципе, на гребле и на гирях она неплохо с ними сравнялась. Но сейчас сложный элемент гимнастический — это подъемы ног к перекладине. Он очень коварный. Мало того, что если у вас хват слабый, вы можете упасть. Если у вас слабая спина и пресс, то вы, как правило, не можете достать ногами до перекладины. Ну, тут еще и растяжка нужна, конечно. Но у девчонок обычно с растяжкой проблем никаких не возникает. В основном проблемы бывают именно с силой. То есть отработать навык и постараться его отточить как можно лучше. Сейчас мы видим, что у нас есть уже... Асель Кабиболдина переходит на следующий этап по гирям. Сейчас будет снова поднимать гири. Здесь у нас элемент уже трастеры с гирями. Задача, друзья, гири ни в коем случае не ставить на плечи дном. То есть можно положить боковой частью. Это как штанга. То есть рукоятка штанги у вас ложится на плечи. Точно так же вы должны поступать с гирями. То есть запрещено опускать дном на плечо, потому что тогда у вас будет рычаг чуть выше, и вы как бы сэкономите силы. Хотя на самом деле вы отобьете себе плечи. Поэтому это наиболее безопасная, наиболее правильная позиция сейчас. И что мы видим? Скорость сейчас у нас очень дикая. Девчонки до сих пор висят у нас на турниках и борются за каждый повтор. За каждый повтор. И сейчас у нас мы видим Карину Козлову, которая переходит тоже на трастеры с гирями. И что хочу сказать, они приехали сюда с мужем. Муж и жена вместе выступают в категории любителей. Дорогие друзья, те, кто только присоединился к трансляции, напоминаю, что вы можете писать свои комментарии и вопросы нам под прямой эфир. Мы с Ануаром обязательно вам ответим. Если не сразу, то секунд через 5. Потому что у нас задержка с вами буквально в 30 секунд. Ануар. Я қарап отырмыз, қыздар қазір турникте Жұлдыз Қауышева. Осы кезде біздің серіктесіміз Wood Friends туралы айта кетейін. Кроссфитқа арналған, функционалдық тренингке арналған сапалы жабдықтар жасайды. Осы жарысқа кіретін алаң алдында Владимир Смирнов, сол Wood Friends біздің серіктесіміз, бас серіктесіміз, кірген жерде содан керек болса қолдарыңызға жаңағыдай қолбақша алуға болады. Ал бас демеушіміз біздің клиника диагностикалық зертханалар желісі Олимп. Спортты денсаулыққа және атлеттерге даму қолдайды. Қазір біздің қыздар жартысы трастер жаттығуына өтуде. Көріп отырмыз, 12 гиряны қыздарымыз қалай болса да әйтеуір сығымдап жатыр. Қолдарынан келгенше міне турникке соңғы қозғалыс 2-ге дейін тартылу. Соңғы айналым бітті. Бірінші раунд Жұлдыз Қауышева бірінші раундты жапты. Әлі алдымызда 4 минуттай уақыт бар. Ескекке отырды. Бірінші болып келе жатыр өз санатында. Енді көріп отырмыз, артында Карина Козлова турникке өтуде. Асель Қабдолина тартылыс жасап жатыр. Бұл жерде енді 16 минут тоқтамай жұмыс істеу керек. Басты мақсаты қолынан келгенше, мүмкіншілігінше көп раунд жасау. Артында көріп тұрмыз, төреші 3 саусағын көтеріп тұр. Ол спортшыға әлі 3 қайталау бар деген мағынаны білдіреді. Соңғысы Марина Бублик трастерді бітіп, қазір ол да жоқ, төреші қателесіп қалды. Трастерден кейін ол турникке барып тартылу тиіс. Міне төреші көтерді, көрсетті. Ал қыздарымыз әлі ешкім грибной және ескек ену снарядына отырған жоқ. Қарап отырмыз, әлі тартылуда. Карина Козловаға әлі 5 қайталау бар, 4 қайталауға. Дорогие друзья, сейчас у нас наши участницы выполняют комплекс 16 минут амрап, то есть за 16 минут нужно сделать
как можно больше повторений. Первое, что они делают, это 30 калорий на гребле, то есть это уже 30 повторений. Второе, это 40 взятий свиса двух гирь с весом 12 килограмм. Третье, это 30 ноги к перекладине, то есть 30 тоуст-ту-бар. 20 трастеров с двумя гирями, 12 килограмм, и 10 подтягиваний, просто 10 подтягиваний на турнике. То есть минимальные требования к нашим любителям, девчонкам, чтобы они могли подтягиваться. Это, друзья, самое сложное. Потом, после подтягивания, вы переходите снова к 30 калориям гребли. А если говорить так, то AMRAP 13 minutes, 30 кал гребля. Rowing. 40 clean. Как он свиса-то? Смотри, как свиса будет. High clean, точно. High clean. To catchable. Вот, ну и, смотрите, 30 ноги к перекладине, это у нас толстубары, 20 трастеров. Трастеры, кстати, никак не переводятся, они так и будут, трастерс. И 10 подтягиваний до груди, это у нас, друзья, до груди это у мужчин, у женщин просто подтягивание, то есть это пуллапс. Но я вам скажу, кто из вас может подтянуться 10 раз, скажите мне, вот просто подряд. Есть такие, я сейчас говорю про женскую половину, то есть если кто-то, кому пригодился этот навык в жизни, подтянуться, ну или хочется ли это делать. Потому что девчонки, которые приходят на соревнования, они очень заряженные, они просто болеют этим, им хочется проявить себя. Ну и, кстати, замечу, что сейчас девчонки подходят к своему финишу, то есть осталась буквально минута. И мы видим, как Карина Козлова и Анастасия Хон гребут, а также кто у нас там еще, Марина Бублик гребет тоже на гребле. Это значит, что они зашли там на второй раунд. На турниках на заднем плане вы видите Кабиболдину Асель, которая изо всех сил пытается сейчас подтянуться. Но, увы, это, конечно, сложный элемент, и она об этом говорила, что у нее есть в этом недочет. Но, друзья, любые соревнования — это что? Это срез знаний, это срез ваших возможностей. Так бы кризисная ситуация, в которой вы должны постараться заработать очков, заработать опыта и двигаться дальше. То есть не было ни одного атлета, кто бы приехал на соревнования и сразу бы победил. Пожалуй, это только если какой-нибудь профессионал поедет в другую страну и будет выступать по любителям. Как бы тоже такой не очень хитрый, не очень правильный ход. Обламывать новичков. Осталось 15 секунд, друзья. 15 секунд. Сейчас показывают общий план. Девчонки гребут. Сейчас мы видим Дану Исмуханову и Анастасию Хон. А также видим, как Козлова борется сейчас за каждую калорию. Все, финиш, друзья. Финиш. Мы закончили. Да, у нас первый хит первого комплекса. Девушки-любители закончили свое выступление. Открыли, скажем, второй день соревнований. Это было на самом деле такой смешанный комплекс, где нужно было и гимнастические навыки, и силовые, также выносливость. То есть мы проверяем здесь все навыки примерно одновременно. Поэтому задание называется у нас микс. Так, судьи пока подписывают результаты, заполняют бланки, атлеты покидают, и на сцену готовится следующий хит, следующая десятка категории Scale девушки. Так, давайте вас потихоньку будем с следующей категорией знакомить. Ал сіздерді келесі санаттағы, осы санаттағы келесі толқындағы қатысушылармен таныстыра берейін. Бірінші жолға Мария Муратова шығады, екінші жолда Елизавета Петрова, 3 Лейла Саханова, 4 Сухра Серикбаева, 5 Қуаныш Сат, 6 Айнура Исентаева, 7 Анастасия Айтмагамбетова, 8 Меруерт Жансаирова, 9 Ирина Меркулева шығады. Қазір сахна алаңы дайындалуда, спортшыларымыз өз кезектерін күтуде, төрешілер дайын.
дорогие друзья. Сейчас пока готовится хит номер 2, давайте поговорим о первом дне, который у нас с вами прошел. И сейчас у нас в категории Scale Woman, то есть женщины-любители, на первом месте Лаура Кумарова, на втором месте Ирина Манилюк, на третьем месте Арина Хисматуллина. Кстати, Арина, напоминаю, это самый молодой участник категории любителей. На четвертом месте Баян Борисова, на пятом месте Вероника Махмедова, на шестом Элина Лайгузова, на седьмом Ольга Рубцова, на восьмом Юлия Каменева, на девятом Асен Таржанова, на десятом Куаныш Сад, на одиннадцатом Зухра Серикбаева, на 12-м Айнура Есентаева, на 13-м Лейла Хасанова, на 14-м Анастасия Айтмагамбетова, на 15-м Елизавета Петрова, на 16-м Мируерт Жансаринова, на 17-м у нас Мария Муратова, на 18-м Ирина, кстати, Ирина Меркульева на 18-м месте. И это она всем дала просто бесплатно страховку на эти соревнования. Огромное спасибо ей за это. Остальные сейчас уже выступали, мы их представили перед вами, поэтому сейчас мы переходим именно к дамам. Второй заход. Кто у нас там? Ануар, ты уже представлял? Можно я представлю? Да, я уже представил девушек. Сейчас по хитам, точнее по местам, друзья. На первой гребле у нас Мария Муратова, на второй Елизавета Петрова, на третьей Лейла Саханова, на четвертой Зухра Серикбаева, на пятой Куаныш Сад, на шестой Айнура Есентаева, на седьмой Анастасия Айтмагамбетова, на восьмой Мируерт Жансаринова, на девятой Ирина Меркульева. То есть 9 дорожек сейчас у нас заняты, потому что, напоминаю, девушек 27, и они выходят в хит по 9 человек. Каждая из них сейчас пробует поднять штангу. Вот можно наблюдать сейчас, вы видите на видео Ирину. Ирину сразу заметно. Она, получается, будет у нас выступать на дорожке номер 9. 9-я дорожка находится, если смотреть на раму, правее. То есть начало слева направо, как и положено, можно сказать, как положено вообще в градостроительстве. Друзья, сейчас девчонки готовятся, пробуют поработать на гребле, показывают крупным планом наших с вами красоток. Блин, все-таки поражаюсь. Сейчас Мируерт у вас на экране. Мируерт вчера выступала очень хорошо на беге, показала себя, да, в принципе, тоже и на штанге подняла вес. По-моему, она около полтинника подняла и радовалась. Я точно не помню, кстати, надо вот посмотреть, какие результаты были у Мируерт. Да, 50 килограмм, ну, неплохо, то есть для ее уровня подготовки она молодец. Сейчас... Это у нас категория Scaled. Девушки делают первые шаги в своих соревновательном кроссфите, поэтому 50 килограмм это уже свой показатель. собственный вес. Да. Друзья, сейчас мы практически приступаем. Осталось 10 секунд до старта. Судья и ведущий дают обратный отсчет. Ждем, друзья, ждем. Девчонки прям настроились. Боевой настрой. 5, 4, 3, 2, 1. Все, поехали. И сейчас, друзья, пока еще сложно говорить, кто будет лидером в этом комплексе. Но сразу скажу, что этот комплекс очень хорошо сбалансирован. Он, если ты тяжелый, тебе будет хорошо на гребле и на толчках гирь. Но если ты тяжелый, тебе тяжело поднимать ноги кверху и подтягиваться. Поэтому комплекс, я бы сказал, это комплекс неожиданности. Я бы его так назвал, потому что сейчас мы увидим, как будет меняться лидерство. Практически кто-то с гребли сойдет первым и может стать на турнике последним. То есть... Обратил внимание, только что показали экран девушек, какой темп они гребут. Там был темп 1400 калорий в час. То есть это очень такой высокий и мощный темп для начала 16-минутного марафона. Интересно, какая стратегия у девушки, которая таким темпом гребет, потому что мы не увидели, кто это был. А для 16-минутного марафона с такими сложными движениями, возможно, это будет такой тактической ошибкой.
Я согласен с тобой полностью, потому что на самом деле там целых 40 взятий гантелей, это, ой, гирь, прошу прощения, это же много. Тут просто на каждом движении у нас задействован хват. Мы тянем гребной, висим на турнике, взятие гири двумя. И обязательно в конце еще у нас подтягивание. То есть хват все 16 минут у нас задействован. Ну, девчонки сейчас молодцы, они надели накладки от Wood Friends. Это лучшая реклама, которая может быть для нашего спонсора сегодня. Поэтому, друзья, посмотрим, как эти накладки будут помогать девчонкам в действии на турнике. Если вас это впечатлит, то вы можете на любых соревнованиях, да и в принципе вообще заказать накладки и купить их. Они очень хорошо держат на турнике. Там даже не плюс 5 к силе, а там, по-моему, плюс 50 к силе, потому что у меня есть накладки простые китайские. Вот я купил себе за 1500 на Алиэкспрессе. И ты знаешь что? Они не держат. Ты, видимо, просто взял самые дешевые и тряпочки обычные. Слушай, они дешевые, но я их использую каждый день, и они уже второй год держатся. Это лучшая покупка. Но это лучшая, но худшая покупка, понимаешь? Мне вроде бы как бы они еще работают, но по сравнению с накладками, которые сейчас используют наши бойцы, конечно, небо и земля. То есть, с другой стороны, помнишь, мы без накладок раньше работали? Ну, То есть, я по сей день работаю без накладок. хват укрепляешь. Это Нет, очень хорошо. Как скажем, да, естественные ощущения. А, На самом другие деле, ощущения? Да, это хорошо. Когда накладку одеваешь, он чуть-чуть утолщает хват, и бывает, вспотевшие руки могут проскальзывать. Но опять же, без накладок работать, естественно, это большая нагрузка на ладони. И если в моменте, например, особенно в соревновательном, где-то в соревнованиях мозоли порвешь, то это окажет негативный эффект в последующих заданиях. И там, естественно, будет ослабление хвата, и в целом болевые ощущения будут. Правильно. Поэтому защита ладони все-таки важна. Поэтому не надо следовать моему примеру. Смотрите, там у нас берегите руки. на второй линии, это значит, что они сделали больше 20 взятий с виса, то есть они переходят сразу на вторую линию и продолжают на ней. То есть можно таким образом отследить, кто из них является лидером. Ну, практически все сейчас работают на второй линии. После этого они пойдут на турник и будут делать тоуст-бары. Друзья, 30 подъемов ног перекладине после того, как ты сделал 2 упражнения на хват. Очень сложно на турнике продержаться и сделать 30 раз, не дробя. Каким темпом работает Зухра. Легко выдыхает, фаза расслабления есть, спокойно тянет. У нас Итак, уже... сейчас на турники уже выходят 3 девчонки. 3 девчонки выходят. Кто это у нас? Айнура? По-моему, это... это Айнура Исентаева. Айнура, да, Исентаева. Да, уверенно делает ТТБ. Засчитали. Да, она достает прям четко. Она бьет ногами по перекладине. Ну, судьи тут смотрят внимательно, потому что они даже, видишь, как на линии с турника стоят, чтобы прям касание было четкое. Да, друзья, если в этом упражнении вы хотя бы одним носком не коснетесь перекладины, то вам не засчитают повторение. А второе, что нужно сделать, это нужно полностью опустить ноги. То есть вы должны в одну линию выстроиться, либо за линию. Видите, девчонки делают замах назад для того, чтобы поймать разгон ногами и выкинуть ноги снова до перекладины. Но если у вас пресс и спина забьются, что может быть на взятии гирь, плюс хват, то очень тяжело выполнять данное упражнение. Пока сложно сказать, кто лидер. Давайте посмотрим, кто первый с турника выйдет на гири и начнет делать, если я не ошибаюсь, трастеры. То есть у нас 20 трастеров. Лейла на третьей полосе как уверенно делает ТТБ. Она сделала где-то повторение 10 за один подход. Рядом также Зухра работает, также уверенно. Ну, в этом хите девушки более уверенно работают на турнике, если обратить внимание. Заметил, да, все, кто делает ТТБ, испытывают сложности, сразу начинает качать головой. Я думаю, они думают о том, что надо было на тренировках делать больше ТТБ. Зухра Больше уверенно, гимнастики. смотри, как уверенно. Спокойно. Расслабляется, спокойно тянет, дробит. Я уверен, она... Да, она, мне придерживается кажется, играет стратегии, долгую. да. То есть сейчас она спокойно, размеренно пришла с гребли, сделала свои взятия гири, перешла уверенно на турники. Но мы видим также, что у нас уже Анастасия, да, перешла уже. Анастасия перешла на трастеры, то есть, получается, она первой закончила
30 toes to bar. Я, кстати, неожиданно, то есть оператор показывал на самом деле других девчонок, и я думал, что... Я как-то вот даже не уследил за ней. Думал, Анастасия вроде зашла, делает, но, видать, она второй подход уже делала, когда показали там сбоку. Молодец, она сделала 10 трастеров, перешла на следующую линию, то есть мы понимаем, что она лидирует, и девчонкам до нее как минимум 10 трастеров. Посмотрим, что будет дальше, как будет меняться лидерство, друзья, потому что у нас 16 минут амрапа, а прошло всего 6,5 минут. А значит, что практически 9,5 или 9 минут еще у нас остается. Сейчас две девчонки, а именно мы видим, что Мария Муратова и Лейла Саканова переходят на трастеры. Вот показывают сейчас Лейлу, она молодец, тоже выполняет трастеры довольно уверенно. И я удивлен, что она так как бы быстро перешла с тоустубаров. Итак, на трастеры сейчас у нас пришла Айнура Есентаева. Ее показывают, она настраивается и будет выполнять первую десятку трастеров. А тем временем Анастасия перешла уже к подтягиваниям. Будем наблюдать за ней. Анастасия делает первое свое подтягивание. Это называется техника киппинг. Друзья, молодец. Надеюсь, она сохранит лидерство. Что? Да, смотри, как она уверенно подтягивается, с запасом подбородок прям заводит за турник повыше. Там достаточно, на самом деле, до уровня подбородка потянуться, а она там с запасом. Но это, знаешь, мне кажется, для судей. То есть очень уверенно, чтобы не было, не дай бог, ноу-рэпа. Очень уверенно, 10 раз, не дробя. Амброкен подтянулась. Молодец. И переходит к гребле. Сейчас перед ней задача нагрести снова 30 калорий и перейти снова к упражнениям взятия гири на грудь. Друзья, девчонки уже многие выполняют трастеры вторую десятку, то есть скоро выполнят 20 и пойдут подтягиваться. Мне просто интересно, кто следующий окажется на подтягиваниях. Или кто-то уже есть. Мне кажется, Зухра может быть уже на подтягиваниях, нет? Итак, нет, у нас еще никто еще не переходил, то есть отрыв у нас... Куаныш Сад на турнике сейчас. Она толстубары до сих пор выполняет. Да, а если я правильно все понимаю, то Айнура как раз-таки пришла на турник для того, чтобы делать подтягивания. Было бы интересно на нее посмотреть. Она вот прям... Ее показывают сейчас. Она дышит. Айнура Есентаева тоже, кстати, показывает хорошую технику. До груди практически подтягивается просто. Друзья, достаточно подбородком заходить за перекладину, то есть чуть выше перекладины, вот прям вот на миллиметр. Но, тем не менее, что мы видим? Сейчас показывает Куаныш Сад, она до сих пор висит на тоустубарах, видимо, очень сложный элемент для нее. И еще две девчонки подтягиваются, это Мария Муратова и Лейла Саканова сейчас на турниках. Подтягиваются, тоже очень уверенно, с большим запасом. Также мы видим сейчас перед вами Ирина Меркулиева будет показывать свои... Ох ты! Ну, как неожиданно и уверенно, да? Да, очень хорошо, уверенно. Да. Но она дробит, но все равно очень уверенно это делает. Это значит, что они все практически выходят во второй раунд. Ну, только, пожалуй, сейчас трудности испытывает Куаныш Сад. Итак, нам показывают сейчас Анастасию Айтмагамбетову. Также показывают Лейлу Саханову перед вами. Лейла, она выполняет уже второй заход, то есть это второй круг. Это у нас Айнура Есентаева. Она, кстати, откуда? Алматинка? Нет, со стороны, судя по тому, как судья ей подсказывает, видимо, настраивает, она Invictus Астаны, по-моему. Invictus Астаны, да? Да. Ага. Ну, судьи то не есть только своя, судят. да. Нет, у нас судьи все равно, они не только судят, но и поддерживают атлетов, советуют, всегда подсказывают, сколько осталось секунд. Ну, да, надо не забывать, это все-таки любители еще. И мне кажется, и помощь, по сути, судьи, это же профессиональные атлеты. Они... Да, они понимают, какие ощущения сейчас испытывают атлеты. И всегда могут найти, поддержать нужные слова, подсказать. Важно понимать, друзья, что судья — это не просто счетчик. Это действительно, да, и сразу же и где-то наставник, и советчик, то есть все в одном. Пока он тебе не даст ноу-рэп. Да, пока не даст ноу-рэп. После ноу-рэпа все, дружба заканчивается.
некоторые атлеты начинают спорить с судьями, но это бесполезно. Судья всегда прав. Друзья, да, с судьей можно поспорить после, подать апелляцию и переделать комплекс, но тратить время на споры во время комплекса — это очень ошибочно. Я никому не советую. Лучше до комплекса дать шоколадку судье, и все будет нормально. Шучу, у нас это не проканает. Он ее съест, и судить будет так же строго. И сейчас мы видим, как мои поздравления, Анастасия Этмагамбетова выходит сейчас на взятие гирь. То есть она сделала 30 тоуст-ту-бар на втором круге. Что за мощь! Молодец! Она смотрит в глаза оператору сейчас. Вот. Показывают ее крупным планом. Это ее минута славы, друзья. Она в этом хите абсолютный лидер. До нее еще никто не достал, потому что девчонки даже не вышли с гребли на тоуст-ту-бары. А она уже у нас... прошу прощения, они не вышли не на тоуст-ту-бары, они вышли на махи. Ой, на взятие. Она уже делает 20 сделала и сейчас будет делать вторую 20-ку. Присоединяется на взятие у нас Айнура Исентаева. Она не уступает. Молодец. Мои поздравления. Друзья, кстати, что хочу сказать сегодня. Спасибо организаторам. Очень четко площадка выстроена. Вот я могу с высоты птичьего полета наблюдать за всеми сразу и смотреть, кто же из ребят лидирует. Ну и сейчас у нас показывают Марию Муратову, как она берет гири в руки. Кстати, без накладок, заметь, да, то есть решила, видать, от накладок немного отдохнуть. Хотя можно на самом деле, друзья, накладки здесь в любом из упражнений использовать. Но я думаю, что вот эти накладки, кстати, они же хорошо держат. А на гирях надо, чтобы руки проскальзывали все-таки, потому что должна быть фаза расслабления вот это вот на плечах. То есть когда ты расслабляешь хват. И неудобно делать это Надо учесть, что накладках. накладки создают дополнительное увеличение хвата. Да. Тем самым не дают тебе жестче зафиксировать гирю. И получается, нагрузка на предплечье идет высокая. Итак, смотрите, сейчас что происходит. Айнура Исентаева, она тоже вышла уже на вторую 20-ку, то есть ближе к 40 они уже подбираются по взятиям. Но я думаю, что с взятий первая на тоуст-ту-бар, естественно, должна выйти Анастасия Этмагамбетова, потому что она давно вперед ушла. Смотрим на наших лидеров. О, наконец-то мои поздравления, да, это Куаныш Сад, по-моему, выходит сейчас на греблю на второй круг. То есть она справилась, друзья, пока мы наблюдали за лидерами, она справилась все-таки с подтягиваниями, с трастерами и вышла на греблю. Мои поздравления. Так, задрала майку, стало жарко Анастасии. Она просто четко выполняет тоуст-ту-бары. Я ничего не могу сказать. То есть ноги назад уходят, достает двумя ногами, отдыхает. Но за ней сейчас, думаю, должна выйти уже... Осталось 1,5 минуты. Сейчас за ней выйдет Айнура. Тебе слово, Ануар, что думаешь? Я дәл айтасың, осы Анастасияның жұлдызы сәті. Қазір қарасаңыздар, қарсыластарынан басым түсуде. Турникте аяқ көтеруін салауатты орындап жатыр. Артынан Айнура Исентаева да турникке шықты. Қазір екеуі бірінші, екінші орында келе жатыр осы толқында. Қалған қыздар да қалыспауға тырысуда. Олар әлі гирді кеудеге көтеру жаттығуын жасауда. Алдарыңызда міне Айнур өзінің қайталауларын орындауда. Төреші кеңесін беріп, жігерлендіреді. Қарап қояйық. Дұрыс. Әр санауы тигізу тиіс. Егер аяқ тимеген жағдайда ол қайталау саналмайды. Бірақ күшті ол көп жеп қояды. Осы сынақта бізде қолдың білегінің күшін сынаймыз. Және де бұл аралас сынақ деп саналады. Өйткені бұл жерде гимнастикалық дағдылар, төзімділік және күшті бәрі бірдей сыналады. 16 минут арасында мүмкіншілікше көп айналым жасау. Қараңыз қалай әдемі де түзу аяқтарын тигізіп, Анастасия өз қайталауларын орындауда. Қолын сілкіп, демалдырып. Міне тағы да турникке Мария Муратова да жетіп қалды. Бұл жаттығу гимнастикалық қиын жаттығу деп саналады. Өйткені бұл жерде техника, кипинг, егер
Ане, мен айтып кеткенше уақытта бітіп қалды. Осымен екінші толқынның өнерін тамашалап болдық. Қазір алдымызда осы санаттың лидерлері шығады. Олар ол жерде енді тұғырға мүмкіндігі бар атлеттер сол келесі толқында бар. Бірақ қалай болса да бәрінің мүмкіндіктері бар. Менің ойымша қазір Анастасия турнирді кестеде алдыға жылжу тиіс. Өйткені мынандай нәтиже көрсету енді келесі толқында көреміз. Төрешілер нәтижелерін жазып, шығарып салуда. Анастасия Хон, Ирина Меруерт Жансаиров алдарыңызда міне шаршап, алаңда ақырындап шығуда. Еріктілер алаңды дайындауда, оларға рахметімді айтқым келеді. Өйткені дер кезінде алаңды дайындап, бәрін орын-орнына қойып, реттеп, спортшыларға ыңғайлап жасап алаңды дайындауда. Ал бейне қайталауды қарасақ, міне қыздар 2 гирді 12 килограммды өзінің иықтарына алуда. Ирина Меркулева осы сайыстағы жарыскерлердің бәріне сақтандыру полисін сыйлаған. Ол полис бойынша егер қандай да бір жағдайда спортшылар жарақат алып қалған болса, оларға емдеуіне көмек береді. Ал бізде кішкене бір үзіліс болайын деп тұрмыз. Бізде YouTube арнасында бірінші комментариялар пайда болды. Соны қазір Сергей ақындап оқып, сіздерге сәлемін жолдайды. Дорогие друзья, огромное спасибо, что вы присоединились к прямому эфиру. Пишут вот Асель Куйкабаева, 30 калорий роу. Серега, на родном давай. Максат Аспанов пишет. Максат, огромный тебе привет. Я уверен, что ты за своих девчонок болеешь. Максат Аспанов является, как сказать, основополагателем клуба «Орлан» и «Орлан Кроссфит», и он наставник, предводитель, сам участник соревнований международных. И огромное спасибо ему за то, что он девчонок послал. То есть у него сейчас Элина Лангузова выступает, и, кстати, неплохо выступает. Очень красиво она себя показала вчера в тяжелой атлетике и в последнем комплексе. Поэтому Максат Аспанов, если вы слышите меня сейчас, в Алмату приезжайте и идите в Орлан Кроссфит, потому что там наставничество на высоте. Друзья, сейчас у нас тоже еще один комментарий. Дана Исмуканова, вперед, ты молодчина, мы тебя любим. Огромное спасибо организаторам соревнований и грамотным комментаторам. Всем удачи и крепкого здоровья, Астана. Вот тут пишут, Аят написал только что. Аят, ты давай готовься к соревнованиям, дорогой друг. Он, видимо, переживает и наблюдает за своими оппонентами, готовится, настраивается, смотрит, как выступают предыдущие атлеты. Какие-то, может быть, он пытается заметить там ошибки или тактические такие приемы. Но смотрит. Хорошо, что наши атлеты наблюдают за нами, потому что нужно видеть, как эти задания выполнять. Ты смотри, только стали читать комментарии, не поняли и стали накидывать. То есть сейчас готовится, друзья, у нас следующий заход. Давайте мы представим девчонок. Кішкене комментарийден алып кеттік есіміз. Тұра тұрыңыздар. Алдымызда соңғы, осы санаттың соңғы спортшылары. Бірінші жолда Юлия Каменева, екінші жолда Элина Лянгузова, 3 Баян Борисова, 4 Ирина Манилюк, 5 Лаура Кумарова, 6 Арина Хисматулина, 7 Вероника Махметова, 8 Ольга Рубцова, 9 Асем Таржанова. Алдарыңызда. Осы санатта жаңағы айтқым келіп кеткені Арина Хисматулина туралы. Ол жазда Ақтөбе қаласында өткен Smart Fitness Cup жарысында топ жарып, осы жарысқа жолдама алған. Арина Хисматулинан бөлек тағы да 4 спортшы Smart Fitness Cup жарысы арқылы іріктеу кезеңінен өтпей, жолдамасын сол Ақтөбе қаласында өткен жарыстар
бірінші орын алып, осы жарысқа бізге жолдама алған. Алдарыңызда Вероника Махмутова, жеңілде оңай есуде. Қазір біздің 20 секунд өтуде. Қыздарымыз қарасаңыздар оп-оңай есіп жатыр. 30 калорий жинаған кейін келесі жаттығуға ауысамыз. Дорогие друзья, у нас сейчас лучший заход в этом комплексе среди женщин-любителей. И сейчас вам показываю это Веронику. Кстати, вчера мы Веронику как только не называли, ошиблись дорожкой, но мои извинения за это. Вероника очень хорошо выступает, я ее не на одних соревнованиях уже видел. Сейчас показывают вам Арину. И Арина Хисматуллина, самый молодой атлет. Она показала вчера очень хороший результат, особенно в комплексе ходьбы на руках. Очень мощно прошлась. Друзья, огромное спасибо за то, что вы пишете комментарии. Пока у нас наши атлетки гребут, хочу сказать пару комментариев. Ануар лучший тренер. Оказывается, не только лучший комментатор, но и лучший тренер. Также тебя поздравляют с занятым первым местом на битве клубов. Спасибо. Вот это у нас поздравляет Аман Утеов. И также пишут, что Сергей Ануар, вы лучшие комментаторы. Спасибо за удовольствие, вас приятно слушать. Это очень приятно, дорогие друзья. Сейчас у нас продолжается прямой эфир, и девчонки уже потихоньку перебираются к гирям. То есть они потихоньку все встают, 30 калорий уже нагребли. Сейчас перед вами Вероника. Вероника Махметова, она очень мощный атлет. В принципе, у нее есть все шансы занять хорошую позицию по окончанию второго дня. И поэтому ее сейчас показывают, потому что она, скорее всего, на гирях является лидером. Но я могу ошибаться, потому что вид сверху показывает, что все девчонки практически сейчас находятся на упражнении взятия гирь на грудь. Как ты думаешь, Ануар, кто у нас лидер сейчас явный? Смотри, Арина Хисматуллина, о которой мы только что говорили, делает очень быстро взятие. К сожалению, сейчас она не в кадре. Вот перед нами Лаура Кумарова, она тоже сегодняшний лидер соревнований, имеет все возможности быть на пьедестале. Представитель зала Endurance Алматы. Смотрим, как она спокойно, выверенно делает взятие. Но вы, к сожалению, не видите на кадре, но рядом Арина Хисматуллина просто-напросто долбит эти взятия с такой скоростью, как будто это последние секунды соревнования. Хотя впереди еще 13 минут работы предстоит. Да, дорогие друзья, смотрите, Лаура Кумарова сейчас по истечению первого дня лидирует у нас в категории любителей. На втором месте Арина Манилюк и на третьем месте Арина Хисматуллина, которая сейчас топит. Но, кстати, она вчера на последнем комплексе очень хорошо работала и долго и быстро. Поэтому как бы у нее есть все шансы уйти вперед. У нее рычаг позволяет быть на толстубарах довольно-таки быстрой также. Но посмотрим, конечно. Молодость есть молодость. Это значит, что есть скорость. Но хватит ли запала на 16 минут? Вот в чем тонкость. Ну, смотри, здесь как бы конкуренция очень высокая. И показывает, что вот девушки наши вчера начинали. Вот та же Арина с 20 места, Ирина с 17 места. Сейчас они на третьих, вторых местах соответственно. То есть каждое задание имеет роль. И можно где-то провалиться, а где-то отыграть. Поэтому говорить о том, что вот это бесспорные лидеры, еще рановато. Я думаю, что в следующих заданиях там же будет у нас тестирование других навыков, других возможностей. Поэтому все может поменяться. Будем наблюдать. А вот пока у нас Ольга Рубцова делает свои ТТБ красиво. Есть касание. Судья Евгений Тихановский с города Ахтубе внимательно наблюдает. Ну, здесь в этом хите уже у нас лидеры. Видим, что Арина Хисматуллина уже перешла. Остается последний на гирях. Как же так? Она же такой скоростью делала и почему-то уходит последний. Не знаю, какие-то, может быть, у нее были проблемы. Вот это то, о чем мы и говорим сейчас с тобой. То есть, если посмотреть на Лауру Кумарову, а также посмотреть сейчас на Веронику, то они очень спокойно все делают, то есть размеренно. Как будто они пришли на тренировку, они понимают, перед ними амрап 16 минут, и что нужно размеренно свои силы тратить. Но
мы видим сейчас перед вами Арина. Она пытается нагнать всех. Но я бы, наверное, не спешил все-таки. Просто своим темпом бы шел, потому что все может измениться через 5 минут буквально. То есть через 5 минут у кого-нибудь произойдет жесткое закисление. И все будет меняться. Ну, ты видишь, здесь у нас мы видим сейчас сопротивление опыта и молодости. Арина берет своей молодостью, скоростью, а Лаура пытается размеренно, спокойно взять мудростью эти соревнования. Вот. Также видим других девчонок, они тоже не отстают, все выполняют прекрасно ТТП. Видим, что Баян Борисова переходит на трастеры, вместе с ней Вероника Махметова переходит. Первые же повторения Вероника сразу приступает, пока Баян Борисова берет короткую паузу, отдышку. Вот она как раз на экранах. Да, тяжеловато, потому что 30 подъемов ног в перекладине, движение очень такое энергоемкое. Это на очень фоне классно. у нас Ирина и Элина Ленгузова с Алматы. Да, молодцы девчонки, работают. Также переходит на гири у нас А7 Торжанова на 9-й полосе. Уверенно выполняет трастеры. Итак, сейчас болеют у нас дорогие подписчики, кто смотрит прямой эфир, пишут. Вот Мария Сабурова пишет: девчонки-красотки. И также пишет: Ира, давай вперед, только вперед. Но Ира уже, по-моему, вперед ушла. Сколько могла, да? Ира, да, первый комплекс, они так сильно вроде бы отставали, но потом на проходке и на последнем комплексе с гимнастикой они просто вперед вырвались и не оставили шансов никаких своим соперницам. Сейчас вы видите пока общий план, но на нем уже видно, что девчонки вышли после трастеров на подтягивание. Да, это действительно самый сильный заход, потому что тут можно увидеть много кто уже переходить сейчас будет на подтягивание после трастеров. То есть, смотри, прошло 7 минут, и я вижу, что уже Вероника, по-моему, пошла на подтягивание. Да. Сейчас покажите. Хотелось бы, конечно, Веронику увидеть, потому что она первая, кто выходит на подтягивание, делает второе, третье подтягивание, а рядом Арина до сих пор висит пока на толстубарах. Да. То есть что-то произошло такое, что она просто темп сбавила, забилась, возможно, хват забился, потому что все это, конечно, сказывается на продолжительности комплекса. То есть важно понимать, что нужно распределять силы на 16. Ого, ты видишь этот баттерфляй отсюда? Ты видишь этот баттерфляй? Да, это А7 Торжанова. А7 Торжанова просто нереально. Она единственная. Вот она как раз сделала unbroken 10 повторений за раз и пошла на греблю. Друзья, это было очень красиво. Она единственная, кто сделала именно баттерфляем. Во-первых, баттерфляй, во-вторых, unbroken, и тем самым сразу же вырвалась вперед. Следом же Вероника следом села, но молодец. Вообще вот это неожиданный поворот просто. Ну, да, это не зря самый сильный хит этой категории. Баян Борисова тоже садится на греблю. Трое девушек у нас ведут борьбу за первое Торжанова, она просто неожиданно и приятно, потому что, честно, жалко, конечно, что вы не увидели этого, но это были очень красивые подтягивания, друзья. Я не смогу это развидеть. Мне кажется, это будет сниться просто. Кстати, Юля Каменева, вот она на экране, должна была стоять на первой линии, но, видимо, что-то перепутали, и она оказалась на 10-й линии. Да. Если вы будете на экранах искать, Юля Каменева у нас на 10-й линии. Так, Баян Борисов спокойно гребет, чувствуется человек уверенно, выполняет каждое повторение. Да, Лаура Кумарова тоже переходит на греблю. Мне кажется, вот у Лауры, я точно знаю, у нее стратегия расписана, потому что у нее тренер здесь присутствует в зале, и она такой осознанный атлет, который понимает, что она делает здесь. Есть кому посоветовать, да? Ну, Лаура у нас, напоминаю, она сейчас лидирует, но с небольшим отрывом от Ирины Манилюк, буквально 2 очка. И на третьем месте с разрывом в 3 очка от второго места Арина Хисматуллина. Но Арина сейчас подзависла, и она очень, в турнирной таблице может очень сильно просесть, потому что она сейчас находится на трастерах, а есть уже девчонки, которые выполнили подтягивание и гребут на втором круге. То есть, опять же, мы говорим о 3, да, то есть Вероника у нас гребет и скоро выйдет на
взятия. Также у нас, получается, А7 выйдет. И кто третий у нас? И Баян Борисова тоже выйдет, скорее всего, с гребли на взятие. Мы будем смотреть и следить за этим, друзья. Иә, әлі алда 6 минут жұмыс істеу уақыты бар. Қыздарымыз бәсекенің қайнап жатқан уақыты. Бірінші орында бізде қазір Вероника Махмутова, Асем Таржанова келе жатыр. Артына леше сала Баян Борисова. Төртінші орында Лаура Кумарова осы жаттығуда келеді. Міне алдарында Лаура. Қиын болса да берілмей барынша салып есуде. Артында әне Вероника Махметова екі гирді көтеріп келесі жаттығуға ауысуда. Әлі ешкім есуден тұрған жоқ. Асем тұрам екен. Асем екені бірінші болып отырған еді. Осында күші жетпеген болар. Қарқында төмендетіп кішкене демін басып алған еді. Өйткені Асем баттерфляй техникасымен тартылды. Жаңа көрінбей қалды. Мүмкін операторлар бізге бейнеу қайталауын көрсетер. 10 қайталауды үзбей бір келгенмен тарта салды. Енді алдында Вероника міне салауатты орындауда өз қайталауларын. Әне, Асем де герге жетіп қалыпты. Артынан міне Баян Борисова да тұрды. Қазір ақындап асықпай демін басып гер төріп келуде. Лаура да кеудеге алуға да ауысты. Оған қазір қарсыластарын алыс жіберуге болмайды. Өйткені бірінші, екінші орында келе жатқан спортшыларға өз орындарын, ұпайларын сақтауға тұрысуы тиіс. Ирина Ванилюк және Арина Хисматуллина екінші, үшінші орында келе жатқан спортшылар қазір кішіне қалып келеді артта. Ол енді Лаураның қолына ойнайды. Так, Юлия Каменева да гиряға ауысыпты. Міне алдарыңызда артында Асемнің ар жағында тұр. Асем бүгін енді бірақ елді таң қалдырды. Баттерфляй тартылу деген ол жаңағы спортта жаңа бастаған спортшыларға ол өте қиын техника тартылу. Елена Лянгузова әлі есуде отыр. Міне Вероника міне осы сынақты бастап келе жатыр. Ол енді оған бірінші орындарға көтерілуге жаңағы турнирдік кестеде жоғары шығуға көмек береді. Лаура берілме. Мен енді әуестенетім, өйткені екеміз бір залда жаттығатынбыз. Мирам Көшенов, егер есулеріңіз болса, Endurance Алматы залы ең үлкен залда біз жаттыққанбыз. Қазір жақында осы бір ай арасында жаңа жал Алматы қаласында ашылуда. Оны енді біз бәріміз күтеміз. Ашылған кезде Алматыда болып жатсаңыздар, Endurance Алматы залына келіп қонақ болыңыздар. Ал бізде әлі алда 3 минут уақыт қалды. Қиыншылықтың бәрі, бәсекенің бәрі алдымызда көреміз қазір. Міне Ольга Рубцова да гирені көтеруде. Вероника Махмутова енді 5 қайталау қалды. Келесі жаттығуға ауысуға, келесі жаттығу бізде қазір аяқты турникке көтеру болады. Лаура Курманова 3 қайталау қалды. Иә, қазір қу жетіп алар ма екен? Біз Лаура қарап тұрған кезде Асем Таржанова турникке ауысты. Міне алдарыңызда міне қолбақшасын дөп, қазір көреміз. Егер салауатты жасайтын болса, осы жерде озып кетуге бәр мүмкіндігі бар. Өйткені баттерфляй техника деген міне қараңыздар қалай әдемі түзу, оп-оңай да тигізіп жатыр. Ол 14 минут жұмыс істегеннен кейін мынандай оңай көтеру деген іштің бұлшықеттерінің төзімділігіне және қолдың, білектің күшіне бәріне байланысты болады. Лаура да қалыспайда, Вероника да бәрі турникті жасауда. Міне 3 бірдей атлет бізде қазір турникте, аяқты турникке көтеру жаттығуын жасауда. Баян Борисова да қатарларына кірісті. Иә, қарасаңыздар енді бәсекенің қайнауы міне енді басталып жатыр. Осы жерде бізде тұғырға шығатын атлеттердің осы жерде деп ойлаймын. Бәрінде мүмкіндіктері бар. Ешқайсысы өздерінің мүмкіндігін өткізбеуде. Әлі 1,5 минут уақытта бар. Қазір Сергей сөз айтқысы келіп тұр.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Осталась буквально минута до того, как мы закончим этот комплекс. И сейчас основная борьба идет между Асем Тагжановой и Вероникой Махмедовой. И также, кто у нас еще на турниках? По-моему, Баян Борисова, да? Да. Смотрите, все они выполняют тоуст-ту-бары. А также, по-моему, еще и Лаура Кумарова тоже на тоуст-ту-барах. То есть 4 человека на втором круге выполняют тоуст-ту-бары, стараются друг друга опередить, потому что сейчас турнирная таблица очень сильно изменится, потому что Вероника у нас Махметова была на 5-й позиции, и сейчас, если она займет там 2-3 место в данном хите, она может себя подвинуть в тройку лидеров, потому что Арина, которая на 3-м месте, она сейчас очень сильно может просесть. Так что, друзья, следите за тем, чтобы... То есть один повтор остался. У нас сейчас лидирует Асем. У нее остаются последние повторения. Судья показывает 2 пальца вверх. Пока Вероника и Лаура ее еще не догоняют. Видим, что вот Асем добивает последнее движение. И все. Остается 3 секунды. Побеждает в этом комплексе, в этом побеждает в этом комплексе задании, да. Асем Тагжанова. Это очень удивительно. И у нее сейчас, смотрите, по результатам она была у нас на 9-м месте. И, получив 1 очко, у нее будет 30 очков. 30 очков, в принципе, неплохо. Я думаю, она подвинется на несколько позиций вперед. Да, там есть у нее отставание от 8-го места 4 очка, но я думаю, немного сократит она, потому что Юлия Каменева немного... Я думаю, что да, от Юлии Каменевой она уйдет. А вот это, опять же, благодаря тому, что есть атлеты, которые очень сильно просели. То есть сейчас может все измениться. Но, честно говоря, меня очень сильно удивила Асем Тагжанова. Она прям просто, это ее комплекс, она как будто под него готовилась. Наверное, она... Вы выложили комплекс, она сказала, я эти комплексы не буду прогонять, а вот этот один я просто вот спать не буду, но сделаю. У нас на экранах звездные минуты, звездные секунды. Провожаем. Молодец. Асем удивила приятно. Да, друзья, а также сейчас показывают Лауру Кумарову. Она является фаворитом этих соревнований, ну, то есть по стечению первого дня. Но она хорошую позицию сохраняет. Она, может быть, даже первую позицию сейчас и сохранит. Да, так получилось, что ближайшие ее преследователи отстали от нее. И даже она увеличит отрыв от 2-го и 3-го места. Ну, хороший задел. Впереди 2 задания. Посмотрим, насколько сильно она подготовилась. Ну, смотри, как красиво вот на да, повторе. Вот, кстати, смотрим. Показывает повтор у нас именно подтягиваний. Именно это стиль баттерфляй, друзья. И так, не то, что так мало кто может делать так. Это нужно научиться. Ну, для любителей это что-то такое вау, но будет у нас впереди следующей категории интермедиат. Там, девчонки, я уверен, все будут подтягиваться баттерфляем. А что у нас, кстати, по интермедиа? У нас какие-то изменения в комплексе есть? Да, у них, кстати, у категории интермедиат будут выходы силой. То есть там будут уже выходы на турнике. Для девочек 10 повторений, для парней 20 повторений. Обалдеть. Это в конце амрапа, то есть на усталом хвате. Ладно, парни, я там уверен, как-то там свои 20 повторений как-нибудь накидает. А вот для девушек выходы на турнике, чтобы вы понимали, мало кто может в принципе подтягиваться, а тут целый выход на турнике. Друзья, да, то есть, смотрите, сейчас для любителей был 16-минутный амрап, а для интермедиа и для категории мастерс будет 18 минут работы, то есть на 2 минуты дольше. И комплекс состоит не из 30 калорий, а будет состоять из 60 калорий. Но сейчас у нас выходят мужчины-любители. Мужчины-любители должны грести не 30 калорий, а 50. И это, пожалуй, единственное изменение по количеству, а также по весам. У них будут 2 гири 16 килограмм, что не намного превышает, на мой взгляд, весовое количество. Женщины 2 двенашки поднимают, мужчины 2 шестнашки. То есть там даже, я бы им, конечно, 20-ки дал как минимум любителям. Чуть потяжелее, посерьезней. Ну, видишь, в комплексе составляем не мы, и не нам решать, какие веса должны тягать наши атлеты. Надо бороться за это. Я думаю, организаторы знают уровень наших атлетов, поэтому они подбирают соответствующую нагрузку. Ал келесі бізде келесі алаңға шығуға келесі санаттағы спортшылар дайын. Аттарын ақырындап таныстыра берейін.
Ол бірінші жолға Досжан Жанатбек, екінші жолда Дамир Елжанов, 3 Максим Крушинский, 4 Владимир Көшербаев, 5 Манас Кукумбаев, 6 Бахтияр Уразбеков, 7 Данияр Казангапов, 8 Рустам Шафиков, 9 Дастан Бисенбаев, 10 жолда бос болады. Бұл 10 жолда Азамат Ағай, 65 жастағы спортшы. Қараңыздаршы, бізді үлгі, бізге не мақтаныш етеді, мақтаныш тұтынатын аты аңызға айналды деп айтуға болады. 65 жас, ойланып көріңіздер өздеріңіз. Ал осы жолы енді ересектер арасында скейлд категориясында кішкене айырмашылық болады. Ол жерде есуде 50 калорий қыздарға қарағанда, және гирдің салмағы 16 келі болады. Төрешілер түсіндіруде, қалай жұмыс істеуін бәрін көрсетуде, бәрі салауатты болу үшін міне Азамат ағай батасын беріп тыңдайық. Мен айтқан десін, Азамат ағай, сіздің жолыңызды бәрімізге бұйырсын, бізге де берсін осындай. 65 жаста бізде осындай алаңда өнер көрсетуге бізге мүмкіндік болсын. Қазір аты жөнін төреші жазып, бәрін кестеге енгізеді қазір парақшаға. Друзья, сейчас у нас стартует первый хит мужчин. Это у нас любители. Их задача 50 калорий грести, и гири у них 16 килограмм. А по повторениям все то же самое. Но у нас сейчас победительница хита предыдущего. И хотелось бы послушать, какие ощущения, как вообще, в принципе, какая тактика была. Была ли какая-нибудь тактика, вы ее придерживались? Всем здравствуйте, я Сем, города Караганды, занимаюсь кроссфитом уже 3-й год. Можно сказать любительский, потому что все-таки это не основное мое занятие. Кроссфит люблю всей душой, помогает справиться со стрессом, после работы отдохнуть. Мы тут обсуждали с Ануаром вот именно этот комплекс. То есть сначала было неявное лидерство. Потому что гребля это вообще не мое. Я на гребле всегда уступаю. Вы даже, может, видели в первом комплексе, когда был бег. Я тоже стала последняя с гребли. А что это? Что это за подтягивания были такие? Мы просто обалдели, когда увидели. Причем это операторы не показали. Мы увидели сначала со стороны, и мы такие: вау, это же единственный человек, кто сделал подтягивание баттерфляй. Это вот... Да, ну, скажу, что турник мне дается легко. Баттерфляй — мое любимое подтягивание. Я киппингом уже не подтягиваюсь. Это быстро, и это помогает вырваться вперед. А кто наставник? Марлена Мангельдиев. Марлена знаю лично, да, он очень мощный боец. И тоже, по-моему, сейчас на соревнования, да, они собираются? Да, он с нами приехал нас поддержать. Он рикс-атлет, молодой довольно, но очень сильный. Это очень круто. Кстати, я смотрел турнирную таблицу. Вы там, по-моему, на 9-м или на 10-м? Да, я отлетела на 9-й, по-моему. На трастерах, да. Я отлетела, потому что тяжелка. Тоже тяжелка да, провал. Есть над чем работать. Есть. И отлетела на ходьбе. Я ее буквально вот училась перед соревнованием за несколько Но дней. сейчас вы неплохо подниметесь по турнирной лестнице. Надеюсь. Потому что я видел так со стороны, Арина просела на толстубарах, то есть прям зависла. Я вот даже не видела, я только работала и все. Я хочу вас еще раз поздравить, огромное спасибо. Если вы будете лидером следующего комплекса, приходите, мы обязательно про вас всем расскажем, покажем. Друзья, с нами была победительница предыдущего хита и просто единственная женщина, которая выполнила баттерфляй подтягивания в этом комплексе. Мои аплодисменты и поздравления. Спасибо большое, спасибо. Друзья, мы сейчас с вами переключаемся на Ануара. И Ануар тоже сейчас представит нашу атлетку, которая очень хорошо выступила в этих соревнованиях и будет рассказывать о своих ощущениях. Я думаю, что это будет правильно. И поддержите ее комментариями, пожалуйста.
возьмем интервью у Жултыз. Жултыз, расскажите, пожалуйста, какие эмоции вы испытывали во время выполнения задания? Вообще сегодня была не настроена. Была... Пришла, думала, просто надо сегодняшний день пройти и все. Вообще не думала, что в своем хите закрою полностью. Тем более еще первое. Конечно, были силы еще выложиться. Но выступила как выступила. Ну вот, скажите, пожалуйста, какое самое любимое ваше движение было в этом задании? В принципе, такого прям любимого нету. Просто скажу, что легко мне дается гири. Абсолютно легко. Просто в совокупности с определенными упражнениями, то есть тост-барами, из гребли, это достаточно было сложно в дыхании. Все хорошо. Кстати, я забыл спросить, а в каком зале вы тренируетесь-то? Tiger First я тренируюсь у Олжас Даулетхана и знаю, Даниэль да, Сыздыкова. Знаю, Да. передавайте. Ну, навряд ли он меня знает лично, но я наблюдал за его выступлениями в Да. предыдущих соревнованиях. Я около 10 лет тренируюсь в его зале, с ними вместе. Последние соревнования в 2019 году у меня были, поэтому спустя 5 лет вот я решилась снова. Ну, хорошее выступление было, я вот наблюдали, и вы прям уверенно так шли, спокойно, размеренно, и в своем хите прям показали хорошее выступление. Вот, подскажите, вот как часто вы тренируетесь и как вы готовились к этим соревнованиям? Вообще с определенными нюансами были то, что я пропускала. В кроссфит вернулась вот около 9 месяцев назад, как я уже полноценно начала тренироваться. Хожу 3 раза в неделю, готовилась. Как только я узнала, что я прошла финал, я тогда начала только готовиться. Ну, так в целях, в целом не 5-6 дней, а также по 3 раза в неделю. То есть, получается, выступать в категории скейл надо тренироваться как минимум 3 раза в неделю. Ну, как минимум. Это причем очень-очень минимум. Все, ребята, вы слышали, да? 3 раза минимум это реально минимум, а так желательно надо тренироваться 5-6, да? Да, по возможности. да, с определенной программой, с определенными целями. Мы уже поняли по вчерашнему дню, что надо делать акценты на те упражнения, которые мы не умеем. Все, отлично, спасибо вам. Какие будут пожелания для организаторов, может быть, для ребят, которые выступают, для соперников? Для организаторов, конечно, вообще нету никаких рекомендаций в плане того, что это было из всех моих соревнований, наверное, самые наилучшие по условиям. Участникам желаю силы. Осталось еще немного. В целом, я не жалею, что я все-таки записалась, все-таки прошла, хотя настрой был не очень хороший, но я очень рада. Не, ну вы все равно все-таки здесь, показываете свои навыки. Спасибо, что вы присутствуете. Рады были наблюдать за вашим Взаимно. выступлением. Давайте успехов вам, хорошего выступления в дальнейшем. Спасибо. Надеюсь, увидим вас на пьедестале. Надеюсь. Передаю слово Сергею. Сергей хочет взять очередное интервью. Дорогие друзья, мы возвращаемся к нашим ребятам. Мы взяли так небольшое интервью у девчонок, которые выступали в предыдущих хитах. Это для того, чтобы вы знали, кто перед вами. Также позже у нас будет интервью с Анастасией, которая тоже переместилась там, по-моему, с 17 на 11 место, если не ошибаюсь, или с 15. Ну, в общем, скакнула благодаря тому, что выступила хорошо в своем хите и победила. Итак, сейчас мы видим перед нами ребята, кто-то уже заходит на второй круг на греблю. И кто это у нас там сидит на 4-й? Это у нас Владимир Кочербаев, если не ошибаюсь. Или я ошибаюсь? Это Манас? Да, правильно, это Владимир Кучербаев. У уже него на очень гребле. большая борода. Владимир. Но, видимо, она ему не мешает не подтягиваться и выполнять свои задания. У Так него есть что борода, я скажу ему да. В общем, в принципе, да, друзья, сейчас мы видим, как второй атлет у нас садится на греблю, и это у нас Бахтияр Уразбеков садится и выполняет второй круг. Я напоминаю, что им нужно 50 калорий грести, а это значит, что
они уже за 8,5 минут успели сделать один круг. А у них все так же 16 минут, то есть есть все шансы, что на втором круге он также дойдет, скажем, до трастеров и выполнит их. Может быть, даже закроет, если ускорится немного. Но опять же, вопрос в том, насколько утомление будет сильным после вторых толстубаров и подтягиваний. Сейчас, дорогие друзья, мы видим, что с трастеров на подтягивание идет наш Агашка и будет подтягиваться 10 раз, но он легко это сделает. До сих пор ребята на подтягиваниях до груди находятся на турниках. Обрати внимание, кстати, как подтягивается Дожан. Жаннабек, он подтягивается баттерфляем, то есть прям даже как-то раздробил баттерфляй, но не спрыгнул. А на третьей дорожке у нас Максим Крушинский, который испытывает какие-то трудности в подтягиваниях, он очень сложно это делает. Итак, мощность на гребле нам показывают, грубо говоря, там от 850 до 1100, потому что нужно и хват сохранять, и грести одновременно. И поэтому Максим Крушинский, Владимир Кочербаев у нас до сих пор сидит на гребле. Не спеша, короче, гребет. А вот Бахтияр Уразбеков, которого сейчас вы видите в прямом эфире, он уверенно гребет, смотрит по сторонам, кто еще работает с ним на гребле. И почему-то так уверенно дышит. Мне кажется, прям вот это вот хладнокровное просто его взгляд и вообще состояние такое прям. Ну, вот, кстати, мы видим сейчас, что практически все уже на второй круг заходят. То есть вопрос уже в том, чтобы продолжать дальше. Но подтягивание до сих пор, я вот вижу, что Максим Крушинский до сих пор на подтягиваниях очень тяжело висит. И уже даже дошел до подтягиваний Дамир Ильжанов и обошел его. Там даже, да, даже Роман Жантлеев сам подошел к Максиму, дает какие-то наставления. Видимо, там с чем-то какие-то проблемы серьезные. Да, у него, в принципе, подтягивание, сама техника киппинга, как скажем, нету ее. А нам показывает лидера этого захода Владимир Кочербаев, Манас. Кстати, об Анасе. Он только что, я видел, подтягивался киппингом. Буквально 2 дня назад в Алмате я видел его в зале, и он меня спрашивал, как подтягиваться баттерфляем. И просил его научить на ходу. Я пробовал, по возможности постарался объяснить, но ты же понимаешь, люди годами тренируются и не умеют делать баттерфляй. А он такой сам атлетичный, подтянутый, вы сами видите. И вот были пару таких уроков. Дорогие друзья, Біздің бәсекесіміз жалғасуда. Алдарыңызда еркектер арасында скейл санаты 9-шы жолдағы Дастан Бейсенбаев. Міне күліп қана, оңай ғана есуде. Азамат ағай да қалыспайды, көріп отырмыз. Осы жерде көріп тұр, біздің жігіттер дәлелдеп жатыр. Күш мінезде, ал төзімділік тек табандылық пен еңбек арасында туатынын көрсетуде. Қараңыздар қалай, 65 жаста болса да оңай демалып жаттығуын жасауда. Бахтияр Уразбеков міне осы санатта қазір алда келе жатыр. Гирге ауысыпты, 50 калорийді аяқтап, екінші раундтың гирді көтегі көтеру жаттығуына ауысуда. Қолбашасын түзеп алды, міне алақанын қараймыз, міне, салатты орындауда. Қарасаңыз төресі нақты қадағалап тұр, қолын саусағымен көрсетіп жатыр, қанша қайталау жасауында. Қасына қазір Владимир Кочербаев та гирге ауысты. Көреміз тағы да, міне Манаста соңғы калорияларын есуде, міне болды, бітті, 50 калория аяқтады. Қазір Манаста гирге ауысады. Маңдайын терін сүртіп, әлі 2,5 минут жұмыс істеу керек, кішкене
қосу керек, қарқынды көтеру керек. Міне, еркектер біздің берілмейді, бәрі есуде. Ар жағында көріп тұрмыз, біз Бақтияр өз қайталауларын жасауда. Міне, Владимир де қалыспауға тырысуда. Бірінші жолда Досжан Жанатбек бізге қазір экранда көрінбей тұр. Ол да қазір лидерлердің қатарларына кірді. Манас жақында ғана менен баттерфляй мен тартылу техникасын сұраған еді. Барынан келгенше енді 5 минут уақытында айтып бердім. Бірақ бүгін көрсек, ол кипинг техникасымен тартылу жасады. Менің сабақтарым мүмкін бір деде енді құлағында шалынбаған шығар. Жарайды. Оны Алматыға барған соң тағы да уақыт болады, үйретеміз. Қателіктерін бәрін әлі түзейміз. Бізде әлі 1,5 минут уақыт қалды. Міне, Владимир салауатты аяғын көтеруде, түзу, қараңыз. Қалай әдемі көтереді, қараңыз. Демін шарып, Рустам да кадрға түсіп қояды бізде. Данияр Казангапов шаршауда, бірақ берілмейді. Міне, соңғы күштерін жұмсап, кеудеге алуларын жасауда. Азамат ағайымыз тұрды, қазір ол да гириге ауысты. 16 келі. Әр гирдің салмағы 16 келі. Қараңыз, Владимир тоқтамайды. 30 қайталауды бір жасап істейін деп тұрау деймін. Жоқ, үзді. Соңғы 45 секунд қалды. Бақтияр да міне турникке жетіп кетті. Басқа кім бар екен турникте? Жоқ, ешкім жоқ. Тек 2 спортшы ғана бізде міне аяқ көтеру жаттығуын жасауда. Бақтияр не деген үздік техника, таза. Бірақ енді шаршап тұр, үзуге тура келді, Владимир менің ойымша осы толқынның жеңімпазы. Қаншалықты қиын болса да, енді қиналса да бітірді. 30 аяқ көтеруін аяқтады. Қазір трастер жаттығуына ауысуда. 4 секунд қалды. Данияр тоқтама. Міне соңына дейсі, не деген еркек. Соңғы секундқа дейін гирді тастамай, бәр күшін салып, бәсекеге қалыспауы тырысты. Міне, біздің спортшылар шаршады, бәр күшін салды, 16 минут тоқтамай жұмыс істеді. Бақтияр, жарадың. Жақсы көрсеттің. Ал Владимир міне алдарыңызда осы санаттағы толқынның жеңімпазы. Алдында әлі 2 толқын болады. Бейне қайталауда сіздерде Досжан Жанатбек алдарыңызда. Екінші толқынның спортшыларын ақырындап таныстыра берейін. Қазір алаңды дайындау жұмыстары жүргізілуде. Ал бірінші жолға қазір Данил Адаев шығады, екінші жолға Иван Бенгард, 3 Давид Штайнпрайс, 4 Шамиль Кинже, 5 Виталий Кузнецов, 4 Дмитрий Козлов, 7 Дмитрий Козлов 6 жолға шығады екен. 7 Азамат Байсалбаев, 8 Дархан Усмаханов, 9 Ербол Хамзин, 10 Ханза Мусурулаев. Егер мен қателеспесем, Дархан Усмаханов осы жарысқа жолдаманы Ақтөбе қаласында жазда өткен Smart Fitness Cup жарысында топ жарып, осы Қазақстан біріншілігіне жолдама алған болатын. Ол жарыс туралы кейін тағы да айта өтемін. Қазір біз бейне қайталауда алдыңғы толқынның спортшыларын бақылаудамыз. Міне Владимир әдемі. Осыны қайта көре беруге де болады. Мынандай әдемі салауатты жасау деген әдемі көрініс. Қазір алаңды босатуда. Келесі спортшыларымыз шығуға дайын. Я представляю Владимира, который победил в этом хите. Он сейчас еще, к сожалению, не отдышался. Ал менің әріптесім Владимир қазір алаңға шығып, жаңағы Даниярдан. Каким-то образом у вас получилось сохранить вот это вот хладнокровие и силы на все 16 минут. Скажите, каковы ощущения были? Приветствую всех, во-первых. Конечно, все благодаря Всевышнему и грамотному подходу моего тренера. Распределение, то есть сил на всех станциях. Поэтому на гребле особо темп не задавал, чтобы переходить на взятие. И как-то вот плавномерно распределял.
А кто тренер ваш, кто наставник? Судья, кстати, очень грамотно попался. Тоже одну из причин, так сказать, благодаря ему подбадрил, мне кажется. Я имею в виду, кто, кроме Всевышнего, вас наставляет, кто тренер ваш? Тренер Марлен, Имангельдиев Марлен, конечно, ему огромное спасибо. Огромное спасибо, Марлен. С нами был Владимир. Огромное спасибо и удачи в наступающих комплексах. Все. Отлично. Да, удача нам нужна не только в предыдущих, но и в предстоящих заданиях. Видим, как атлеты готовят себе турники, магнезию намазывают, проверяют накладки на цепкость, делают свои пробные тойсту-бары. Итак, у нас список атлетов по линиям. До этого я озвучивал имена, кто на какой линии будет работать. Надеюсь, никто ничего не перепутает и выйдут все на свои позиции. Судьи тем временем ведут последние наставления, объясняют стандарты, показывают тонкие моменты, где, чтобы атлет мог, чтобы не ошибся атлет. Так, последние секунды. Напомню о задании. Тут то же самое. AMRAP 16 минут, 50 калорий гребли, 40 взятий двух гирь, 16 килограмм, 30 подъем ног перекладины, 20 трастеров и 10 подтягиваний у парней до груди. Отметим, что подтягивание до груди – обязательное касание груди. Все, что ниже ключицы, считается грудь. И если не будет касания турника, хоть подтянись до живота, этот повтор засчитываться не будет. Пока мы смотрим на Данила Адаева и Ивана Бенгард. Иван Бенгард передает привет зрителям. Ребята настраивают гребные, одевают, фиксируют. Итак, последний обратный отчет. 10 секунд. Гребные включают, судьи показывают готовность, атлеты, зрители готовы, хлопаем. Итак, 4 секунды до старта и понеслась. Ну, давайте поговорим немного про стратегию в этом задании. Как делать и что делать. Здесь у нас на каждом движении задействован хват, предплечье, максимально грузятся руки, поэтому важно беречь как можно хват до конца движения, потому что можно будет, например, в первом подходе сделать очень много тойсту-баров на турнике, а потом уже ни разу не подтянуться, потому что просто-напросто не будет возможности держаться за турник. Причем гири, взятие свиса будет дополнительно нагружать хват, и здесь, конечно, некоторые ребята пользуются накладками для того, чтобы иметь хорошую цепкость. Не знаю, кому как это удобно, но для взятия двух гир, мне кажется, удобнее работать без накладок. Ербол улыбает, передает привет своим болельщикам. Работает он красиво, смотрим. Вчера он у нас тоже удивлял своими улыбками. Иван. Ребята пока не форсируют, работают спокойно и делают правильно, потому что работать нам 16 минут. И до этого в хите мы видели, что вот Арина немного задала очень высокий темп, потом почему-то испытывала проблемы на турнике. Видимо, слишком много повторений за раз сделала. А вот и темп 1200 калорий в час. Ну, высоковато, а гребут легко. Это у нас Давид Штайнпрейс. Посмотрим, как он будет выполнять следующие движения. Но гребет он в достаточно высоком темпе. Но хотя выглядит очень легко. Вот судьи на стороже. Смотрим. У нас прошло почти 2 минуты. 30 калорий обычно за это время и нагребают. Ханза спокойно дышит. Концентрирован, спокоен. Он, по идее, опытный атлет. Давно занимается, но редко выступает. Из-за того, что, наверное, не постоянно тренируется, поэтому и выступает редко. Хотя здесь на площадке с ним вместе выступают его друзья. Дидар, Рашид, Аят. Они все вместе приехали. Также Манас в предыдущем ките был. Видим, вот Дархан Усмаханов, как раз-таки победитель категории Scale соревнований Smart Fitness Cup. О, как наши атлеты улыбаются. Виталий Кузнецов, да, по-моему. Радует, когда атлеты так улыбаются, спокойно работают. Но мы знаем, что это только начало задания. К концу, вы увидите, атлеты будут выдавать из себя все. Друзья, Дмитрий Козлов уже переходит к гирям. Также Давид Шнайпстейс переходит к гирям. Да, уже все практически встают. То есть они 50 калорий одновременно практически все нагребли. Только сейчас Виталий Кузнецов еще гребет. Видать, рассчитывает как-то свои силы.
Потому что, как мы увидели в предыдущем хите у девушек, к примеру, девчонки очень равномерно работали. Я, кстати, запыхался, друзья, только прибежал с интервью. Подниматься наверх, оказывается, очень энергозатратно. Итак, тут, друзья, в прямом эфире нам пишут комментарии. И тут написали, что Татьяна Хигай спрашивает, ты как и где можно посмотреть лидерборд? Есть такое приложение, друзья, там даже, по-моему, регистрироваться не надо. Называется оно Circle 21. Вы можете открыть его в браузере и найти чемпионат Казахстана. Он, кстати, просто напишите КАЗ, и он высветится, и вы можете посмотреть лидерборд. Причем лидерборд как отдельная интермедиа, любителей, так и мастерс. И сейчас в категории женщин-любителей уже есть результаты. Уже понятно, кто на первом месте после 4-го комплекса. И на первом месте у нас после 4-го комплекса сохраняет свое место Лаура Кумарова с 21 очком. На втором месте у нас Баян Борисова, 25 очков, то есть разрыв у них 4. И на третьем месте Вероника Махмедова. Она с 5-го места поднялась на 3-е. Ну, там разница в очках, разница баллов 1 между вторым и третьим, и 4 балла между первым и вторым. То есть борьба достаточно плотная, и там интрига сохраняться будет, мне кажется, до последнего задания. Не будем форсировать, да, и будет это самое любопытно смотреть. Да, то есть интрига будет сохраняться до самого конца соревнований, это очень важно. И также по поводу ваших комментариев написали, что Ануар, тут поняли, что тебе нужно быть комментатором, а не тренером. Почему? Я считаю, что его наставления дали свои плоды. Вот сегодня будет Аят выступать, которого он тренирует, и посмотрим на то, какие результаты он будет давать. Да, Аята посмотрим позже, а пока смотрим на Давида. Делает он красиво, смотрим ТТП, на фоне Иван. Да, ребята спокойно пока дышат. Обратите внимание на Дархана. Дархан работает без накладок, закрытым хватом. Видели? Не бережет он свои ладони, или у него очень мощные ладони, что не он модули натирает, а он своими руками натирает турник. Это турнику, наверное, надо надевать защитку, чтобы не поцарапать его. Мы их только купили, эти турники. Мне кажется, надо их беречь. Надевайте накладки, друзья. О, Дархан мощный парень, видно, что... А это у нас Дмитрий. Дмитрий, город Алматы. Выступает он здесь вместе со своей супругой. Карина, категории скейл, девушки. Сейчас, друзья, трудно сказать, кто из них лидер, потому что нам сложно посчитать, кто сколько делает тост-ту-бар, но лидер, я так думаю, что... Дархан. Да, Дархан выходит уже к трастерам, то есть его задача сделать те же самые 20 трастеров, только гири уже 16 килограмм. И Дархан, кстати, я с ним разговаривал буквально вот до начала комплексов. Я сказал, как вообще настрой? Он сказал, настрой, ну как и у всех, настрой побеждать. Будем смотреть за ним, будем наблюдать. Но это всего лишь первый хит. И мы будем смотреть еще 2 захода. Поэтому, я думаю, с тем человеком, кто сегодня победит после первого хита, я проведу небольшое интервью. Но, честно говоря, все, что они могут сказать после того, как они отпахали, это было тяжело. Но... Ну, они обычно говорят примерно то же самое, как ты, когда поднимаешься после этой лестницы. Они примерно так же и разговаривают. Это не смешно. Не, очень сильно устаю. Вот у нас главный фанат. Смотрите, патриот Казахстана с флагом большим. Вот мне нравится, когда вот так фанаты приносят флаг. Друзья, это надо запечатлеть. Да, это отдельно надо запечатлеть. Баужан Садуакас спрашивает сейчас, когда будут выступать Интермедиа Woman. Друзья, Интермедиа Woman будут выступать после Мастерс 35+, сразу же. То есть сначала идут у нас после любителей мужчин Мастерс 35+, женщины, потом идут Интермедиа, как раз таки именно женщины. Поэтому смотрите, буквально через, если вот я правильно понимаю, то есть буквально через 1,5 часа где-то, то есть в этом диапазоне, то есть 1:20 может. Потому что этот заход 16 минут, еще 2 захода 16 минут, и потом эти 35+ будет еще 16 минут. И, ну, короче, 20 минут отводится на один комплекс, да, это где-то 1:20 пройдет, прежде чем вы увидите Интермедиа Woman, друзья. Поэтому, если что, можете зайти в трансляцию позже, но нам было бы с вами интересней. Благодарю
хвалят нас за то, что хороший Да. стрим. А тем временем выступает атлет, который мне очень импонирует. Давид Штайнпрайс. Он начал баттерфляем подтягивание, но потом перешел на киппинг. Видимо, сказывается усталость. 8 минут, ровно половина дистанции. Впереди 8 минут. Не торопится он грести. А пока он запивает воду, садится Азамат Байсалбаев и Дархан Усмаханов. Ты, кстати, видел, как вчера Штайнпрайс сделал ходьбу на руках? Нет, что-то я уже Это запамятовал. было очень тяжело. То есть этот навык у него такой прям, есть над чем работать. Но Мне здесь он... кажется, парень молодой, еще все впереди. А это у нас Азамат Байсалбаев. Бежал он, кстати, великолепно. Помните, как он красиво пробежал? Да, это, кстати, лучший забег вообще всего этого комплекса. Он единственный, кто вышел с 11 минут. Он единственный, кто вышел с 11 минут в комплексе, и он единственный, кто сохранял темп. Я почему-то думал, что он просто рухнет в один момент, а он все 10 кругов бежал с одним темпом. Вчера интересный комментарий был от других ребят, которые выступают в категории скейлд. Они говорят, да, говорят, мы видели, как Азамат бежал в первом круге, думали, сейчас он 2 круга пробежит и сдохнет. А он говорит, все, бежит и бежит. И мы думаем, когда же он сдохнет? И пока, говорит, пока мы ожидали, что он сдохнет, время закончилось, он добежал. Да, То есть дорогие Азамат друзья, показал, что бегать он умеет, значит, дышит он хорошо. Уверен, что он может сейчас в любой момент давануть, если надо будет. Но здесь мы проверяем и гимнастический навык, и силу, и выносливость. друзья, да, это сбалансированный комплекс. Здесь и гимнастика, и немножко с весами работа, и гребля, то есть на выносливость и на силу. И с теми, кто только присоединился к нашей трансляции, друзья, я напоминаю, что комплекс идет 16 минут. И ваша задача как можно больше повторений сделать. Первое упражнение — это 50 калорий гребли. Второе — это 40 взятий с веса 2 гирь, 16 килограмм. Третье упражнение — 30 ног к перекладине. Четвертое — это 20 трастеров с этими же гирями и 10 подтягиваний до груди. Потом вы переходите снова на греблю. Поэтому, друзья, для тех, кто вновь присоединился к трансляции, смотрите и наблюдайте. Сейчас у нас показывают Давида на ваших экранах. Очень молодой и одаренный парень. Он пока просто в каких-то просаживается очень сильно в моментах, в каких-то показывает хорошее время. То есть пока баланса у него нет, но у него есть молодость, а значит, есть очень много времени для того, чтобы набраться опыта и сил. Да, это вот отсутствие опыта на самом деле. Он здесь, я вижу, работает как будто на тренировке и особо не обращает внимания на секунды. После соревнований он поймет, что каждое вот это его действие, попил воды, постоял, это секунды, драгоценные секунды, которые в итоге превращаются в проигранные очки. Ирбол тяжело, да, тяжело, но гребет. А вот и Давид нам снова его показывает. Смотри, как он на расслабоне, как выдыхает, спокойно подъезжает, поглядывает за оппонентами. Друзья, рядом с ним Иван Бенгард. А нет, рядом с ним Рахат Сайдалин, который тоже должен был в этой категории выступать и должен был среди атлетов сейчас сидеть на гребле и мучиться. Но он выбрал, кажется, легкий путь, постоять и пальчики вверх показывать. Показывать, что осталось 1 калорий Давиду. Да-да-да, можно про Рахата, кстати, говорить и говорить. Рахат очень хороший атлет, кстати, просто, видимо, забоялся выступать. Мне кажется, он подумал, лучше считать за другими, чем за собой. Точно. Кстати, он, кстати, любитель и фанат BMW. Вот. А я субарист. Субару лучше, дорогой друг. Итак, Это сейчас у нас лидер. лидер. 12 минут практически прошло. И это у нас... Это у нас Азамат Байсалбаев. И Азамат, наравне с ним работает Давид Штайнпрайс. Они вдвоем единственные, кто перешли на взятие. Закончили. Вот и Давид как раз. Слушай, было бы интересно, если бы Азамат такой раз и в этом комплексе как бы победил бы и победил во всех в 3 хитах. Тогда бы у него было бы 1-1. Ну, то есть... Ну, такие примеры есть. Сейчас в следующих хитах я об этом расскажу. Там есть такой герой один, который был 20-м, а потом выиграл 2 задания подряд и вырвался на 2-е место. Я, кажется, знаю, о ком ты говоришь. А пока хочу тебе напомнить об Дархане Усмаханове. Он, знаешь, как оказался на этих соревнованиях? Как? Он выиграл соревнование Астана Smart Fitness Cup в городе Актобе летом. И наша федерация доверила этим соревнованиям, что победители соревнований могут проходить на чемпионат Казахстана по функциональному многоборью без онлайн-отбора. И вот Дархан Исмаханов является как раз-таки победителем категории Scale в этих соревнованиях. Дархан удивил. Я тоже был очень удивлен. Сейчас... Дмитрий я давно знаю. Начинал он, по-моему, в зале Моторжим. К сожалению, этого зала сейчас не существует. Сейчас он тренируется в Орлан, городе Алматы.
Тренируется он, кстати, И давно. слава богу, Орлан существует. Да, в этом плане Махсат Оспанов капитальный красавчик. Сейчас ты не видел, сколько людей у него тренируется. Там в субботу, я помню, в прошлую были командные тренировки. За 1 час в зале присутствовало больше 60 человек. Обалдеть. Слушай, я, кстати, видел, как проходили, помнишь, в августе соревнования там командные. И огромное спасибо за то, что он вообще провел соревнования. Это же своими силами было сделано. То есть сам нашел там спонсоров, подтянул всех атлетов. С разных городов приехали ребята выступать. То есть очень хорошо соревнования прошли. Все до сих пор послевкусие ощущают. И так осталось 2 минуты. Да, и Азамат у нас уже... Да, Азамат и Давид, они 2 лидера. Непонятно, кто сколько повторений сделал. Давид мы делает сейчас каждое повторение легко. будем смотреть на них. Будут ли показывать пальцы у нас наши с вами судьи. Потому что обычно, когда остается 5 раз, судьи поднимают руку вверх и начинают загибать пальчики. Это означает, что, допустим, атлет заканчивает данное упражнение. Но на втором круге сделать, опять же, 30 тоуст-ту-бар сложнее. Я напоминаю, что гири тяжелее, чем у женщин. И также калорий грести больше. А это значит, что как минимум вы теряете хват, теряете энергию. Соответственно, приходится сложнее. Но не сложнее, чем, скажем, будет комплекс в категории интермедиа. У них там, у мастерс будет комплекс пожестче. И у них будет 18 минут амрап, друзья, и там 50 калорий у девушек, а 60 калорий у мужчин. Так что и гири будут уже 24, а у женщин будут 16. То есть веса возрастут, поэтому зрелище будет, я думаю, еще более яркое, чем сейчас. Сейчас показывают лидеров. Ербол. Ербол, ему тяжело дается сейчас этот комплекс, хотя на гребле он должен был себя хорошо показать. У него отличный рычаг, мощные ноги. Но, тем не менее, мы видим, что он очень сильно отстает от лидеров. Итак, сейчас нам показывают вновь ребят на турнике. Я вижу, что Азамат на самом деле уже перешел к трастерам. То есть он уже сделал 30 тоуст-ту-бар, а Давид до сих пор делает тоуст-ту-бары. Поэтому Азамат в этом плане лидирует. То есть этот комплекс, мне кажется, именно этот хит явно будет за ним. Ему остается 10 трастеров, и он перейдет на 3-й круг гребли. Но что-то мне подсказывает, что осталось-то буквально 15 секунд. И сделать 10 трастеров будет нереально. Виталий так гребет, как будто руки у него не управляются. Виталий понял, что интервью у него брать не будут. Да, ну ладно. Расстроился. 3 секунды остаются. Давид заканчивает тоуст-ту-бары, но уже гири, к сожалению, даже не прикоснулся. На этом выступление второго хита категории Scaled. А вот и победитель этого хита Азамат Байсалбаев. Ханза, дружище, не унывай, еще впереди. Давид, кажется, второй в этом хите. Молодец, молодой, перспективный атлет. Он выполнял каждое движение с такой легкостью. Я думал, сейчас остановится. Нет, ни разу. Легко делал, я думал, будет... Так, показывают нам видеоповторы моего друга снова. Это у нас начало эфира. Так, у нас готовится следующий хит. Келесі толқындағы спортшылармен таныстырайын. Ол Scaled санатының 3-ші толқыны. Бұл жерде біздің жарыстың лидерлері деп айтайық. Бірінші жолға Роман Бойко шығады. Екінші жолға Дидар Умбешев. Үш Рустам Уксумбаев. 4 Александр Бенгард. 5 Иван Лесников. 6 Рызбек Затыбек. 7 Алишер Апеков. 8 Аят Жайсан. 9 Тамерлан Мухамбеткалиев. 10 Амир Бирманов. Спортшыларымыз қазір дайындық жүргізуде. Алаңда қазір менің әріптесім алдыңғы хиттің жеңімпазы Азаматтан сұхбат алуға шықты. Қазір 1-2 секундта Азамат өз пікірін айтуға дайын. А пока мы смотрим на Давида. А вот и Азамат. Смотрите, как он держит без накладок.
Дорогие друзья, перед нами Азамат, победитель первого хита 4-го комплекса. Напоминаю, что в этом комплексе было очень много повторений и тяжелые веса. Вчера он у нас победил на комплексе номер 1. Никто так быстро, как он, не бежал, и никто не вышел из 11 минут. Он сделал это за 10:57. Мои, кстати, отдельно поздравления. И сейчас ему тяжело дышать, но хотелось бы спросить, какие были ощущения, смотрели ли вы за своими оппонентами, чувствовалось, что вы лидер, или вы боялись, что кто-то вас обойдет? Да, конкуренция хорошая, базара нет, считается. Сам первый раз на таких соревнованиях выступаю. Сам занимался кирилловым спортом 4 года. Мастер спорта международного класса. Занимайтесь спортом. Очень. Еще вопрос по поводу первого комплекса, который был вот вчера. Если вы по гиревому спорту мастер, то по бегу вы тоже мастер, что ли? С такой скоростью никто не бежал. Да, по бегу тоже. Постоянно бегаю, утром просто встаю пораньше. Перед работой и бегаю. И вот так из-за этого скорость пришла. Дорогие друзья, мои поздравления еще раз и готовьтесь к следующему комплексу, а мы готовимся к следующему хиту, друзья. С вами был Азамат. Спасибо, Сережа, отличный эфир. Қандай құпия ашылды. Азамат гир спортынан мастер международного класса дейді. Және де ол тек қана гирде емес, жүгіруден де жақсы озық болды. Өйткені 11 минут арасында ешкім бірінші сынықты жаба алмады. Жүгіруден ешкімді жеткізбеді, шаң қозғызбады. Шаң жұтқызды қарсыластарына. Азамат, жарадың, 8 қырлы, 1 сырлы деген осы спортта спортсмендер. Ал біздің жігіттеріміз дайын. Осы скейл санатының қос басшылары. Осы жерде бірінші орында қазір Иван Лесников келе жатыр, артынан іле шала Рысбек Затыбек. Рысбек Затыбек бірінші сынақта 20-шы орын алып қалып, көп ұпай жоғалтып алған еді. Қазір одан кейін екінші, үшінші сынақта бірінші орын алып, екінші орынға шықты. Алдарында Роман Бойко, Ақтөбе қаласының өкілі, жас шәкірті Николай Прокопенко деген біздегі элиттік атлеттің шәкірті. Дидар. Қыздар, бойдақ Дидар, неге бойдақ? Неге жалғыз жүр Дидар? Қараңыздар, бос қалдырмаңыздар. Сөйтіп кішкене өз досыма жарнама жасап қоймасам, өмір бақи бойдақ болып қалады деп қорқамын. Артында Роман Жантілеев, Қазақстан функционалдық көп сайыстың аты аңызға айналған спортшы, әлемдік 3 дүркін чемпионы. Төрешілерге өз нұсқасын айтуда. Тамерлан, алдарыңызда бірінші 1 минутта үлкен қарқынмен жүзіп атырау деймін. Қарасаңыз, дем алып, ана тұтықты, Рысбек, жаңа айтқан Тараз қаласынан фитнес близ. Егер біздің көрермендер арасында Тараз қаласынан көріп отырушылар болса, жалынды сәлем. Мен білем, Рысбектің жұбайы қарауда, бүткіл жанұясы қарауда мүмкін. Сәлем айтайын сіздерге. Аят, менің шәкіртім. Қазір Аят кешегі қателерін түсінді, бүгін айттым. Жоқ, енді түзейм, қазір жақсап кетемін. Амир Бирманов, Ақтөбе қаласынан еркін демін алып, жан-жана қарап қойып, камераны көріп тұра дейм, түрін өте мінезін бай көзін қабайтып жақсы жүзуде. Дидар, асықпа, әлі алда 14 минут жұмыс істейсің. Қазір бізде Алишер Апеков, қараңыз қандай үштің бұл шөттері қандай дамулы екені. Қазір ол бізге турникке аяқ көтеру кезеңінде өте көмек береді үштің бұл шөттері. Біріншіден оған дейін 50 калорий. Міне, лидер Иван Лесников, Ақтау қаласы. Иван Лесниковқа соңғы 5 калорий қалды. Жан-жағына қарсыластарын қарап қояды, кім қайда екенін. 3 калорий ол дұрыс, өйткені бұл жерде бәсекелестік бірінші, екінші, үшінші орынға таласу болады. Міне, бірінші бізде спортшы гиряға ауысты, ол Иван Бенгард. Қараңыз, оп оңайда 16 килограммды кеудесіне алуда.
Бұл бірақ әлі бірінші раунд. Міне, Рысбекте келді керге. Бұл жерде мен енді Рысбекке алдын айтқам. Қолдың білегінің күшіне бәрі байланысты болады. Асықпай істе дедім. Айта кетейін, біздің серіктесіміз Wood Friends. Менен сол осы сынақтың алдында ғана сұраған еді. Қалай алайын ба, мен қолыма жаңағы қолбақшы керек емес па, керек па деді. Мен енді айттым, өзің біл, егер қолыңды жаңағы турниктен мазойын жыртылып қалмасын, жаңағы сақтаймын десең, онда ал деген менің кеңесім тыңдаған екен. Көріп тұрмыз, қолында жаңағы қолбақшыны киіп алыпты. Амир де қолбақшы киіп алған. Футболкасында көрдіңіз, К2 CrossFit Lab, Cross Lab, Ақтөбе қаласының залы. Біздің спортшылар бәрі гирді көтеруде. Екі спортшы екінші айналымға өтуде. Гирдің жоқ, төртеуді бәрі ақырындап қуып жетіп келе жатыр. Дидар да міне өтті. Дорогие друзья, сейчас Иван Бернгард на ваших экранах, и он сейчас занимает у нас 17-ю позицию по истечению первого дня. Но сейчас все может измениться. Также в турнирной таблице есть и Александр Бенгард, но он на 3-м месте. То есть у них вот такой разрыв. И сейчас мы будем наблюдать за атлетами. Пока сложно сказать, кто лидирует. Только что показали Тамерлана, который уже на второй линии на взятиях и продолжает их делать. Но на турники, смотрите, выходит у нас Респект Затабек и Александр Бенгард выходит на толстубары. Он очень легко их делает, но я так думаю, что по 10, скорее всего. Видно, что он как бы сохраняет энергию, понимает, что комплекс-то не маленький. Можно сказать, что это не просто амрап, да, это же чипер. То есть чипер, когда несколько упражнений в большом количестве, там, либо на уменьшение, либо еще как ты выполняешь, то есть больше 4 упражнений. В данном случае у нас упражнений с вами 5, и поэтому он так называется. Также мы сейчас видим, что все уже выходят на турники и показывают Тамерлана, который с легкостью толстубары делает, но у него интересный стиль, у него свои ноги, но не вместе, а как бы они порознь, прям по рукам бьют, то есть рядышком с ладонью. Потому что обычно стараются люди собрать ноги в кучу. И, кстати, когда вы собираете ноги на толстубаре вместе, это дает какую-то, не то что дополнительную силу, а они массу имеют больше и как-то легче залетают. Но опять же, дело в растяжке. Дело все в растяжке. Я хотел бы сейчас посмотреть на то, как работают лидеры, но пока сложно сказать, кто. То есть, опять же, я почему-то думаю, что в этом комплексе хорошо себя может Респект показать, а также, может быть, твой ученик Аят что-то покажет в этом комплексе. Я надеюсь, что Аят покажет в каждом комплексе. Я прям верю в это. Даже если не покажет, я уверен, все у него впереди. Он тренируется относительно недавно. Это его первые большие соревнования. Так что я считаю, что он на этих соревнованиях хорошо выступает. Тебе тут пишут в комментарии, хвалят твое комментаторство. Я не знаю, кто Жан-Жан, но... Спасибо, стараемся. Тем временем у нас Респект выполняет трастеры. И он у нас идет, кажется, на 2-м месте. Первый Иван Бенгард. Так, Тамерлан тоже переходит к трастерам у нас. Кстати, удивил Тамерлан, да? То есть он не спеша, размеренно. А тут, кстати, на примере вот предыдущих атлетов можно увидеть, что вначале торопиться не стоит. Здесь главное размеренно, спокойно переходить каждое движение и не закисляться на турнике. Вот, кстати, это у нас Алишер Апеков. Выполняет трастеры. Правильно все выполняет. То есть была договоренность, что на трастерах нельзя вот как раз таки опускать гирю дном там на плечо, и нужно опускать именно щекой. И, собственно говоря, все атлеты выполняют это упражнение правильно. Мне кажется, еще и неудобно дном опускать. Я, если честно, опускаю вот как вот Иван сейчас выполняет. Иван выполняет красиво, четко. Иван должен быть примером для своих атлетов, потому что он основатель зала в городе Актау. Друзья, да. Кстати, у нас вот меня, опять же, организатор данной трансляции говорил, что много Серег развелось, а в итоге в одном комплексе выступает 2 Ивана. Так что не перепутайте. Иван Лесников, город Актау, и у нас также Иван Бенгард. Иван Бенгард, но он был в предыдущем хите, по-моему.
Да, в этом хите у нас Александр Бенгард выступает, поэтому, да, если мы перепутали ваши вина, приносим заранее извинения. Обрати внимание, как Роспек подтягивается до груди баттерфляем. Да, это красиво. Да. Ребят, баттерфляй — это еще и экономия энергии, если хвата, конечно, есть. Да, Если- он закончил. Кажется, сделал за раз, unbroken, 20 повторений. Все, вырвался он вперед вместе с Александром. Они одновременно садятся на гребной, начинают половина пути. То есть сейчас здесь разгорается битва за первое место в этом задании. Роспеку надо выигрывать, отыгрывать проигранные очки в первом задании. Иван пока отстает, и это на руку для Роспека. А Александр может укрепить свое положение в турнирной таблице. По-моему, он у нас идет сейчас на 3-м месте, да, если не ошибаюсь. Давай посмотрим. Ты сейчас говоришь про Про Александр Бенгард. Александр Бенгард. У нас... Да. Он на 3-й позиции. Он на 3-й позиции, отстает всего на 2 очка от Роспека. И от первого места отрыв еще, по-моему, 5 очков. Давай я выведу вот тут. Да. Ну, пока мы смотрим турнирную таблицу. Иван нам- Лесников у нас 19 очей, у них разница с ним, да, ты прав, 5 очек. То есть Роспек имеет все шансы сейчас выйти на первую позицию по итогам 4 заданий. Да, Лесникову нельзя ни в коем случае отпускать его далеко, потому что сейчас между ними встанет Александр Бенгард. И не только. Да, и это сделает его лидерство, так сказать, сомнительным. Смотри, мне вот нравится, как наши операторы в моменте соревнований улучшают, показывают нам 2 лидеров, а одновременно показывают их эмоции крупным планом. Удобно. До этого просто у нас всегда смотрели одного атлета со стороны, а теперь мы можем наблюдать Друзья, сразу у же за нас несколькими. лучшая трансляция в мире. Ребята молодцы просто. Надо отметить ребят из стриминговой компании. Это у нас компания Livestream. Ребята просто на ходу делают улучшения. Кстати, кто не знает, они же поедут и транслировать еще матч с Кайратом. Так что вот, который буквально завтра состоится. Да, но он будет в городе Алматы. Да, и они полетят туда. Да, ребята сегодня в Астане проводят вот такие соревнования чемпионат Республики Казахстана по функциональному многоборью, а завтра будет транслировать матч Кайрат Реал Мадрид. Жалко, что нас не приглашают комментаторами на матч Реал Мадрид. Да. Да. Ну, пока туда не приглашают, будем комментировать здесь. Я бы за еду покомментировал, смело. Я бы тоже. Друзья, продолжается у нас, получается, самый сильный хит. И прошло уже 10,5 минут. Осталось, значит, у нас 5,5. Показывают у нас сейчас Дидара. Также показывают общий вид, кто где работает. Но в целом, вот ты прав, кстати, Тамерлан стал хорошо себя проявлять на этом комплексе. И, собственно говоря, я так думаю, что Романа Бойко даже и не видно, да, в этом комплексе. Он до этого прям стрелял, а сейчас... Судя по первому заданию, у Романа Бойко есть сложности с выносливостью. И здесь как раз-таки он на гребле проседал немного. А тут нужно быть как раз-таки тем самым универсальным кроссфит-атлетом, чтобы и бегать, и грести, и турник делать, и гири тягать. Я, кстати, с Роспеком общался буквально за кулисье до того, как он стартанул. Спрашивал его, как вообще, готов, настрой какой, потому что я видел его по первому дню, он выступал неплохо. И он сказал, я, говорит, конечно, готов. Сейчас будем побеждать. Мне кажется, через минут 5 ты пойдешь брать у него интервью и спрашивать, как он так хорошо сделал это задание. Я бы хотел, чтобы у тебя тоже была минута славы, и ты сходил сам у него интервью взять. Потому что все хвалят Ануара, но никто тебя не видит за кулисами. Надо, чтобы тебя все увидели, потому Я что же ты... человек скромный, я не люблю светиться. А пока смотрим на Александра Бенгарда, он у нас выполняет взятие. Роспек почему-то пошел за водой. Роспек нельзя упускать секунды. 4 минуты остается. У нас на гире 3 атлета. Это Александр Бенгард, Роспек Затыбек. И с ними же вместе Тамерлан Мухамбет-Калиев. Его у нас на экране, к сожалению, не видно. Он у нас на 9-й линии. Вот он, вот он. Смотрите, как хорошо. Друзья, Тамерлан тоже ускоряется. Он, все думали, что конкурируют сейчас между собой Бенгард и Роспек, а оказывается, что еще и Тамерлан вместе с ними зарубается. Вот сейчас, ребята, не стоит бросать гири, надо поднимать и делать. Потому что сейчас
лидерство, вот оно эфемерно, то есть его можно очень сильно потерять вот именно в этом комплексе, а потом уже тяжело будет догнать. Потому что в каждом комплексе, если ты по чуть-чуть отдаляешься от своей цели занять первое место, вероятность того, что на финале те люди, которые стремятся к первому месту, что они тоже будут все силы выкладывать. То есть вообще надо стараться работать на максимум. Алдымызда 3 минут қалды, бәсекеміз қайнауда. Осы жерде тұғырға аяқ басатын спортшылар менің ойымша осы санаттың осы толқынында кім болады екен бірінші? Осы Александр Бенгард бірінші орында келе жатқан сияқты. Онымен қатарлас Затыбек Рысбек және жанындағы Рустам Уксунбаев артында тұр ол да. И Тамерлан Мухамбет-Калиев үшеуі бірінші қатарда келе жатыр. Бірінші 20 кеудеге алуды бітірген сияқты. Қалайда қиын демалуда, қол шаршауда, ұстау күші қатты шамадан тыс жүктелген сияқты. Сондықтан Гирияның салмағы 16 емес 160 килограммда сезілетін шығар. Александр, әдемі, қараңызшы қалай ерлік көрсетіп алуда. Рысбек, отырма, кел. Ал Гирді көтер, қолын сілкесін, 2 минуттан кейін демаласың, асықпа. Міне, спортшыларымыз бәрі беріліспеуде. Кім бірінші болады екен қызық. Қазір келесі жаттығу аяқты көтергі. Міне, Тамерлан күтпеген жерден алға шығып шықты. Қазір 30 аяғын турникке тигізу, әлі 1,5 минут уақыты бар. Омен артынан Александр Бенгард шықты. Рысбек кішкене қалып кетуде. Кішкене қиындық болып қалды ау деймін. Міне, Рысбекке соңғы қайталау қалды. Бітті. Рысбек, тоқтама, уақыттарын жоғалтпа. 1 минут 15 секунд алда. Тамерлан. Тамерлан әдемі. Қалай қиын болса да, шаршаса да, әйтеуір соңғы қайталауларын жасауда. Александр Тамерланға қарап қояды. Тамерлан берілмесе мен де берілмеймін деп. Дұрыс. Берілме. Александр, әлі 1 минут уақытың бар. Тоқтамай жұмыс істеуге тырысыңдар. Осы 3 спортшыдан басқа ешкім әлі турникке жете алмады. Менің ойымша Тамерлан алға шықты. 45 секунд қалады. Роман Жантлеев өз ұсасын береді. Александр күліп қояды. Түсініп тұр. Қазір бірінші орын осы сынақта қолынан тайып кетуі мүмкін. Берілме, Александр. Рысбек, мен сенен қазір сұхбат аламын деп дайындалып жатсам, қазір мен Тамерланнан сұхбат алуға баратын сияқтымын. Тамерлан енді өзін жақсы көрсетті. Күтпеген жерден алдыға ұмтылып ұзып шықты. Қарсыластары Александр мен Затыбек бірімен-бір жарысып тұрған кезде екеуін байқалмай жандарынан өтіп кетті. Міне 10 секунд қалды. Қараймыз. Тез енді соңғы секундарды тағы да бір қайталау жасап үлгер. Қараңызшы, қолынан қолбақса ұшып шығып, бәрі күшін салып. Молодец, жарадың. Осы сенің жұлдызды сәтің. Тамерлан Мухамбет-Калиев. Александр да енді қолынан келген істеді, бірақ менің ойымша Тамерлан осы жерде озып кеткен сияқты. Қазір менің әріптесім барып жеңімпаздан сұхбат алатын болды. Екеуміз біз келіскенбіз, егер Рысбек ұтса, онда мен барып сұхбат алам. Рысбек ұталмай қалса, онда Сергей өзі барып сұхбатын алуға өзі барады деп келіскенбіз. Алишер Апеков. Біздің жігіттеріміз жарады, көрсетті. Нағыз күштің, мықтың сынағында берілмеуін көрсетті. Бұл жерде енді интрига сақталуда. Өйткені бірінші орында Александр Лесников болған еді. Қазір осы сынақтан кейін оның орны өзгеру әбден мүмкін. Бәсекенің бәрі әлі алдымызда болады бұл жерде. Қазірше бізге бейне қайталауды көрсетіп тұр. Қиын, білем. Бірақ жігіттер салды бәрін, салды. Сейчас вот показывают нам Тамерлана, который на последнем издыхании закончил задание, выиграл, осматривает своих оппонентов. Сейчас у него возьмут интервью.
Девочки, только это просьба грудь не показывать, хорошо? Грудь не надо Дорогие- показывать сейчас. Всем привет, Хотели. с вами снова я, и с нами Алишер Рабиков и Тимирлан. Смотрите, у нас было только что противостояние среди 4 человек. Пока мы следили в начале комплекса за Респеком и за Александром Бенгардом, вы каким-то образом просто из тени вырвались вперед. И давайте поаплодируем нашему победителю. Алишер, как получилось так, что просто уверенно, размеренно вышел вперед и в конце просто спринтанул и обошел всех? Спринтанул только на ТТБ, остальное все время терпел. Все, это все только благодаря, как до этого тоже говорили, Всевышнему и команде, которая всегда меня поддерживает. Они все рядом. Также мой товарищ по команде, соперник в комплексах и друг по-настоящему, это Тамерлан. С ним мы вместе готовились постоянно. Также парни из Intermediate, постоянно вместе тренируемся. Они нам подсказывают, советы дают очень ценные, потому что мы новички в этом виде спорта с Тамерланом. Занимаемся только как год. И все еще впереди. Спасибо вам большое. Это нереальный результат. Ребята, точно год? Мне кажется, вы должны быть уже в категории интермедиа, и... потому что вы готовые профессионалы. Потрясающие не те. Подскажи, вот каково это, то есть ваше противостояние? То есть это не мешает дружбе, то есть вы вместе как прям как братья? Да, мы начали вместе. Изначально, я помню, я пришел в зал, и с ним я его имя не знал, просто с ним здоровался в зале. И так получилось, что мы с ним заобщались, я говорю, пойдем к нам на кроссфит. И вот мы с тех пор уже вместе занимаемся, бойгуем, но мы не враги, мы друзья. Друзья, это настоящая дружба, это говорит о том, что они всегда готовы вместе работать, делиться советами и бойговать вот на одной арене. Спасибо вам, дорогие друзья, и удачи. Желаю вам победы. А сейчас слово предоставляю нашему ведущему Спасибо. Рустаму. Спасибо, Сергей, спасибо за... Қараңыздар қандай таңғаларлықтай кешіріңіздер оқиға болды. Мұнда алдыңғы сайыста Алишер Апеков пен Тамерлан Мұхаммедқалиев екеуі бірдей нәтиже көрсетіпті. Екеуі де бірінші орында болды. Сол сынақта қызығы олар алаңда қарсылас болғанда алаң сыртында екеуі жақын жан жолдас екен, бір залда жаттығады екен. Көрдіңіздер ме, өздерінің достығын қалай көрсетті. Міне осы спортта айналып жүргеніне бір-ақ жыл болыпты. Жаңағы Тамерлан айтқандай, басында біз біріміз танымайтынбыз дейді, амандаспайтынбыз дейді. Енді уақыт өте келе міне дос болдық дейді, бір алаңда өнер көрсетіп жүрміз дейді. Иә, Алишер, Тамерлан, жарадыңдар, жақсы өнер көрсеттіңдер. Ал алдымызда енді бізде келесі санат. Бұл санат бізде Мастер Women дейді. Жаңағы жасы 35-тен асқан, жарайды, бірақ біздің әдемі қыздар дайындықта. Қазір кішкене жарнамаға үзіліс болады, одан кейін мен сіздерді біздің спортшылармен тағы да таныстыра өтемін. Тренер. А тренер у вас кто? Асылбек Жалиев. Асылбек Жалиев, а вот наш замечательный Асылбек, который выпускает вас. Вот он, да. Команда «Алаш» под руководством Асылбека всегда занимает высокие позиции. И мы сегодня посмотрим, кстати, по результатам сегодняшнего дня, кто из тренеров лучше всех подготовил атлетов
соответственно, те атлеты, которые будут в призерах, значит, логично, эти тренера лучшие. Так, у нас есть время. Еще буквально 4 минуты. Дорогие друзья, мы сейчас как раз-таки приступаем к категории Мастерс 35+. Это у нас сильнейший и единственный заход. На ваших экранах сейчас 7 человек. Это Ирина Шмигельская, это Анна Товченник, Наталья Сущик, Евгения Цой, Анастасия Легай, Гарас Екатерина и Макогонова Елена. Каждая занимает сейчас уже свою дорожку. И если начинать, грубо говоря... Сейчас они, кстати, то, о чем я говорил, садятся как в разнобой, то есть не как по бумаге. И, соответственно, нам просто повезло с Ануаром, что мы их знаем всех давно уже, каждую из них. И трудностей не возникнет, если будет кто-то лидировать. Мы не будем смотреть там на списки, будем знать всех по именам. Друзья, это сильнейшие девчонки Казахстана в категории 35+. И их задача сейчас немножко иная. То есть у них уже 50 калорий гребли, то есть не 30, а 50. Далее они делают 40 взятий с виса 2 гирь 16 килограмм, то есть то, что делали в категории любители мужчины. И далее у них идут ноги к перекладине также 30, далее 20 трастеров и 10 выходов силой на перекладине. Друзья, то есть мы сейчас увидим у девчонок выходы силой, представляешь? Я вообще в шоке и даже не представляю, как девушки собираются это делать. Ну, посмотрим. Остается немного времени, сейчас все увидим. Убедимся, что они, оказывается, все умеют. Круто. Сейчас показывают крупным кадром всех участниц и показывают Гарас Екатерину. Мы всех практически девчонок знаем, за каждую из них болеем. Неизвестно, как они будут в этом комплексе. Крупным планом показывают Елену Макогонову. Она самый возрастной, по-моему, в этой категории атлет. Это у нас наш лидер Евгения Цой. Она все 3 комплекса вчера забрала. Это Ирина Караганда. Она в новом наряде, обратите внимание, то есть каждый раз она одевается в новый наряд. Ну, классно же, то есть кто-то выходит в каком-то красивом платье вечером, а она выходит в разных красивых нарядах. Это... Да-да. Тебя не слышно. Это Наталья Сущик только что была, да. А это у нас Анна Товченник. Анна Товченник занимается кроссфитом давно, представляла нас на международной арене. Крупным планом у нас показывают судей. Сидят, скучают, ждут своего старта. Но это Усть-Каменогорск. Итак, друзья, сейчас девчонки начнут буквально через 10 секунд. Пару секунд, но все, мы снова на старте. Сейчас будет обратный отсчет, и девчонки будут уже работать дольше. У них 18 минут работы, друзья. Алдымызда Мастер Women, жаңағы жасы 35-тен асқан спортшылар өнер көрсетуде. Бұл санатта Евгения Цой кеше 3 сайыстың 3-өңінде ұтып алып, мінсіз фаворит. Менің ойымша ол енді бәсекелесіне ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Ал екінші, үшінші орынға бұл жерде енді құпия кім екінші, үшінші орынға тұғырға аяқ басады екен. Айтып кетейін дегенім Наталья Сущик. Ол да осы жарысқа өз жолдамасын Smart Fitness Cup жарысында ұтып алған. Қызық бір нүктесін айта кетейін. Наталья Сущик ол полиатлон деген спорттан әлем чемпионы. Сіздер білмесеңіздер, ол не деген спорт десеңіздер, ол ауыздық винтовкадан ату, орта қашыққа жүгіру, спринт, жаңағы 100 метрге жүзу,
және де спорттық снарядты лақтыру, күштік гимнастика, турникке тартылу деген осындай қозғалыстардан әлем чемпионы, сіздер білмесеңіздер, Наталья Сущик. Сондықтан да мен ойладым, қайдан келген кісі десем, сөйтсем, бұл атақты спортшы екен. Алдарыңызда Елена Макагонова. Қазір қыздар бізде 50 калорий есу тиіс. Бұл жерде енді біздегі спортшыларымыз бәрі танымал. Екатерина Гарас, әп-әдемі қыздар, қараңыз, оңай жеңіл тартуда. Міне, Наталья, қараңыздар, қалай оңай тартады, күліп, әдемі, жан-жағына қарап, төреш айтқан шығар, сені түсіріп атыр деп. Ал бұл біздің мінсіз фаворитіміз Евгения Цой. Көреміз, бүгінгі жаттығуда, бүгінгі сайыс барысында бізге қыздар турникке шығу деген жаттығу жасау керек. Менің ойымша енді турникке тартылудың өзі оңай емес. Ал бірақ шығу деген, бірақ Анна Тавченик алдарыңызда, білемін, ол турникке шығу деген жаттығуды оңай істейтінін, өйткені алдында халықаралық жарыстарда өнер көрсеткен. Сондықтан ол жағынан уайымдамаймыз. Ал қалған қыздарды әлі көрген жоқпын. Евгения менің ойымша турникте де оңай бағындыратын сияқты. Қазірше 50 калорий үлкенше уақыт бар. Оның алдында одан кейін бізде 40 гирет көтеру. Айтқанша қыздардың гириясының салмағы 16 келі. Алдындағы жаңағы біздегі әуесқой санатындағы еркектердің салмағы гириясымен жұмыс істейді. Бұл жерде нағыз тәжірибелі спортшылар өнер көрсетуде. Ал Ирина Шмиглевская бүгін киімін ауыстыруда. Қараңыздар, қандай жарық әдемі киіммен шығып отыр. 5-4 калорий қалып отыр Натальяға. Роман Жантлеев, көңіл-күй көтеріңкі. Қараңыздаршы, өзінің жастық кезіндегі өлеңін естіп қойған болар, иә. Роман, легенда кроссфит. Я думаю, Роман услышал просто свою любимую песню. Сейчас играет «Земля в иллюминаторе», и он прям просто разошелся. Друзья, сейчас показывают Евгению Цой. Она, я думаю, что лидер. Ну, мне кажется, в этой категории Евгения уже уверенно забирает первое место. А вот вся борьба будет разворачиваться за второе и третье место. Я почему-то тоже думаю, что так. Но у нас, по идее, второе и третье место сейчас, да, грубо говоря, разделяет относительно 4 человека. Ну, то есть у них разбег небольшой. То есть сейчас на втором месте Наталья Сущик, на третьем месте Анастасия Легай. С разницей в 1 очко у нас идет Анна Тавченик и Гарас Екатерина. У них по 13. То есть, в принципе, сейчас может все немножко измениться. То есть, но именно только на вторых местах. Первое место тут... Ну, первые места, да, первые места здесь без вариантов. Евгения просто... Если Евгения сейчас займет на этом комплексе снова первое место, то у нее очень сильно еще разрыв увеличится, и ей можно будет в остальных комплексах особо не напрягаться. Да, мне кажется, она в принципе сейчас особо не напрягается, выполняет движение, как будто бы тренируется, думает, зачем тратить лишние силы, когда можно спокойно отработать. Здесь все будет упираться на выходы на турнике, потому что посмотрим, умеют ли все они его делать. Настя опытный атлет, я вот не помню, она делала выходы или нет. По-моему, трудности будут возникать, я знаю у кого. Ну, посмотрим, сейчас остается немного времени до этого, у нас 5 минут прошло, а девушки у нас будут работать 18 минут, то есть мы точно успеем увидеть, смогут ли они делать выходы или нет. А вот сейчас Евгения переходит к подъем ног к перекладине. Дорогие друзья, я также напоминаю для тех, кто только присоединился к прямой трансляции, кстати, музыку бы поэнергичнее пишет Марина Климова. Знаешь, что такая Марина Климова? Ну, фамилия очень знакомая. Вот у меня есть один хороший знакомый, у него тоже такая же фамилия. Да, ну, и такая же жена. Фамилия такая же жена. Совпадает, да. Причем она, кстати, Сергеевна. Что-то полное совпадение. Друзья, по поводу того, чтобы оставлять свои комментарии в онлайн-трансляции, пишите больше, пишите, за кого вы болеете. Вот в данном случае сейчас выступает Мастерс 35+, женщины. И, пожалуйста, если вы за кого-то конкретно болеете, допустим, Алмата, Анна Тавченник, Анастасия Легай, если вы за
Костанай, к примеру, да, Гарас Екатерина. То есть вы можете или за Астану, к примеру, Елена Макогонова, то есть или за Караганду, за Ирину, кто-то. Вот скажите, за кого вы болеете, друзья, кто мил для вас, или все вам нравятся, и вы за каждую атлетку переживаете. Сейчас мы видим, что у нас на тоуст-ту-барах кто у нас? Елена, Екатерина, Евгения, Наталья. 4 человека уже выполняет точно. И заходит сейчас еще Ирина Шмиглевская на турник. Ну, а на товченик так в развалочку идет, как будто сейчас она сразу амброкеном 30 раз сделает. Ну, там, видишь, здесь, возможно, стратегический такой подход. Бережет, наверное, силы Анна, чтобы спокойно потом выполнять выходы. Смотрим пока на Ирину. Ирина у нас четко выполняет ТТБ. Выдох, вдох, замах, касание, ничего лишнего. А лидирует здесь явно Евгения Цой. Но смотрите, как красивая техника у Анны. Сразу видно, опытный атлет. Дробит четко. Лишних движений нету. Кстати, Екатерина Гарас. Наша темная лошадка сегодня Да, я про светло-зеленым. это и говорил. То есть не зря я написал, что она Джокер. И мне уже написали потом из клуба Газгольдер о том, что это наша, это наша. Кстати, здесь у нас клуб Газгольдер представляет несколько атлетов во главе с Денисом Мещур. Там же и видели его супругу Кристина, она только что в экранах мелькала, видимо, в главных болельщиках. Она приехала поболеть за своих, в том числе и за мужа. Да, почему она не выступает, не знаю. Я так думаю, что она, скорее всего, состоит тоже в какой-нибудь сборной или еще что, и готовится к другому туру. То есть хочет сохранить силы. А Мищер, мне кажется, у него старт следующий будет месяца через 2, и он как бы выступает здесь. То есть, опять же, Да тот, нет, куда Денис подготовился. просто, он нереально мощный. Мне кажется, Денис может подряд на всех соревнованиях участвовать. Просто. Да, он реально мощный парень, там прям вот видно, что он выполняет движение так. Итак, смотрите, у нас сейчас на трастерах Евгения выполняет уже вторую десятку. Вместе с на ней первую Елена Екатерина Макогонова. заходит. Елена Макогонова тоже на трастерах, и также туда же подходит у нас Екатерина и Ира. То есть 4 у нас атлетов уже выполняют трастеры. Интересно, как будут делать выходы, мне прям любопытно. Мы можем наблюдать сейчас с вами, как Анастасия идет, выполняет трастеры. Она последняя слазит с турника. Тем не менее, Евгения сейчас идет уже на выходы силой. Друзья, сейчас Евгения будет делать первый выходы силой. И я думаю, что интервью придется брать у нее после каждого комплекса. Что-то мне подсказывает. Придется какие-то новые вопросы задавать. Постоянно Почему новые бы вопросы. и нет? Почему Ирина, бы мне и кажется, да, Евгения абсолютно достойна. Она чтобы видит, ее что спрашивать. остальные пока еще отстают, хочет собраться с силами и спокойно делать выходы. Кстати, выходы силы она делает. Вот она, причем на 2 руки выходит сразу, при том, что очень сильно утомленный у нее хват. Делает сейчас 3 выхода силой. Это у нас 4-й. Решила раздробить таким образом. Мне, кстати, интересно, кто как будет выполнять выходы. Сейчас 2-й к выходам силой подходит Елена Макогонова, что удивительно. То есть она тихом, хоба, и обошла. То есть мы такие, Екатерина, Гарас, мы такие, о, классно. Или там Наталья, мы такие, вот сейчас они покажут. Но тем не менее, Елена, ты меня очень сильно... Елена серьезно собирается выходы делать, готовится. Первый замах. Мы его на кадре не видим. К сожалению, Елена, нет, да, у не нее, вот, получается. кстати, я про это и говорил, что у нее проблемы могут быть с выходами, она потому что только недавно их разучила, буквально, не Но знаю. если оставшиеся атлеты не то выходы не сделают, то по тайбрейку Елена будет впереди. Я понимаю, но... Это случай только если не сделают выходы. Но я думаю, что Джокер сейчас уже подходит, Екатерина, и мне кажется, она будет очень хорошо делать выходы. Что-то мне подсказывает, потому что это все-таки школа Газгольдера. Итак, тут пишет Ирина Белянова: Настя, давай. Настя Легай, за тебя сейчас тут топят девчонки в чате, пишут: давай, молодец. Марина Климова пишет: вот, говорит, хороший трек, девчонки-красотки. То есть похвалили трек, вот именно, который сейчас играет. Ну, действительно, да. Ты, кстати, слышишь, какой играет?
Нет, я в наушниках и что-то так плохо, не могу Но разобрать. играет прям тяжелый рок, и это прям подходит к тому, что делают девчонки. Да, вот смотрите, Екатерина делает выходы. А, кстати, посмотри на Ирину. Сейчас покажут Ирину, пока гребет наш фаворит. Выходы силой будет делать Ирина Шмигельская. Раз, на 2 руки Обалдеть. вышла. Обалдеть. Вот она, на фоне мы ее видим. Да, она делает четко выходы, прям по красоте. Давай, Елена. Да, есть. Елена, забралась, есть первый сделала. выход. Мои поздравления. Есть, отлично, молодец. зафиксировала. Сейчас аккуратно спускается, она будет делать по разу, Классно. наверное, и концентрироваться максимально. Но Екатерина тоже, она очень тяжело делает, но делает, то есть тут по разу. Надо напомнить, что это категория 35+. Да, Понимаешь? в то время, когда другие уже, не знаю, вяжут кофточки всякие. Завязывают с жизнью, да, думают да. о своей пенсии. Здесь девчонки, я не могу сказать здесь женщины, девчонки просто-напросто показывают чудеса. Ну, кстати, смотри, сейчас выходит на турники Анна Товченник, начинает А вот тоже она, делать. как раз на кадре у нас. В кадре Анна Товченник, Ирина Шмигельская. Смотрим. Анна Товченник, кстати, в прошлом гимнастка, и для нее она одна из первых, кто показала девушкам, как делать выходы силой просто во всем Казахстане такая. А вот так. Кстати, я, наверное, не делал еще тогда выходы силой, когда она уже делала выходы силой. Вот в чем соль. То есть, когда я пришел в кроссфит и начал заниматься, тогда Анна уже была легендой. И мы, кстати, вот хорошо сейчас Федерация выделяет, огромное спасибо Федерации функционального многоборья за то, что они спонсируют и выделяют деньги на то, чтобы атлеты ехали выступать и представлять Казахстан на международной арене. Потому что в свое время, я помню, когда мы вот той же самой Анне Товченник просто закидывали донаты, чтобы она купила билеты и поехала на Азию. То есть вот до такого доходило. А сейчас, конечно, атлеты готовятся и видят, что их поддерживает федерация, то есть организовывает их поездки. Сейчас нам показывают, я так понимаю, 2 лидеров, а это именно Евгения и Ирина Шмигельская. Но что-то мне подсказывает, что в скором времени мы увидим, как на второй круг заходит у нас Евгения Цой. Евгения Цой делает сейчас 50 калорий гребли. То же самое делают еще 2 ее оппонентки. Это Ирина и также сейчас Екатерина. Екатерина тоже уже сидит на гребле, но я думаю, что она еще 10 калорий не нагребла буквально недавно. На турниках продолжает работать Елена Макогонова. Все пытается бороться за каждый выход силой. И Наталья стоит около турников. У нее, наверное, очень большие проблемы с выходами силой. Либо она, может быть, травмировалась, не дай бог. Анастасия Легай сейчас взлетает просто. Ты посмотри, как делает Анастасия Легай выходы. Вот посмотри просто. Она разрывает турник. Все, побежала. Обалдеть. Я так думаю, что... Напоминаю, что 4 минуты осталось, то есть само испытание длится не 16, а 18 минут, и девчонки делают уже выходы. Елена делает очередной выход силой. А это, если Елена, кстати, за эти 4 минуты закроет там 10 выходов, так по одному, я, честно, хотел бы даже у нее потом интервью взять и пожать ей руку, потому что она не сдается, то есть она могла бы сказать: ай, ладно, я уже впереди там Натальи и так далее, то есть и дальше я уже не уйду, нет смысла, но нет, она продолжает это делать, то есть она понимает, что, во-первых, она как тренировка отрабатывает навыки свои. Так, сейчас у нас Евгения уже вышла на гири, да, а Ирина продолжает грести. Ирина у нас сейчас выступает, ну, она вторую позицию сейчас пока держит, но ей на пятки наступает Екатерина Гарас. То есть Караганда против Кустаная бьется за 2 место. 1 место у нас сейчас по-любому Евгения Цой. Бұл жерде бәсекенің бірінші орындағы мінсіз Евгения Цой, ал екінші, үшінші орында кім болатын әлі құпия. Оған Ирина мен Екатерина Гарас алдарыңыздағы жарысқа келедір. Біздің федерация туралы айтқым келген еді. Федерацияның құралғанына 2 жыл болды, бірақ осындай өзінің қызметін бастаған аз уақыт ішінде бастағанына қарамастан федерация алдына үлкен мақсат қойып отыр. Мақсаттарының бірі ол спортшыларды дамыту, чемпиондар тәрбиелеу, ұлттық және халықаралық жарыстар ұйымдастыру, спортшыларға лайық
қалыпты жағдай жасау және материалдық техника базасын нығайту бойынша жұмыстар және біздің осы жастар арасында осы спортты қалай айтсам екен жаңа таныстыру елге. Иринаға 2 калорий қалып отыр. Төреші бір саусағын қалдырды. Міне соңғы 2 минут ішінде Ирина гиряны алуға ауысты. Артынан әлі ешкім тұрған жоқ. Елена Макагонова бірінші раундты толықтай жауып, екінші айналымға кірді. Евгений асықпай өз қайталауларын орындауда. Міне Анастасия Цой, Endurance Алматы, Fit Nation қазіргі Алматы қаласында. Ар жағында көріп тұрмыз жанкүйерлерін. Ирина жалғыз. Қазір екінші орынға, осы сынақта екінші орынға ие болатын сияқты. Екатеринаға 1 калорий қалды, артынан қазір ауысады, уақыты 1 минуттай қалды. Қу жетер ме екен, уақыт жетпейді ау деймін, Ирина бермейді, менің ойымша екінші орынды. Ал бізде турнирдік кестеде тағы да өзгерістер болады сияқты, екінші орыннан бастап бұл санатта. 45 секунд у нас остается, Екатерина переходит. Здесь видим на фоне Денис Мещур дает последние советы, потому что Екатерине надо догонять. Идет борьба за второе место между Ириной, вот, к сожалению, нет, показывают первое место у нас Цой, Евгению и Ирину. Екатерина работает прям четко, спокойно, как будто и не устала. Ирина, по ней видно, что она прям на последнем издыхании выдавливает все возможное из себя. Остается 10 секунд, надо дотерпеть. Ирина, все, потом закончится эти мучения на ближайшие пару часов. Потом пойдем на обед. Ирина, это у нас Евгения переходит. Да, ТТП и гонг заканчивается категорией Masters Women 35+. Это 4-е задание. Впереди у нас еще есть 2. Выигрывает это задание Евгения Цой, так и как первые 3 задания она выиграла. Явный, бесспорный лидер этой категории. Вот, сейчас мой коллега пойдет, скорее всего, возьмет интервью у Ирины и, возможно, еще и у Макагону и Лены. Как раз на экране у нас. Так, а мы следующим образом с вами работаем. В 11:34 начнут выступление на 2-й станции Валерий Перевезник, 3-я станция Шапенова Дана, 4-я Диана Шапенова, 5-я Карина Богатырева, 6-я Марина Сытник, 7-я Елена Герасимова, Виолетта Собянина, 8-я, Назгуль Ниязова, 9-я. С вами снова ваш верный слуга Сергей Климов. И у нас сейчас стоит абсолютный фаворит категории 35+, Евгения Цой, которая, она очень скромная, но она катком прошлась по всем 4 комплексам, заняла в каждом комплексе 1-е место. И это абсолютный лидер на данном этапе, то есть после 4 комплексов. Я бы хотел спросить тебя только об одном. Каково это вот ощущать такое мощное превосходство, и это заслуженное превосходство? Знаешь, что ты очень много трудишься, очень много времени тратишь на тренировки, даже дома тренируешься, это я видел. Скажи, приятное ощущение вот быть абсолютным лидером и на голову выше быть своих соперников? Очень приятно. Прям вы не представляете, как приятно. Получается, работа окупается. Не сразу, но окупается. А еще вопрос. Есть наставник, клуб, в котором тренируешься?
команда, с которой ты тренируешься? Кто поддерживает тебя? Да, это Шиндин Михаил. Он здесь рядом стоит, всегда поддерживает меня. И я ловлю его взгляд. И Колупай Максим. Я знаю этих ребят. Огромное спасибо вам за то, что вы вместе в одной команде. И огромное спасибо, Евгений. Я желаю вам удачи и выиграть эти соревнования. Спасибо. Құрметті көрермендер, сіздерді функционалды көп сайыстан Қазақстан біріншілігінде күтеміз. Алдымызда қазір интермедиат women санаты шығуға дайындалуда. Ақырындап шығатын қыздармен сіздер таныстыра берейін. Екінші жолда Валерия Переверзник, үшінші жолда Шапенова Дана, төртінші жолда Диана Шапенова. Қалай қызық, үшеуі де бір залда, бір бапкердің қол астында жаттығады. Бесінші жолда Богатырева Карина, алтыншы жолда Марина Сытник, жетінші жолда Елена Герасимова, 8-де Виолетта Собянина, 9 Ниязова Назгуль. Бұл жерде енді бірінші орында Богатырева Карина келе жатыр, артынан іле шала Марина Сытник. Марина Сытник Ақтөбе қаласында. Айтар кетейін, Smart Fitness Cup жаздық жарысында орын алып, осында жүлдеме алған. Ал қарсыластары мында алдарыңызда әп-әдемі Диана Дана Алматы қаласынан. Қазір төрешілер аттарын жазуда, соңғы дайындықтар жүруде. Қазір санаулы секундтарда біздің 4-ші сайысымыз басталады. Бұл жерде тапсырма тура сондай, 18 минут жұмыс істеу тиіс қыздарымыз. Басында 50 калорий жүзу, кейін 40 гирді көтеру, 30 рет аяқты турникке тигізу, 20 трастер жаттығуын жасау, соңында 10 рет турникке шығу. Ол тек қана бір айналым. Егер бірінші раунды жапқан болса, спортшылар екінші айналымға кіреді. Міне, спортшыларымыз қолдарын көтеріп дайын екенін көрсетуде. Төрешілеріміз дайын. 5 секунд, 3, ал кеттік. Интермедиат. Бұл санат бізде әр спортшының бастап қадам деңгейін асып кеткен және биіктерге сенімді түрде қадам басуға дайын екен көрсеткен спортшылар. Бұл 4-ші сынақ, бұл жерде аралас сынағы, бұл жерде біз басында төзімділік, кейін күш және де гимнастикалық дағдыларын тексереміз. Қыздарымыз ақырын асықпай бастауда, өйткені 18 минут жұмыс істеуіміз тиіс. Валерия Переверзник, Invictus Самал өкілдеріне сәлем бергісі келіп тұрған сияқты. Леонид Переверзник, жұбайы және бапкері. Мен өзім қазір осы жерден көріп тұрмын, қалай өзінің шәкірттерін қолдап жатқанын. Міне 1 минутқа жақындай уақыт өтуде. Қазір Сергей сіздерге өз сөзін айтады. Дорогие друзья, мы продолжим. Пока девчонки гребут, хотелось бы рассказать про комплекс. Тут пишут в комментариях Георгий, из чего состоит комплекс. Но раз Ануар уже озвучил, я озвучу это все тоже для вас. Амрап у нас 18 минут, то есть 18 минут без остановки девчонки должны ходить кругами. Первое упражнение — это 50 калорий гребля. Второе — это 40 взятий свиса двух гирь с весом 16 килограмм каждая. Далее 30 ноги к перекладине, 20 трастеры с двумя гирями 16 килограмм и 10 выходов силой на турнике. Сейчас у нас показывают, если не ошибаюсь, Шапенову Дану. Рядом с ней за соседней греблей сидит Евгения Переверзник, а рядышком с ней ее сестра сидит, Диана Шапенова, то есть две сестры рядом работают. Сейчас пока непонятно, кто из у нас лидирует из девчонок. Вчера, к примеру, я переписывался прям по вечеру, знаешь, с кем? С Мариной Сытник. Марина Сытник вчера как бы писала, что ее муж здесь тоже там поддерживает, бла-бла-бла. То есть я такой, как так? Ну, как бы я его не видел. Он говорит, да, ты же наверху там сидишь, как бы не разминулись. Но и ее муж здесь, он тоже ходит рядышком, поддерживает ее. Я думаю, что сейчас он за нее болеет. И, скорее всего, я видел у него фотоаппарат большой. Он, скорее всего, прямо ее фотографирует там. Потому что надо же сделать хорошие кадры для истории. Видишь его? Да-да-да, вот он идет.
края. Вот он в кадре появляется появился, ее муж сейчас потихонечку идет к своей жене, наверное, сейчас будет давать наставления. Да, вот какие-то. такой спокойной походкой идет, Да, а на самом деле это элитный атлет Да, Николай это, Прокопьев. это наша элита, друзья, то есть они вместе тоже, получается, с супругой занимаются. И супруга у нее тоже профессионал, потому что это интермедиа. Интермедиа — это практически рексеры. Я думаю, что мы сейчас увидим самый сильный заход, потому что здесь девчонки все боевые, очень выносливые. И сейчас идет... Так, сколько осталось? 1 калория осталась. Отлично. Это у нас, получается, Собянина, да, заканчивает. Собянина Виолетта заканчивает греблю первой. Далее я вижу, что на первой... Нет, на второй дорожке. Получается, сейчас у нас Дана. Дана тоже заканчивает. Также у нас закончила... Кто это у нас там дальше? Как раз Богатырева Екатерина. Где у нас? Тоже, да? Уже перешла на гири. Да, ее сейчас не видно, потому что она выбрала темный цвет футболки. Кстати, я помню, именно в такой футболке она побеждала на соревнованиях год назад по весне, которые проходили соревнования, я ее видел. Да, она была на пьедестале, да, кажется, побежала. Ну и Сытник тоже вот летом победила. Да, нет, второе место заняла. Сытник очень мощный да. атлет. То есть, на самом деле, очень мощный. Ее просто можно пока недооценить, и это будет большая ошибка. Да, здесь, кстати, представлены атлеты, которые ранее побеждали в категориях Scaled. По-моему, в прошлом году на чемпионате Казахстана в Scaled выиграла, если я не ошибаюсь, Валерия Переверник. Она сейчас в категории интермедиа показывается. Хотелось бы сейчас про девчонок как раз-таки рассказать. То есть сейчас у нас пока в таблице лидеров на первом месте Богатырева Карина, на втором месте Марина Сытник. Она не отступает от нее, там разница в 2 очка. На третьем месте Диана Шапенова, на четвертом месте Герасимова Елена, на пятом Шапенова Дана, на шестом Виолетта Собянина и на седьмом Валерия Переверзник. На восьмом у нас Ниязова Назгуль. Друзья, у нас 8 сильнейших девчонок сегодняшнего выступления, и это их первый комплекс. Я думаю, что стоит напомнить в очередной раз. 18 минут амрап, 50 калорий гребля, 40 взятий 2 гирь свиса, 30 тоуст-баров, это ноги в перекладине, 20 трастеров с этими гирями и 10 выходов силы на турнике. То есть сейчас после гирь они начнут делать тоуст-бары, потом после тоуст-баров трастеры, и мы увидим выходы силы. Я думаю, что здесь ни у кого не должно возникнуть проблем с выходом силой. Искренне, наверное, надеюсь, что мы сейчас увидим красоту и грацию. Ну, посмотрим. Ну, хотя я многих атлетов, здесь половину атлетов не видел, как они делают выходы, но девчонки, вот Диана и Дана вроде бы в своих сторисах выкладывали, как они делают выходы на турнике. Ну, насчет Карины я уверен, что она сможет делать выходы. Она так уверенно делала до этого другие сложные гимнастические навыки, ходьбу на руках. Вот. Так, сейчас можно посмотреть, кто перевалил за 20-ку повторений. Практически все перевалили, кроме Назгуль, да, то есть Назгуль пока еще стоит на первой 20-ке. А есть также уже Виолетта, которая перешла на тоуст-бары, и на тоуст-барах мы точно так же видим Дану и видим Богатыреву. То есть они уже перешли на турник. Но сейчас, я думаю, все переместятся туда. Также я вижу, что Сытник заканчивает тоже вторые взятия на грудь. За ней идет Диана Шапенова. Ну и Переверзник тоже заканчивает. Они сейчас все перейдут в тоуст-бары. Тоуст-бары, смотрите, как Виолетта делает красиво тоуст-бары. Очень четко. Во-первых, очень быстро. Во-вторых, ножки вместе. Все так чисто, грациозно. То есть и не видно какой-то, знаешь, на лице какой-то борьбы. То есть все спокойно, все размеренно. Мне кажется, это правильная позиция, никуда не спешить на данном комплексе. Да, ты так красиво говоришь про технику Виолетты, и на фоне показывает Елену Герасимову, которая немного испытывает сложности с ТТБ. И прозвучало немного... А вот и вот Виолетта, да, у нее хорошая техника, по красоте все работает.
Итак, тут у нас... Карина у нас снимает футболку, задает жару трастеры. Сейчас у нее 20 повторений трастеров в приседании с жимом 2 гирь по 16 килограмм каждая. Пишут, Светлана Панкратова пишет: Катюша, я тобой горжусь. Вот, я так понимаю, что это у нас предыдущий хит. Да, скорее всего, да. Здесь потому что Светлана у нас, по-моему, была в предыдущем хите. Айгуль Женбетова пишет: за Октау болеем. Болеют за Октау. Отлично. Хорошо. Так, меня тут спрашивают, когда будет выступать Алексей Терехов и Максим Колупай. Но они будут буквально вот следующий хит. Они следующий, да? Да, следующий хит — это Мастерс 40+, друзья. Мы продолжаем наблюдать за нашими дамами. Сейчас у нас Богатырева и Виолетта Собянина делают трастеры. За ними стоит, получается, Ниязова Назгуль, которая до сих пор делает взятие. Ну, видать, не ее комплекс, очень тяжело он ей дается. На турниках Тоустубары делают пока еще, я вижу, что Сытник, и рядом с ней Елена Герасимова тоже до сих пор еще на Тоустубарах. Девчонки также переверзник на Тоустубарах, и это у нас Диана. А вот Дана уже работает на трастерах. Мои поздравления. Сейчас, я думаю, мы будем смотреть на то, как будет выполнять выходы силой Богатырева. Осталось буквально чуть-чуть ей до этого. То есть она сейчас на трастерах заканчивает десятку. Ее показывают сейчас как раз-таки. Это у нас Богатырева. У нее фамилия говорящая. Я думаю, это прям... Она поднимает гири, и Богатырева, помни об этом. У тебя просто миссия показать, какой надо быть сильной. Она относит на место сразу гири, чтобы потом за ними не бегать. И будет готовиться к выходам силой. Сейчас на экранах вы видите, это Марина Сытник, и у нее какая-то проблема с плечом, друзья. То есть прям видно, что больно очень, она сказала, по губам прочитал просто. Она, видать, травмировала плечо, и это очень грустно. Я надеюсь, что там ничего серьезного, Марина. Итак, вот они, первые выходы Богатыревой. Как думаешь? Адемі, таңғаларлықтай. Мынандай турникке шығу деген, қыздар біздің жарады. Естеріңізге сала кетейін, бұл Қазақстан чемпионатының функционал көп сайысынан чемпионат. Астана қаласында Қазақстан жеңіл атлетика кешенінде өтіп жатыр. Алдарыңызда сіздердің интермедиат санатының спортшылары өнер көрсетуде. Осы санаттың жеңімпазы, осы жарыстың, толық жарыстың жеңімпазы элиттік атлеттердің қатарына кіреді. Келесі жарыста санатын жоғары атуға болады. Ал осындағы қыздар, міне қараңыздаршы, қалай екі гирді қиналып көтеріп жатыр. Бұндай темірді көтеру дегенде оңай емес, білеміз. Карина бітірді, бірінші айналымды толықтай жапты, 12 минутта. Әлде жаппады ма екен? Жоқ. Тағы да екі қайталау қалыпты. Міне Виолетта Собянина алдарыңызда. Ол да турникке шығуға жетіп қалды. Көрдіңіздер ме, біздің спортта бұл жерде тек қана жүгіру емес, түрлі жақтан дайындық жүргізу керек. Өйткені көп сайыс ол әртүрлі спорттың түрлерінен, элементтерін біріктірген жоғарғы қарқындылықтағы функционалдық жаттығулар жүйесі. Оның құрамына ауыр атлетика кіреді, жаңа көрдіңіздер, гимнастика, жеңіл атлетика, кардио жаттығулар, міне осындай есу сияқты. Негізгі мақсаты күш, төзімділік, жылдамдық, икемділік, үйлестіру сияқты барлық физикалық қасиеттерді бірдей дамыту. Бұның ерекшеліктері өздеріңіз көрдіңіздер, міне функционалдық қозғалыстар өмірде күнделікті қолданатын жаңа жағдайларға дайын болу. Біздің мақсатымыз салауатты өмір сүру, және де жас өспірімдерге біздің жаңағы үлгі болу. Карина соның арасында 6 калорийді
жинапты. Әлі 5,5 минуттай жұмыстай уақыты бар. Енді менің ойымша бұл енді осы санаттың топ жарады деп ойлаймын. Диана Шапенова кішкене қиналып тұр, демін басып, қазір гиріге ауысайын деп жатқан бұлар. Ар жағында көріп тұрмыз, әпкесі Дана турникке шығу жасап жатыр. Диана, берілме, 3-ші орында келе жатсың, қымбатты ұпайларыңды жоғалтып алма. Елена Герасимова артында выход жасап тұр, турникке шығу жасады. Бұл жерде енді Карина қарсыластарына ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Оп-оңайда жеп жеңілді озып кетті. Ал көреміз екінші орынға кім қол жетсе екен. Дорогие друзья, у нас сейчас две сестры делают выходы на турнике. И это у нас Шапеновы, Дана и Диана. И видно, как, например, Диана выходы делает немножко легче, а вот Дане приходится тяжелее. Это прям вот видно. Сейчас можно посмотреть на это. Да, забирается еле-еле на одну руку, потом дожимает. И посмотрите, как выполняет Диана. Диана раз сделала, а на второй нет, не пошла. Друзья, у нас есть явный фаворит данного захода. Это Богатырева. Она единственная, кто работает на гребном тренажере. А это значит, что она уже сделала выходы силы и работает по второму кругу. Друзья, за кого вы болеете, скажите, напишите. Мы обязательно ваши комментарии прочитаем, потому что мы смотрим тоже прямой эфир и смотрим, за кого вы болеете. Если вы с разных городов Казахстана, можете поддержать своего атлета, написать поздравление или лозунг, который будет помогать вашему атлету. Мы обязательно это зачитаем, потому что мы максимально заинтересованы в том, чтобы вести трансляцию как можно интереснее. Итак, сейчас мы видим на экранах близким, это у нас Диана. Диана очень сильно переживает, за что у нее не получился выход. То же самое у ее сестры случилось. И также на выходы сейчас вышла Сытник Марина. Сытник Марина, то есть она добила трассеры, при том, что у нее плечо очень болит. Сейчас мы будем смотреть, как она будет делать выходы. Итак, получаются выходы у Валерии Перевержник. Этого на кадрах нету, но у нее получилось. То есть она смогла. Герасимова не смогла сделать выход. Тем не менее, Сытник только что продемонстрировала второй выход подряд. То есть сделала два. Мои ей аплодисменты. Несмотря на боль в плече, она продолжает делать комплекс. Ну а Богатырева, тем не менее, понимает, что она забирает лидерство в этом комплексе, явный фаворит, и она решает увеличить дистанцию, то есть разрыва между вот ее первым местом, ее позиции, и вторым. Но за ней сейчас идет, если не ошибаюсь, Дана Шапенова. Дана Шапенова тоже села на греблю, но у Богатыревой 1 калория. Все, Богатырева закончила грести, и сейчас она переходит к взятию гирь. Напоминаю, что 40 взятий гирь с виса на плечи. Каждая гиря весит 16 килограмм, то есть 32 килограмма на плечи они закидывают, друзья. 32. А это на секундочку, если посчитать по 10 раз, это 320 килограмм. А 40 раз это 1240 будет. Нет, 1280 килограмм. Сергей, лучше давай, не будем поддаваться математически. Ну, подожди. Я должен вспомнить школьную программу. Мне же сказали, что математика в жизни нужна. Вот, друзья, пишут, что болеют за Invictus Green Mall. Это Астана, да. Друзья, а где же Invictus Самал? Давайте. Нет, да, я господа, понимаю, у нас но... тут 3 атлета Invictus Самал представляют. Где сейчас, наши болельщики, где наши телезрители? Где болельщики? А где болельщики Сарлана, друзья? Ну, напишите тоже что-нибудь, пожалуйста. Мы хотим видеть вас в прямом эфире. Молодцы, что пишете. Пишут, Карина, так держать, ты настоящий боец. Смотри, какая картина. Вот Invictus Самал, 2 представителя. Дана Шапенова и Диана Шапенова. Да-да-да, как будто бы поставили зеркало и работает сестры. 11 лет. Да, они просто сейчас не синхронно работают. Ну вот сейчас засинхронизируются. Вот сейчас, вот. Кадр красивый, да. Как будто это до соревнований одни были и вторые соревнования. Просто... Вместе с ним также на гребле сидит у нас Елена Герасимова,
Его на кадрах нет ее. Но сестры молодцы. Прям вот записали красивый кадр. Завтра, я уверен, у них это появится в Инстаграме, в сторисе. Если не появится, я сам выложу, если честно. Скажу, вот две сестры. Их можно, кстати, на рекламу сразу Invictus Самал запускать, просто вот как они вдвоем гребут. Это очень красиво. Друзья, Богатырева переходит уже, тем не менее, ко второй двадцатке взятий. То есть она больше 20 взятий сделала. И у нас остается буквально 50. А нет, все что ли, да? Закончили? Да, закончили, я чуть не понял. И я бегу брать интервью У Карины. Богатыревой. Да. Давай удачи, а я пока немного расскажу, там что у нас было. Карина безоговорочно выиграла в этом задании, а вот кто на втором месте, вот кажется, Дана Шапенова остается на втором месте, и Диана, по-моему, вот она на экране на третьем. Но точные результаты мы увидим позже, когда все уже выложат, потому что на гребном мы не видели, вот Диана показывает, как ей было тяжело. А сейчас смотрим видеоповторы Виолетты Собянины. Она очень хорошо начала, но вот немного застряла на выходах, на турниках. Девчонки, да, здесь прям 32 килограмма забросили. 40 взятий это было только в первом раунде. А это только взятие. Было еще в этом же задании трастры. То есть это надо было гири взять, потом с ними сесть, а потом уже выжимать сначала разгон ногами и руками дожимать. 32 килограмма это больше половины их собственного веса, я уверен. То есть они на усталость, на утомлении должны были выполнить эти 20 повторений этих трастеров. Смотрите, вот, даже для Карины видно, что это движение нелегко дается. Сейчас у нас на площадке идет подготовительные работы. Волонтеры выстраивают гири для следующей категории. Следующая категория у нас, по-моему, мастер 40+ с мужчиной. Вот пока эти подготовительные работы идут, Сергей готов взять интервью у Карины. Вот они как раз у вас на кадрах сейчас. Всем привет, дорогие друзья! Перед вами Богатырева. Карина, мои поздравления. Скажи, пожалуйста, каково это было выступать и идти на голову впереди? То есть я видел, как размеренно, уверенно в этом комплексе ты действовала. Я понял, что ты понимаешь, что ты первая, что лидируешь, но все равно не бросила и до конца, до самого последнего подъема просто боролась. Каковы ощущения после комплекса? Ну, в первую очередь это было очень тяжело. Все сильные девчонки, но я отрабатывала его в зале, этот комплекс. И примерно так же я его сделала там. И я понимала, ну, что я уже его примерно так и закрою. Просто была чуть быстрее, чем остальные. Также смею заметить, что очень хорошо получались выходы, то есть очень уверенно. Где научилась и сколько лет уже владеешь этим навыком? Несколько лет я уже умею выходы силой делать. Не всегда легко, все зависит от усталости тела. Сегодня мне было достаточно трудно. Обычно это легче. Ну, 10 раз не разбивая, это легко. Но сегодня вы видели, что это было непросто. Ну и вот в целях честной борьбы, что хотела бы пожелать своим оппонентам? Я всем желаю, в первую очередь, здоровья, без травм. И расти, развиваться. Это очень интересно и классно. Наш скромный атлет и победитель этого хита. Мои аплодисменты. Я біздің 40+ мастер шеберлер санаты алаңға шығуда. Қазір құрал жабдықтарын дайындауда. Таныстыра берейін. Бірінші жолда Юрий Оспанов Алматы қаласынан. Екінші жолда Асхат. Қазір. На арене категория мастера 40+. Мы с ними еще раз познакомимся чуть попозже. Алекс готовит брутальную музыку для мужиков из 80-х годов. Поэтому нужна кочевая музыка. Я слышал, они любят 50 Cent и это в новом таком же формате. Алаңда мастер 40+ санаттағы спортшылар кішкене бізде
Старт, дорогие друзья, это категория Мастерс 40+. И перед вами сильнейшие люди Казахстана. Перед вами на арене, сейчас вот всех по очереди показывают на экране. Это у нас, получается, Максим Колупай. Это у нас Денис Панков крупным планом перед вами. И Денис Панков является алматинцем, представляет город Алмату. Рядом с ним Алексей Терехов. Максим Колупай тренируется вместе как раз таки с Евгенией Цой, которую мы недавно поздравляли с победой в своем хите. А это Алексей Терехов, который тренируется в команде «Алаш». Его тренером является Асылбек. Асылбек является тоже действующим атлетом, который выступает за Казахстан. Сейчас общий план показываю. Давайте я представлю всех поименно. То есть сегодня у нас выступает на первой дорожке, вот на дальнем плане, Юрий Аспанов. Далее идет Ашат Калмуратов. Затем идет Виталий Павлов. Кстати, Виталий Павлов все 3 комплекса вчера закончил 3-м. Ровненько идет, просто один и тот же показатель. Далее идет Денис Мищур. Затем Антон Кущ, Александр Пономарев, Максим Колупай, Денис Панков и Терехов Алексей. То есть 9 человек сейчас у нас выступает. Перед вами сейчас Пономарев. Пономарев вчера из-за травмы локтя или из-за того, что какое-то напряжение скопилось, плохо выступил на 3-м комплексе, и это его немножко сместило в турнирной таблице. Сейчас на 1-м месте у нас идет Антон Кущ, потому что он в последнем комплексе занял 1-е место, и Денис Мищур с ним по очкам-то вровень идет 7-7, и, соответственно, они как бы 1-е место разделяют. Но по правилам игры, если бы последний комплекс забрал, скажем, Антон Кущ, то он бы и победил, если будь это финалом. Но до финала у нас еще далеко, у нас еще несколько комплексов сегодня. Показывают Павлова Виталия, который как раз таки среднячок, 3-3-3, 9 баллов, то есть у него среднее количество, у него сейчас 10 очей, прошу прощения, то есть 10 очков, значит, он на каком-то комплексе был 4-й, а на последнем комплексе он 4-й стал, а я думал 3-м почему-то, потому что вчера он закончил 3-й, мы так и подумали об этом. Мне кажется, это в другой категории есть атлет, который также в 3 заданиях 3-е место занял. По-моему, среди девушек или где-то в другой категории, по-моему, есть. А тем временем у нас атлеты вот как раз таки... Кстати, Виталий Павлов, да, первый перешел с гребли, что удивительно и приятно удивительно, потому что он очень мощный атлет. Он ездил, кстати, выступать этим летом, насколько я знаю, на 2 старта. Первый старт был у него в Белоруссии, второй старт был в России, в Новосибирске или где там проходил, я точно не помню. Но, в общем, у него 2 старта подряд было. Один и через 2 недели другой. И он взял для этого отпуск, то есть прям покатался, получил удовольствие от соревнований. И очень доволен, приехал с собой, потому что он сказал, что в категории 40+ в Белоруссии было очень много оппонентов. Алдарыңызда мастер 40+ категория, бұл жерде тәжірибе күші. Бұл атлеттер үшін бірінші комплекс, бұл комплекстің басы тек қана қыздыру, жаңағы ескергену. Олар күшті қалай дұрыс бөлуін керек екенін біледі, қашан қарқын қосып, қашан тынысты сақтау керегін жақсы біледі. Олардың басты артықшылығы стратегия мен төзім. Денис Мищур, қараңыздар, оп-оңайда 24 келі geride екеуін кеудеге алуда. Былтырғы федерацияның осында жарысында Қазақстан әлемшілігінде 2024 жылы Денис Мищур мен Антон Кущ бірінші, екінші орынға ие болған. Антон сол кезде соңғы финалда Денистен бірінші орынды жұлып алды қолынан. Олармен қатар үшінші орында ол кезде Алексей Терехов болған. Бүгінде бізде 9-шы жолда қазір өнер көрсетіп тұр Виталий Павлов. Алдында осы жазда Минск қаласында қалалар сайысында өнер көрсеткен екен. Осындай санатта Асхат Қалмұратов артында тұр. 52 жасар Алматы қаласынан индюранс залының өкілі Юрий Оспанов. Қолындағы қолбасшысын түзеп, гирені көтеруге дайындалуда. Друзья, хотел бы, кстати, прочитать комментарии ваши. Спасибо. Только я сказал про то, что кто за Самал болеет, тут прям сразу пишут: болеем за весь Инвиктус Самал. Виолетта вперед пишут. Это, я так понимаю, болеют за Костанай. Пишут Дана, Диана, Лера, Алга. И дальше Маришка, К2,
Джимсис, верим в лучшее. Интересно, это, наверное, какое-то прозвище. Далее у нас пишет Шайдулин Григорий. За всех болею. Большие молодцы. Смотрю вас с Минска, с города Минск. То есть Беларусь нас смотрит. Это очень круто. Огромный привет Беларуси. Как раз мы только что говорили, что Виталий Павлов был в битве городов в городе Минск этим летом. И Да-да-да. вот, оказывается, у нас есть зрители с этого города. Радует, что нас И смотрит пишет Сергей Суранов, я его тоже знаю. Топим за Виталию. Самый сильный, мощный, самый красивый. Виталия, рви всем штаны. Виталия, у тебя самые красивые усы, кстати, сегодня. Просто ни у кого таких красивых усов, как у тебя, нет. Показываю сейчас Мищура Дениса. Денис Мищур является очень мощным и топовым атлетом. Он не раз участвовал в международных соревнованиях, представляет и Казахстан, и Кустанай. Да, они же вот как раз-таки с Антоном Кучем на прошлом чемпионате Казахстана так, зарубались за первые, вторые места. Там, кстати, было так, что у них результаты были вплотную. И, по-моему, только в финале Антон сумел там перехватить какую-то на одно очко, по-моему, да, опередил Дениса. И мне кажется, здесь мы смотрим сейчас реванш между как раз-таки Антоном и Денисом. Они лидируют, у них одинаковое количество баллов по итогу первого дня. Денис легко выполняет ТТП, на фоне также работает Антон. Мне кажется, это вот такие соперники, которые вот не только на этих, но и на многих предыдущих соревнованиях. Один возраст, они давно вместе начинали. И одно желание победить. Да, и одно желание победить. Мне кажется, у них тут такое противостояние принципиальное. Друзья, можно сказать тихом-тихом, но Макс Колупай на самом деле сейчас 5-й в таблице лидеров, что тоже неплохо. Я думаю, что он такому результату тоже рад. Мы видим, как тяжело со стороны работать ребятам, там Максу Колупаю, Терехову, Панков там тоже, но перед вами явные фавориты, лидеры, то есть смотри, какая спина у него большая. То есть я думаю, что у Пономарева одна из самых больших спин просто. А ты посмотри, какой пресс у Антона. Надо напомнить, что здесь мужикам 40 плюс. Я думаю, что он мог свои джинсы об свой пресс вот так стирать. Знаешь, мне кажется, вот его супруга вещи берет, стирает об его пресс, реально. Однозначно, вот. Просто. Сейчас на кадре не появляется, ну вот, смотри, Алексей тоже какой здоровый, столько мышц. Сразу видно, богатырь. Смотри, как за турник взялся, сейчас, думаю, сейчас турник погнет. Да, он хорошо выполняет. Смотри, как шатает турник. Вот он реально, я твой турник шатал. Видишь, как четко, спокойненько делает. У нас 8 минут почти на исходе. Еще, это получается, 10 минут ребятам работать. Напомним, друзья, это категория мастер 40+, и их задача грести 60 калорий на греблю, то есть на 10 больше. Затем 50 взятий гирь-свиса с весом 24 килограмма. То есть они поднимают 48 килограмм в итоге. Слушай, давай посчитаем, сколько кубиков пресса у Давай. Антона. Там, смотри, Все, там он много. закончил. Там много, как будто не 4, не 6, там всего Кубиков? 8. Да. 12. Мне кажется, возможно, да. Там, мне кажется, пресс везде у Антона. Он пока на идет. квадрицепсе тоже, да? На ногах. Друзья, далее им, то есть им все на 10 больше сделать надо, им нужно 20 выходов силы на турнике сделать, то есть на 10 больше. То же самое будет у категории интермедиа, которую мы увидим в следующих хитах. Но, честно говоря, вот сейчас Мастерс покажет, как нужно работать. Ребята, это профессионалы, просто они уже переросли в категорию 40+, то есть возрастную, но тем не менее они смело могут выступать в категории интермедиа, потому что уровень у них позволяет и штангу поднять тяжелую, и гимнастика у них на высоте. Ну, то есть это уже такие прохаванные атлеты, можно сказать, то есть они уже жизнь повидали. Да, много даже если соревнований. сравнить результаты категории интермедиат, у них уже задания были одинаковые, то на проходке они тоже показали там 120 килограмм плюс, примерно те же и веса. Да, это интересно. По времени они задания также примерно такие же времени. Давай вот посмотрим даже. Вот Антон Куч 122 килограмма, Денис Мищур 115, хотя он говорил, что в зале он 120 поднимал на свежую. Тут не смог. Дальше Александр Пономарев 120, Виталий Павлов 115 и далее Максим Колупай. А вот сейчас перейдем в категорию интермедиа, мэн, и посмотрим. Итак, не та категория. Интермедиа мэн, друзья, вот у них рекорды, смотри, 127, Булат Ралиев, 127. То
То есть, ну, вот единственный, кто поднял больше, чем Нет, там Антон еще Кущ. есть Дархан Исенгалиев, он просто турнирной таблице находится ниже, на да? То есть, да, вот 125 пятом, Дархан. да, у него да. 125. И все, больше никто, по-моему, 120 килограмм в этой категории не смог осилить. Да, все верно, То больше есть никто. силовые показатели, даже несмотря на возраст, остаются так же, как и у молодых. Ну, мы будем говорить у топов, на самом деле, как у топов в Топов категории в категории интермедиа, да. интермедиа, да. Да. Друзья, сейчас показывают Дениса Панкова, а это у нас Юрий Аспанов, выполняет тост-ту-бары. Ну, то есть он уже сделал 50 взятий гирь. Напомню, что гири весят по 24 килограмма, это то есть уже совсем другой вес, другие ощущения. Виталий Павлов делает трастеры, и также Пономарев делает трастеры. А в этот момент, я так понимаю, что уже Денис Мищур и Антон Кущ на турниках и делают выходы. Кущ пошел, делает второй выход. Да, это, походу, он либо лидирует, либо Денис уже сделал паузу, может быть, после первого повтора. Мы, к сожалению, Денис этого не только увидели. подошел, Только а Антон подошел, сделал, да? успел повтор. И Ага. смотрит, как делает Денис. Денис делает хорошо. У Антона как будто проблемы с хватом есть, потому что, смотри, он выходит на 2 руки, например, Денис, а Антон переваливается через руку. В первом же подходе делает уже 4-е повторение Денис, не спрыгивает, нет, даже не пытается, думает, надо отыгрывать, правильно делает. 5 повторений. Да, 5 повторений он сделал, показывает, нет, ребята, не надо меня форсировать, не надо меня торопить, спокойно. Денис Кущ сидел в этот момент, смотрел, как выполняет Антон Кущ, да. да, смотрел, читал, наверное, за Денисом, а вот и Антон думает, А вот теперь моя он очередь. делает, да, Денис отдыхает и такой думает, так, далеко его отпускать нельзя, надо как бы идти за ним. А на самом деле, я думаю, что Кущ, он, кстати, очень... Вот бывает же, когда тебя кто-то обошел, и тебе потом сложно его обойти. А вот его это, наоборот, мотивирует. Он видит кого-то спереди и начинает работать более так сказать, интенсивно, более эффективно. У него вот есть этот вот характер, борьба. И Не, Антон вообще, да, я вот видел его на внутриклубных соревнованиях, видел еще его выступление в Евразиан Тhrowdown в прошлом году. Он такой цепкий, понимает, что он делает, каждое его движение на площадке выверено. Вот Да. он смотрит, да, ему тяжело, выходы даются, но он все равно продолжает их делать, видит, знает, что останавливаться нельзя, потому что ты сам знаешь, после соревнований садишься и начинаешь делать разбор полетов и думаешь, ну сделай здесь еще 2 повторения. Смотри, сейчас уже Пономарев стал делать выходы, то есть тоже вышел на них. Я так понимаю, что у Дениса и у Антона, вот они сейчас отдыхают, ну, по 5 где-то осталось в среднем. Может, я ошибаюсь. Если сейчас судья хоть один поднимет руку, было бы хорошо. Но пока еще никто не Судьи не поднимает, показывают, да. может быть, они забыли, что надо было последнее повторение пальцами показывать. Может быть, а может быть еще слишком Видел во много взгляде Антона повторений, вот эту да. борьбу? То есть сейчас сделал Антон Кущ, по-моему, 3 повтора. Сейчас делает второй повтор Денис Мищур. И все на этом. То есть Кущ сделал 3, Денис 2. А Александр. Пономарев, смотри, спокойненько. Кстати, он выходит на здоровую руку. То есть вчера у него другая болела. И он на здоровую выходит на одну и спокойно работает. Возможно, он тоже правильный подход сделал. И мы сейчас недооцениваем его. То есть Пономарев такой сейчас сидит у них в тени, а потом на гребле начнет с ними сравниваться. Ну, как бы догонять их. Сейчас показывают, кстати, возрастного у нас Ашата. Это самый возрастной атлет категории, 52 года. Посмотрите, какая форма у него. Боже, Да, это... он сухой, прям прорисованный. Видно, что лишнего грамма жира нет. В этом возрасте, кстати, иметь такую фигуру, это уже статус. Это показатель труда. А представляешь, сколько было у него друзей, которые говорят, да зачем тебе это надо? Брат, пошли лучше там на рыбалочку, отдохнем, расслабимся. Он говорит, знаешь, меня прикалывает другая тема. Меня прикалывает быть в форме. Денис Мищур вырывается вперед. Да, вырывается вперед. Антон Кущ, ему осталось буквально пара выходов. Смотрим, судья не показывает сколько, а показывает. Какую руку он там, сколько пальцев он показывает? Не видно 3, отсюда, по-моему, еще 3 выхода. То есть у Дениса сейчас есть все шансы вырвать здесь победу, но я так думаю, что Не упустит, мне кажется, Денис. все еще впереди. Осталось. Нет, на гребле отыграть очень тяжело. Да, Вот, сколько осталось? 3,5 минуты. За 3,5 минуты очень да. тяжело будет на гребле его догнать. У Антона еще 2 повторения. Последний повтор у Антона остается. Он делает по одному выходу. Ну, ты знаешь, он уже тратит очень много энергии за каждый повтор. То есть, Друзья, да,
За когда кого он вы болеете? Я вижу, что тут пишут за Товченник. Товченник Тим, кстати, тебя поддерживают очень. К2 вперед. Так, по поводу комплекса. Почему Виталий Павлов выступает редко в Республике Казахстан? Виталий, вот ответь на этот вопрос. Почему ты редко участвуешь? Знаете, почему он редко участвует в Казахстане? У него, я с ним разговаривал, ему нравится ездить за рубеж. То есть ему нравится соединять приятное с полезным. Он после того, как выступил в Минске, он отдохнул там несколько дней, попутешествовал, а потом поехал в Россию, там попутешествовал, отдохнул. Поэтому как бы, наверное, дело в этом. И, кстати, он очень часто выступал в Казахстане. Я помню, в категории RX он выступал и не раз. Сейчас показывают противостояние, друзья. Осталось буквально 2 минуты с копейками. И Кущ, смотри, Кущ гребет, а Денис на него смотрит. Денис смотрит на него и думает, так, нельзя, надо Нет, Кущу. Денис, знаешь, да, куда он смотрит? подглядывает. прям. Он смотрит на монитор грибного тренажера Антона, смотрит, какой темп Антон держит, смотрит, сколько калорий. И я уверен, что он пытается просто держать такой же темп. Абсолютно чтобы, точно. Да. Просто чтобы держать идти вровень. отрыв. Да. Да, держать отрыв, и все. Если Антон добавит, то Денис Антон тоже. смотрит на судью, наверное, спрашивает, сколько сейчас там осталось времени до конца, потому что А они еще же на 2 таймер минуты, они, то смотрят. есть, греблю, скорее всего, закончат. Смотри, какие красивые выходы. Ну, Это был смотри, Максим. я так думаю, что... Я знаю, почему, кстати, Денис Мищур решил просто вырваться вперед в этом хите. Он хочет, чтобы у него взяли интервью. Однозначно. Я более чем уверен, он просто хотел с тобой пообщаться. Вот знаешь, я, кстати, приезжаю, когда в Кустанай, в клуб «Газгольдер», мне открытый как бы коридор. Хочешь, заходи, тренируйся. То есть он всегда гостеприимный, говорит, приходи, Тем и занимайся. прекрасен вот этот кроссфит-комьюнити наш, где все друг друга поддерживают. Поедешь в другой город, тебе всегда рады, особенно атлетам, которые выступают, ведут свою инстаграм-страницу, которые знакомы многим ребятам. Антон, держись, говорит Руслан Ибраев. Антон, если у тебя болит спина, Рус, уверен, поможет тебе, сделает тебе четкий массаж и поставит тебя на ноги. Так что давай, выкладывай все оставшиеся резервы, догоняй Дениса, не сдавай позиции. Мне кажется, это жена нашего Давида пишет сейчас. Юлия Штайнбрейс. Ну, Давид, он слишком молодой атлет, я не знаю, он женат он или нет. Сестра, думаешь? Ну, я не знаю, но кто-то из родственников, скорее всего, Давида. Ну, мы не узнаем, конечно, просто... Друзья, сейчас время идет к концу, я пойду брать интервью, а с вами продолжит мой коллега Ануар. Ануар, тебе слово. Біз мастер 40+ санатының соңғы секундтарын қарап жатырмыз. Алдарыңызда Максим Колупай өзінің әдемі денесін бізге көрсетуде. Міне турникке қалай шығуын көрсетті. Ай, күші де бітті, уақыт та осымен бітті. Максим жақсы деді. Денис Мищур көрсетіп тұр, мен қарсыластардың бәрін жеңдім, міне бірінші орынға шығамын деп ұмтылғаны бекер болмады. Антонды озып шықты. Антон екеуі осы жерде қарсыластығының жалғасуы былтырдан бері келе жатыр. Өйткені былтыр Антон Қазақстан біріншілігінде Денисті озып кеткен болатын. Осы жолы бірінші күннің аяғында екеуінде 7 ұпайдан бірдей болып келетқан. Бірақ енді осы сынақтан кейін Денис кішкене алдыға шығады. Ал үшінші орында келе жатқан Александр Пономарев алдарыңызда. Міне Алексей Терехов қиналып сынақ біткеннен кейін жатыр. Қазір менің әріптесім Сергей Денистан сұхбат алады. Денис қанша 18 минут жұмыс істегеніне қарамай сұхбат беруге дайын екенін айтуда. Қазір санарлы секундта Денисті сізге экранға шығарады.
Дорогие друзья, сейчас у нас победитель хита категории интермедиа 40+. Это Денис Мищур, Газгольдер, Кустанай. У них вечное противостояние с Антоном Кущ, и в этом комплексе ты вырвал победу и видел, как было тяжело, видел, что смотрел за своим оппонентом, шел впереди. Расскажи что-нибудь вообще, как ты готовился к соревнованиям, какой у тебя настрой, вот тебе слово, можешь говорить все, что хочешь. Ну, хочу сказать всем большое спасибо. Спасибо организаторам за такой праздник. Те, кто занимается кроссфитом, они знают, что кроссфитом, функциональным многоборьем, они знают, что соревнования – это для нас всегда праздник. Атлет готов тратить любые деньги, чтобы поехать выступить на соревнованиях, потому что это праздник, это наш отпуск. Мы все время проводим в тренировках, иногда лишаем себя простых радостей, все время по режиму. И соревнования – это та отдушина, это тот праздник, который дает нам именно вот все эти турниры. Что касается комплекса, я люблю такие длинные задания. У нас в зале есть девиз «Долго, больно, унизительно». Это мы обожаем. Большое спасибо организаторам, атлетам, которые навязывают борьбу, атлетам других категорий, зрителям, болельщикам. Всем вам большое спасибо, комментаторам. Я потом после комплекса смотрю, как ты комментируешь. Молодец, круто. Это вот действительно новый для тебя опыт, да? Ну, говорить не мешки ворочать, сам знаешь. С нами был Денис Мищур, Газгольдер, Кустанай, а мы приступаем к следующей категории. Спасибо. Буквально через мгновение. Келесі бізде алаңға интермедиат санатының спортшылары шығуға дайындалуда. Алаңда қазір дайындықтар жүруде. Сіздерді ақындап спортшылардың тізімімен таныстыра берейін. Бұл бірінші толқын, алдымызда тағы да осында екі толқын болады. Бірінші жолда Алмаз Нұгмеджанов, екінші Михаил Шиндин, үшінші жолда Аяз Хасенов, төртінші жолда Асылмұрат Амангелдин, бесінші жолда Нұрсұлтан Жақан, алтыда Мұратхан Қожагулов, жеті Александр Савченко, сегіз Ержан Жексебаев, тоғыз Мағжан Балшабеков. Бұл біздің жаңағы интермедиат санаты. Бұл жерде кәсіпқой спортшыларға қол жетуге бір қадам қалған спортшылар. Міне кетті, біздің уақытымыз басталды. Естеріңізге салайын, жұмысты тура сондай алдындағыдай 18 минут амырап, немесе 18 минут арасында мүмкіншілігінше барынша көп айналым жасау. Бастамасы 60 калорий есу. 60-тан кейін біз гирге ауысамыз. Ол жерде 50 рет гирді кеудеге көтеру. Гирдің салмағы 24 келі. Одан ары 40 рет аяқты турникке тигізу. 30 рет трастер жаттығуын жасау. И соңында 20 рет турникке шығу. Мағжан Балшабеков міне есуде. Бірінші жолда Алмаз Нұрмеджанов міне алдарыңызда. Бұл жердегі тәрбиелі спортшылар, олар бірінші күн емес, бірінші емес, алдында да осындай жарыстарда өнер көрсеткен спортшылар. Мұратхан Қожагулов, мен қателеспесем 10 жылдай болды осы спортпен айналысып жүргеніне. Әр жарысқа қатысуға тырысады. Осы жылдың басында Ташкентте барып өнер көрсеткен Михаил Шиндин. Михаил Шиндин 8 қырлы, бір сырлы жігіттердің бірі. Ол тек қана бапкер болып емес, бай кезде өрт сөндіруші екен, біздің мемлекетке пайдалы жұмыс етеді. Ержан Жексенбаев алдарыңызда міне 1,5 минут болды есуде, кішкене телеп кеткен болады. Ал біздің мұнда атлеттердің өнер көрсетуінің қарап отырғанымыз, ол тек айсбергтің ұшы ғана. Бұл өнерді көрсетуге дейін үлкен тынымсыз еңбек кезеңі болады. Дайындық барысында жарақат алып қалуы мүмкін, шаршайды. Бірақ қалай болса да осы жарысқа жоғары деңгейге шығуға тырысады. Асылмұрат, қараңыздар қандай әдемі қолдары, бұлшықеттері суретпен салынғандай оңайда есуді тартып отыр. Күліп қояды арасында, көріп қойды ғой деймін камераны қаратқан, өзіне қаратқан.
Иә, Асылмұрат, Invictus Астана, Invictus Green Mall, менің ойымша. Жаңа біздің көрермендердің арасында жанкүйерлер болған шығар. Қол шапалақтап қойыңыздар, қолдаңыздар, Асылмұрат алға деп бізге де комментарий жазып қойыңыздар. Друзья, я вот думаю, нам пишут сейчас комментарии, и я думаю, вот кому это удачи, Рустам? Это нашему ведущему сейчас сказали, Рустам, удачи? Или у нас есть кто-то? Нету, по-моему, таких атлетов, да? Итак, друзья, сейчас у нас выступает категория интермедиа. Это самые сильные ребята сегодня, то есть самая сильная группа. И на первой гребле у нас был Алмаз Нигмеджанов, но, если я не ошибаюсь, он уже вышел на гири. На второй дорожке у нас Михаил Шиндин, потом идет Аяз Хасенов, Асылмурат Амангельдин, потом Нурсултан Жахан, на шестой дорожке Муратхан Кужагулов, на седьмой Александр Савченко, на восьмой Ежан Жексибаев, на девятой Маржан Болшабеков. И на 10-й у нас пусто, то есть 9 человек сейчас вышло, то есть кто-то, он, как я помню, снялся же у нас, да, 1 или 2 даже, то есть было же до этого больше людей, то есть было 20 человек. Да, один человек с Алматы снялся в этой категории. Вот сейчас мы наблюдаем, как ребята потихоньку делают взятие свиса. Здесь, мне кажется, форсировать события не стоит. Мы видели в предыдущих этапах, как было тяжело делать выходы на турнике, тем более их 20 повторений. 20 повторений. Первые 5 могут быть легко, но последние 5 могут быть стоить каждый повтор, как первые 5. Я с этим согласен. И сейчас я на самом деле болею за Михаила Шиндина. Михаил Шиндин — это мой однокашник, мы учились вместе с ним в университете. И, ну, конечно, я желаю ему в этом комплексе удачи. Хотя 2 гири 24 для него это очень тяжело, потому что сам он весит там не больше 80 с копейками килограмм. То есть довольно легкий атлет. Но в этом комплексе сейчас всем тяжело приходится, потому что повторений-то очень много. И действительно, как ты говоришь, закислиться можно в любую секунду. То есть вот если ты кидаешь на плечи их и не распускаешь хват, то есть не делаешь какую-то паузу, то вероятность того, что ты закислишься и потом салам алейкум будет тебе на перекладине, это однозначно. То есть хват здесь страдает дико. Да, я помню, мы когда в Алмате еще были, разбирали стратегию на этот комплекс, и я показывал Аяту и Рашиду, что во время взятия желательно раскрывать ладонь, чтобы предплечье разгрузить на верхней точке. И тем самым показать, во-первых, повтор, зафиксировать и опускать. Ну вот, не увидел я, как работал Аят на гирях, потому что он в кадр особо не попадался. Вот сейчас в следующем киде посмотрим Рашид, запомнил ли он мои советы, будет ли он их придерживаться, посмотрим. А пока мы смотрим на первый хит категории Intermediate. Смотри, кстати, замечания правильно делают, спрашивают, где у нас сейчас находится Савченко. А Савченко у нас, скорее всего, снялся с соревнований. Я так думаю, но у нас информации нет. Я точно знаю, что мы с ним разговаривали вчера после первого дня соревнований, и он сказал, что у него просто спина отлетела на взятии, вот когда он делал 130, брал и не смог. И потом на следующем комплексе он просто как бы, ну, на адреналине доработал последний комплекс, и, видать, не помогло, не восстановился за одну ночь. Такого же не бывает, нереально там, если получил травму, восстановиться быстро. И, скорее всего, мы его не увидим, но увидим на следующих соревнованиях, я думаю, что. Потому что Савченко молодой атлет, очень амбициозный, очень сильный. И мы, кстати, на следующих соревнованиях, я думаю, мы увидим 130 килограмм по-любому. Однозначно. А пока Аяз заканчивает, кажется, взятие гири, переходит к турнику, снимает футболку, демонстрирует свою великолепную фигуру. Уверенность. Уверенность, да. Понимает, что не стыдно снять футболку, показать, ребята, вот мое тело. Да. Друзья, сейчас к комментаторству присоединится в скором времени эксперт по силовым видам спорта Остапцов Дмитрий. И мы с ним сможем поговорить на тему о том, как со стороны выглядит функциональное многоборье, что ему кажется дико, не дико. В общем, Дмитрий Остапцов является основоположником именно силового экстрима в Казахстане.
И также у него получается, как правильно назвать, академия черлидерства. Вот я подключаю к вам Дмитрия. Дмитрий, приветствую вас. Приветствую вас, Сергей. Да, ну не академия, а, как сказать, команда по черлидингу. Спортивному именно. Не только у нас коммерческие выступления, но еще у нас есть и спорт. Мы выступаем на чемпионатах Казахстана, ездим в Россию. Там же выступаем. Давай я тебя немножко в курс дела введу. Смотрите, друзья, пишите свои комментарии, мы на них ответим, если у вас есть вопросы. Итак, у нас сейчас выступают Алмаз Нигмеджанов, Михаил Шиндин, возможно, ты, кстати, его знаешь, где-то пересекались. Потом Аяз Хасенов, Асылмурат Амангельдин, Нурсултан Жахан, Муратхан Кожагулов, Александр Савченко снялся с соревнований ввиду травмы, Ежан Жексибаев, Мажан Болшабеков. Так вот, это сильнейший заход. После них будет еще один заход интермедиа, то есть это самые сильные атлеты, это топы, да. И вот вопрос к тебе, смотри, сейчас у нас комплекс такой. Их задача грести 60 калорий, затем выполнять 40 взятий, ой, прошу прощения, 50 взятий с виса, двух гирь, 24 килограмма. 24. Далее 40 ноги к перекладине, толстубары. Затем 30 трастеров с гирями и 20 выходов на турнике. Вот твое мнение как человека, который там пауэрлифтер, занимается там троеборьем. Сложно, легко со стороны? Ну, в целом, мы эту программу делаем на разминке. Отдыхаем между подходами, когда поднимаем тяжести. Мы вот этот вот комплекс делаем между подходами к булочке, к пицце, к кока-коле. Сейчас тебя возненавидели разом все кроссфитеры Казахстана. На самом деле, я вот смотрю на ребят, и даже отсюда, где вот мы с Сергеем сидим, взятие на грудь гирь, это очень сильно выглядит. Гири просто огромные. Даже вот я с силового экстрима, сколько поднимаю тяжести, все равно это выглядит внушающе очень сильно. Давай разберем. Вот сейчас мы видим атлета, который делает трастеры. Вот на твой взгляд, что по технике? То есть ты штангу поднимаешь над головой, толкал ее не раз, тоже и такие упражнения знаешь. Вот на твой взгляд, как все ли по технике правильно, или ты бы что-то изменил? Ну вот молодой человек без футболки, как обычно в кроссфите принято, делает толчок гирями. Локти сводятся вперед, насколько я знаю, с гиревиками, сколько мы тренировались. Локти вперед, и оттуда, с этого положения, выталкиваются гири. Но здесь ребята делают короткое движение с локтями разведенными в стороны за счет толчка ног. А корпус должен делать волну, но у вас в кроссфите это более топорное такое движение, строго вверх, без волны корпусом. Потому что у нас, в гирях движение идет с носочков. Вот как ты рывок штанги делаешь, с выходом на носочки. То же самое. Здесь как будто более линейное движение. Более топорное, да, ты прав. То есть, возможно, это даже в целях экономии энергии, либо в целях какую-то мышцу спасти от перегруза, чтобы в другом упражнении, допустим, сейчас же выходы силой будут, и чтобы хоть как-то сэкономить силы. Но, опять же, это взгляд со стороны, друзья. Вот сейчас будут выходы силой. А, нет, толстубары, прошу прощения. То есть сейчас показывают у нас на камере Марджан, и он делает толстубары. Рядом с ним делает Ержан. Они вдвоем пока на толстубарах, но нет, один уже закончил. То есть я вообще хочу, чтобы ты посмотрел, и как они будут делать выходы. То есть выходы силы у нас тоже, как ты понимаешь, не силовые, а по технике, да, то есть волной. То, о чем ты говорил на гирях. Вот, кстати, где волна есть. Да, но опять же, если мы берем гиревой вид спорта, там у нас гиревики делают волной. Почему? Потому что это экономия энергии, и нагрузка распределяется на всех группах мышц. А здесь в основном работают квадрицепс. И если у вас сегодня, да, допустим, по плану нету силовых движений на прессе, да, там какие-то фронтальные приседы со штангой или еще что-то такое силовое, то это уместно. А если бы сегодня еще добавили присед какой-то силовой,
после вот этого движения, это был бы, конечно, фиаско. Но подожди, это еще только один комплекс. Это первый комплекс за сегодня, а у нас их еще будет как минимум 2 и финал. То есть они очень сильно устанут. Пока они еще свежи, они свой первый комплекс за сегодня выполняют. Осталось буквально 6 минут. Я, друзья, хочу передать комментаторство своему компаньону Ануару. Пускай он расскажет про ребят. Но очень приятно видеть спортсменов, на самом деле очень красиво все выглядят. Парни, девушки в кроссфите всегда выделялись внешним видом, всегда это было внешний вид около спортивной гимнастики. Ребята очень хорошо выглядят, у всех там подавляющее большинство, 90% спортсменов выглядят по-настоящему атлетично, и при этом это не один день в году, при этом это внешний вид круглый год практически. Да, вот мы сейчас, я чуть-чуть отлучился, и поэтому немного этот упустил момент эфира. Пока мы видим, как Асылмурат, подскажите, пожалуйста, вот вы только что нам пишут, вот разбор техники, отлично, классно, говорит, делаете разбор техники. Вот просит про инвентарь, про работу на снарядах, наверное, рассказать. Технически, сегодня по снарядам особо немного элементов. Здесь специфическое движение, вот, допустим, заход силовой, как они, у нас в стандарте, да, называется силовой выход, но здесь у нас не силовой, он идет такой акробатический, можно сказать. Но на оттачивание вот этого захода акробатического уходит очень много времени, очень много сил, чтобы сделать его чисто технически и при этом не тратить большое количество сил. И я скажу так, что заход начинается с момента схода. Если бы ребята с момента схода сразу уходили в волну, то они бы пошли наверх. Сейчас вот мы наблюдаем, как ребята отдыхают между крайними своими подходами, толчками гири. Посмотрите на эти гири, они просто огромные по сравнению со спортсменами. И очень тяжело их поднимать. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас сейчас идет прямой эфир, и мы разговариваем немного про технику движений. Сейчас у нас выходы силой показывают 2 фаворитов. Видно, как им тяжело. Но смотрите, сейчас, если... Ох ты, даже подъем переворот сделал. Вот это да, друзья, вы видели? И это говорит о том, что он очень уверен в себе сейчас. Сейчас показывают у нас Асылмурата. Асылмурат делает выходы. На данном этапе у нас сейчас показывают Алмаз. Алмаз делает трастеры и потом пойдет на выходы. Вот все, он закончил трастеры, сейчас пойдет на выходы. И, короче, делаем следующее. Выходы силы сейчас у нас выходит на 6-й дорожке Муратхан. У него это неплохо получается, но мы будем смотреть на лидеров. И Аяз Хасенов сейчас на пару вместе со Асылмуратом соревнуются, кто из них сделает быстрее 20 выходов силой. На второй дорожке Михаил Шиндин в красной футболке. Он тоже пришел делать выходы силой. Получается, что в принципе они все идут вровень. Тут вопрос, кто из них выйдет на втором круге дальше. То есть главное первым пойти на греблю. Смотрите, как Михаил Шиндин делает выходы. То есть он сейчас сделал за раз очень много повторений. Но Асылмурат продолжает делать выходы, и Аяз не хочет ему уступать. Они вдвоем решили позарубаться, чтобы друг друга подначить, чтобы кто-то из них вышел вперед. Результаты можно посмотреть в приложении, друзья, Circle 21. Я сейчас напишу, как это правильно пишется, или даже ссылку скину сюда. Не отключайтесь. Сергей, вот я вас перебью немножко. Скажите, пожалуйста, у нас вот номер 3 сейчас Аяз перешел уже на греблю. И скажите, Сергей, вот мне как обывателю, спортсмену из других видов спорта всегда было интересно, сколько сил
при выполнении комплекса добавляет отсутствие футболки. Отсутствие футболки – это плюс 5 к силе и плюс 10 к харизме. Надо не забывать, это очень важно. Это вид спорта очень красивый. И вот скажи мне, в каком виде спорта можно вот так покрасоваться своим телом? Я думаю, что, наверное, ни в каком. Вот, Я думаю, девчонки с стрип-пластики тоже могут покрасоваться За своим. стрип-пластики девчонки. И пол-дэнс – это, между прочим, вид спорта. Я считаю пул-дэнс очень серьезным видом спорта. Для девушек. И это не шутки. Да, и для мужчин. То есть я держался за шест, ну то есть не секрет, что у меня есть шест даже дома для тренировок. Я тебе серьезно говорю, то есть пилон. Он называется пилон. Да, и вот правильно. пилон — это очень серьезная штука, многие недооценивают ее. То есть там тренируется хват, связки прорабатываются. И самое важное, что я там пару элементов делаю, и все, у меня бицепс забился, и я больше ничего сделать не могу. Ну да, это турник, который расположен с пола в потолок. Друзья, кто же победил? Сейчас объявят победителя. Так, Аяс. Друзья, я так понимаю, Аяс в этом комплексе победил. С города Павлодар. Сейчас показывают, друзья, двоих соперников. Они шли нога в ногу, соперник. принципиально, да. И прям боролись на гребле. Ну, сейчас ведущий все правильно говорит. То есть они прям вот на последних секундах боролись за каждый повтор. Но видно было, как они на выходах вместе были. Но, тем не менее, они закончили на гребле. То есть они вышли только на второй круг за 18 минут и прогребли там 20-30 калорий, грубо говоря. То есть не вышли на второй круг с гребли. Сейчас у нас готовится следующий заход. И до этого захода у нас будет небольшое интервью с Аязом. Я думаю, что посмотрим сейчас. Ну вот смотри, они вдвоем пришли на второй круг. И я скажу тебе по своему опыту спортивному, выступательному, что чем сильнее соперник, противник, тем слаще победа. Ну, это абсолютно точно. Ну, Они шли вместе даже просто поражение вровень. не такое страшное, когда соперник очень сильный. Да, я с тобой полностью согласен. Ну и самое худшее место – это второе. А четвертое? Четвертое тоже. Тоже, да? Но оно хуже после второго. второго. Да. Оно на втором месте после второго. Третье не такое страшное, как второе. Хорошо, друзья, смотрите, сейчас у нас будет сильнейшая девятка. И это у нас по дорожкам. На первую выходит Рашид Беженгалиев. Сейчас будет небольшое интервью с победителем. Мы сделаем небольшую паузу. Құрметті көрермендер, алдымызда Аяз Хасенов интермедиат санатында өнер көрсетіп, бірінші толқынның жеңімпазы. Соңғы секундтарда Асылмұраттан 1 калорий озып кеттің. Қалай болды? Айтшы өзі пек. Өте қиын болды. Рахмет. Әлі деміңді баса алмай тұрсың ба? Сен айтшы, жаңағы сенің турникке шығу техникасын бағалап, көрермендер тамашалады, соны қалай солай шығу үшін қанша жаттығу керек? Қанша өмір сүрем солай. Кішкентай кезден шығасың ба сонда? Ал кроссфитпен айналысып жүрген қанша уақыт болды? 2017 жылдан бастап. 8 жыл болды ма? Сен тәжірибелі спортшы екенсіңдер ғой. Иә, бұл жерде кездейсоқ адамдар жоқ. Көрдіңіздер ме? Аят Хасенов осы есімді жаттап алыңыздар. Өте тамаша өнер көрсетті. Аят, саған рахмет. Алдыда жақсы өнер көрсетуіңе саған тілеймін. Сен сәлем айтасың ба өзіңнің жанкүйерлеріңе? Жоқ, балаларыма сәлем айтам. Үйде қалған 4 балама. 4 баланың әкесі. Міне қандай еркек. Міне құтты болсын жеңісің. Дуа шапалақ! Құрметті қонақтар мен спортшылар. Так, ну что, уважаемые атлеты, категория интермедиат буквально через минуту мы начнем. Рашид на первую дистанцию, Благо второй, Оскар третий, Вячеслав четвертый, Булат пятый, Ерик
6 Богдан 7, Ермек 8, 9 Саид. Валентин, уважаемый Лукановский, скажи, пожалуйста, для зрителей. Друзья, сейчас у нас наш ведущий озвучивает последнюю девятку в этом заходе, в этом ивенте. То есть это последнее выступление наших с вами атлетов в первом комплексе. Напоминаю, для тех, кто только присоединился к нашему с вами эфиру, сейчас будет выступать категория интермедиа, и их задача 60 калорий на гребле, 50 взятий 2 гирь свиса, 24 килограмма, далее 40 ног к перекладине, толстубар, 30 трастеров с гирями и 20 выходов на турнике. Это амрап, 18 минут, затем они переходят снова к гребле. Друзья, Ануар взял интервью, и было очень круто, ты красавчик. Сейчас, когда начнется комплекс, я тебя подключу. Дело в том, что сейчас начали выступать топы, и лидирует, как мы видим сейчас, у нас пока просто показали кто. Сейчас я переключусь и посмотрю, кто же у нас в интермедиа на сегодняшний день лидирует. Итак, интермедиа мэн, друзья, на первом месте со вчерашнего дня Булат Нурабаев, у него 8 очков. Рядышком с ним, прям вот дышит ему в спину, Субботин, у него 9 очков. Вячеслав Субботин, очень мощный, топовый атлет. На третьем месте Эрик Бержанов. То есть Эрик сейчас сместился или поднялся, так сказать, на третье место. Далее нельзя списывать с дистанции Оскара Асенова, он тоже очень мощный атлет. На пятом месте Дархан Исингалиев. Ну и дальше уже разрыв как бы пошел больше, поэтому, друзья, передаю слово Ануару. А я воспользуюсь своей возможностью. Просто сейчас я вижу, в этой категории, в этом хите выступает Аблайхан Казенов. Буквально пару дней назад в городе Алматы Алихан Казенов, это родной братишка Абла, передавал привет, сказал, вот как раз у вас на экране. Я уверен, сейчас нас смотрит весь Актубе, весь Smart Fitness, болеет за Абла. Я хотел воспользоваться этой возможностью передать привет от Алихана семье Абла, маме, папе. Я знаю, они обычно вместе ездили, отец всегда ездил с ним на соревнования, но сегодня его нет. Я уверен, что он сейчас смотрит наш прямой эфир. Вам большой привет. Ну и переходим к нашим остальным атлетам. Эрик. Эрик вчера показал в завершающем задании просто характер, просто взял, взорвал задание и просто ребята разорвал на оверхед приседаниях. За первый же подход, если ты не слышал, он сделал 47 повторений. Вот этого я не знал. 47 повторений за один подход. А на экране, да, у нас Дархан Исингалиев. Он является победителем категории интермедиат соревнований Smart Fitness Cup, который проводил ранее упомянутый Аблайхан Казенов в городе Астана. И получил тем самым путевку за выход без онлайн-квалификации на чемпионат Казахстана по функциональному многоборью здесь. Оскар Асенов, атлет, который выступает практически на всех соревнованиях. И помимо этого соревнования, в будущем, буквально в конце октября, он будет выступать в Шанхае. В той же категории 35, он будет уже в категории 35+, на Asian Championship. Ермек, на вашем экране, он у нас тренер Invictus Саду, город Алматы. Я с ним, кстати, тренировался вместе в Самале, город Invictus Самал, в городе Алматы. И, конечно же, мой любимчик Рашид на ваших экранах. А пока я представляю ребят, двое. Дархан Исингалиев и Булат Нурабаев переходят на взятие 2 гирь. Булат, видимо, уже сделал первый подход и сделал разбивку. Продолжает взятие. Прошло всего лишь 3 минуты, то есть 60 калорий ребята уже сделали и перешли на гири. Также нельзя списывать в этом комплексе со счетов Субботина. Субботин сейчас на второй позиции, и он, может быть, просто экономит силы и размеренно все делает. Но Эрик, он понял вчера на третьем комплексе, что можно вначале уйти вперед, и у него хватает сил для того, чтобы просто потом продолжить на крейсерской скорости, продолжать комплекс. За кого вы болеете, друзья, напишите свои комментарии в прямом эфире, мы их обязательно зачитаем. Смотрите, тут уже ссылку кидают, ссылку на что? На
приложение. На приложение ссылка выше, можете ознакомиться с ней. Ссылка на то, где можно ознакомиться с результатами. Приложение Circle 21. Естеріңізге сала кетейін, алдарыңызда осы жарыстың ең белсенді, ең мықты спортшылары өнер көрсетуде. Ол интермедиат санаты. Бұл екінші күннің бірінші тапсырмасы. Бұл жерде біздің мағынамыз тапсырманың барысында 18 мен жұмыс істеу керек. Аралас тапсырма. Бұл жерде біз төзімділік тексереміз, күш және гимнастикалық дағдылар тексереміз. Бірінші қозғалыс 60 калорий есу болған, оны өтіп кетті. Қазір алдарыңызда 50 рет 2 гир 24 килограммды кеудеге көтеру. Одан кейін 40 рет аяқты турникке тигізу. Көріп отырмыз, әлі ешқай спортшы турникке жеткен жоқ. Келесі 30 трастер, жаңағы 2 гирден отырып көтеріп, басын жоғарыдан сығымдау жаттығуы. Соңында 20 рет турникке шығу. Ол тек қана бірінші айналым. Уақыт қалса, екінші айналымға спортшылар келеді. Қараңыздар, салауатты 2 гирді көтеріп, жақсы техника көрсетуде. Абылайхан кішкене ақырында, бірақ ол өте тәжірибелі спортсмен. Мен білемін оны қалай жұмыс істейтінін. Болат енді бұл жердің фавориті. Қазірше бірінші орында келе жатыр. Бірінші күннің нәтижесі бойынша Ермек қарсыластарына қарап қояды. Ермек кішкене бүгін осы жарыста асықпайды өзі. Рашид шаршап келіп, жолдан да берілмей қарсыластарымен бірге қалыспауға тырысуда. Бірақ оның мақсатын мен айттым, енді бір не болса да жарақат алмай, асықпай өнер көрсет деп. Болат гир көтеруді 40 рет, 50 рет гирді көтеріп тастап бітірді. Қазір турникке ауысты. Қараңыз, қандай кең арқа жайып дене деген Болат десе, кәдімгідей, нағыз Болат. Болатпен қатар қатарлас Дархан Есенгалиев. Міне қолына жағып, қолын дайындап жатыр турникке шығуға. Вячеслав Субботин 3 қайталау қалды, 2. Көріп тұрмыз қалай қиын болып жатқанын. Бірақ не болса да 60 рет, 50 рет кеудеге көтеріп тастады. Болат оп-оңай, әп-әдемі 2 аяғын тигізіп, қайталауын жинауда. Аскар Асенов. Қараңыздар, қандай әдемі техника. Аяғы түп-түзу, көзі аспанда. Менің ойынша ойының бәрі мен қазір бірінші орынға жетем дейді. Оған бірақ Ерік басқалай ойлайды. Ерікте мен де бірінші орынға тұрысуға, қараңыз, аяғын қалай оңай көтереді. Ерік осы жазда біздің еліміздің президентінің қолынан алғыс хат алған болатын. Менің ойымша осы жарыста президент федерацияның қолынан енді алғыс хат алуға тырысып жатқан болар. Дорогие друзья, у нас сейчас идет финальный комплекс. Получается, сейчас самые сильные атлеты, и мы видим, как они выполняют тоуст-ту-бары. Их задача 40 тоуст-ту-бар выполнить. И мы видим Рашид. Рашид отдыхал неделю, на кураже выступает. Но, в принципе, идет неплохо, потому что раз он замыкает таблицу лучших, то есть он в последнем хите, значит, он выступает неплохо. Итак, друзья, сейчас мы видим фаворитов, но они все практически на тоуст-ту-барах. Непонятно пока, кто из них лидирует. К сожалению, вот с высоты птичьего полета непонятно, кто первый выйдет на трассер. Вот у нас уже есть Була. Була вышел уже на трастеры с гири. Их задача 30 трассеров сделать, то есть по 15 на каждом отрезке. И потом он перейдет после этого к выходам. А вот с выходами силы он тяжелый. Посмотрим, как он будет их делать. То есть вот тут как раз-таки интрига. Может кто угодно из ребят постараться его догнать на турнике. Вот это вот интрига. А я тебе напомню, что на отборочном комплексе было 20 подтягиваний до груди, и он 3 раунда их не разбивал. Значит, у него с гимнастикой все в порядке. Силовые мы уже видели, какие у него мощные. А гребет он вообще лучше всех в этой категории. Что гребет он действительно лучше всех. У него 1800 было, когда надо было грести, и никто такого среднего показателя не мог выдать, как он. То есть ноги у него, конечно, мощные. Так, вторым переходит Аскар Асенов на гири. Видим, что он тоже одевает наколенники. Да, защита в первую очередь важна. Да, надо беречь колени, беречь суставы.
Оскар, по идее, мог бы выступать в категории 35+, но такой категории сегодня нет, поэтому мы его видим в категории Intermediate. За Субботина Вячеслав болеют. Субботин Также за тебя болеют. переходит к трастерам. Булат, оказывается, уже в первом подходе сделал трастер половину. Также Дархан Есимгалиев. Вот она у нас. Ерик Биржанов тоже приступает. Ребята, в принципе, потихоньку подтягиваются за Булатом. Булат уже видит, что отрыв есть. Можно не торопиться, спокойно. Надо беречь силы и сделать красиво эти выходы. 20 повторений. На самом деле, друзья, для тех, кто только присоединился, трастеры являются одним из самых сложных упражнений. Его можно недооценить, потому что ты с весом выкидываешь вес над головой, и тут есть такой отложенный пульс. Грубо говоря, вы можете сделать 10-15 трастеров, а через минуту ваш пульс до сих пор будет на высоте, он поднимется плавно вверх. И поэтому вот сейчас Була видит, что он немножко опережает ребят, хотя его вот уже догнали. То есть догнали, и ему надо уходить вперед, потому что если, как я и говорил уже, на гимнастике окажется, что ему будет тяжело, ему будет сложно по выходам силы кого-то обойти. Но на гребле он, конечно же, может оторваться. Прошло 10 минут, и сейчас у нас до сих пор на первой позиции я вижу, что Булат, и он собирается делать выходы не спеша. Я думаю, что он будет ждать, пока кто-нибудь, значит, его не догонит. Нет, он, кажется, в любом случае должен сделать первый в подходе, хотя 5 повторений, и запас себе заделать. Я бы поступил именно так, но вопрос в том, что, возможно, я бы еще и не дошел до... Ну, тут, видишь, еще больше 7 минут впереди остается, и однозначно он сядет на греблю, скорее всего, он его еще и закроет. Поэтому он более чем... Смотри, как красивые выходы у него, четкие. Да, ты, вижу, ты сомневался. Видно, как Була делает турники. Не зря Точнее, он лидирует в этой категории, не зря. Друзья, неспроста он выиграл отборочный этап. Кто болеет за Булу? Напишите, пожалуйста. Он же тренируется в вашем клубе, дорогие Инвиктус. Ну, где же вы? Напишите, как вы любите Булата, как вы его поддерживаете. Кстати, он действительно очень так широкой души, очень много кому помог и советами, и делом. И в комьюнити он уже много лет, то есть с 2014 года он занимается. И с 2014 года просто как любитель. То есть это не основная его деятельность, он просто приходит после работы тренироваться. Оскар на втором месте идет. Если он закончит также на втором месте этот комплекс, он может сократить отставание от третьего места. Да. У него, кстати, третье место одинаково с Эриком Биржановым. Эрика только что вы видели на экране. Так что для них сейчас принципиальная борьба с Эриком за третье место идет. Но и Субботин Вячеслав, в принципе, не так далеко впереди. Да, Эрик тоже уже подходит к турнику. Я знаю, как Эрик хорошо гребет. Я помню, на прошлых соревнованиях мы с ним как-то сели на греблю. Там надо было сделать, по-моему, 50 повторений. Я успел сделать 6. Но когда Ерик закончил и ушел, мне еще 2 оставалось нагрести. То есть он гребет очень мощно. Дорогие друзья, у нас подходит к концу первый ивент. И сейчас идет борьба реально нога в ногу. Потому что, допустим, между третьим и четвертым местом они там разделяются с одинаковым количеством очков. То есть Оскар Асенов и Эрик Биржанов, у них по 11 очков. Если сейчас Оскар закончит комплекс вторым, к примеру, а первым Була, то у него есть все шансы занять четко третью позицию. Құрметті көрермендер, Intermediate Men санаты көрдіңіздер ме? Біздің алаң қатаң бәсекелестіктің арасына айналуда. Болат Нұрабаев, Астана Инвиктус залының өкілі бірінші орында келе жатыр. Екіншіде Оскар Асенов пен Ерік Биржанов таласуда. Бұл атлеттер жаңадан ғана бастаған емес. Әрқашанда тұрақты түрде жарыстарға қатысып жүретін спортшылар. Олар жолы дәл осы жерде, дәл қазір сынақтар арқылы мүмкіндіктерін шегінде өсу. Болат ақырындап қиындықтарға кездесе бастады. Жаңағы менің әріптесім айтып кеткенде, мүмкін шығулар қиын болуы мүмкін деген. Бұл жерде қолдың күші, ұстау күші жаңағы есуден кейін, гиреден кейін әбден шаршаған болады. Ауыр жүктемелерге
Жоқ, бітті. Болат 20 рет турникке шықты, енді ол есу калорияны бастайды. Бұл жерде енді Болатты ешкім қол жеткізбейді деп ойлаймын. Иә, осы сынақ Болаттың артынан қалады деп ойлаймыз. Ал екінші орынға кім қадам басады екен? Өйткені бізде турнирдің кестесі бойынша екінші, үшінші, төртінші орында Вячеслав Субботин, Оскар Асенов, Эрик Биржанов араларында ұпайлары 2-ақ ұпай арашықтың келе жатыр. Ондықтан бұл жерде ұпай ұтылуға болмайды. Не дегенмен барлық күштерін салып, осы жерден қарсыластарынан алдыға шығуға міне Оскар Асенов Алматы қаласынан бар күшін салып жатыр. Бұл жерде әр қадам, әр қимыл мінезбен тек қана алға ұмтылған деген жігердің сынағы. Көріп тұрсыздар, әр қайталау оңайлықпен беріліп жатқан жоқ. Вячеслав Субботин турникке шығуларын орындауда, екі қолмен түзу шығып жатыр. Міне Болатты бізге көрсетеді. Болат осы сайыстың бірінші орынға деген өзінің ұмтылысын көрсетуде. Асқарға қиын болып жатыр. Бірақ та қалды. Шыда Асқар, біреу. Міне саған төреші көрсетіп тұр. Біреу деп тез. Ал қол, шық енді. Одан кейін есіге отырып сөйде деміңді басып аласың. Ай жарадың. Жүгір. 3 минуттай аз уақыт қалды. Асқар екінші болып есіге отыруда. Ерік қалып кетті. Вячеслав Субботинді турникта тұрды. Друзья, сейчас основная борьба идет за третью, четвертую позицию, я так понимаю, потому что только что на наших глазах Асенов заканчивает, получается, выходы силой, и Оскар занимает вторую позицию. Мы видим, что Эрик закончил выходы и сел на греблю, а также рядом с Эриком Ермек Жанахметов тоже сел на греблю. Друзья, то есть у нас уже 5 человек сидит на гребле. Була спокойно гребет, размеренно, знает, что осталось 2 минуты, и шансов его догнать уже нет. Но вот Оскару необходимо сейчас вот это лидерство удержать. Ему прям на гребле сейчас надо выдавать, потому что 2 минуты, за 2 минуты они не успеют 60 калорий нагрести. Но, потому что это 60 калорий — это около 900 метров. То есть за 2 минуты 900 нагрести — это очень трудно. Ну, это же соревнование, не будем упускать из мнения, что ребята на адреналине. Вот смотрим, 2,5 минуты прошло, 46 калорий, это, кажется, Булат Дурабаев. Сейчас их двоих показывают, но смотри, Субботин завис на турнике, и да, сейчас... я думаю, он упустит от турнирной таблицы, его сместят со второго места. Вот, Оскар темп показывает, 1000 калорий в час. По мне, на максимальном утомлении вот сейчас он было держит. бы хорошо, чтобы Булу показали, какой у него темп. Было бы хорошо, чтобы показать Эрика, потому что идет борьба за 3-е место, за баллы между Эриком и Оскаром. Смотри, Саид. Что-то произошло у Саида. Саида хват, видимо, отказал. Да, это было и об этом говорили, что здесь хват будет перегружаться на каждом движении, и он будет в отказе. Дархан Исенгалиев один остается у нас пока на турнике. Остальные все атлеты перешли на греблю. Последние 30 секунд. Соңғы 30 секунд қалды. Болат Нұрабаев есу 60 калорий жинап болды. Асықпай тұруда. Кім екінші орынға қол жеткізеді екен? Осы қызық болып тұр. Болат бірінші екен мінсіз біліп тұр. Ары қарай 15 секунд уақыт қалуда. Асықпайды. Көріп тұрмыз, міне қандай тамаша өнер көрсетуде. Таң қаларлықтай өнер. Оскар, берілме, 5 секунд қалды. Шығар деміңді, бас. Ай, қараңыздар, қандай бәсекелестің ыстық болды. Мына жерде енді барын салып берді. Кімнің қанша калорий жинаған, енді біз тек қана қорытынды кестеден ғана көре аламыз. Оскар қиын болып жатыр, түсінемін, білем. Бірақ Болат енді бұл жерде қарсыластарына ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Оп-оңайда қиналмай бірінші болып аяқтады. Бейне қайталауды көрейік, қалай болған. Мынау басында міне осылай оңай басталған, аяғын өздеріңіз жаңа ғана көрдіңіздер. Дархан Исенгалиев өкінішке орай турникте кішкене соңында тұрып қалды. Жап-жақсы келе жатқан еді. Эрик
ішкі істер құрамында жұмыс атқарады. Біздің Қазақстан халқының қауіпсіздігін бақылайды. Салауатты міне аяғын көтеруде. Қазір менің әріптесім Сергей барып Болаттан сұхбат алады. Болат өзінің сәлемдемесін жанкүйерлеріне жүлдеге мүмкіндігі бар. Болат, жарадың, Болат деген мінсіз бір деген саусақты мен біріншімін, мен осында жеңімпаз боламын. Мен келесі жылда элит атлет қатарына қосыламын. Сейчас у нас победитель самого сильного хита на всех соревнованиях. Это у нас именно категория интермедиа. И Була вчера лидировал, занимал первую позицию. Сегодня он ее в очередной раз подтвердил. После этого хита он ее как бы закрепил. Что можешь рассказать? Было тяжело или ты уверенно шел к победе в этом комплексе, понимал, что он твой? Всем ассаламу алейкум. Вот. Касательно комплексов. Комплексы очень-очень замудренные. У каждого комплекса свой смысл, своя последовательность. Что-то поочередно. Вчера, допустим, нам выключили ноги, спину. На этом комплексе у всех приехал хват. Ну и дальше надежда на морально-волевые способности каждого из участников, каждого атлета. Все атлеты очень достойные, показывают высокий уровень. Вот организация прям на высоте. Все отработано до самых-самых мелких мелочей. Все недочеты, все шероховатости практически незаметно для всех решаются. В общем, новый уровень. Нужно соответствовать и нам, атлетам. А можно еще вопрос? Вот ты прям, не знаю, все знают тебя, правда, но я скажу, что для остальных ты же не тренер, там, ты же просто, это не основной вид деятельности твой, ты просто приходишь и занимаешься по вечерам. Да, это мое хобби. В свободное от работы и семейных дел время я с удовольствием провожу его в зале, в кругу вот такого комьюнити, которая зимой, летом, в холод, в жару, в мороз всегда приходят за нас болеть, заряжают нас таким позитивом. Посмотрите, какие рисунки они сделали. Вот. Девчонки вон до 5 утра, говорят, красили. 2 канцелярских магазина вынесли, говорят, чтобы все это нарисовать. Еще заморочились, фотографии распечатали. Заметь, фотография лучше, чем то, что ты нашел. Не советую тогда вам обзор смотреть. Друзья, с нами был Була, чемпион комплекса. Благодарю. Құрметті көрермендер, біз осымен екінші күннің бірінші сайысын аяқтаттық. Әр санатта спортшылар өздерінің өнерлерін көрсетті. Біз естеріңізге салайын, бұл аралас сынақ болды. Бұл жерде біз төзімділік, күш және гимнастикалық дағдыларды сынадық. Қазірше бізде алдымызда кішкене түскі асқа үзіліс болады. Естеріңізге сала кетейін, бас демеуші елдегі ең ірі зертханалар желісі Олимп. Спортты, денсаулықты және атлеттерді дамуын қолдайды. Және де біздің басты серіктесіміз Wood Friends. Қазақстандағы кроссфит пен функционалдық тренингке арналған сапалы жабдықтар. Алысқа ажырамаңыздар, 1 сағат арасында біз қайтадан өзіміздің эфирімізге ораламыз. Алда әлі ең қызықтың бәрі алда. 5-ші бізде сынақ, одан кейін бізде финал болады. Көпке сіздермен қоштаспаймын.
Чем больше бег, по 7,5 метров каждый участок. Так, ну что? Дорогие друзья, буквально через секунды будет стартовать первый хит Skylit Woman, то есть это у нас категория любителей. И на арену сейчас вышли Дана Есмуканова, Юлия Хадсон, Жулдыз Каушева, Карина Козлова, Аселька Биболдина, Анастасия Хон, Марина Бублик и Айгерим Айтимбетова. 3, 2, 1. Мы начинаем. Друзья, сейчас будут показывать вблизи упражнения. Сегодня у нас комплекс номер 5 с собственным весом. И задача любителей за 8 минут выполнить максимальное количество повторений. 18 GHD сетапов. Это упражнение, когда вам нужно коснуться двумя руками пола и двумя руками передних подушечек. Как вы будете это делать за счет спины, за счет пресса, не важно, это ваше решение. И третье упражнение, 12 отрезков челночного бега по 7,5 метров. Все там уже разлиновано линейкой. Поэтому, друзья, сейчас я передаю слово Ануару. Ануар. Құрметті спорт сүйуші қауым, сіздерді функционалдық көп сайыс Қазақстан біріншілігіне қош келдіңіздер. Біз екінші күнімізді жалғастырамыз. Қазір алдарыңызда Skylit санаты, былай айтқанда әуесқой санаты. Қыздарымыз 1 минут болды жаттығу жасап жатыр. Жаттығудың мағынасын айтып жіберейін. 8 минуттың арасында 13 рет GHD деген жаттығуды орындау тиіс. Одан кейін қорапқа 15 рет секіріп, міндетті түрде қадаммен түсу және 12 рет ары бері жүгіру. Қозғалыстардың шарттарын айтып өтейін. GHD жаттығуын басында бірінші қолын аяғын алдына тигізіп, және артқа қарай еңкейген кезде қолды жерге тигізу тиіс. Тигмеген жағдайда онда төреші ол қайталауды саналмайды. Қораптың биіктігі әйелдерге 50 сантиметр. Оған міндетті түрде екі аяқпен секіру тиіс. Ар жағынан қадамдап түсу керек. Өйткені секіріп түсу ол жарақат алып қалу мүмкіндігін жоғартады. 12 рет ары бері жүгіру. Жүгіру барысында сызықтың сыртына екі аяқпен шығып, жерге қол тигізу тиіс. Осы 3 жаттығуды 8 минут арасында мүмкіншілігінше көп раунд жасау. Біз қарап отырмыз, міне 3 қыздарымыз екінші раундқа ауысуда. Аселя Кабиболдина, Карина Козлова, Марина Бублик, міне қастарына Анастасия Хонда қосылып жатыр. Бұл дене салмағымен жұмыс жасау. Бұл жерде біздің спортшыларымыз бірінші алдында көріп отқан жаттығуда ішінің бұлшықеттерінің төзімділігін тексереміз. Бұл жаттығу оңайда емес, бас айландыруда жібереді. Дана Есмуханова қараңыз қалай көзін жұмып алып қайталауларын жасауда. Қыздардың бойы кішкене төмендеу болғандықтан алдарына кішкене құймақ қойып қойған, жерге дейін қолдары жетпеуі мүмкін деп. Сондықтан біздің шартымыз бойынша қолды жаңағы құймақтарға тигізу тиіс. Міне мен айтып біткенше 3 минут артта кетті, әлі 5 минут жұмыс істеуде. Қазір сөзімді Сергейге берейін. Дорогие друзья, это очень сложный комплекс. Всего 7 минут одним темпом, конечно, тяжело работать. Напоминаю, за 8 минут надо кругами ходить, выполнять 18 GHD сетапов, 15 прыжков через тумбу с шагиванием, высота тумбы 50 сантиметров, то есть ни в коем случае с нее спрыгивать нельзя, нужно именно шагивать, таковы условия, и 12 отрезков челночного бега. Вот челночный бег можно отдельно посмотреть, что по технике. Дело в том, что, насколько я знаю, на челночном беге достаточно обычно доставать до линии рукой. То есть ты можешь одной ногой зайти за линию, достать рукой, но здесь девушки забегают за линию полностью двумя ногами. По-моему, по стандартам нужно, чтобы обе ноги оказались за линией. А касание рук может быть где угодно. Поэтому смотрят судьи сначала по стопам. То есть вопрос, нужно ли доставать тогда руками до пола, если ты все равно забегаешь двумя ногами за линию? Да, потому что это создает дополнительную нагрузку на поясницу, ну и это условие челночного бега. Также надо напомнить, что здесь расстояние челнока 7,5 метров в одну сторону. Сейчас один повтор — это вот добежать 7,5 метров. Показывают Марину Бублик, да, и она бегает довольно быстро, хороший темп держит.
И на тумбу прыгает. Кто это у нас со спины сейчас? Это Айгерим, Айтимбетова. Или отсюда просто плохо видно, кто у нас. Да, это Айгерим. Да, Айгерим. Друзья, у нас очень сложный комплекс. Он поэтому и короткий, кстати. То есть тут надо выкладываться за 8 минут на максимум. После первого комплекса. Біздің қыздарымыз жалғастыруда 3 минут уақыттай бар әлі. Анастасия Хон, Марина Бублик екеуі GHD жаттығуын жасауда. GHD, Glute Ham Developer, бұл ағылшын тілінен аударғанда бөксе мен жамбасты дамылдыратын жаттығу. Бұл жерде тағы да үш бұш ретіне жаттығу жасауға да болады. Осында алдындағыда жасап жатқандай. Бізде алдында айтып кетпеппін, ары бері жүгірудің бір кезеңі 7,5 метр, бір жағына дейін сызықтың сыртына шығып, еңкейіп қолды жерге тигізіп, сол бір ұпай деп саналады. Қайтадан келіп, жерге де еңкейіп, сызықтың бетінен екі жерді қол тізсеңіз, ол 2 ұпайға жатады. Төрешілер мұқият қарауда, өйткені мынау жаттығу барысында қолды міндетті түрде аяққа тигізіп, және жерге де тигізу тиіс. Бұл бізде нағыз төзімділіктің сынағы, өкпенің жұмыс істеуі, жүректің соғысында, жоғарғы соғысында жұмыс істеу. Міне Жұлдыз Қауышева алдында бізге сұхбат берген. Tiger First залында жаттығады, өзінің қайталауларын орындауда. Бізде тағы да әлі 1 минут 40 секунд бар. Бұл бірінші Так, к нам присоединяется Дмитрий, заменяет Сергея. Дмитрий, конечно, у нас эксперт по пауэрлифтингу, по подниманию тяжести, но я уверен, что он в спорте человек авторитетный, который знает не только как поднимать тяжесть, но и работает с собственным весом. Что вы скажете по поводу вот этого тестирования работы с собственным весом? Сейчас, подождите. Вот, Дмитрий, ваш Добрый день, всем добрый день еще раз. На прошлой неделе мы с Сергеем Климовым обсуждали как раз вот это упражнение на пресс. И я у него по технике спрашивал, как правильно, корректно выполнять его. Затем он мне скинул ссылку на YouTube, мы посмотрели и технически выполняем теперь его. Очень интересное упражнение, непростое. На первый взгляд для обывателя, для обычных тренеров по фитнесу, кажется, что спина умирает, позвоночник умирает в этом упражнении, вот на пресс, который сейчас вам показывают. На самом деле, если правильно выставлять крепление для ног и так, чтобы ягодичная немножко свисала с подушки, то для спины вообще никакого вреда не приносит. Всем советую добавить в тренировочный план это упражнение. Да, до пола не обязательно касаться для новичков, но в комплекс в тренировочном процессе обязательно нужно его вставлять. Так, 3 секунды остается до конца первого хита. Есть, время закончилось, девчонки закончили, да. Здесь в основном было больше напряжения, нагрузки на дыхалку, так скажем, да, на выносливость легких, как человек, вот смотрим, как дышит тяжело Асель Хабиболдина. Последние повторы дались, видимо, ей тоже тяжело, восстанавливает дыхание, сейчас возьмет, сейчас расскажет о свои эмоции. А тем временем мы смотрим повтор, как все это дело начиналось, как девушки весело, быстренько начали выполнять свои повторения. Видимо, здесь по плану нужно пройти все 8 минут. Да, здесь нельзя останавливаться. Нет, нет, нет. Пока время идет, задача набрать как можно больше объем повторений. Максимально на выносливость. Для девочек самое то, мне кажется. Да, радуется, видим, радуется Асель Хабиболдина, что сейчас у нее возьмут интервью, она прям прыгает, чуть ли не обнимает Сергея. Все, сейчас буквально пару секунд, и я уверен, Асель Хабиболдина поделится с нами своими эмоциями от выполнения данного задания.
дорогие друзья. Прошел второй хит с категории любители женщины. И могу сейчас сказать, что в этом хите, в этом заходе победила Асель Кабиболдина, на которую я делал обзор. Это новичок, которого тренирует сейчас Савченко, да, Александр. Вот, он онлайн ее тренирует. И, на мой взгляд, очень хорошо. Как прошел комплекс? Расскажи. Я очень рада, что смогла быть первой в этом комплексе. Спасибо большое моему коучу за то, что, несмотря на его перевес, полгода он меня тренирует онлайн. Спасибо мне за то, что не сдалась после гимнастики и ходьбы на руках. Я собралась и сказала самой себе: давай, мать двоих детей, соберись и сделай. Вот, и я очень рада, я благодарна такой организации, федерации, спонсорам Олимп и вам за то, что сделали обзор на меня. Вот видите, не зря я вот смогла быть первой в своем хите. Да, и детям Аиши Орлашки и своему любимому мужу Азамату спасибо, я вас люблю. Спасибо, с нами была Асель Кабиболдина. Я передаю право и бразды правления Рустаму. Рустам. Я здесь, да, а мы... Көрдіңіздер, Асель толқып тұр, жаңағы қуанышы қойына сыймай жатқанын. Ал қазір алдымызда кезекте келесі толқын, шығатын қыздарымызбен сіздерді таныстыра кетейін. Бірінші жолға Меруерт Жансаирова, екінші жолда Елизавета Петрова, 3 Зухра Серикбаева, 4 Анастасия Айтмагамбетова, 5 Айнура Исентаева, 6 Лейла Саханова, 7 Қуаныш Сат, 8 Мария Муратова, 9 Ирина Меркулева. Менің қазір әріптесім болып отырған Дмитрийдің, ол зіл көтерудің шебері, өзі де жаттықтырушы, әлемге әйгілі. Жаңағы көрген жаттығу, GHD жаттығуын өздеріңіздің жаттығу бағдарламаларыңызды қосуын кеңес береді. Егер жаңағындай ішіңіздегі текшелеріңіз 4 бұрышта әдемі болғын десеңіздер, мына алдыда тұрған GHD снарядын өздеріңіздің жаттығу бағдарламаңызға қосыңыздар. Қазір санаулы секундтар қалды. Екінші толқын дайын тұр. Ақырында дайындауда. Төрешілер дайын. 8 минут барынша қолдарынан келгенше, мүмкіншілікше көп раунд жасау. 18 GHD, 15 қорапқа секіру, және де 12 ары-бері жүгіру. 6 секунд қалды. 2, 1, ал, кеттік. Қыздарымыз GHD снарядына отыруда, асықпай бастайды. Скажи, пожалуйста. Дмитрий, вот девушки начали, я посоветовал нашим казахоязычным телезрителям, чтобы они включили тренировочную программу «Это снаряд GHD». Вот, ты хотел только что вопрос задать? Да, скажи, пожалуйста, вот это, я смотрю на подготовку спортсменов, я так понимаю, это начинашки и продолжашки, как можно сказать? Нет, это у нас новички, любители, scale. Scale, точнее переводится, означает упрощенные соревнования. Просто не все могут поднимать, тягать большие веса, тяжелые веса, но соревноваться все хотят. И для таких вот людей мы придумали категорию scale или любители, новички. В них могут выступать все, кто занимается любыми видами спорта и хотят себя попробовать в кроссфите, я так понимаю. Да. То есть ты можешь на следующее соревнование зарегистрироваться, попробовать пройти онлайн-отбор и участвовать в этой категории, только среди мужчин. Как вариант. Да, на всякий случай уточнил, вдруг. Но я вот смотрю, предыдущий комплекс, да, не комплекс, а предыдущая команда прошла девушка с 2 детьми, у нее 2 детей было. Да, здесь много возрастных атлетов. Я более чем уверен, даже здесь есть девушки, которые повозрастнее. В категории, например, 35+, там присутствует девушка, которым за 40 лет. Ну, это отличное подспорье для тех, кто говорит, что после 30 жизни нет, особенно в спорте. Ну, мы уже сегодня были свидетелем того, что выступает Азамат Агай, ему вообще 65 лет. И жалко, не попал к нам в эфир момент, когда он делал подтягивание на турнике. То есть среди молодежи мало кто найдется, кто может осилить 10 подтягиваний. Но Азамат Агай доказал, что 65 лет это не ограничение. Можно. И вот вам, есть куда стремиться. Тем временем прошло 2 минуты. Девушки переходят на второй раунд.
видим, что темп потихоньку начинает падать. Здесь потому что происходит закисление пресса, точнее кора. И каждое повторение последующее будет даваться все сложнее и сложнее. Но у них будет возможность, в принципе, отдышаться на беге. Пока будем смотреть. Здесь вот технический момент, хочу посмотреть, обратить ваше внимание, дорогие зрители. На подъеме в этом упражнении первым движением обычно идет сгибание ног. Вот девушка в синей футболке, как будто специально, видите, сначала сгибает, потом разгибает ноги, тем самым будто упрощает себе выполнение, правильно? Ну, тут есть две разные техники. Они, кстати, немного противоречат друг другу. Некоторые садятся, как ты до этого отметил, нужно, чтобы изгиб таза свисал, был на краю. Да, когда мы сидим. А вот видим, сейчас вот перед нами сидит, не вижу со спины, кто это, сидит наоборот, как можно глубже, и колени у нее не выпрямляются. Вот это две техники. Я сторонник вот второй техники, которую мы видим сзади. Это, по-моему, у нас Мария Муратова, если я не ошибаюсь. Вот ее техника мне больше импонирует, а вот так вот сидеть, я просто руками до пола не достаю. Да. Но, кстати, но сейчас почему-то некоторые атлеты начали выполнять именно вот таким вот образом. Со согнутыми ногами, да? Да, со согнутыми ногами, причем у них они сидят вообще вот глубже, садятся на вот эту вот... Тренажер и чисто поясницу прогибают по подушке, получается. Да. Касание пола. Ну, у меня не хватает столько гибкости, чтобы дотянуться до пола. Здесь, кстати, может движение показаться немного легким, и вот это упражнение очень коварно тем, что если выполнить с непривычки большой объем, то на следующий день просто пресс настолько сжимается, что даже чихнуть или засмеяться будет невероятно больно. Я не говорю про то, чтобы выпрямиться во весь рост и вот так грудную раскрыть. GHD коварный очень такой снаряд. На прошлой неделе я сделал это упражнение, потом Сергею написал. Но я такой, да ладно, я нормально сделал, там 2 по 10 буквально сделал для разминки, заминки. И 2 дня я правда не мог кашлять, смеяться и чихать. Но наши дамы этого не боятся, они подготовлены, хоть и категория называется Scaled, они не боятся, выполняют эти упражнения. Ирина Меркулева вот на вашем экране. Мне кажется, Ирина Меркулева могла выступать в категории 35+, но решила выбрать категорию Scaled. Возможно, из-за того, что 35+, категория предполагает, что там опытные атлеты с бывшей элит. И там технические навыки требуются более сложные для соревнований. Ну, остается наверное, здесь... упражнений был там совсем другой. Да, там немного сложнее. Айнур Исентаева заканчивает GHD, переходит к следующему раунду. Лейла выполняет GHD снаряды, тоже заканчивает, переходит дальше на коробку. Здесь, кстати, надо отметить, что шаговение с коробки обязательно, это не простая прихоть организаторов, потому что спрыгивать с коробкой, запрыгивать можно получить травму ахилла. И во избежание травм поставили такой вот стандарт. Ну, все атлеты в равных условиях считают, что это вполне нормальное требование. Да, правила для всех одинаковые, как на всех соревнованиях. Поэтому, когда возникает какой-то конфуз, то для всех спортсменов всегда одинаковые правила. Смотрим, как Анастасия Айтмагамбетова пытается ускориться на челноке. Айнур Исентаева за ней поглядывает, старается не отставать. Мы, к сожалению, не знаем, какой это раунд. По-моему, если не ошибаюсь, то 3-й раунд должен быть. Ирина Меркулина переходит тоже на челнок. Да, легко бегает. Посмотрите. Ирина Меркулина, благодаря ей каждый наш атлет застрахован от всяких форс-мажорных ситуаций на этих соревнованиях. Безопасность атлетов превыше всего. 2 минуты еще работать. Это у нас второй хит. Впереди будет еще хит лидеров, 3-й, где будут фавориты этих соревнований. Но не будем списывать этих дам со счетов. Елизавета Петрова тоже переходит на GHD. А у Ирины какие-то навыки есть, какие-то скиллы в помощи? Ирина, вот вы говорите, застрахована. Видимо, она имеет отношение к страховой компании, где она работает, и смогла выбить такие, скажем, плюшки для наших атлетов. Ну, тоже вкладывает в развитие нашего спорта свои возможности тоже. Благодарим ее за это. Спасибо. А, кстати, кто спонсором? Ну, наш генеральный спонсор — это Олимп, сеть, я извиняюсь. Заведений по Нет, сбору анализа. Да, я просто настолько раз на казахском это все дело повторял, и забыл, как слово «анализы» будет на русском. Помимо этого у нас Wood Friends, это экипировка. Есть еще Алматы концерт, Астана концерт.
Также благодаря команде Livestream мы сейчас лицезреем этот эфир на нашем канале. И есть еще Арзан напитки. Уф. Слушай, лайвстрим сделали огромную работу сегодня. Ну, лайвстрим вообще, они на ходу, просто-напросто мы им просто говорим, было бы круто, если бы вот такая вот возможность появилась. Все, через буквально там часик такая возможность появляется, а мы даже им не говорили. То есть они нас слушают внимательно и наши пожелания просто-напросто по возможности нам сразу выдают. Остается последние 20 секунд. Анастасия ускоряется. Да, надо добавить, надо максимально постараться сделать больше объем, потому что в следующем хите мы не знаем, как девчонки будут выступать. С ней же синхронно бегает Айнур Есентаева, ее, к сожалению, в кадре не видно. Также на челноке у нас Елизавета Петрова и финиш. Не знаем, кто закончил первым, по-моему, если не ошибаюсь, тогда это Анастасия. Но в любом случае мы сейчас через пару секунд узнаем. Сергей наверняка возьмет интервью у победителя данного хита. Смотрим, видите, как тяжело приходится отдышаться. Не может никак Анастасия. Мне кажется, это положение спортсменов в любом комплексе, в конце любого комплекса, положение у всех спортсменов практически. Однозначно, особенно на соревнованиях. То есть на тренировках, если можно, вот плохо стало, можно легко замедлиться, остановиться. Здесь нет. Здесь каждый застой, каждая секунда может сыграть свою роковую роль и может отделить тебя от пьедестала. Поэтому каждый раз надо выдавливать максимум, показывать свой 110% от своих возможностей. Непонятно, что там происходит, что-то у нас, кажется, судьи пока записывают результаты, а мы смотрим повтор данного задания. Атлеты следующего хита у нас потихоньку готовятся. Благо, здесь у нас площадка уже все готова, разметки все есть, ничего менять не надо. Меняются только спортсмены. Да, меняются только спортсмены, а волонтеры, отметим их работу четко, быстро, вообще без нареканий, просто прибегают, раз, все, готово, буквально доли секунды. И мы вовремя по таймингу успеваем запускать свои хиты. Сергей сейчас будет брать интервью. Да, Анастасия все-таки победила в этом хите. Арина работает на первой, Элина на второй Всем площадке, привет, дорогие Ирина друзья. третья. Так получилось сегодня, что Анастасия интервью дает первый раз, хотя второй раз закрывает хит первой. И первый раз просто не дали возможность человеку выговориться. И сейчас есть отличная возможность. Она, кстати, из-за этого, может быть, комплексы выиграла, потому что хочет минуту славы. И это заслуженно. То есть очень хорошо бегала, хорошо выполняла комплекс. Ну, расскажи что-нибудь о себе и в целом о том, как проходит соревнование. Да, вы правы. После первого моего звездного часа интервью не было времени взять. Поэтому пришлось во втором комплексе вырваться немножко вперед. Спасибо огромное моей судье. Если бы она меня не подгоняла, я бы сдалась. А так все. Ну хорошо, но в целом какие шансы на призовые? Претендуешь на какую-то позицию, попасть в тройку? Ну, цели попасть в тройку у меня пока нет, потому что мое физическое состояние, моя физическая подготовка этого не позволяет. Но планирую хотя бы выйти в десятку. Я очень на это надеюсь. Это мои вообще первые соревнования такого формата, большие. Я думаю, это достойно быть в серединке. Ну, мы тебя запомнили, ты яркая личность, и успеха тебе добиться своей цели. Все. А мы начинаем. Рустам? Да, буквально у нас. Алдымызда скейл санатының қосбасшылары, үшінші толқын, біздің спортшыларымыз алаңға шығып қойыпты. Ақырындап айтайын, бірінші жолда Арина Хисматтулина, екінші жолда Елена Лянгузова, 3 Ирина Манилюк, 4 жолда Баян Борисова, 5 Лаура Кумарова, 6 Вероника Махметова, 7 Асем Таржанова, 8 Юлия Каменева, 9 Ольга Рубцова. Қазіргі осы санаттың бірінші орында Лаура Кумарова келатыр, артынан Лешала Вероника Махметова, алдыңғы сынақ кезінде жақсы алдыға ұмтылып шықты. 3-ші орында Баян Борисова келе жатыр.
Міне қазір бұл санатта әлі белгісіз кім тұғырға аяқ басады екен. Міне Леонид Переверзник экранда өзінің шәкіртіне түсіндіріп көрсетіп жатыр, қалай орындау керек екенін. Арина Хисматуллина, жас өспірім, 17 жаста, ең жас біздің қатысушымыз. Қай жолда өзін өнер көрсетуін анықтауда. Міне біздің спортшыларымыз дайын, сәлем жолдауда. Юлия Каменева. Спортшыларымыз дайын, біз де дайынбыз. Төрешілер дайын. Секундтар әлі жүрді емес. Элина Ленгузова жазда Алматы қаласында Арлан Рейс деген жарыс өткен болатын. Сол кезде әуесқой санатында топты категориясында топ жарған болатын. Оны Оспанов Мақсатқа сәлем жолдаймыз. Дорогие друзья, с вами снова Сергей. И сейчас у нас заходит самая сильная девятка женщин. Это категория любителей. И на самом деле вы видите топов в своей категории. Они в очень хорошей форме. Посмотрим, кто из них победит в этом хите. И как уже говорил Ануар, представлял Элину Лангузову. Она протеже Оспанова Максата. Это клуб Орлан, кроссфит Алматы. И на самом деле он тоже смотрит прямой эфир, поддерживает, как ты даже написал, что-то хорошее, позитивное. Сейчас я вижу, что у нас в прямом эфире тоже удачи желают актауским атлетам. И говорят, что будут пробовать эти комплексы, прогонять у себя в зале, для того, чтобы прочувствовать атмосферу наших соревнований. Кстати, друзья, действительно, если вы хотите прикоснуться к данному мероприятию, я советую вам, как любителям, даже если вы профессионал и не участвовали, советую эти комплексы включить в свои тренировки и просто прогнать их. Вот, к примеру, вот этот комплекс с GHD-сетапами, на мой взгляд, является очень показательным на выносливость ваших спины и пресса, потому что подвздошная поясница и пресс просто вылетает в этом упражнении. А упражнение такое, как челночный бег, добавляет этому всему какую-то остринку, перчинку, потому что очень тяжело останавливаться и разгоняться на коротких отрезках. То есть вы разгоняетесь, потом нужно потратить силы на торможение, коснуться пола, развернуться. Спина в этот момент тоже очень сильно забивается. И мы смотрим сейчас на наших девчонок. Я, если не ошибаюсь, то это была в кадре сейчас. Кто у нас? Это Юлия Каменева, да, была. А сейчас показывают Арину Хисматуллину. Она самый юный атлет. У нее уже на спине там тейпы. Видать, были какие-то травмы, потому что в первый день, если не ошибаюсь, не было. Их задача сейчас на GHD сетапах на тренажере доставать до блина двумя руками обязательно. За этим вы можете наблюдать, как судьи следят. То есть они вверх-вниз смотрят. Вверху нужно касаться двух подушечек. Они работают практически все синхронно. Никто никому не уступает. Они идут буквально ноздря в ноздрю. Кто-то из них начинает уже прыгать на тумбе. А что мы видим? Это Арина. Арина уже перешла с сетапов на прыжки. У них высота тумбы 50 сантиметров. И необходимо 15 раз прыгнуть через тумбу. И потом будет 12 отрезков челночный бег. Они уже вышли на второй круг, друзья. Время 2 минуты 40 секунд прошло. То есть минута 20 на один полный круг. Это, конечно, бешеная скорость. Даже меньше, да, получается? Потому что минута 20 они уже заканчивают сетапчики. Итак, друзья, Арина пока лидирует на пару отрезков, но сейчас показывают Веронику Махметову, которая не хочет уступать победу в этом комплексе Арине. То есть у них будет явное противостояние. Как мы знаем, у Арины есть проблема именно с выносливостью. Она может очень быстро начать, но потом ее скорость упадет. В то время как есть уже в
категории любителей опытные девушки, такие как Вероника Махметова, и не только она, такие как Ирина Маленюк. Они тоже, в принципе, держат хорошую скорость и не дадут никому поблажек. То есть сейчас мы будем наблюдать, кто же из них продержится с таким темпом 8 минут. Ал бізде алда 4 спортшы теңдей бірдей келе жатыр. Ол Арина Рихматуллина, Вероника Махмудова, Лаура Кумарова және Асен Таржанова ешқайсысы берілмеуде. Өйткені бұл жерде бірінші орынға қол жеткізуге әрқайсының мүмкіндігі бар. Бәсеке ең қызуда бұл бүгінгі екінші сайыс, бүгінгі күннің осы жарыстың 5-ші сынағы, өз салмағымен жұмыс істеу. Юлия Каменева жиі снарядына келеді, міне отырып аяғын кигізу қайталауын орындауға дайындалып. Ол кезде Арина Исматуллина бірінші бітіріп қорапқа ауысты, артынан іле сала Вероника да шықты, Асем Тоғжанова үшінші болып шықты. Лаура қалып баратыр. Лаура біздің қазіргі бірінші орында келе жатқан спортшы. Бірақ бұл жерде жылдамдық сайысы, өкпенің күйіп атса да жылдамдықты құлатпай, аяғына дейін 8 минутты толықтай жұмыс істеуге тырысу тиіс. Бәрі міне Вероника жүгіруге ауысты, бірінші болып қолын тигізіп қайтты. Артынан Арина, Асем бірдей шықты. Екі кескін алдыда келе жатыр Вероника. Вероника кешеде жақсы аяқтаған жарысын. Бүгінде бірінші сынақта жақсы көрсетті өзін. Ұмтылысы, жігері бар екенін көрсетуде. Ал қалған қыздарда қалыспауға тырысады, бірақ мынау жиі деген өте қиын жаттығу. Ол іш бұлшықетінің төзімдігін қатаң тексереді. Егер көп жасамаған болсаңыз, өте ауру тиюі мүмкін. Толықтай жазып, іштің ауруына келесі күні қатты әсер етеді. Вероника бірінші болып жиіге отырды. Әлі ешкім жүгіруді аяқталған жоқ. Асем екінші келіп отырды. Үшінші Арина. Арина өте жылдан бастап, шапшаң бастап қойып еді. Кішкене енді қарқыны төмендей бастады. Әлі жастық тәжірибесі аздау болып қалған көрініп тұр. Бірақ бәрі алда. Менің ойымша әлі көп жарыстарда біз Аринаны көретін боламыз. Вероника сауатты өзінің қайталауларын орындауда. Асем, естеріңізде болса, баттерфляй деген техникамен тартылатын қыз әдемі орындап жатыр. 5 санау қалыпты. 2 минут бәсеке қайнап жатыр. Вероника өте жылдам алда келе жатыр. Міне озып баратыр бәрінен. Ешкімді жеткізбеуде. Друзья, как мы видим, сейчас вперед вырывается Вероника. То есть она сохранила темп, с которым начала. Темп был у нее изначально ниже, чем у Арины. Но благодаря тому, что она сохранила именно свой темп работы на протяжении 8 минут, она сейчас первая выбегает на челночный бег. А остается времени чуть больше минуты. Дальше на пятки ей наступает Асем. Асем, кстати, делает отличные баттерфляи на турнике. Единственная девушка в любителях, кто сделала баттерфляй подтягивания. Дальше на 3-м месте Арина тоже забегает на челноки. Но я думаю, что тяжело уже будет догнать Веронику. Но Асем, я так понимаю, не собирается уступать позицию свою. То есть она за ней бежит, и финиш будет довольно яркий. Я думаю, что сейчас интервью мы будем брать у Вероники. Она, кстати, очень изъявила желание, так сказать свое слово. И было бы классно взять у нее интервью. Ты знаешь, мне кажется, сейчас девушки борются за то, чтобы ты взял у них интервью. Я более чем уверен, они даже забыли, что если они выиграют, они окажутся на пьедестале. Осталось 40 секунд, поэтому я побежал, а ты Давай. Да, вот девушки сейчас прям тут устраивают между собой зарубу. Кто же будет давать интервью нашему Сергею? Вероника, Асем или же Лаура? Смотрим, остается 10 секунд. Мне кажется, все-таки Вероника эту возможность никому не отдаст. 3 секунды, смотрит на таймер. Да, результатов мы пока не знаем, но 4 девушки оказались в конце на снарядах GHD. Арине вот очень тяжело, да, ей помогают слезть с GHD. Наверняка она поймала конкретно закисление пресса. Лаура, вот смотрим,
все ее эмоции на лице написаны, дышит очень тяжело. 8 минут, казалось бы, не так уж и много, но вы попробуйте сами 8 минут эти упражнения выполнить, в каком вы состоянии будете. А Вероника, смотрите, как уверенно она выходит, показывает, что она выложилась, но сохранила запас сил, чтобы дать интервью нашему Сергею. Арина, конечно, задала на старте темп, к сожалению, не смогла его удержать до конца. Ольга Рубцова была на краю и, к сожалению, мало попадала нам в кадр. Так, у нас в эфире спрашивают, когда финал. Финал, по-моему, будет ближе к 5 вечера. Точно я не помню. Это надо посмотреть расписание соревнований. Дорогие друзья, с нами Вероника Махметова. Вчера мы, кстати, ошиблись и на каком-то комплексе не назвали ее чужим именем, да. Но сегодня благодаря этому запомнили. И у нас, кстати, с Ануаром, это второй наш комментатор, ходят такие уже слухи, что девчонки стараются занять первое место в своем хите, чтобы мы взяли интервью. Но Вероника яркая личность, ее было видно по первому дню, в каждом комплексе она выкладывается на максимум. Я хотел бы, чтобы ты представилась, сказала, что тебе нравится или что ты любишь. Давно ли ты в кроссфите, давно ли занимаешься этим и что ты хотела бы пожелать себе в будущем и своим оппонентам? Хорошо. Здравствуйте. Меня зовут Вероника. Вот, я занимаюсь кроссфитом около 2 лет, больше чуть-чуть 2 лет. Вот. Нравится все. Тренироваться нравится, вот, на выносливые задания. И все такое. Вот. Всем желаю тоже удачи в дальнейшем. Последний комплекс остался. Вот. Поэтому вот так. Какая скромная Вероника, но какая сильная и какая скромная Вероника. Мои тебе аплодисменты еще раз и успеха тебе в дальнейшем. Рустам? Я Вероника кішкене камера көргенде қобалжып қалған бар. Мен өзім де кейбір кезде сондай қолыма микрофон алсам сөз таба алмай қаламын, түсінемін. Бірақ Вероника не дегенмен жақсы орындады, осы сынақтың бірінші болып аяқтады. Ал осымен қыздардың өнерін тамашалап болдық. Алда бізде скейл санаты әуесқой еркектер арасында бірінші толқын. Бірінші толқында таныстырып кетейін. Бірінші жолда Рустам Шафиков, 2 Дамир Елжанов, 3 Максим Крушинский, 4 Данил Адаев, 5 Ханза Нусруллаев, 6 Манас Кукумбаев, 7 Данияр Казангапов, 8 Досшан Жанатбек, 9 Дастан Бисенбаев. Бұл санатта бізде 3 толқын болады. 3 толқынның біріншісі. Қазір біздің спортшыларымыз дайын. 3 секунд қалды. Ал уақыт кетті. Бастайық. Осы Азамат ағамызда GHD жаттығуын жасамақ. Жоқ, толықтау емес, жеңілдетілген түрін жасап жатыр екен. Итак, мы видим очень возрастных спортсменов на этой дисциплине. Сколько ему лет? 65 лет, Дмитрий. Тот самый спортсмен, про которого вы говорили, про турники, да? Да, он может и подтягиваться, и GHD он делает, и он бегает, и он показывает, что может соревноваться в течение дня с молодыми. 65. Я просто поражен, можно сказать. Я себя, когда я прихожу в зал, я там на турниках 10-15 раз подтягиваюсь, и я потом только вспоминаю, что мне там 34, и вокруг очень много молодежи, которая там 3-5 повторений, я думаю, ну, в целом я неплохо сохранился. Но когда делают в 65 вот эти упражнения, ну, это вообще космос. А ты вот приходишь, делаешь эти упражнения, чувствуешь себя на 65 так тяжело, А Азамат Агаев делает их и чувствует себя на 34. Так и есть. Я вот как он делает, вот я также делаю в свои 34, как он в 65. Ну, у тебя еще столько же жизни впереди, чтобы дойти до уровня Азамата Агаева, так что не расстраивайся, не опускай руки. А пока смотрим, ребята уже отпрыгали коробку. Здесь надо отметить разницу между девушками, что коробка здесь высота уже 60 сантиметров, на 10 сантиметров больше. Но отрезки на челноке те же самые, количество повторений на GHD то же самое. Единственное, ребята могут под свой рост подкорректировать длину, расстояние ног от сидушек на снаряде GHD. А вот боксы, расскажи про них. Там есть 3 положения, насколько я знаю. Да, есть 3 положения. Первое, самое нижнее, это
60 сантиметров, обычно 50 сантиметров, это говорится обычно для девушек, стандарт 60 уже повыше, и 75 считается для супер элитных атлетов. Ну там уже высота такой. Смотри, какой интересный момент. У нас, по-моему, это Рустам Шафиков, по-моему, у него слетели кроссовки, но он не останавливается. Просто вот он показывает нам слетевший кроссовок. Представляете, да, человек решил даже не останавливаться. Не помеха, любые проблемы. Кроссфитер готов выполнять дальше свои повторения. Я уверен, сейчас он сумеет быстренько их обратно одеть. Но тем самым мы подчеркиваем, что это функциональное многоборье. Здесь очень много таких вот моментов, где ты должен быть готов ко всему и всегда, даже в одном кроссовке. Это суть наших тренировок заключается в том, чтобы быть готовым к любым жизненным ситуациям. Но я думаю, что очень важно для спортсменов это ментальный вот этот вот заряд, ментальная подготовка. Вот судья делает Что-то случилось, да, что-то случилось, видимо. Технический сход. Я не понял, что-то запретили. Кажется, атлет был босиком, а там, по-моему, босиком прыгать нельзя было. Если честно, я не увидел момента, в кадр это не попало. Валентин нам, скорее всего, сделал замечание, сделал технический сход спортсмену и остановил его выступление. Да. Возможно, это было связано с техникой безопасности. Валентин у нас... Все, точно, босиком нельзя, оказывается, выступать, а атлет сам решил остановиться и не продолжать дальше борьбу. Валентин Лукановский, это у нас первый вице-президент нашей федерации, он же главный секретарь. И, возможно, здесь он является главным судьей. Я уверен, что все эти комплексы были составлены непосредственно с его участием. Поэтому, если, ребята, вам задания понравились или нет, все вопросы к Валентину Лукановскому. Мы с Валентином знакомы уже, не знаю, лет 5, наверное, если не больше 5 лет мы с ним знакомы. Я вот многими спортсменами, кто занимается кроссфитом, знаком, но они сегодня уже как жюри, как судьи участвуют, они уже практически никто не выступает. Уже на другом уровне мои все знакомые. Ну, сейчас молодежи даем дорогу. Да, нам надо показывать пример для молодежи, надо больше людей затягивать. В этом и цель федерации, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни, чтобы она была вовлечена во спорт. Показывает судья 5 повторений. Вот, кстати, к Валентину, если мы вернемся. Валентин всегда, я вот сколько знаю, последние 5-7 лет, он всегда в отличной форме. 24/7, круглый год. Даже в Телеграме я смотрю, его там в сторис он выкладывает. Постоянно на тренировках, постоянно он в спортивной форме, всегда пресс, всегда заряжен, всегда готов. Потому что Валентин профессиональный атлет. Он действующий, выступающий спортсмен. Выступает в категории мастеров, ездит на международные соревнования, показывает достойные результаты, частенько бывает на пьедестале. Я с ним, кстати, пересекался на соревнованиях. Помню, Балхаш 2018 год, он командовал в зачете вместе с Булатом Нурабаевым, который у нас выступает в категории интермедиат и лидирует там. Они тогда выиграли первое место. С ними в команде также была номер 1 в Казахстане, ну и сейчас в топе мира Камила Такеева. У нас остается 2,5 минуты. Атлеты продолжают свои повторения. Смотрим, как Максим Крушинский закончил коробку. Тяжело бежит на челноки. Еще 2 минуты 40 секунд. Потерпи, Максим. Потом все это дело закончится, и тебя будет ждать финал. Финал у нас в эфире спрашивали, будет, по-моему, где-то после 5. Там будет у нас очень такой взрывной, короткий комплекс. Спрашивают, где у нас Баян Борисова. Видимо, она не была в лидерах в своем хите, поэтому она в кадр попадала очень редко. Но она выступала, да. Ее результаты позже вы увидите на турнирной таблице. Circle 21 сайт, или же можно скачать у них приложение, и там можно посмотреть все результаты каждого комплекса, каждой категории. 40 секунд остаются. Смотрим на Дошан Жанатбек. Бежит он тяжело, всем тяжело, никому здесь не легко. Максим Крушинский, судя по тому, как он часто попадает в кадр, видимо, лидирует. Вот, кстати, про возрастного спортсмена, если вернуться, он также делает запрыгивание на бокс и также выполняет все вот этот челночный бег, все как положено. Запрыгивание? На бокс. Запрыгивание, не зашагивание. Запрыгивание. Он прыгает. Зашагивание.
он запрыгивает, а потом сшагивает. Я так Обалдеть, понял. обалдеть. Людям 65. 65 человек, блин, я просто не перестаю восхищаться. Вот это уровень. Максим Крушинский, судья, внимательно смотрит, чтобы он касался двумя руками пола и перед собой двумя руками обязательно конца DHD. А вот в Skyline там возрастные ограничения, весовые ограничения какие-то вообще есть? Категория Scaled, там никаких ограничений нет. Там можно будет выступать всем атлетам любого возраста. Единственное, могут ограничить по возрасту 18+. То есть организаторы не хотят, ну не то, что не хотят, тяжело нести ответственность за, скажем, несовершеннолетних. Поэтому выступление таких атлетов, в принципе, должно быть сопровождаться родителями. У нас еще 20 секунд работы. Заканчивает первый хит категории Scaled мужчины. Еще 15 секунд. Максим тяжело прыгает, последнее повторение и бежит, бежит. Конечно. 10 Ну, секунд. да, мы понимаем, что надо, но там запас силы нет уже, все уже горит. Смотрим эмоции какие, последние эмоции. Досшан Жанатбек, если не ошибаюсь, город Тарас. Максим Крушинский, все, завоевал он возможность дать интервью Сергею. Я более чем уверен, что не только девчонки, но и парни бьются за то, чтобы пообщаться с Сергеем, чтобы он задал свои вопросы. Каверзные Точно, иногда. смотрим, да, прыгает. 65 лет и все равно прыгает на короб. Это достойно уважения. Передаем слово Сергею и Максиму. Всем привет, дорогие друзья. У нас тут Макс Крушинский, который раскрушил просто этот комплекс на самом деле. Расскажи, было тяжело, какое упражнение давалось наиболее легко, наоборот, где ты прям талантище, где нужно еще потренироваться. И в целом, какое у тебя внутреннее состояние после того, как ты побеждаешь на комплексе? Ну, в общем, врать не буду. Побеждать очень приятно. Как бы весь турнир шел немного в аутсайдерах, и рад, что дали такой комплекс. Отдельное спасибо вот хочу передать тренерам Андрею Лютовскому и Александру Бенгарду. Также привет маме и жене Алисе. Все, я в телевизоре. Какой скромный, какой скромный. А чем ты занимаешься? Расскажи вот в личной жизни, то есть что тебя привело вообще заниматься и какой вид деятельности у тебя вообще? Ну, вообще я работаю на данный момент поваром. Также я работаю шеф-поваром, открываю некоторые заведения. Как бы это мое хобби, а в спорт, ну, второе хобби, которое не приносит просто сколько основная работа. То есть ты хочешь сказать, что здесь ты получаешь другое удовольствие? Да, это моральная разгрузка. После тяжелого дня ты приходишь на тренировку, впахиваешь, отключаешься, перезагружаешься. Вот и все. Мои поздравления. Это первый раз за все соревнования, когда я чувствую себя низким. Спасибо, Макс. И давай, успеха тебе. Рустам. Ай, Максим, қандай тамаша. Максим, аспаз болып жұмыс істейді екен. Былай кезде кроссфит оған хобби, көрдіңіз ба? 8 қырлы, 1 сырлы деген осы біздің спортшылар тек қана аспаздық тамақ пісіру ғана емес, және де жүгіру, секіру, ауыр көтеру де қолынан келеді дейді. Алдымызда енді екінші толқын скейлет ерлер арасындағы санатында бірінші жолға Бақтияр Уразбеков, екінші жолға Владимир Кочербаев, 3 Шамиль Кенже, 4 Дидар Умбешев, 5 Роман Бойко, 6 Дархан Усмаханов, 7 Дмитрий Козлов, 8 Иван Бенгар, 9 Ербол Хамзин, 10 Виталий Кузнецов. Қазір қаланға тең бірдей 10 спортшы бірақ шығады. Я, уже шығып қойыпты. Қазір теңселерді тексеріп, төрешілерге өзінің аты жөндерін жаздыртуда. Санаулы минутта біздің екінші толқын
басталады. Естеріңізге түсіре кетейін, жұмыс 18 минут арасында өз салмағымен жұмыс істеу. Бұл жерде біз деген өкпенің ауа аудару және жүректің қан айналымының тексеруін сынаймыз. Қазірде төрешілер түсіндіруде, соңғы нұсқауларын айтуда. Бұның әр қозғалысының шартын түсіндіруде. Егерде спортшылар дұрыс орындамаған жағдайда болса, онда қайталаулары саналмайды. Ол тек бекерден бекер күшті де уақытты да жеп қояды. Сондықтан салауатты таза орындауына сұрайды. Евгений Тихонович, Ақтөбе қаласынан келген спортшы, өзі бүгін төреші болып көмегін көрсетуде. Дорогие друзья, с вами снова я. Прибежал уже. Мне понравилось брать интервью. Кстати, очень отличный, простой парень из Актау, Максим. И Максим, при том, что он очень высокий, он, получается, в этом комплексе на GHD и меньше всех устал. То есть показал хороший результат. Но видишь, он на коробке ему прыгать было просто, знаешь, так подпрыгнул. Да, на тумбе ему было очень легко. Сейчас, друзья, если мне не изменяет память, у нас новый хит. И второй заход получается Skeleton Man, то есть категория любителей. Но среди них есть уже люди, конечно, которые готовы выйти в следующую категорию. Для тех, кто только присоединился к нашему с вами, так сказать, подкасту, мы выполняем сейчас 5-й комплекс. И задача любителей за 8 минут сделать максимальное количество подходов. Это GHD сетапы 18. Далее 15 прыжков через тумбу. У мужчин должно быть, по идее, 60 сантиметров, да, если я не ошибаюсь. Но... Да, верно. 60 сантиметров у парней. Да, и далее 12 отрезков челночного бега. Сейчас мы увидим, в принципе, скорость. То есть, раз девчонки нигде не останавливались, просто все 8 минут прокатили, то, думаю, и парни будут показывать именно такое. То есть, ни скорость не должна падать, ни по силе, нигде не должны просесть. Но, опять же, я думаю, что по нарастающей. То есть, последний хит будет самым сильным, и мы его увидим. Друзья, мы начинаем буквально через несколько секунд. У нас на дорожках сейчас на первый Бахтияр Уразбеков, далее Владимир Кочербаев, на третий Шамиль Кенже, на четвертый Дидар Умбешев, на пятый Роман Бойко, на шестой Дархан Усмаханов, на седьмой Дмитрий Козлов, на восьмой Иван Бенгард, на девятый Ербол Хамзин, на 10-й Виталий Кузнецов. Друзья, они приступают к комплексу. Пока на первой минуте вообще сложно сказать, кто из них победит в этом комплексе. Но мы можем, конечно, только предполагать. Как ты думаешь, Ануар, кто в этом комплексе может выхватить победу? Ну, мне кажется, здесь Дархан Усмаханов должен быть хорошо выступать. Он в лидерах здесь, в этом хите. Также вот Дидар на вашем экране. Здесь, казалось бы, простые движения. Все их могут выполнять. В принципе, ну, относительно легкие. Здесь особо негде останавливаться. Но суть в чем? Здесь нужно работать на высокой скорости. И нельзя замедляться. Нужно будет 8 минут без остановки отрабатывать полностью все эти повторения. Как можно больше. А мы смотрим, Бахтияр Уразбеков тем временем спринтует на челноке. Следом же Дидар. И выбегает, по-моему, Шамиль Кенже, если не ошибаюсь. Да, ты абсолютно прав, это именно они, но сейчас уже все побежали, и уже сложно сказать, кто из них какой отрезок бежит. Но мы-то с вами знаем, кто выбежал первый. Вопрос, кстати, по поводу твоего подопечного Аята, он получается в десятке лучших, то есть он будет в последнем хите? Да, пока он сохраняет свои позиции первой десятки. Вот, говорит, что вчера он, когда делал задание, на каком-то у него поясница так забилась, что даже скакалку было прыгать больно. Он мне сказал, что нужно было слушать тренера. Вот, недавно буквально мы с ним пересеклись. Всегда нужно слушать тренера. Даже вот, если ты заметил, ты берешь интервью, спрашиваешь, ну, кому привет передаете, все вспоминают своего тренера.
Да, и только Максим вспомнил жену и детей, да? Да, только Максим вспомнил. Не, он сначала вспомнил тренера, а потом вспомнил, что помимо тренера у него есть Вот семья, этого не жена. надо было Да. говорить, сейчас его жена смотрит нашу трансляцию. Ну, зато представляешь, как приятно сейчас его тренеру. Да, точно. Ему же с тренером жить в последующем. А друзья. Бахтияр Уразбеков сохраняет лидерство, и он единственный, кто прыгает короб, никто еще не переходит, и там уже разрыв большой. Дидар следом встает, с ним же Роман Бойко. 3 атлета у нас уже на коробке. Четвертый атлет. Четвертый Иван Бенгард. И Дмитрий Козлов тоже присоединяется. За Дмитрия на фоне видим, как Карина болеет, снимает видео для своих детей. У них прекрасные дети, я видел. Они, кстати, Карина, когда вот дети были маленькие, приводила с собой на тренировку и тренировалась, пока дети там спят. О боже, а мне кажется, они вообще сюда приехали в отпуск. Мне кажется, Возможно, получается удовольствие. возможно. И когда вот были моменты, до такой степени Дима и Карина вот любят спорт, что они приходили на тренировку вдвоем. Дима ходил с младшим, держит на руках, и Карина в это время тренируется. Потом они меняются, и Дмитрий тренируется. То есть, ребята, если вы оправдываетесь тем, что не тренируетесь, потому что у вас маленькие дети или там какие-то сложности, вот вам пример, как нужно поступать. Дорогие друзья, сейчас мы видим, что, по-моему, уже на 3-й круг Бахтияр Уразбеков заходит. И круто, это хороший показатель. То есть он лидирует, дальше за ним Дидар не отступает. И Бойко еще бегает, но, по-моему, пока 3-ю позицию занимает. Хотя нет, только что Бойко обошел, если не ошибаюсь, Дархан Усмаханов. Выходит вперед на 3-ю позицию. То есть, видите, как меняется все. Опять же, мы вот сколько раз уже говорим, по сути, Бойко же тоже является молодым атлетом, и у него еще пока есть скорость, взрывная сила, но не хватает выносливости. То есть надо работать над выносливостью, а тут еще не просто выносливость на эти 8 минут, а скоростная выносливость. Тут важно Да, сохранять. здесь скорость важна. Скорость. Сейчас показывают, кстати, у вас на экранах 2 атлета, которые лидируют. То есть классно сделали, что разделили камеры. Да, это вообще шикарно. Организаторы очень быстро реагируют, друзья, на ваши запросы и постараются максимально улучшить съемку, трансляцию. Сейчас мы видим, как Бахтияр уже Бахтияр, бегает. да, он уже на 4-й круг зашел. А, нет, зайдет сейчас на 4-й круг после бега. То есть это говорит о том, что за 5 минут он сделал 3 раунда. Молодец. Я Бахтияр 3-ші раунд аяқтауда. Дидар әлі қорыққа секіру жасап жатыр. Камераны көріп қарап қояды. Мүмкін маған сәлем айтқысы келіп тұрған шығар. Я кетті Дидар жүгіруге. Біреу қасында әлі Бахтияр жүгіруде қуып жетуге болады. Дархан Исмаханов да шықты. Міне 3 бірдей спортшымыз қазір жүгіріп жүр. Қалғандары кішкене қалып келеді. Әлі де 2,5 минуттай бар. Иван Бенгард ауыр жүгіріп барады. Демі бітіп барады. Ауа жетпейді. Футболкасын шешіп тастаған. Білеміз, бірақ тоқтамайды. Роман Бойко, жас өспірім, мені қараңыздар, берілмеуде, үлкендермен тәжірибелі спортшылармен теңдей өнер көрсетуде. Дидар асықпай жерде снарядына отыруға. Бахтияр өз қайталауларын орындап жатыр. 4 қайталау қалды дейді, 3 қайталау қалды дейді төреші. Әлі де 1-2 минут уақыты бар. Менің ойымша 4-ші айналымды толықтай жауып 5-шіге кіреді. Даурен деген төреші Астана қаласының Инвиктус залында бапкер болып жұмыс істейді. Қорапты қарасаңыздар, беті кішкене жұмсақтау болып көруі мүмкін. Ол қауіпсіздік мақсатында істелген, өйткені кезінде қораптар ағаштан болған. Көп спортшылар соған аяғын, тізесін және жаңа қораптан құлап, көбісі сондай жарақат алған болатын. Сондықтан мына қораптың бетін қазір қаптама жасап, қауіпсіздік ретінде бетін жұмсатып қойған. Дорогие друзья, Бахтияр сохраняет за собой пока 1-ю лидирующую позицию, за ним следует Дидар. И вот сейчас можно заметить, как Дархан Усмаханов вырывается на 3-ю позицию и занимает ее очень прочно, потому что Роман Бойко сбавил темп.
и просел. Сейчас он на GHD сетапах, а Дархан уже устремляется на прыжки на тумбу. В тот момент, когда, естественно, Бахтияр и Дидар прыгают, так бегают, а получается сейчас Дархан тоже начнет бегать. Да, он уже начал. Смотри, как он спринтанул. Он спринтанул прям, да, смотри, ускоряется у на него каждом. есть шанс закончить 4-й раунд. Тем временем Бахтияр Разбеков у нас начал 5-й круг. За 8 минут 5-й круг. Да. И если он сейчас сделает 18 GHD за это время, я просто ахну. Умножьте это, практически 90 GHD он сделал за весь комплекс. Это же ого. Это меньше, это за 8 минут, представляешь? Да. Это просто что за люди? Это, кстати, лучший заход, друзья, повторюсь. Нет, это еще не самый лучший. Это еще не самый лучший? Да, то есть мы еще второй. Увидим лидеры впереди. Но давайте для себя отметим, что Бахтияр практически закрывает, да, 4 раунда закрыл, и плюс закрыл сколько-то GHD. По-моему, все. Да. По-моему, все. И кто из нас пойдет брать интервью? Смотри, да, падает Бахтияр с последних сил, с дыханием. В отказе, мне кажется, у него пресс. Дышит тяжело, это все, потому что вот эти 8 минут очень интенсивно проходит, там прям надо не только бегать и прыгать. Атлетам всем, конечно, тяжело. Ербол вот на вашем экране тяжело дышит, расписывается за результатами. Эти результаты потом мы увидим на турнирной таблице. Сейчас Бахтияр немного переведет дух, и Сергей спросит, какие же он испытывает эмоции. Иван Бенгард выполняет GHD снаряд, повторение каждый. А вот и Бахтияр показывает нам, как он начинал. Это, кажется, уже 2-й раунд был, на повторе нам показывает. Ну, молодец, он не уронил темп, как взял на старте высокий бешеный темп, до конца удержал и не дал Дидару и Дархану себя догнать. Тем самым заслужил возможность и право дать интервью. Да, атлетам немного еще плохо. Сейчас уже следующий хит выходит на площадку. Пока мы смотрим повторы, они, наверное, там подготавливают себе зоны, выстраивают длину GHD. И Сергей уже готов взять слово. Дорогие друзья, перед вами Бахтияр, который занял в своем комплексе 1-е место. Был на первой дорожке, занял 1-е место. И мы видели, с какой скоростью он шел, уверенно, всю дорогу нигде не сбавлял. Откуда такая скоростная выносливость, Бахтияр? Ну, в нашей тренировочной программе достаточно часто встречаются эти движения. Задача тренера была держать высокий темп в начале. И до тех пор, пока тебя не преследуют, отрываться. То есть каждый темп, каждый раунд прибавлять понемногу. И вот получилось так, что выиграл свой заход. В принципе, это установка тренера. А какой клуб представляешь и кто тренер? Тренер у меня Амангельдиев Марлен и Марушкин Дмитрий. Тренируемся сейчас мы в фитнес-блице, а так как бы мы изначально из зала Бонифаций. О, то есть Бонифаций все еще существует в твоем лице. Кто не знает, клуб Бонифаций закрылся, и Бахтияр, получается, будет представлять его всегда теперь, да, то есть это исток. Кому-нибудь хочешь привет передать? Хочу поблагодарить тренера. Вчера, после первого провального дня, мы с ним долго обсуждали тактику. Сегодня в первом комплексе не до конца получилось ее реализовать, но как бы поднялся с самого низу. В этом комплексе удалось более-менее хороший результат показать. Будем теперь смотреть на следующий, как пойдет дальше. То есть, я правильно понимаю, у вас была какая-то изначально тактика, и вы ее придерживались? Все именно так. Дорогие друзья, мои аплодисменты. А мы переходим к следующему хиту. Рустам. Спасибо, Сергей, стендапер. Было приятно тебя послушать. Бахтияр. Я, құрметті достар, қазір бізде Бахтияр Уразбеков болды алдарыңызда. Енді келесі скейл санатының үздіктері. Бірінші жолға Амир Бирманов, екінші жолда Азамат Байсалбаев, үшінші жолға Тамерлан Мұхаммедкалиев, төртінші жол Александр Бенгард, 5 Алишер Апеков, 6 Рызбек Задыбек, 7 Иван Лесников, 8 Рустем
Уксумбаев 9-да Давид Штайнпрайс, 10 Аят Жайсан шығуда. Спортшыларымыз дайын, төрешілер дайын. Уақыт қазір санаулы секундта басталады. Сынақ тура сондай, 8 минут жұмыс істейміз. 18 GHD, 15 қорапқа секіру, және де 12 кескінді жүгіру. Аят мені сәлемдейді сіздерге. Алматының Endurance залы, Invictus залы, қазір Арлан залы бәріне сәлем жолдауда. Спортшыларымыз, қараңыздар, бәрі тұр. Қараңыздар, Рысбек қандай момын, өз күшіне сенімді, не істеу керек екенін біледі, тәжірибелі спортшы. Мынау менің жақсы көретін Давид Штайнпрайс футболкасын шешіп дайын тұр екен. Ал енді біздің скейл санатының үздіктеріне қол шапалақтап, өздеріңіздің қолдауларыңызды көрсетіңіздер. 3 секундта бастаймыз. Кеттік. 18 GHD. Кімнің ішкі кубиктері күшті екен? Кімдікі шыдайды екен? Бұл жерде нағыз жылдамдық сынағы. Осындай оңай жаттығулар, бірақ үлкен жылдамдықпен, қарқындықпен істеу тиіс. Ешқай жерде тоқтамай, құнды секундтарын жоғалтпай. Қазір кім бірінші болып тұрады екен көрдік. Төреші 3 тасауын көрсетуде. Басындағы бірінші раундта бәрінің жылдамдықтары бірдей болады деп ойлаймын. Жоқ, Рустам Уксумбаев бірінші болып қорапқа шықты. Ар жағын қазір көреміз. Қалай осындай қарқындықты ұстай алам екен, жоқ екен. Тамерлан Мұхамбетқалиев алдыңғы сынақтың жеңімпазы. Олардың жаңа жеңісі турнирді кестеде орын жоғарлатуға әсер етті. Затыбек Рысбек біздің осы санаттың лидерлерінің біреуі. Менің ойымша жола медальға қол жеткізеді деп ойлаймын. Иван Лесников те қалыспауда. 1 минут қана өтті. Әлі кім жеңеттеуге ерте айтуға. Спортшыларымыз өздерінің қайталауларын орындауда. Дорогие друзья, у нас сейчас самый сильный хит среди категории любителей мужчины. И давайте я вам расскажу немного, пока они бегают, расскажу о том, кто же у нас замыкает десятку лучших. Итак, у нас на первом месте Алишер Апеков, на втором месте Ризбек Затибек, Александр Бенгард на третьем месте, Иван Лесников на четвертом, Тамерлан Мухамбеткалиев на пятом, на шестом Рустам Уксумбаев, на седьмом Азамат Байсалбаев, на восьмом Давид Штайнпрайс, кстати, за него очень сильно болеют, на девятом Амир Бирманов и на десятом Аят Жайсан. Слушай, ну вот и Аят твой появился. Да, он уже пожелал, точнее, помахал мне в эфире всем. Ему, кстати, пишут. Дорогие друзья, комментарии пишите, кто смотрит прямой эфир. Не бойтесь, мы все озвучим, прочитаем. Если будут какие-то вопросы, ответим. Вот сейчас говорят именно Аят, Алга. Бас родной, бас это означает голова. Дави. Нет, да? Это не головик, не голова, это означает топи, топи, вперед, родной. Болею за Аята, болею за всех, за Давида болеем. Также болеют за Дожана. Тем не менее, друзья, сейчас самый сильный заход, и мы видим, что одновременно выбегают это Тамерлан и Александр Бенгар. Да, я вот путаю Иван Бенгар, хочу сказать. Он был у нас в предыдущем хите, и имя у меня запомнилось. Рустам Уксумбаев тоже не отстает, и Давид Штайнпрайс. Это первая четверка, которые идут примерно ноздря-ноздрю. Сейчас они... Аят, кажется, все, поясница болит, смотрит на таймер, думает, пусть эти 8 минут закончатся, и я тихо удалюсь. Мне кажется, у него сейчас такие мысли. А мне кажется, он думает сейчас, что, по-моему, тренер меня по головке не погладит, и мне надо все равно дожимать. Да, думает, наверное, какие ядовитые комментарии он по его поводу отпускает, да? Да, но на самом деле, если он, смотри, сейчас не снялся с соревнований, бегает и выполняет упражнения, значит, не такая там большая травма или небольшое забитие спины. Я так думаю, что тут вопрос просто в том, чтобы он устал. Устал и, как бы, такое, конечно, да.
Тут интересно, сейчас Александр Венгард идет впереди. Это для него большой плюс, потому что его основные соперники — это Алишер Апеков и Рызбек Затыбек, которые отстают. Да-да-да, и он, кстати, неплохо разогнался, да, то есть он сейчас на 3-й позиции, и у них там с первым местом 3 очка разница. Там вообще вот в этой категории такая плотная заруба, и я думаю, интрига будет сохраняться до финала, и даже те, кто остаются на 4-х и там за 6-м позициями, имеют еще возможность вырваться в лидеры. Да, дорогие друзья, вы еще не видели финал. Финал — это вообще очень мощный комплекс, поэтому мы его озвучим и покажем в прямом эфире. Не отключайтесь, это будет буквально через пару часов. Да нет, это время так быстро полетит здесь, потому что по 8 минут ребята Да, работают. комплексы короткие, я согласен с этим. Я имею в виду, что до финала именно топовых атлетов буквально 2 часа осталось. Ну, немного, скажем, офф-топ, небольшая подсказка. Финал будет очень короткий, очень взрывной и самый зрелищный финал. Очень короткий будет. Ну вот, кстати, интересно, если смотреть категорию мужчин на интермедиа, мы потом посмотрим, наверное, какой у них там разрыв. Если там у кого-то настолько большое преимущество, что ему можно будет на финале так чуть-чуть дать слабинку. Не, ну там преимущество-то есть, но ты знаешь же, людей когда много, можно провалиться так, что вылететь за тройку. Да, очень сильно можно провалиться, если выступает, скажем, 30-40 человек, ты можешь сразу уйти на... Просто уйти можешь сразу с соревнований. Да, может там 2 дня подряд лидировать и на финале просто просесть так, что вылететь вообще из пьедестала. Бывали такие случаи, я не раз был свидетелем этого, поэтому, надеюсь, наши спортсмены до конца будут биться. Смотрите, друзья, все плотно идут, и сейчас 2 человека заходят на GHD, а даже 4 уже. То есть неужели они все одинаково идут? Потому что даже, если не ошибаюсь, Давид Штайнпрейс тоже топит. Держится, да, в лидерах держится в этом задании, показывает, что у него пресс неспроста. На самом деле это очень, друзья, очень тяжелое упражнение. Вот со стороны оно может смотреться легко, но тот, кто никогда не делал GHD сетапы, ему достаточно будет 20-30 за тренировку сделать, и на следующий день он смеяться не сможет. Мы уже, да, Дмитрием об этом несколько раз сказали, и на казахском, потому что это реально, все думают, это такой простой снаряд, ну что там сделал там 15 раз. Да, кто не знает, здесь работает все, и спина, и пресс, то есть здесь прокачивается каждая мышца, и даже ноги здесь включаются. Да, то есть... на старте, потому что мы работаем за счет разгибания бедра и тем самым ускоряем свой корпус. Вот есть такое, кстати, что самые коварные упражнения — это упражнения со своим собственным весом. Они такие кажутся легкими, но когда пульс зашкаливать начинает, там темп настолько падает, что можно... Сейчас у вас на экране Давид Штайнпрейс, за которого болеют все там. Тоже кто-то Штайнпрейс по фамилии. Это либо жена, либо сестра, либо, может, мама, но кто-то же болеет. И вот... Да, да, однозначно. Потому что не такая распространенная фамилия в нашей стране. Здесь вообще непонятно, кто лидирует. А нет, все, первым выбегает Алишер Апеков. Алишер Апеков, сейчас он идет на первом месте в общем зачете и на первом месте в данном комплексе. Следом его друг Тимирлан, да, Алишер друг Тимирлан, они до этого вместе, помню, выходили. Да, они до этого выходили вместе, они соперничают с друг другом. И самое интересное, что и тут они тоже выбиваются вперед. Да, ну, кажется, Алишер чуть-чуть быстрее. Ну, посмотрим. Тут вообще непонятно, если честно. Друзья, осталось буквально 30 секунд до конца комплекса, поэтому я сейчас спущусь комментировать и обратно буду нахваливать. Да, пока ребята бьются за возможность дать интервью Сергею, я продолжу свои комментарии. 20 секунд. Алишер Апеков алда келе жатыр. Алишер Апеков осы сайыста, осы сынақта бірінші болуға бар күшін салуда. Артынан іле шара Александр Венгард және досы Тамирлан Мұхаммедкалиев. 3-2-1 бітті. Қанша істегенін қазір білеміз. Алишер жарадың бірінші орында келесің, өз орынды сақтауға бар күшін салған бекер болған жоқ. Әне нәтижесін қазір төреші қағазына, парақшасына жазуда. Рысбек дос күштімін деп, жағдайым жақсы деп көрсетеді бізге. Тараз қаласына сәлем беруде. Міне Тамирлан да досын құттықтауда ұтысымен. Әлі алдымызда финал болады. Финалда да бәрі өзгеріп кетуі мүмкін. Сондықтан да Алишер дұрыс істеді. Осы жерде өзін аямай, тоқтамай жұмыс істеді. Қазір
Алишер сұхбатқа дайын болғанда айта берейін, келесі бізде алдымызда мастер women, точнее әйелдер арасында 35-тен асқан біздің спортшыларымыз өнер көрсетеді. Ол жерде бізде 7 спортшымыз алаңға шығады. Қазір олар қыздыру жұмыстарын жасауда. Олардың сынақтары кішкене өзгешелеу болады. Өйткені ол тәжірибелі спортшылар болған соң жаттығулардың орындауда қиындық жатылады. Дорогие друзья, у нас снова второй раз. Это лидер по интервью сейчас на данный этап у нас Опеков. Тебе предоставляется слово. Твой друг сейчас стоит рядом. Тамерлан, расскажи, пожалуйста, каково это второй раз упустить победу, отдать ее своему другу? Ладно, я шучу. Лучше, чем другие. Хорошо, хорошая тактика. Расскажи, пожалуйста, было здесь тяжело? Было очень тяжело, потому что ГХД я не люблю. Все, что связано с прессом, тоже не люблю. В первую очередь хочу сказать всем огромная благодарность. Альхамдулилля Всевышнему, все получается. Все еще впереди, еще один комплекс. Хочу еще сказать благодарность отцу за силу, а матери за любовь. Вот это молодец, друзья. Я поздравляю еще раз. Мои аплодисменты и тоже тебе успеха. Давай, у тебя есть все шансы на финале отыграться. Дорогие друзья, мы приступаем к следующему заходу. Рустам. Да, мы... Ай, Алишер жарады. Тек қана күшті өнер емес, тағы да сөйлеуді де біледі екен. Алланың қолдауымен, әкесінің күшімен, анасының махаббатымен осыған жеңіске жету себеп болды дейді. Алишер, құттықтаймын. Ал бізде келесі алаңға шығатын санат мастер women. Әйелдер арасында 35-тен асқан спортшылар. 3-ші жолға Наталья Сущик, 4 Анна Тавченик, 5 Ирина Шмигельская, 6 Евгения Цой, 7 Герас Екатерина, 8 Анастасия Лигай, 9 Макагонова Елена. Қазірше біз турнирді кестені қарап жерейін. Бұл жерде қандай жағдай қалай өтқанын. Бұл жерде Евгения Цой мінсіз фаворит, ешқандай күмәнсіз 4 сынақтан да бірінші болып шықты. Ал екінші, үшінші орында нәтижелері өте тығыз. Ирина Шмигельская, Герас Екатерина 16 ұпаймен, артынан 17 ұпаймен Анна Тавченик және де Анастасия Лигай 4-ші және 5-ші орында келе жатыр. Наталья Сущик 19 ұпай, Макагонова Елена 21 ұпай 7-ші болып аяқталуда. Бұл жердің енді 8 минут жұмыс тағы да жасайды спортшылар, бірақ қозғалыстың саны кішкене басқалау, өйткені 18-дің орнына 20 жиі жаттығуын жасайды, 14 рет қорапқа секіреді және 10 метр еркектер, 5 метр қазір біз қыздар 5 метр қолмен жүру және де 3 рет турникке айналып шығу. Ол нағыз қиын гимнастикалық жаттығу, қыздардың қолынан келеді деп мен сенемін. Оны қазір 1-2 минут арасында тамашалаймыз. Міне дайындық жұмыстары жүруде. Алаң қазір 1-2 секундта дайын болады деймін. Қыздарға соңғы нұсқауын Валентин Лукановский өткізуде, түсіндіруде, қалай істеуге болады, қайсысы болмайды, әр қимылдың стандартын түсіндіруде. Міне қазір Валентин Лукановский ортаға шығуда. Қыздарымызда алаңға шақырдық. Қыздарымыз келе жатыр міне. Сергей, күшті сұхбат алдың, саған сөз. Дорогие друзья, и у нас сейчас заход, к которому готовятся наши леди. Они боевые, они прошли уже огонь, воду, медные трубы, перестройку. Не знаю, кто какого возраста из них, конечно же. 90-е застали кто-то из них. И сейчас они
Они застали, кстати, когда Астана называлась Акмала, они застали, когда называлась Астана, потом Нур-Султан и снова Астана. Возможно, они застали времена, когда Астана была целинной. Не, они застали 100%, потому что даже я застал этот момент. Вот настолько мы старые друзья, и сейчас у нас выступают на первой дорожке Наталья Сущик, на второй Анна Товченник, на третьей Ирина Шмигельская, на шестой Евгения Цой, на седьмой Гарас Екатерина, на восьмой Анастасия Легай, на девятой Макогонова Елена. Всех знаю лично уже давно, то есть хорошо, кстати, комментировать всегда наших звездочек, которые практически уже годами мелькают на ваших глазах, которые годами вас мотивируют заниматься, из-за которых многие пришли в функциональное многоборье, из-за которых многие страдают и болеют этой темой. То есть благодаря им зажглось немало звезд, молодых звезд. Поэтому мои аплодисменты девчонкам. Вот, допустим, сейчас показывают Анастасию Легай. Я ее помню, когда я начинал кроссфитом заниматься, она уже вовсю топила там и уже была известной. А я такой: Сережа Климов, Сережа. Ты был один из тех многих Сереж, которые были в кроссфите. Это точно, да. А Настя Легай была единственной и остается на сегодняшний день единственной Настя Легай в нашем кроссфите. Дорогие друзья, пока девчонки начинают и разминаются, хочу сказать, что вот пишут комментарии. Пишите свои комментарии, заваливайте их. Друзья, сейчас будет старт, но до него скажу, что Марина Тюкина говорит: ждем Сущик Наталью. Вот она Наталья, друзья, встречайте. Да, Наталья Сущик, она у нас Также пишут, конечно, за Бенгарда Александра, говорят: выигрывай и так далее. Но давай, Ануар, сейчас представь наших девчонок. Пока тебя не было, я уже их представил. Уже представил? Да, какое у нас задание ожидает, я тоже объяснил. Здесь немного небольшие изменения. У категории мастер Women 35+, 20 GHD сетапов, 14 прыжков через трумбу 50 килограмм, 5 метров ходьбы на руках по отрезку по 2,5 метра и 3 подъема переворота через подтягивание. Друзья, для тех, кто только присоединился и думает, что подъем-переворот — это очень легкое упражнение из школьных, за школьными партами, когда сидели с вами, то вы ошибаетесь. Во-первых, здесь надо делать строго: подтянуться, потом поднять ноги. А представьте, что вы на GHD сетапе просто оставили пресс и спину уже. Ладно, после первого круга, но после второго это будет, конечно, очень тяжело. Сейчас мы наверняка уже не увидим той скорости, с которой работали любители. Сейчас будет немножко тяжелее. Обратите внимание, что на 10-й линии у нас работает атлет с категории Scaled Man. Мне кажется, это атлет, который до этого кроссовки слетели, и он закончил выполнять движение. Видимо, дали ему возможность переделать задание. Вот, и он у нас работает на 10-й. Смотрите, как легко Анастасия проходит на руках и идет на турник с такой играющей походкой. Легко. Обратите внимание также, что Товченник уже на турнике в этот момент. И Товченник делает первый подъем-переворот. Спрыгивает на блины, то есть заранее они подготовили для себя и тумбы, и блины. Анна Товченник сделала второй, Анастасия сделала первый. И сейчас заходят на подъем-переворот Евгения и также заходит Ирина. Не знаю, Ирину не засчитали, потому что она, во-первых, тяжело подтянулась, но и не смогла сделать. Сейчас смотрим на Сущик Наталью. Она легко делает подъем-переворот. Тем временем мы видим, что к нам присоединяется... нет, прошу прощения, до сих пор не присоединилась и ходит на руках Елена Макогонова. То есть она еще не прошла отрезок в 5 метров. Вот, кстати, мне интересно, у нас сейчас разметка идет 7,5 метров. Нет, у нас здесь разметка идет 5 метров, каждый по 2,5. То есть, если атлет захочет задробить движение, ему надо выполнить 2,5 метра сначала. Он может пройти сначала 7,5, а потом 2,5? Нет, там же надо пройти всего 5.
Я имею в виду сейчас про мужчин. Про мужчин нет. 10. Он должен 5 метров в одну сторону, потом 5 метров в обратную вот сторону. так. То есть скорее может всего, хоть на руках разворачиваться, хоть остановиться. Я думаю, что... Выбор за атлетами. Здесь надо, кстати, отметить, здесь у нас не просто подъем-перевороты, а через подтягивание. Друзья, вот, кстати, смотрите, мы сейчас говорим про комплекс. На этом комплексе, на GHD сетапы у нас... Кто это у нас выходит? Гарас Екатерина выходит на второй круг. То есть она выполняет GHD сетапы. А спереди ее опережают только Лигай Анастасия и Анна Товченник. То есть у нас есть два фаворита. Две, можно сказать, девчонки, у которых гимнастика отлетает просто на раз-два. Анастасия показывает мастер-класс, как нужно ходить. Она прошла 2,5 метра. Возвращается, чтобы пройти еще 2,5. Анна Товченник пока закончила прыжки через тумбу. И тоже, кстати, смотрите, сейчас показывает Анастасию, она прошла, а Анна проходит сразу, то есть стремится сразу пройти все 5 метров. И она их проходит и ведет вместе с Анастасией на турнике. Мне кажется, это явные фавориты этого комплекса. Как думаешь? Анастасия мен Анна осы сынақтың мінсіз фавориттері мәнерлеп қолмен жүріп шықты. Қараңыздар, тартылу, айналып шығу. Міне, оп-оңай. Ол сырттан ғана қарасаңыз оп-оңай. Өйткені Анна Товченник кезінде гимнастикамен айналысқан болатын. Сондықтан да ол сырттан жеңіл көрінуі мүмкін. Анастасия Лигайда қалыспауда, ол да өз қайталауын жасауда 3 рет тартылып, айналып түсу керек. Біздің осы жарыстың фавориті Евгения Цой кішкене қиыншылық көруде. Өйткені тартылып айналу бағынбай жатыр. Анна Товченник 3-ші айналымға GHD-ге отыруда. Алдарыңызда міне. Бұл санатта менің ойымда ойлаған едім, барлық бәсеке тартыс күміс пен қола медаль үшін болады деп. Жоқ, мұнда біздің лидеріміз тұрып қалды. Енді ол Анастасия Лигай мен Анна Товченникке үлкен мүмкіндік. Олар енді өздері мүмкіндіктерін бермейді. Тәжірибелі спортшылар асықпай да оңай өз жаттығудың қозғалыстарын істеуде. Менің ойымша Анастасия кішкене қарқынды көтеруде. Әлі де 2,5 минуттай уақыт қалды. 3-ші раундты жауып үлгереді деп ойлаймын. Өйткені қолмен жүру ешқандай қиындық төздіріп тұрған жоқ. Бірақ та бізде Макагонова Елена әлі бірінші айналымда қолмен жүруі болмай жатыр. Өйткені бұл жерде 2,5 метрге қолмен жүріп жетпесеңіз, үздігі болмайды. Анастасия алдыға шығады. Алдыға шығып, қазір қорапқа секіруде. Анна кішкене GHD-да тұрып қалды. Менің ойымша Анастасия өзінің мүмкіндігін мұнда жібермейді. Анастасия, Анна Товченник екеуінде 17 ұпайдан бірдей келе жатыр. Сол үшін бұл жерде өз қарсыласының алдына шығу өте маңызды. Ирина, жоқ, бұлай менің ойымша болмайды. Бірінші тартылу керек, 2-ге дейін, кейін барып аяғын шығару керек. Жаңағы GHD снарядтан кейін бұл жаттығу кішкене қиындай түседі. Өйткені 3 бұлшықеттер шаршағаннан кейін ана аяқты жоғары қарай көтеру. Анастасия үзбей 5 метрді қалай әдемі мәнерлеп жүріп шықты. Жүрісті қараңыздаршы, жеп жеңіл, міне. Қазір оп-оңай жүріп 5 метрді үзбей жүріп шықты. Қорапқа келіп, демін алып, бірінші тартылым. Қарайық, тамашалайық. Бар, бірінші тартылым. Айналып шығу, қолды түзеу, бар, біреу. Тағы да 2 қайталау алдында. Артынан Анна Товченник қолып жүруде, міне, көріп отырсыздар. Екатерина Гарас қолмен жүруде қиыншылыққа тап болды. Анна қолмен жүрді ме, аяқпен жүрді ме, бір асықпай ғана бір темппен өтіп шыға салды. Қазір турниктен оңай тартылып айнала салады деп көреміз. Міне, көрдіңіз, демді алғанда жоқ, келді, шықты, бастады. Екатерина қиыншылықта. Евгения Цой турник бірінші айналымды бағындырған болатын. Менің ойымша 2-ші айналымда. Анна Товченник гимнаст деген осы, міне, гимнастикамен айналысқанын бекер өткен жоқ. 35 жастан асқан спортшылардан осылай істеуде күшті. 20 секунд қалуда. Анна 2-ші орында келе жатыр. Қазір менің әріптесім Анастасия Лигайдан сұхбат алады шығар. Менің ойымша Анастасия
сұхбат беру үшін Евгения Цойда Озға да бәр күшін салып қолынан келгенсіз. 3, 2, 1. Ай, жарады. Анастасия Алматы қаласынан Fit Nation залынан өзі де бапкер болған, кезінде де кроссфит жарыстарында өнер көрсеткен, одан кейін біраз жыл үзіліс алып жарыстарға қатыспай көзге көрінбей жүрген еді. Қазір міне алдарыңызда күшті әдемі өнер көрсетіп, қазір өз пікірін айтады. Я жанкүйерлеріне сәлем жолдауда. Осы жерде мен білемін, топтама жанкүйерлері бар. Қайталауын көрейік. Міне GHD қолын тигізіп, еңкейіп, оңайда істеуде. Анастасия қазір Fit Nation залы Алматыда. Ол жерде тағы да Лаура Кумарова бар. Fit Nation залынан осында көрсеткен. Юрий Друзья, дорогие друзья, с нами сейчас Анастасия Легай. В тот момент, когда я был какой-то Сережа, только пришел в кроссфит, она уже была тогда Анастасия Легай, ее все знали. И она в очередной раз доказала, что она может, что у нее все навыки прокачаны. Вот даже на подъемах, переворотах это было очень красиво, мощно. Расскажи немного, у тебя же есть, да, тренер? Обязательно, вот она, Виктор. Да, вот это очень приятно, очень мощный атлет. Держи этот микрофон, это минута славы твоя, можешь говорить все, что хочешь. Можешь даже маму с днем рождения поздравить. Что я хочу сказать? Огромное спасибо за такой крутой праздник. Огромное спасибо организаторам. Это действительно крутой уровень казахстанского кроссфита. В принципе, поздравляю всех с этим замечательным событием. И хочу очень поблагодарить моего тренера Виктора Ильченко. Это заслуга наша вместе с ним. Поэтому всем спорта. Спасибо, с нами была Анастасия Легай. Спасибо, Сергей. Мы уже должны начинать. Интерпретируем пробу. Девочки готовы? Судьи готовы? Марина, опытная атлетка должна уже давно... Я, көрдіңіздер ма? Ребят, можно одного судью? Обратно отсчет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Девочки должны сделать правду челюсть. Далее 14 раз сделать голову. Сделать немного рука. Правый весом на основу әйелдер арасында өнер көрсетуге шықты. Екінші жолда Валерия Переверзник, үшінші жолда Елена Герасимова, 4 Марина Сытник, 5 Богатырева Карина, 6 Диана Шапенова, 7 Шапенова Дана, 8 Виолетта Собянина, 9 Ниязова Назгуль. Біздің спортшыларымыз жерде жаттығуын бітіріп келесі қорапқа көшуде. Міне Валерия Переверзник оңайда секіріп жатыр. 1 минут әлі өте қойған жоқ. Нағыз үлкен жылдамдықпен бастады. Карина асықпауда. Қарсыластары жанында Марина Сытник.
тез жылдам қозғалуда, бірақ бұл жерде 8 минут көп уақыт емес, сондықтан жылдамдық бұл қиын демалыс басталды ғой деймін. Қазір қолмен жүру керек, 5 метр, үзетін болса 2,5 метрден кескіндер бар. Валерия қалай жүгіріп кетті, оп-оңай 5 метрде үзбей жүріп шығып. Қазір турникке жүгіріп келіп, не болып қалды? Не тоқтап қалды? Қазір тартылу және айналып шығу. Карина да жетіп қалды. Диана... Жоқ, Дана жоқ, болмады. Асықпа Дана, дем басып ал. Диана сияқты мені көрдің ба? Асықпай демалып тұрып аламыз. Марина алдыңғы сынақта кішкене иығын ауыртып алған еді. Жоқ, ол ешқандай қолмен жүруге кедергі етпеді. Біздің спортшыларымыздың денсаулығы біріншіден маңды. Сондықтан сіздерге естеріңізге сала кетейін. Бас демеушіміз біздің зертханалар желісі Олимп. Диана бәрекелді, шықты. Дана әпкесіне қарап, қазір Дана да шығады деп ойлаймын. Дана, тоқтама. Қыздар дем басып отыр. Бұл кішкене қиындау болып отқан шығар. Карина бірінші болып бітіп, жүгіріп барады жези снарядына екінші айналымға. Ол қазір бірінші болып бастап келе жатыр бұл жерде. Бізде турникте 3-4 бірдей спортшымыз қазір тұр. Виолетта Собянина қолмен жүру жаттығуы болмай жатыр. Ниязова Назгүл жақында ғана Инстаграм парақшасында мен қолмен жүріп үйрендім міне деп өз бапкерін рахметін айтып атқан еді. Міне 5 метрін жүріп бітті. Ол да турникке келіп қазір тартылып айналуын жасайды. Елена Герасимова берілмеді, шықпады, көтере алмады аяғын. Қазір сөзімді Сергейге берейін. Дорогие друзья, сейчас мы видим противостояние, и вот это комплекс навыков. То есть здесь очень сложные гимнастические навыки, такие как ходьба на руках и подъем-переворот, потому что подъем-переворот после подтягивания. И мы видим, как, допустим, Валерия Перевежник встала просто на подъемах. Также Елена Герасимова не может сделать подъем-переворот, не хватает сил. И то же самое происходит, если я не ошибаюсь, с Даной. Дана Шапенова не сделала еще перевороты. Рядом с ней стоит Диана Шапенова. А что касается Виолетты Собяниной, она не может пока пройти, к сожалению, 5 метров на руках. Тем временем наша звездочка, а именно Богатырева Карина, выходит на второй круг, и на втором круге она уже снова идет на руках. Сейчас вам показывают ее технику ходьбы. Она решает идти сразу 10 метров, спокойно доходит и выходит на 5 метров, прошу прощения, выходит на второй круг. То есть у них отрезок всего 5. Итак, друзья, в чем сложность этого упражнения, именно подъема переворота? То есть можно его сделать с раскачки, то есть как бы снизу разогнаться и уйти. Но в данных соревнованиях, в контексте данных соревнований, этого делать нельзя. Необходимо строго подтянуться. Представьте, девчонки строго подтягиваются. А потом за счет того остатка пресса, который у тебя просто остался после GHD-сетапов, необходимо сделать подъем-переворот. Не запрещено браться за турник обратным хватом, то есть можно схватиться обратным хватом, подтянуться и сделать подъем-переворот. Но, честно говоря, и это даже не спасает, потому что это очень сложный элемент. Богатырева сейчас делает подъем-переворот на ваших глазах. Она тоже, кстати, явный фаворит для того, чтобы второй раз у нее взять интервью. Вот, хорошо ведет, лидирует, уверенно уничтожает наших оппонентов. К сожалению, я не увидел сейчас жесткой борьбы, то есть когда вот все атлетки, знаешь, в один миг просто конкурируют друг с другом. То есть то, о чем я и говорил. То есть если на челночном беге мы еще увидели конкуренцию, то здесь сразу, если какой-то навык отшибает, ты ничего не можешь сделать. Друзья, пишите ваши комментарии. Я вижу, что вы болеете за наших ребят. Вот пишут, Настя красотка забрала комплекс. Ну и действительно она красотка, и действительно она забрала комплекс. Ты знаешь, почему она забрала комплекс? Почему? Выиграла у Евгении Цой, который выиграл 4 задания. И Настя у него победила только что ее. Знаешь почему? Почему? Хотела дать тебе интервью. Точно, все из-за интервью. А я-то думал, да, друзья. Твое интервью сейчас мотивирует наших атлетов не меньше, чем место на пьедестале.
Но на самом деле, я думаю, что они будут выкладывать это потом на своих страницах и говорить, какие они молодцы. Потому что действительно, это их минута славы. Весь Казахстан должен узнать, что есть такие девчонки выносливые, сильные, которые, знаешь, могут и, как-то говорится, и в юрту зайти. И... Смотри, тем временем Дана смогла сделать одно повторение. Дана сделала? Да, смогла она все-таки перевернуться. Здесь задача, надо подтянуться, можно киппингом, можно обратным хватом, строгими, а после этого выполнить подъем-переворот. Такой дворовой, скажем, вид движения. Помнишь, на турнике раньше все это любили делать. Мы еще соревновали, кто не касаясь сделает. Да, и, кстати, есть, я замечу, смотри, Назгуль сейчас тоже как бы уже, то есть она прошла 5 метров и сейчас на подъемах, конечно, стоит, но тем не менее, значит, навык ходьбы прокачан, она может ходить на руках, но вот подъемы, перевороты, конечно, тяжело даются. Друзья, осталась буквально минута для того, чтобы я взял интервью у Богатыревой. Я передаю слово Ануару. Ануар. Біздің қыздар Сергейге сұхбат беруге жарысып жатқанда біз сіздерге естен салайын, бұл интермедиат санаты, бұл жерде өздері тәжірибелі спортшылар, бұл категория әр спортты бастапқы қадамдары баяғыда бастап қойған, жаңа биіктіктерге жетемін деп элитті атлеттердің қатарына қосыламын деп ұмтылған спортшылар. Назгүл болмады, тартылды, бірақ аяғын турниктің жоғары жағына аударып көтере алмады. Соңғы санаулы секундтарымыз қалды. Бұл екінші күннің екінші сынағы. Бұл интермедиат санаты болғандықтан жаттығулардың күрделі болуы ешкімді таңдалдырмайды. Марина Сыдник. Қиын. Шынымды айтсам, қиын жаттығу. Көбісінің қолынан келмеді. 3 секунд. Валерия соңғы секундта күліп, қолынан келмеген енді өкініш болды енді. Каринаны құттықтаймыз. Карина өз лидерлік орнын қатты нығыздап қойды. Осы жарыста топ жаруға бір қадам жақындады. Мен енді түсіндім, неге Валерия тез жүгіріп барып жаңа турникке қол тигізген. Өйткені бұл жерде егер сіз турникке келіп бір ретте айналып шыға алмаған болсаңыз, онда жаңағы сізбен қатар тұрған спортшылардың арасында кім бірінші келіп жеткені сол турнирді кестеде алда болады. Ол да бір тактикалық қозғалыс қой. Дұрыс, Валерия, енді түсіндім сен неге солай жүгіріп барғаныңды. Ал келесі бізде санатта еркектер шығады. Еркектеріміздің 40-тан асқан шеберлер тобы, мастермен. Қазірше кішкене дайындықтау жүруде. Карина сұхбат беруге дайын. Сергей дайын. Екінші рет не сұрайды екен қазір көреміз. Міне Карина алдарыңызда. Мынау қиын жаттығуды жасауда. Нужно убрать диски со станции GHD. Рустам, спасибо. Я беру интервью сейчас у неизвестного атлета, которого мы не знаем. Шучу, мы очень хорошо знаем Карину Богатыреву. Она второй раз сейчас уже побеждает в хите, и, я имею в виду за сегодня. И мощно ведет вообще на всех соревнованиях, то есть лидирует. Очень приятно за вами наблюдать. Я надеюсь, что вы сейчас скажете во второй раз что-то новое. Мы узнаем какую-нибудь, не знаю, деталь из личной жизни. Хорошо. Вы замужем? Замужем? Нет, не замужем еще, но мы в отношениях уже долгое время. Ваш молодой человек сильнее, чем вы? Да, однозначно. Можно узнать имя? Марлен. Марлен. Тот самый тренер, Марлен, о котором я думаю? Да, тот самый Марлен. Марлен, красавчик. Такая женщина. Просто мои аплодисменты за то, что вы радуете наш глаз. Ну и скажите что-нибудь приятное, поблагодарите того, с кем вы тренируетесь. Может быть, есть близкие, кого бы вы хотели, так сказать, отметить. Очень приятно присутствовать на соревнованиях такого масштаба. Это первый раз в Казахстане в таком большой зал. Я рада здесь находиться. Не смейтесь, пожалуйста. Вы меня сбиваете.
Всем удачи и мне тоже. Спасибо. Дорогие друзья, с нами была Карина Богатырева. Я желаю успеха в финальном комплексе. Вы показали просто мастер-класс, в особенности в переворотах и в ходьбе на руках. А мы продолжаем наш праздник жизни. И сейчас у нас выходит категория 40+. Рустам. Мы ждем судейских отзывов, потому что наша задача начать через минуту. Для уважаемых зрителей задача у ребят следующая. Сделать так же 20 скручиваний на DHT, 14 раз нужно преодолеть коробку с шагом обязательно. Дальше ребята делают 10 метров, как будто 2,5 раунда отрезать, таких надо было 4. И у них 6 подъемов переворотов. Время 15:44, мы должны начинать. Атлеты готовы, судьи готовы, включаем обратный отсчет. Стоп. Так, техникалық кедергілер бәрі ретте деп ойлаймыз. Алдымызда бұл жерде Куш Антон, Денис Панков, 9 арасында жұмыс істейді. Қыздарға және де 6 айналып шығу жаттығуын жасау тиіс. Дорогие друзья, мы продолжаем. У нас сейчас выступает категория Мастерс 40+. И на первой позиции сейчас у нас Денис Мищур с 8 очками. А на второй позиции Антон Кущ. Это итоги предыдущего конкурса, предыдущего ивента. Итак, на третьем месте Пономарев. У него 11 очей. То есть от первого места его отделяет 3 очка. На четвертом идет ровненько Виталий Павлов, который 2 раза брал 3-е место, 2 раза 4-е. Ну и дальше уже у нас идет Максим Колупай на 5-м месте, причем стабильненько. Далее Терехов Алексей, Денис Панков, Юрий Аспанов и Ашат Калмуратов. Ашат Калмуратов, он у нас возрастной. И, кстати, он сейчас тренировался, делал подъемы, то есть они у него получаются. Я думаю, что сейчас будет заруба, где все будут делать подъемы-перевороты. То есть мы сейчас увидим красивую зарубу. Я знаю, что все ходят на руках, знаю, что все тренируют ходьбу давно. И также подъемы-перевороты я у всех атлетов видел. Смотрите, сейчас мы видим, как Пономарев заходит первый на подъемы-перевороты, подтягивается и делает 3 подъема-переворота. Но, друзья, скажу так, на свой страх и риск, у них не 3 подъема, а 6. И, соответственно, им приходится тяжелее. То есть у них 10 метров ходьбы на руках и 6 подъемов. Соответственно, делать им придется чуть больше, чем девчонкам. Но, друзья, как я и сказал, это очень интересная заруба, интрига будет сохраняться до конца, потому что вот Пономарев в одном комплексе вчера в 3-м просел очень сильно, но сегодня он реабилитировался и снова... сейчас, смотри, он первый. Да, он сейчас первый, то есть и он не будет сбавлять. Вторым бежит на GHD-тренажер у нас Максим, 3-й Антон Кущ, 4-й Мищур Денис. Естественно, Мищур Денис не хочет просаживаться в этом комплексе. Он сразу ускорился на GHD, чтобы нагнать Кущ Антона. Но Пономарева, конечно, будет тяжело догнать. Мне кажется, Пономарев сейчас свой комплекс почувствовал. Просто это его минута славы. И скорости до конца у него хватит, потому что Пономарев очень сильный атлет. Он не сбавляет темп. Они закрыли 2,5 минуты первый раунд. Получается, если этот темп удерживают, закрывают примерно 3 раунда ровно. И где-то закончат на этих подъемах переворотов. Он сделал первые 6 подъемов переворотов, не разбивая. Тогда как его оппоненты решили задробить, сохранить хват. Но здесь хват особо нигде не работает, поэтому можно не экономить
на нем силы и до талого добивать подъем перевороты. Смотрим, что Александр старается держать темп. Остается ему 3 повторения прыжков через короб. Антон, вчера я когда разговаривал, он говорит, да, вот на беге, блин, говорит, что-то у меня поясница, говорит, заклинила, говорит, я бежал так плохо, говорит, и немного растерял очки. Потом постарался, говорит, на проходке, на других движениях отыграть. Слушай, ну тут обратно. Во-первых, хвалят тебя, что ты красавчик, отлично ведешь трансляцию, то есть ты отлично вписался, мои тебе поздравления. И Спасибо. также пишут, что у Ксумбаева Рустама, мол, засудили, 2 лишних тумбы и 2 отрезка добавили, но я думаю, что судье виднее, друзья. Очень часто бывает, что атлет на пульсе 170-180, во-первых, может не видеть, как его рука там не достала, или, может быть, там не досел где-то. Но если мы сейчас говорим про тумбы, то есть когда он прыгал, может быть, к примеру, там не спустился, а спрыгнул с тумбы. Это надо пересматривать все, смотреть. Вот, то есть где-то его ошибка была, может запнулся где-то, и судья ему добавил. И это, кстати, имеет право делать судья. Как-то сказать, судья всегда прав, друзья, вы должны это запомнить на соревнованиях. Да, я вот заметил, на этих соревнованиях судьи не так строги, и они иногда, там, когда вот в сомнительных моментах закрывают глаза и дают атлетам возможность дальше выполнять движение. Вот, поэтому, когда говорят, что кого-то засудили на этих соревнованиях, я думаю, что там должно быть все-таки серьезно, да, явно какой-то косяк, и просто атлеты сами на эмоциях не всегда осознают, что они не правы. Судья для этого и находится здесь, чтобы... Допустим, может быть, на отрезках по бегу человек одной ногой не заступил за линию, коснулся, то есть не зашел, и все. Да, вот и не увидел это сам, зато судья это заметил, дал ноу-рэп, и все. И атлет уже, когда выбежал, может, сложно ему доказать на моменте. Смотрите, сейчас я правильно понимаю, у нас Максим Колупай делает подъем-перевороты, и он уже идет на GHD сетапы, а там Пономарев. То есть сейчас Максим идет вторым. Да, и это на руку Александру, потому что он увеличит разрыв, точнее, быстрее сократит отрыв. Абсолютно точно. Пономареву первых это мест. очень выгодно. Максим, ты сейчас медвежью услугу делаешь Пономареву. Но Максим делает свою задание, он хочет сам на 5-м выигрывать это месте задание. ему надо двигаться. Да. Он таким образом может подвинуть, например, Виталия Павлова. Мне, знаешь, что восхищает? Что в этой категории мужчины 40 плюс, то есть возрастом старше 40 лет, но обладает таким телосложением, что они могли бы спокойно сниматься в фильме «300 спартанцев» по-казахстански. Как ты думаешь? Я абсолютно с тобой согласен. И причем им не нужен был бы грим, они просто стояли бы вот так, как есть. Да, да. И никакого наложения. Это реально никаких мотивация для других. Ребята, не надо по вечерам сидеть в заведениях, пропивать свои кубики пресса. А Не, лучше я занимайтесь... скажу больше, это не мешает нашим ребятам тоже, знаете, вечером попивать просекко, но тем не менее они успевают еще и в зале заниматься. Но они чаще проводят время в зале, чем... Так это же кайфово, ты же получаешь эмоции и, кстати, гормональный всплеск, который вводит тебя в эйфорию. Сейчас, кстати, ребята приехали на самом деле не на соревнования, а на праздник жизни. Они просто здесь отдыхают таким образом. Активный отдых, друзья. Да, в этой категории ребята уже настолько опытны, знают в каждом движении, каждый шаг, что делать. Вот Виталий Павлов спокойно выполняет GHD, а Александр Пономарев продолжает увеличивать отрыв в этом задании. Да, Пономарев на третьем круге, очень да, хочет уже? с тобой поговорить. Пономарев. Сергей, да, Мне будет приятно, потому что я видел его отборы, то есть я прям посмотрел отборы Пономарева, но я его и давно знаю уже по соревнованиям. Я такой думаю, какой мощный атлет. Причем он, кстати, сильно не выполнял их, он так, знаешь, на расслабоне, просто номинально. Все равно буду выступать, все равно пройду. Да, Поэтому... Денис бежит только на GHD. Он идет, получается, у нас отстает, по-моему, на четвертой позиции. И это для него плохо, потому что на одно очко всего лишь отстает Антон. И Антон сейчас может это одно очко у него отыграть. Я думаю, так и будет. Скорее и всего, они получится у нас сравняются. жаркий финал, потому что они могут примерно по очкам сравняться. Я не удивлюсь, если на финале... И финал будет решать, кто на какой позиции будет на пьедестале. Абсолютно точно. И это все благодаря Максиму, который напутал карты ребятам. Мы изначально говорили, что в этой категории соревнуется Антон с Денисом, но нет. Александр сказал, не списывай меня со счетов, сейчас я свое покажу. Да, И показывает. Александр Пономарев очень сильно ну, 10 секунд удивляет. осталось. Сейчас интересно, сколько повторений он сделал, я не понял. Только что у него был ноу-рэп. Максим продолжает, 3 секунды. Александр Пономарев и непонятно. Ну, все равно он должен быть где-то в лидерах. Максим, красавчик, да, вот он жмет руку Александру. Примерно одинаковое повторение они сделали.
На третьем месте Антон Кущ. И, по-моему, Денис четвертым финиширует в этом задании. Это мы увидим позже в турнирной таблице. Ну, Александр молодец. Да, он до этого просел. У него какая-то проблема была с плечами. И на оверхедах он прям показывал, что у него что-то там заболело или что. И просто он как бы плохо закрыл задание с оверхед приседаниями. А здесь, получается, у нас интрига. Накаляется страсти, и финал здесь будет решать. Придется ребятам в финальном задании выложить еще больше. Нету здесь фаворитов. Вот за какой категорией мы будем пристально наблюдать. Это мы увидим чуть позже. А пока Александр готовится к общению с Сергеем. У нас следующий самая сильная категория в этих соревнованиях, категория интермедиат. Хотя нет, по мне интермедиат и 45-40+, это примерно одинаковые категории. Мужчины и там просто бомбические, мощные, сильные, с таким красивым прорисованными мышцами и функциональным телом. Итак, Александр вроде бы готов, Сергей тоже. Передаем слово. Дорогие друзья, сейчас перед вами лидер нашего комплекса Пономарев, и он очень скромный, не любит много говорить. Давайте я сам за него скажу. Дело в том, что он хорошо себя проявил на первых комплексах в первый день, и вот на третьем комплексе немножко подзастрял. И я, кстати, думал, что основная заруба сегодня у нас будет между Мищуром и Кущ, но Пономарев сегодня просто радует меня тем, что он снова вырывается вперед. И Максим Колупай, кстати, в этом тебе помог, потому что он хорошо зашел за тобой, отдаляя претендентов на первое место. Поэтому финал будет жаркий, друзья. И вот один вопрос. Нравится? Да, вообще супер организация, отлично. Спасибо большое. Все, это все интервью, окей. Хорошо, отпускаем его. С нами был легенда Пономарев. Друзья, я, между прочим, смотрел его отборы и знаю, что он на отборах особо-то и не выкладывался, поэтому я как бы и не делал ставки на него. Но сейчас я думаю, что в финале будет заруба, топ-3, кто победит. Спасибо, Максим Колупай. Друзья, кстати, сейчас у нас президент федерации здесь тоже на соревнованиях. Давайте ему поаплодируем. Это все благодаря ему, этот праздник жизни. И слово передаю Рустаму. Спасибо, Сергей. Александр рахмет. Петропавл қаласынан кроссфит арена залынан Антон Кущ екеуі дос бұрыннан, сол залдың иегері, сол жерде өз семьясымен жаттығу жасайды. Менің есімде 2018 жылы Endurance Cup жарысында Антон Кущ, әйелінің атын ұмытып қалыппын, және де Пономарев Александр бір топта, екеуі бір командада өнер көрсеткен. Ал алдымызда сіздерге қазір интермедиат ересектер санаты шығады. Бұл жерде бірінші Толқын, екінші жолда Мағжан Балшабеков, үшінші жолға Алмас Нагметжанов, 4 Мұратхан Кожагулов, 5 Нұрсұлтан Жахан, 6 Асылмұрат Амангелдин, 7 Аяз Хасенов, 8 Михаил Шиндин, 9 Ержан Жексебаев шығады. Міне спортшыларымыз қазір дайындалуда, төрешілер түсіндіруде. Қандай сынақ? Сынақ тура сондай, 8 минут жұмыс, 20 GHD, 14 қораптан секіру, 10 метр қолмен жүру, 6 тартылып айналу. 3 секунд, старт кеттік, ал бастадық. Бұл жерде енді 8 минутта тоқтамай тездетіп істеуге тиіс. Атлеттеріміз жаңа көрдік, алдындағы толқында Пономарев Александр 3 раундты толықтай жапты. Жоқ, жапқан жоқ, жабуға жақын болған. Көреміз, осы санатта жігіттер жабала екен ме. Бұл бірінші толқыны, алдымызда зағда екінші толқын, ол жерде осы санаттың қосбасшылары солда. Бірақ міне Мағжан да тез орындауда. Оның ар жағында Алмас Нумеджанов та үлкен жылдамдықпен жиі жаттығуын орындауда. Ержан алдарыңызда.
төрешінің әр санауын құлағын түзуде. Міне Аяз 4 баланың әкесі. Қараңыздаршы қалай оңайды секіріп қораптан секіріп түсіп жасауда. Нұрсұлтан Жақан кішкене ауырлау секіріп жатқан сияқты, бірақ мүмкін өзінің сондай тактикасы шығар. Бірінші болып екі спортшы Аяз бен қасында Асылмұрат Амангелдин қол жүруді 10 метрін, қол жүру емес, қол жүгіру болды ғой. Мына екеуі де жүгіріп түсіп, турникке қарай жүгіріп бара жатыр. Міне қараңыздаршы қалай. Не деген бәсекенің қайнауы. Ешкімге алдыға жіберіп қойғысы келмейді. Міне тартылды Аяз, айналды оп-оңай. Гимнастикалық дағдыларына жақсы дайындалған көрініп тұр. Асылмұрат көрінбейді, бірақ Асылмұрат да оңай орындауда. Дорогие друзья, сейчас у нас самая сильная категория. Это категория интермедиа. И ребята выполняют такой же комплекс, как и мастерс. То есть их задача 20 раз сделать GHD, 20 раз прыгнуть через... 15 прыжков через тумбу. Нет, да, правильно, 14 прыжков через тумбу, прошу прощения, 10 метров ходьбы на руках и 6 подъемов переворотов через подтягивание. Мы видим, как на турнике ребята вращаются, и это у нас, если не ошибаюсь, Алмаз и Муратхан вдвоем практически синхронно делают подъемы перевороты. Тем временем у нас есть явные лидеры, это Асылмурат и Аяз Хасенов. Они уже на GHD второй круг выполняют, а на третьем пока идет Михаил Шиндин. Очень, кстати, интересно посмотреть на него в этом комплексе. Насколько я знаю, они с Максимом Колупаем часто отрабатывают GHD-сетапы, и они же в одной команде, и это видно. То есть получается, что если Михаил сейчас покажет, ну скажем, третий результат на комплексе, это будет, ну, неплохо. Друзья, сейчас мы видим, что Асылмурат выходит уже на тумбу, а также вместе с ним Аяз Хасенов. Это два лидера, которые явно не хотят уступать друг другу первое место в своем хите. Это категория Б, друзья. То есть у нас будет еще категория А атлетов. Это самые, кто практически подобрался по своим очкам и имеет право в финале быть в лидерах. Сейчас у нас основная заруба идет между двумя. Но первым Асылмурат Амангельдин проходит пятерку, 5 метров. И вот сейчас он доходит, по-моему, десятку и идет на турники. Да, судья его приглашает на турники, и его задача сделать 6 подъемов переворотов через подтягивание. Он подтянулся, делает первый подъем, очень красиво. Смотри, как атлетично сложен у нас Асылмурат. Он просто берет, делает второй. То есть не дробит, сразу отдыхает в верхней позиции, вверху, заходит на третий. Как будто он к этому комплексу готовился всю жизнь. Просто, скромно, без лишних каких-то криков, охов, ахов. Я видел его раньше на соревнованиях. У него очень хорошая гимнастика, то есть гимнастические движения он выполняет по красоте, четко. Ну, Аяз тоже, смотри, красиво выполняет. Причем, смотри, четко подтянулся, перевернулся, не торопится, не суетится. Интересно, смогут ли они сделать 6 повторений во втором раунде Unbroken? Да, друзья, смотрите, Асылмурат уже закончил, а Аяз Хасенов, ему осталось буквально пару раз. Третьим идет Михаил, а четвертым сейчас, если я не ошибаюсь, подходит у нас Алмаз Нигметханов, тоже делает подъемы перевороты. То есть нельзя его со счетов списывать, то есть, возможно, сейчас он активизируется и обойдет, к примеру, Михаила Шиндина. Но я бы на Михаила Шиндина, как сказать, сделал ставку, что он займет третью позицию уверенно. Или же даже будет бороться за второе, потому что он сейчас подбегает к GHD сетапам на втором месте. То есть он только что обошел Аяза Хасенова. Так что будем следить за тем, что происходит у нас на площадке. Было бы классно сейчас вывести не только топа, но и номер 2. То есть Асылмурата показать, какой он красивый и как ему тяжело сейчас на GHD сетапах. Вот сейчас классно, что всех троих было видно. Каждый из них работает в своем темпе, поглядывает на своих соперников и старается их обойти по количеству повторений. Итак, друзья, сейчас
у нас на турниках Муратхан Кожагулов. Его показывают, и он демонстрировал только что подъем и переворот. Сейчас рядом с ним появился, если не ошибаюсь, Алмаз Нигметханов. Они оба, в принципе, на турниках работают. А что у нас происходит сейчас? Сейчас Михаил прыгает через тумбу. Также через тумбу прыгает Асылмурат. Кто это у нас сейчас на крайней позиции? Отдыхает, ничего не делает. Это у нас Ержан Жексимбаев. У него проблемы с ходьбой на руках. Видимо, навык не совсем у него закреплен, потому что на высоком пульсе выполнять гимнастические навыки очень тяжело. Мы знаем это на примере многих атлетов, которые на свежего могут делать все, что угодно, а вот на высоком пульсе все разваливается, даже ходить становится тяжело. Так, Михаил Шиндин. Михаил Шиндин ходит на руках, идет прям за Асылмуратом. Ну, Асылмурат, конечно, уверенно идет впереди. Он уже вышел на выходы, точнее, на подъем-перевороты. Хотел сказать, выходы силы. Итак, ну это сродни мне, между прочим, ничуть не легче выполнять подъем-переворот. Да, здесь из-за того, что стандарт чуть-чуть поменяли, что сначала надо подтянуться, показать фиксацию выше подбородка, а потом уже подъем-переворот, усложняет само движение. Смотрите, Михаил подходит к турнику вторым, чтобы закрыть третий круг, но Аяз Хасенов, его, я так понимаю, судья тоже подначивает и говорит: давай, не сдавай, у тебя есть все шансы быть на этом комплексе как минимум вторым, нельзя уступать место. Михаил Шиндин это тоже понимает. Сейчас показывают первые два лидирующих места. Опа, смотри, у нас Асылмурат получил ноурэп, не смог выйти. Это уже... Осталось 20 секунд, тут уже, знаешь, да. интересно. Не, это роль сыграет, потому что в предыдущем хите ребята также остановились примерно в этом же месте. А вдруг я сейчас у Шиндина пойду? Нет, да, Шиндин я ушел! сейчас у Шиндина пойду брать интервью. Шиндин вырывается вперед. Михаил, красавчик, на последних секундах успевает сделать GHD. Да, вырывает просто-напросто победу у Асылмурата и у Аяза. Хотя так начинали вдвоем ребята, так быстро, так мощно начинали, а Михаил спокойно плелся сзади, контролировал ребят, далеко не отпускал, и на последних секундах просто сказал: ребята, до свидания, победа за мной. Интервью Сергею, своему старому другу, я дам сам. Михаил красавчик, просто вот он, пожарник, тренер, муж. Аязу, кажется, плохо, что-то случилось с его рукой, надеюсь, никаких травм нет, просто Всем привет, дорогие друзья. Давайте я представлю Михаила Шиндина. Друзья, поддержите его. Михаил Шиндин очень сильно удивил. Но я, честно говоря, видел, как выступал до тебя практически Максим Колупай. И я знаю, что вы в одной команде, и вы оба отрабатывали GHD-сетапы не раз. Михаил Шиндин очень давно пришел в кроссфит. И, между прочим, когда мы с ним учились в одном университете, на одном курсе, он уже ходил на руках тогда без проблем, а я еще не умел. Поэтому как бы этот навык отработан. Расскажи, пожалуйста, о себе, может быть, похвалишь себя, кого-то из твоих сторонников, твоей команды, или, может быть, привет передашь своей жене? Да, привет передаю семье. Супруга где-то здесь с сыном.
Здесь, вот они, вот здесь. Всем спасибо за поддержку. Тренируемся по возможности, как время есть. А так работаем, пашем. Сергею спасибо, он привел меня в кроссфит. Вместе начинали с одного зала, Old School. Так что он дал мне. Всем спасибо, работаем дальше. Главное, без травм. Благодарю. С нами был Михаил Шиндин. Сіздер функционалды көпсайыстан Қазақстан Республикасының біріншілігін тамашалап отырсыздар. Алдарыңызда ең мықты жігіттер өз өнерін көрсетуге дайын. Интермедиат санатты екінші толқын, алдында ғана жаңа бірінші толқында Максим Шиндин өз қарсыластарынан бірінші болып аяқтады. Қазір екінші толқын сол санатта бірінші жолда Рашид Бижангалиев, 2 Аблайхан Казенов, 3 Вячеслав Субботин, 4 Аскар Асенов, 5 Болат Нурабаев, 6 Эрик Біржанов, 7 Ермек Жанахметов, 8 Дархан Исенгалиев, 9 Саид Темиров қазір жолға шығады. Спортшыларымыз қазір дайындық жүргізуде. Мен қазір қорытынды кестені ашып, ұпайларын қарап сіздерге айтып берейін. Бірінші орында Болат Нурабаев келе жатыр. Қазір 9 ұпаймен. Екінші орында Аскар Асенов 13 ұпай. Ерік Біржанов 15 ұпай. Үшінші орында Вячеслав Субботин 18 ұпай. Және 5-ті Ермек Жанахметов 23 ұпаймен үздік 5-ті жауып келеді. Ал біздің жарысымыз жалғасуда. Бір секундтар кетті. 10-20 GHD жаттығуын жасауға спортшыларымыз орындауда. Міне Рашид Бижангалиев ақырын бүгін демалыспен істеп жатыр. Саид Темиров қазір. Дорогие друзья, у Ермека Жанахметова сегодня день рождения. Представляете, это насколько нужно, так сказать, экономить, чтобы за место того, чтобы погулять, выбрать соревнования. Да шучу я, друзья, это шутка. А может быть, деле, он просто договорился с федерацией? Насколько он молодец, что он не забил ради своего дня рождения, он не забил на соревнования. То есть это не повод, так сказать, уходить от своего «я». Он хочет здесь находиться, он должен здесь находиться. И мои ему поздравления. Ермек Жанахметов, с днем рождения тебя, дорогой друг. Блин, я уже, кстати, 2-й или 3-й раз поздравляю кого-нибудь с днем рождения. Я просто что маму поздравил сегодня Ермека. Друзья, это самый сильный хит. Я так понимаю, Ануар уже всех огласил. И у нас основная будет заруба, конечно же, я так думаю, Эрик, Булат, Субботин, да, в принципе, вся десятка, да. Же, да. Нет, тут, все девятка, все тут, мощные. Видишь, навык такой, где можно встать, застрять. То, что мы видели, были свидетели, как Асылмурат и Аяз прытко начали, шли вроде бы до конца, но на последних секундах буквально Михаил просто-напросто обошел их. Да, кстати, это было, то есть, понимаешь, он шел 3-м, потом раз стал 2-м, а потом просто на последних турниках, потому что... Нет, причем он был 2-м, потом Аяз его все-таки обошел на ходьбе. И это ему не помешало на подъем переворотов просто обойти. Он сам не ожидал, он стоит такой и поверить просто не может. Ребята взяли высокий темп, и они забились, и пресс забился, и в этот момент они просто развалился у них подъем перевороты, а это Шиндину никак не помешало. Друзья, вот сейчас у нас выступает категория интермедиа, это самый сильный хит сейчас, и по очкам у нас на первом месте Булат Нурабаев, у него 9 очков, на втором месте Аскар Исенов, у него 13 очков, на третьем месте Эрик Біржанов,
15 на 4-м, Вячеслав Субботин 18 и Ермек Жанахметов, наш именинник, сейчас находится на позиции номер 5. Я надеюсь, что он как минимум сохранит, а то и улучшит свои результаты, как бы сделает себе подарок на день рождения. Кстати, я сказал об этом Булату, сказал об этом Эрику, они сказали, может быть, подарим ему комплекс? Я говорю, нет, достаточно будет просто словесных поздравлений. Ну, сейчас победитель этого хита может подарить ему интервью с тобой. Абсолютно, это отличный подарок. Да. И, потому кстати, что я знаю, что судьи ему про рэпы не подарят. У нас очень справедливые, четкие судьи. И они будут судить, несмотря на день рождения, по всем строгим правилам. Сейчас что мы видим, кстати, да, что Була подзавис на подъемах-переворотах. Опа! Да, это добавляет интриги. Он об этом и говорил, то есть, что у него есть проблема с подъемом-переворотами, но он сделал 6 и идет на это GHD. только первый раунд, надо делать внимание, и в следующем раунде ему будет еще сложнее. Ему будет еще сложнее точно, потому что сейчас на второй раунд, на второй круг, это у нас получается Ермек даже Нахметов пришел на второй круг. Это же он сейчас вращается. Он второй круг делает, да? Получается, он не хочет, чтобы ему дарили, он хочет сам заслужить. Он хочет сам достойно, да, и у него есть все шансы. А также, вот смотри, стоя, да? на первом Рашид тоже делает подъем-перевороты, и, если я не ошибаюсь, Субботин. Вячеслав тоже на второй круг зашел. То есть Була сейчас выполняет вторые Смотри, Оскар подходит, Аблайхан, и Оскару на руку, что Эрик и Булат от него отстают. И у него есть возможность сейчас оторваться больше, сделать отрыв от Абсолютно Эрика. Точно, мы помним. И на первое место сократить отрыв от Булы. Помним предыдущий комплекс, просто там у всех хват умер как минимум. И сейчас, конечно, очень тяжело делать подъем-перевороты. Я думаю, что это надо все силы прикладывать. Спина забита, пресс забит, ноги забиты. По-моему, отказало уже все к концу. А еще, кстати, есть финальный комплекс, друзья. То есть после этого состязания у нас будет еще финальный комплекс. А вот сейчас ради интереса давайте вот посмотрим, что у нас на данном этапе в категории, к примеру, Мастерс Вумен. Помнишь, там, получается, Цой Евгения просела в комплексе. А там, кажется, еще результаты не выложили, еще не обновили. Да, еще нет результатов. Да, мы попозже глянем, когда будут они выходить, еще время будет. Было бы, конечно, интересно сейчас. А вот категория 40+, уже обновили. И там интрига есть. Друзья, категория 40+, то, о чем мы говорили, смотрите. Александр Пономарев, 12 очков, первое место, лидирует в таблице. С ним же первое место делит Кущ Антон, у него тоже 12 очков. А вот у Дениса Мичура 16 очков, ему будет очень сложно. Итак, мы возвращаемся сейчас к нашим интермедиастам, друзья. Да, они... и у Оскара видим проблемы. Блин, это я вижу второй раз на соревнованиях в Ташкенте. До этого были такие же соревнования, там было, по-моему, во второй день надо было делать в конце то ли 10 подъем, то ли 15 подъем переворотов без подтягивания. И он тогда подошел вторым на турник, начал делать подъем перевороты, и в один момент у него руки то ли отказали, и он не смог делать. Сейчас такие же проблемы, опять история повторяется. Оскар, давай, исправляй ошибки, ничего. Сейчас нельзя упускать эту возможность. Он все еще впереди Булата и Эрика, он бежит на GHD. И да, он все-таки сохранит, скорее всего, свое преимущество в этом задании, сократить отставание от лидеров. Но в этом, кстати, хите, именно мы говорим сейчас про онлайн-трансляцию, больше всего поддерживают Рашида. Это Рашид Алга, топи родной. Да, Рашид, я тоже его поддерживаю. Но мы знаем, Рашид выступает на Чили, выступает здесь так, чтобы ребятам составить конкуренцию, ориентиру показать. Ну, смотри, какой он красивый, атлет, да, сложенный. а он, кстати, на втором месте идет, да? Да. Молодец, хорош. Ему бы на самом деле в модели куда-нибудь идти. Он очень классно сложенный, очень симпатичный, красивый парень. Да. Сколько ему лет? Ты говорил, что 29 лет 29. ему, К 30-ке подобрался. Отлично выглядит. Отличная форма. Так, сейчас... Минута. Еще минута остается. Тут лидирует пока у нас Ермек, Рашид. Вот интересно, сможет ли... Нет. Остается все-таки Оскар сократил свое отставание от основных лидеров, от основных своих конкурентов. У него своя борьба идет за место в пьедестале, за первое, второе. Рашид здесь хочет зафиксировать свое имя на первом месте. Ай-яй-яй.
Не торопись, Рашид, спокойно выполняем. И у Рашида, и у Ермека проблемы с подъемом переворотами. Неизвестно, у кого сколько повторений. У Ермека осталось 2 повторения. Рашида всей толпой поддерживают. Ермек, не получается. Рашид есть, делает 1 повтор, но я не знаю, засчитают этот повтор или нет. Жмут ему руки. Хорош, хорош. Здесь Була сильно просел, наш лидер. Получается, финальный комплекс будет решать судьбу золотых, серебряных медалей. Ермек, с днем рождения. Всех тебе благ. Красавчик, хорошо выступил. Рашид молодец. Рашид все-таки в одном комплексе хотя бы показал, что может он выступать хорошо. Если бы хорошо подготовился бы и вовремя восстановился бы перед соревнованиями, мог бы здесь сейчас бороться за пьедестал, за первенство. Но имеем то, что имеем. Делаем выводы. На следующих соревнованиях, я уверен, он будет готов и подготовится более серьезно. И там уже будет бороться за 1-е место. А пока Сергей готовится взять интервью. И, кажется, интервью будет давать Рашид. Да, Рашид будет давать интервью. Значит, он выиграл этот комплекс. Красавчик, да. Все-таки 1 комплекс он забрал. Достойно. Сейчас он скажет свое слово. Мы начинаем наше интервью, и сегодня, Рашид, это же первый комплекс за все соревнования, которые ты просто вырвал, выхватил своей уверенной силой, победой. В целом, это мои первые соревнования. Представляете, это первые соревнования, и он в категории интермедиа просто вырывает победу. Мои тебе аплодисменты. Есть кому ты хочешь сказать спасибо? Спасибо тренерам. Анвар, кстати, он ваш коллега сегодня, комментатор на казахском языке. Братьям он за поддержку. Все с одного зола ребята. Выступают тоже. Кстати, вы знаете, что у Рашида самая лучшая онлайн-поддержка. Именно в онлайн-трансляции все пишут «Алга Рашид», в общем, все за него переживают. Мои поздравления тебе еще раз. А мы, друзья, уходим на паузу и готовимся к финалу. Да, все верно, у нас небольшая пауза, буквально 10 минут. Ай, Рашид, маған жолдаған сәлемің менің жүрегіме барды. Рахмет, рахмет. Саған да алдыға тағы да енді финалда да өз күшіңді көрсетіп, 1-ші орынға қол жеткізеді деп ойлаймын. Берілме. Сенемін сен әлі күшті көрсетесің.
Так, у нас идет подготовка к финальному комплексу. Волонтеры выставляют штанги, судьи проводят свой брифинг, атлеты разминаются. В разминочной зоне у нас, по-моему, первый будут выступать девчонки-любители. Их задание я объясню чуть позже. Пока зону надо будет подготовить. Напомню о нашем генеральном спонсоре. Сеть лабораторий Олимп. Главный спонсор за здоровье нации, за здоровье наших атлетов. Также наш партнер Wood Friends. Экипировка для кроссфита. Мы уже были свидетелями сегодня экипировок в виде накладок. Так, Сергей. Да, мы в эфире. Сейчас у нас пока идут подготовительные работы. Ну что, у нас подготовительные работы идут к финальному комплексу. Сейчас вы видите, как готовят помосты со штангами. Я так понимаю, что их будут ставить в шахматном порядке. Друзья, основная вся будет заруба проходить перед вами. То есть вы сейчас видите общую площадку. То есть мы уже не будем смотреть так далеко на GHD и прыжки на тумбу. Будет только бег. Будет один круг бега, 200 метров. А потом будет короткий комплекс, 6-минутный АФАП. То есть вам не будет скучно. То есть финал весь заточен на просто взрывную силу. Ваша задача 6 минут продержаться и закрыть первым комплекс. Все, то есть либо закрыть, либо 6 минут отпахать, сколько успел. Итак, я сейчас, думаю, удалюсь немного, Ануар, для того, чтобы забрать бумаги с результатами, чтобы мы могли уже посмотреть, кто в каком хите каким выходит. А ты можешь пока поделиться с ребятами в сети чем угодно. Вот мастер, кто-то нахваливает там, респект Алха, говорит, классно же. Да, радует, что наши телезрители болеют за наших атлетов. Да, ваша поддержка им, конечно, необходима. Вот. Біздің жанкүйерлеріміздің қолдауын қолдау үшін сіздер біздің YouTube арнасына кіріп өздеріңіздің комментарийлеріңізді жазсаңыздар болады. Алдымызда қазір финал. Финалда бірінші бізде қыздарда әуесқой санаты Scaled Women шығады. Ол жерде бізде 2 толқын болады. 4 минут уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде 14 жұлқа көтеру. Еркектерге 35 келі, қыздарға 25 келі салмақты зілтемір болады. Онан кейін 12 бёрпи штанга арқылы 10 метр қадамдап шығымдап жүру, қолында 45 келі салмақты қопты ұстау, және де аяғында 8 бёрпи қап арқылы. Қаптарды көріп тұрсыздар, алдыңызда жатыр, мына қап-қара. Олардың салмақтары қыздарға 35 келі болады, ұлдарға 45. Бұл әуесқой санатында. Өйткені интермедиат санатымен мастерлерде оларда кішкене басқашалау сынақтары. Бұл жерде таза қуат сынағы, кім тез, жылдам, және де жарылыс күші мықты, сол осында жеңімпаз болады деп ойлаймыз. Ал біздің скейл санатында бірінші орында кім болатыны әлі де белгісіз. Өйткені алдыңғы көрдіңіздер өздеріңіз Вероника Махмудова санақты ұтып, және қазір қарап жүрейік, қорытынды кестеде қазір қандай өзгеріс болып жатыр екен, сіздерге айта берейін. Лаура Құрманова бірінші орында әлі келе жатыр екен. Вероника Махметова 2 ұпай артта қалып екінші орында келе жатыр. Және үздік үшті Асем Таржанова 32 ұпаймен жабуда. Бұл жерде адам саны көп болғандықтан, менің ойымша әлі бар қарсыластарында мүмкіндік. Кім туарға аяқ басатынын әлі білмейміз. Финал өте қызық, қысқа. Және де бұл жерде енді қате жүру деген қымбатқа түсуі мүмкін. Сондықтан біздің спортшыларға сақ болған тиіс, төрешілер де мұқият қарап, қателіксіз жұмыс істеуіне де біз сенеміз. Аны қазір алаңда кішкене өзгерістер болуда. Менің ойымша қалған 2 минутта бәрін даярлайды. Ал интермедиат пен мастерлер санатының
тапсырмалары кішкене басқалау, оларда 6 минуттан, оны кейінірек айтамын. Міне біздің әдемі қыздарымыз шығуға дайын. Дана Есмұханова бірінші болып дайын тұр. Енді айта берейін, Дана Есмұханова екінші жолға шығады. 3 Юлия Хадсон, 4 Жұлдыз Қауышева, 5 Әсел Кабидолина, 6 Карина Козлова, 7 Анастасия Хон, 8 Марина Бублик, 9 Айгерім Айтымбетовна. Бұл жерде енді қозғалыстардың шарты бойынша жаңағы жолға көтерудің шартын бәріңіз білесіздер. Зілтемірдің 2 құймаған жерге тигізіп, және де оны бастың жоғар жағына бір қозғалыспен тіктей көтеру. Екінші бөрпе. Бөрпе деген ол осы кроссфиттің ең адамдардың жеп көретін жаттығуы. Ол жерде сіздер жерге жатып, кеудеңізді тигізіп, тұрып, жаңағы зілтемір арқылы секіріп түсу керек боласыздар. 12 рет. Одан кейін қадамдап шығулар дейді. Ол енді қазір көресіздер 10 метрлік жүру тиіс қораппен. Қай жерде жүретін бірақ белгісіз, мүмкін орында тұрып істемекен. Содан кейін ең соңында қайтадан бөрпе, бірақ бөрпеді қап үстінен секіріп жасайды. Дорогие друзья, как и представил вам Ануар наших девчонок, это любители, и сейчас у нас начинается первый хит, буквально через несколько минут. И это финальный комплекс, они очень короткие. Если, скажем, у любителей комплекс продлится всего 4 минуты, то комплекс, который будет у профессионалов, будет длиться 6. И вся разница в том, что у любителей не будет бега, а у профессионалов будет 200 метров бег до того, как выполнить комплекс АФАП. Что значит АФАП? Мощность. То есть задача как можно быстрее выполнить комплекс. Задача не все 4 минуты работать, а задача закрыть за 4 минуты 14 рывков для девчонок с весом 25 килограмм. Затем сделать 12 фронтальных бёрпи через штангу. Далее 10 метров выпады с мешком 35 килограмм. И 8 фронтальных бёрпи через мешок. То есть задача, по сути, если мы сложим все с вами упражнения, получится буквально 44 повтора. То есть вот такой быстрый комплекс. Задача 44 раза напрячься, и все на этом. И считает... Я думаю, что тут вопрос даже, знаешь, будет стоять вопрос 2,5 минут, не больше. То есть очень взрывной. До 3 минут они даже будут заканчивать его. Очень быстрые, в принципе, упражнения. То есть рывок можно 14 раз закончить, ну, порядка 20 секунд, 25. И, ну, смотря, конечно, у кого сколько силы. Затем 12 фронтальных бёрпи. Возьмем 3 секунды на бёрпи. 3 секунды на бёрпи, это получается у нас 36 секунд. Выпады с мешком, 10 выпадов, это тоже, в принципе, порядка 20 секунд. И остается 8 фронтальных бёрпи через мешок, но тоже порядка 24 секунд. То есть, по сути, из 3 минут как минимум можно выйти, но в порядка 2,5 минут. Да, тут сложно гадать, комплекс очень короткий, взрывной. И как сейчас выполнять будут девчонки, мы сейчас посмотрим. Я, кажется, знаю, кто на этом комплексе может показать хороший результат. Знаешь, кто? Я думаю, что на этом комплексе может Арина показать хороший результат, Точно, потому что у нее и штанга есть, и рычаг, кстати, как раз-таки, ну, короткий, то есть она невысокого роста, и все упражнения, включая бёрпи, это ее, то есть она на взрыв может хорошо выйти. И самое немаловажное, взрывной старт у нее. Да, то есть она эти 2 минуты продержится, и то же самое, кстати, можно взять в оборот Бойко. То есть Бойко тоже очень взрывной, очень быстро устает, но вот на таких... Он же, кстати, на своем... Помнишь, спринт был в мае, соревнования были, и он там на спринте тоже выдал практически. 20 раз надо было поднять гантелью над головой. 20 да, помню. Да, и просто пулей пролетел. Так что сейчас мы встречаем, друзья, первый хит Scaled Woman. И на площадку выходит 8 человек. Дана Есмұханова, Юлия Хадсон, Жұлдыз Қауышева, Асель Кабиболдина, которая, кстати, победила в своем хите в предыдущем, Карина Козлова, Анастасия Хон, Марина Бублик и Айгерим Айтимбетова. Друзья,
бұл финалда қате жібермеуге тырысу керек. Біздің спортшыларымыз дайын, қыздар міне денін басып, бірінші болып Дана Исмұханова отыр, жанкүйерлеріміз де дайын. Қазір бұл финалда өте қысқа тапсырма болғандықтан қате жіберіп қоймаса болды. Мұқият орындап, өз қайталауларын тез орындап, тез жабуға тырысу керек. Бәрін санаған кезде 44. Желание у атлетов побеждать. Соответственно, коллеги, я еще раз напоминаю, мы находимся на чемпионате Казахстана по функциональному многоборью 2025. Мы радуем вас, радуемся победам наших атлетов. И сейчас нас ждет финал. Көріп тұрсыздар, біздің танымал жүргізушіміз Рустамның да дауысы да кішкене шаршай қалған екен. 2 күн тоқтамай таңнан кешке дейін осы функционалдық көпсайысты жүргізіп жатыр. Рустамға қол шапалақтап қояйық, қолдамдарыңызды беріңіздер. Чемпионат Республика Казахстан по функциональному многоборью, категория скейл, девушки готовятся выйти на финал. Финал взрывной, короткий. И здесь мы сейчас будем определять победителей в каждой категории. Волнительный момент, самый яркий момент этих соревнований ждут нас в ближайшие полчаса, мне кажется. Потом мы будем награждать наших победителей, будет официальная часть закрытия. Обязательно предоставим слово президенту федерации и обязательно нашим спонсорам. А пока ждем, когда дадут обратный отчет, запустят таймеры. И... Все, поехали. Второй по 9. Можно первый? Тогда дайте второй. Второго по 9. Второй можно? Все, вот вы увидели, как у нас судьи работают, у них все четко выставлено под контролем Валентина Лукановского. Он все это дело сам контролирует, всех наставляет. Судьи готовы, атлеты готовы уже давно. Я представляю, что творится у них в сердцах, в голове. Там все горит, все переживание затмевает, ноги ватные. Но все это до старта гонга. После этого все, голова очищается, и атлеты начинают уже думать только о том, как выполнять свои повторения. Она быстрее прошла на руках. Все, у нас были какие-то, оказывается, спорные моменты там с результатами. Ну, вроде все разрешили, все нормально. Переходим к самому заданию. Да, дорогие друзья, для тех, кто онлайн-трансляцию смотрит, тут возникают спорные вопросы, говорят, что там кого-то засудили и так далее. Но, чтобы вы понимали, когда подходят к судьям и вот к старшему судье Лукановскому, вопрос просто решается. Сейчас идет видеофиксация абсолютно каждого атлета, то есть есть... До линии начинаем. За линию доходит до последнего. И обратно идем. Там последний. Можно. Все начинать смотреть. Вот, вы начинаете. Да. Вот и пошла. Друзья, я продолжу свою мысль. То есть, когда происходят какие-то спорные моменты, естественно, атлет не может во время комплекса подойти там, к судье, к старшему и сказать, что что-то не так или подать апелляцию. Это все делается спокойно, за кадром, и с каждым спорным моментом здесь отлично борются, то есть справляются со всеми спорными вопросами, но это принимается все за кадром. И поэтому есть у нас такие замечательные... главные судьи, как Роман и Валентин, и они решают этот вопрос очень быстро. Ну и как же обойтись без того, что произошла какая-то небольшая заминка, то есть мы на пару минут, так сказать, задержали старт. Но это, кстати, единственная заминка, наверное, за 2 дня, то есть в целом мы по таймингу идем очень хорошо. Я думаю, что мы даже сейчас тайминг из-за того, что АФАП, мы тайминг будем немножко опережать, потому что ребята будут заканчивать быстрее, возможно, комплекс. Да, у нас будет время, если какие-то ошибки возникать, исправлять. Организаторы в этом плане реагируют четко. С судейством вопрос, если честно, у меня до этого особо так не вызывало. Ну, не забываем, что у атлетов всегда зашкаливают эмоции. А у нас финал. Финал
очень короткий, взрывной и быстрый. Марина Бублик выполняет рывки. Дана Исмаханова испытывает сложности с рывками. Да, она явный новичок. Я помню, что она относительно недавно в кроссфите. И остается одно повторение, а оппоненты уже делают бёрпи. Карину видим. Да, бёрпи, видимо, обязательно прыжок с двух ног. Есть еще такой стандарт, как прыгать боком козленком. Правильно понимаю, но сейчас, по-моему, Асель Кабиболдина вырывается вперед на одно бёрпи, опережает своих оппоненток. Это прям видно. Но смотри, кстати, Дана тоже уже пошла на бёрпи. Здесь, кстати, вот это комплекс, на котором нужно, друзья, продержаться. То есть здесь никак нельзя задышать. Даже если тебе не хватает кислорода, ты должен просто работать и все. Вот на тех вот внутренних здесь, ресурсах. кажется, нам нужен общий план, чтобы видеть, кто где идет. Здесь как раз таки видно на каждом повторении. Асель Да, было бы Кабиболдина идет хорошо. на выпадах. Да, она лидирует. Но вот не видно остальных, пока мы на нее смотрим. Доходит она выпадами в один отрезок, возвращается уже. Пока еще никто не приступил к выпадам. Асель Кабиболдина лидирует. Карина начинает. Козлова за ней идет, да? И То есть остается ей 8 бёрпи лицом к мешку. то, о чем я говорил. Смотри, минута 50. Минута 50, а она уже делает оставшиеся 8 повторений. Да, То есть это остается очень ей быстрый 6 комплекс. повторений. Добавляет она темп. Да, тяжело после выпадов здесь, после рывков поясница. Давай посмотрим, какой все-таки рекорд будет сейчас, и сравним его с, потом с рекордами во втором и в третьем хите. И сравним их результатами парней, да, тоже? И с результатами парней? Ну, давай, кстати, да. Потому Да. что у парней будет вес потяжелее, им будет не менее сложно в данном комплексе. То есть сложнее штангу поднимать, соответственно, работа будет тяжелее. Итак, у нас последний... Дана Исмуханова идет на выпады. Марина Всё. Бублик Друзья, закончила. Надо всё, коснуться. добежала. Нет, надо, да, когда вы закончили 2:30, бёрпи, обязательно по-моему. надо добежать до коробки, коснуться рукой, и только тогда фиксируется время. Это, кстати, очень хорошо, чтобы видеть, кто первым добежал. Если что, сделать фото-финиш. Отлично, отличное решение. Поздравляем Асель Кабиболдину, победительницу данного хита. Показывает она сердечку. Я думаю, она это своему мужу и детям. Какое хорошее настроение. Вот он праздник. Праздник. Кроссфит, Она к нам праздник приехала спорта. издалека, она приехала все из Каменногорска. И, О. то есть не близкий путь, и молодец, хорошо выступила. Также сейчас закончила Карина Козлова, только что закончила, то есть она из 3 минут не выбралась. Ну что ж, у нас, получается, есть явные фавориты. Так, кто у нас добегает сейчас? А вот Жулдыз. одновременно Анастасия Хон и Жулдыз Каушева, да? Да, Каушева. Одновременно. Вот там где-то доли секунды. Кого первее судья И зафиксирует у время. нас остается Дана Исмуханова, которой тяжело приходится. Последние бёрпи. И нет, получается, что у нас также еще Айгерим, да, Тимбетова до сих пор прыгает через штангу. Да, ей, походу, очень тяжело дались первые рывки, 35 килограмм. Ну, тяжело для новичков, 35 килограмм штангу рывки выполнять. 25 килограмм. Так, Сергей удаляется пока взять интервью у Асель Кабиболдина. Асель радуется своей победе. Асель қуанышы қойнына сыймайда. Қазір менің ойымша тағы да жанкүйерлеріне сәлем беруге мүмкіндік алды. Бұл финал. Скейл санаты әйелдер арасында өте қысқа жарылыс күшін сынап жатырмыз. Бұл жерде әр секунд маңызды. Марина Бублик алдарыңызда міне бейне қайталауда. Қиын болды. Дана Исмухановаға 25 килограмм жұлқа көтеру қиын болды. Бірақ та бәрібір не болғанмен де аяғына дейін шыдап берді. Алдымызда келесі толқын. Ол жерде осы санаттың үздіктері. Менің ойымша сол жерде ең қызық қазір бәсеке болады. Өйткені интрига әлі сақтауда. Бірінші орынды кім алатыны әлі белгісіз. Лаура Кумарова бірінші орында келе жатса да... Жоқ, екінші санат екен ғой. Екінші толқын болады. Бұл жерде үздіктер әлі алда болады екен. 3 толқын. Спортшыларымыз алаңға шығып дайындалуда. Бірінші жолға Меруерт Жансаирова, екінші жолға Ирина Меркулева, 3 Елизавета Петрова, 4 Ольга Рубцова,
5 Анастасия Айтмагамбетова, 6 Лейла Саханова, 7 Зухра Понравилось, да? Серикбаева. Понравилось? Да, это моя сильная сторона. Қуаныш Сат. Кому-то хочешь привет передать? Да, блин, всем друзьям, своей семье, всем своим фолловерам, кто смотрел, писал, поддерживал, спасибо большое. Спасибо большое моим родителям за то, что вы вырастили такую красивую и сильную девчонку. Спасибо. С нами была Аселька Виболдина, звездочка наша. Поздравляю тебя. А друзья, 2 раза. Сколько счастья. Друзья, мы переходим. Рустам. Спасибо. Он 4 рет жұлқа көтеру, бізде кішкене техникалық кедергі болып қалды. Біздің екінші толқынның қыздары өз жұмыстарын бастап қойды. Қазір 14 рет жұлқа көтеру, жаңағы айтып үлгермей қалдым. Соңғы жолда, 9 жолда Мария Муратова. Міне алдарыңызда жұлқа көтеруді тоқтамай орындауда. Міне кеттік. Бөрпи. Зілтемір арқылы секіру. Қыздарымыз келесі жаттығуға ауысуда. Мынау финал. Финал осымен жарыс біздің қыздарға аяқталады. Енді не болса да, қандай да күш қалса да, соны енді қою керек. Бәрін салу керек осында. Басқа мүмкіндік болмайды. Өкініш болмайшын деп, ертең өкінбей, мен бәрін салдым, қолымнан келген істедім деп үйге барып айтқанда айтуға болатындай күш салыңдар қыздар. Анастасия тез-тез орындауда. Бұл бөрпи жаттығуы, жатқан кезде көкірек жерге тиюі тиіс. Келесі қапты құшақтап 10 метр жүріп өту. Тізені жүрген кезде әр қадамда жерге тигізу тиіс. Міне Елизавета Петрова да қапты көтеруге дайын. Қаптың салмағы 35 келі, оңай емес, көрдіңіздер ме? Анастасия бірінші болып келе жатыр. Ар жағында көріп тұрмыз Мария Муратова. Бұл енді жарылыс күші, қуат, нағыз күштің сынағы, тез-тез қимылдап, тез жабуға тырысу керек. Афап мүмкіншілігінше тез уақытта орындау деген мағынаны білдіреді. Ирина Меркулева аспанға қарап, асықпай қадамдарын жасауда. Көріп тұрмыз 35 келі оңай емес екен. Мына бөрпи, соңғы бөрпилер. Міне Анастасия 2 минуттан аса жабуға дайын. Міндетті түрде соңғы бөрпи біткеннен кейін жүгіріп барып қорапқа қол тигізу тиіс. Қол тиген уақытта нәтижесінің міне болмайды, құлауға болмайды. Жүгір Мария. Міне дұрыс. Осылай қолды тигізіп, уақытын нәтижесін жазуға болады. Егер де спортшы жаңағы соңғы қайталауын орындап жерге құлап жатып қалса, онда уақыт оған әлі аяқталмайды. Сол үшін қорапқа жүгіріп барып қолды тигізу міндетті. Көріп тұрмыз, қиын болды. Зухра Серикбаева бәр күшін салды. Құлап аяғда шаршады ғой деймін, әбден шаршады. Асылбек Жалеев, жоқ, Николай Прокопенко, ол бапкері көмектесуде, аяғындағы жаңағы қорғау үшін шешуде. Анастасия Айтмагамбетова осы толқынның жеңімпазы. Әлі де бір спортшы орындауда, ол Қуаныш Сат. Соңғы бөрпилерді бітіруге аз қалды. Әлі де 40 секунд уақыт бар. Бұдан кейін бізде қосбасшылар тобы, осы санаттың жүлдегерлері, әлде де жүлдеге деген фавориттері. Закончились, все атлеты закончили, уложились в крышку в 4 минуты, закрыли задание. Кажется, в хите первая была Анастасия Айтмагамбетова. Смотрим повтор.
выполняет Мария Муратова рывки. Здесь, да, взрывной комплекс. Видим, что после выпада в последние бёрпи даются очень тяжело. Тяжело делать бёрпи, особенно когда устал, а оппоненты делают быстро. Стараться надо от них не отставать. Сейчас Анастасия, наверное, опять будет передавать свой привет. Сергею сейчас передадим слово. Итак, это у нас Анастасия, кто не знаком. Я беру интервью у нее в 3-й раз. Ну, расскажи, понравился комплекс? Да, как выяснилось, я люблю телевизор, оказывается. Комплекс очень классный. Выложилась на все 100. Вчера был не мой день, а сегодня прям мой. Поэтому, девочки, всем удачи. Все крутые, все молодцы. Я была рада с вами соревноваться. Айнура, тебе отдельный привет. 27 сентября, День Анастасии. Рустам? Спасибо, Сергей. Мы готовы. Алдымызда скейл санатының үздіктері. Қазір соңғы 4 минутта білеміз кім жеңімпаз болатын. 3 ал кетті уақыт. Бастаймыз. Бірінші жолда Юлия Каменева, екінші жолда Елена Лянгузова, 3 Баян Борисова, 4 Вероника Махметова, 5 Лаура Кумарова, 6 Асем Таржанова, 7 Арина Хисматуллина, 8 Ирина Манилюк, 9 Айнура Есентаева. 4 минут уақыт беріледі. 14 жолға көтеру. Спортшыларымыз тездетті жылдам орындауда. Қарап отырсаңыздар, әркім өзінің әрқайда техникасы бар. Я, бірінші спортшылар бітіруде, бёрпиге ауысуда. Кім қалда келе жатқаны әлі белгісіз. Бәрі теңдей, бірдей келе жатыр. Бәсекенің қызуы міне қазір болып жатыр. Я, кім бірінші болып қорапқа барады екен әлі белгісіз. Қараймыз, міне Лаура ма, жоқ әлде Асем беккен әлі ештеңке белгісіз. Бәрі тез бёрпиді орындауда. Әне Лаура бірінші болып Лаура шықты. Артынан Ирина, Айнура, Арина құлатып алды қопшағын. Лаура міне алдарыңызда қадамдап жүріп баратыр. Алдағы қарай тізесінде ар жағында көріп тұрмыз, қарсыластары қалмауда. Қазір енді менің ойымша секундтар шешім етеді. Соңғы секундтарда қалай болатынын көреміз. Кімнің аяғы шыдайды, кімнің ауасы жетпеді екен. Жарады Лаура. 8 бёрпи қалды соңғы. Осы біріншісін саналмады. Жоқ, өйткені қапшықтың үстінен секіру керек. Сондықтан бірінші қайталау саналмады. Арина, Асем де келіп жатты. Міне, қарсыластардың бәрі бёрпиге де ауысты. Егер Лаура ұтам деген әлі жігері болса, шабыты болса, оған тездету керек. Тездетіп, жүгір. Я, міне, қандай жеңіс. Бірінші орында, соңғы тапсырмада, соңғы тексерісте бірінші орын алып, өз жеңем деген, алтын қолаға қол жетсем деген жігерін көрсетті. Я, лайықты 30 Лаура Кумарова құттықтаймын. Алматыға бір алтын жүлде кететін болды. Я, Асем Таржанова Илешала екінші болып жаттау деймін. Менің ойымша біздің спортшыларымыз аяқтап үлгерді. Бәрі бір Юлия Каменова ғана қалды, қалғандары бәрі бітірді. Әлі де 1 минуттан аста уақыт бар бітіруге. Мынау енді
менің ойымша өте жарық финал болды деймін. Соңғы секундқа дейін белгісіз болды, кім бірінші болып жабады, кім қалай алатыны белгісіз болды. Иә, осыны міне жарыс деп осыны айтуға болады, құрметті көрермендер. Қазір Лаура өз сөзін айтады. Менің ойымша Лаура енді лайықты, осы жеңіске жеткені лайықты. Құттықтаймыз Лаураны. Я не умер, я жив, все нормально, все в порядке. Ну и сейчас начнем. Будем поздравлять нашу Лауру. Она, извиняюсь за тогда за ошибку в фамилии, когда я снимал. Да. Я тогда сказал, что ничего не писал. Комарова, ну, в общем, теперь запомнил. Друзья, Лаура Кумарова, победитель данного хита. Предоставляю слово ей. Я думаю, что этот взрывной комплекс по праву принадлежит ей. Там буквально на несколько секунд она вырвала просто победу у своих оппоненток и заслуженно должна принять все лавры. Аплодируем. Лаура Кумарова. Всем здравствуйте. Спасибо за организацию такого праздника спортивного. Мне очень заходит. Еще хочу поблагодарить своего тренера, конечно, без него этого бы не было. Виктор Ильченко. Все, спасибо всем за тех, кто за меня болел. Друзья, мы продолжаем праздник жизни. Финал, финальные комплексы. Рустам. Спасибо, Сергей. Иә, құрметті достар, Лаура алдында бірде сынақты ұталмаған еді. Не деген финал болды, финалды ұтып, өз бірінші орнын нығыздап қойды. Ал алдымызда скейл санаты ересектер арасында бірінші толқын. Бірінші жолға Рустам Шафиков, екінші жолға Досжан Жанатбек, 3 Максим Крушинский, 4 Манас Кукумбаев, 5 Виталий Кузнецов, 6 Ханза Нусралиев, 7 Дамир Елжанов, 8 Данияр Қазангапов, 9 Дастан Бисенбаев шығады. Қазір ересектерде тура осындай тапсырма, бірақ айырмашылығы Зілтемірдің салмағы 35 келе, ал Қапшықтың салмағы 45 келе. Дорогие друзья, сейчас у нас начинается хит уже любители мужчины. И интервью будет брать Ануар, потому что там есть его подопечный Аят. А мы сейчас приступаем к обсуждению первого хита. Первый хит у нас, если я не ошибаюсь, будет сейчас. Давайте посмотрим, кто же у нас заходит в первый хит. 16:53. Итак, это у нас Рустам Шафиков, Дожан Жанатбек, Максим Крушинский, Манас Гакимбаев, Виталий Кузнецов, Ханза Насулаев, Дамир Ильжанов, Данияр Казангапов, Дастан Бисенбаев. Так это у нас получается четвертый хит. Друзья, очень короткий комплекс. Напоминаю, что их задача за 4 минуты выполнить 14 рывков, только вес у них будет не 25 килограмм, как у девушек, а 35, то есть на 10 килограмм больше. Далее фронтальные бёрпи 12 через штангу, 10 выпадов с мешком, уже не 35, а 45 килограмм, то есть на 10 килограмм больше. И закрывают они это все 8 фронтальных бёрпи через мешок. Обратите внимание сейчас, когда будете смотреть прямой эфир, на то, как они выполняют упражнения. То есть вот сейчас только что был кадр, как главный судья Валентин Лукановский объясняет, как нужно следить за выпадами. Потому что, да, были моменты у девушек в предыдущем хите,
когда они делали выпады, они не выпрямляли комплекс, не выпрямляли корпус до конца. То есть ноги выпрямляли, а корпус был немного наклонен вперед. На мой взгляд, это, конечно, ошибка, но надеюсь, что тогда всем эту ошибку прощали. Сейчас мы будем смотреть на наших с вами любителей. Смотрите, девочка ходит на руках. Это прям минута славы. Друзья, на самом деле, хотелось бы подчеркнуть, этот праздник жизни помог нам организовать Олимп. Это наш генеральный спонсор соревнований. В компании Олимп вы можете сделать полный чекап тела, своего организма и, возможно, так сказать, обнаружить какие-то изменения в своем здоровье и вовремя принять меры. Поэтому Олимп – это топовая компания, которая может сохранить вашу жизнь. Друзья, сейчас мы буквально через несколько секунд начнем взрывной комплекс. Я думаю, что рекорд у девчонок был где-то 2 минуты 20, но чуть позже мы увидим результаты. Сейчас я не буду загазывать. Я помню, что Асем Кабиболдина выполнила комплекс за 2 минуты 30 секунд, то есть на 1,5 минуты быстрее, чем положено. А сейчас заходят мужчины, и на самом деле штанга 35 килограмм. Для них это небольшой вес, и 14 рывков очень просто они сделают. Почему? Потому что есть комплекс Рэнди, они его наверняка уже выполняли в своих залах. Комплекс Рэнди выполняется с 35 килограммами на штанге, и задача поднять за самое короткое время штангу 75 раз рывком над головой. Сейчас мы увидим явных лидеров. Кто первый начнет делать бёрпи, того озвучивать я наверняка и буду. Итак, кто же у нас сейчас в кадре только что, если не ошибаюсь, мелькал. Кто у нас? Итак, в кадре был Дастан Бисимбаев. Сейчас у нас прыгает через штангу. Это у нас Дастан Жанатбек. И рядом с ним Рустам Шафиков. Друзья, будем надеяться... Да, первым заканчивает Дастан Жанатбек бёрпи и выходит к выпадам. На выпадах он очень хорошо выпрямляется. Было бы классно сейчас переключить камеру на него, потому что он заслуженно лидирует в этом комплексе. Все, что ему нужно сделать, это 10 метров выпадов с мешком. То есть, друзья, не 10 выпадов, а 10 метров. То есть есть определенная линия, до которой нужно дойти. И вот сейчас был один ноу-рэп, по-моему, потому что он за линию не заступил, заставили переделать. И на кадре сейчас как раз-таки мы видим Достана. Достан финиширует, но рядом с ним вот... Так, погодите. Кажется, я что-то путаю, да? Потому что я вижу сейчас, кто у нас рядом с ним. Манас Кокимбаев. Нет, все правильно, да. Это тот хит. Смотрите, остановили немножко его с мешком, заставили переделать 1 метр выпадов, и это его очень сильно застопорило. И если я все правильно понимаю, то вперед выходит Виталий. Нет, не Виталий, это Ханза. Я сейчас напутаю имена, друзья. Итак, по поводу нашей онлайн-трансляции я сейчас скину вам ссылочку. А пока давайте поприветствуем нашего победителя. Ну что, поздравляем. Если я не ошибаюсь, Дастан Жанатбек закончил комплекс. Далее закончил Рустам Шафиков. Но будем сейчас следить за тем, что происходит. Только что закончил наш повар из, если не ошибаюсь, Октау, да, Максим Крушинский. Стоит, улыбается, наверное, приветы всем передает. Молодец, хороший результат показал. Но опять же, обратите внимание, мне кажется, они вышли из 2 минут. То есть то, о чем я и говорил. Комплексы взрывные, и сейчас пойдут рекорды. Потому что вес 35 килограмм на штанге – это очень маленький вес. То ли дело
12 рывков будет в категории 40+, и в категории интермедиа. То есть у них вес на штанге будет 50 килограмм. Но я думаю, что они 12 рывков с 50 килограмм сделают очень быстро. То есть комплексы тоже довольно все взрывные. Сейчас мне, по идее, надо, когда все закончат, мне необходимо будет пропиарить вторую десятку игроков. Итак, друзья, сейчас будет интервью. Интервью будет брать Ануар. Все, 3, 2, 1, закончили. Время вышло. Сейчас показывают пока повторы, друзья. И сейчас я думаю, что вот победитель данного хита показывает, как эмоционально, как он счастлив, что он победил. Досжан, сені осы санатта, осы толқында жеңісімен құттықтаймын. Айтшы, соңғы секундтарда не ойладың? Қандай ой болды басында? Мен осы комплексқа кірген кезде мақсатым интервью беру болған. Рахмет сіздерге. Кроссфит спортымен айналысып жүргеніме бір 7-8 айдың ғана қасы болды. Бірақ бұл спортты уже жақсы көрем. Осы спортты келесі жылы бұдан да мықтырақ болып келеміз. Тараз қаласына және мен тренерім Рысбекке алғысым шексіз. Барлығына сәлем. Қалған қатысушыларға сәттілік тек. Сен дұрыс бапкер таңдапсың. Рысбек өте тәжірибелі бапкер. Құттықтаймын сен жеңісімен. Дорогие друзья, мы прослушали небольшое интервью. Досжан, он молодец. Говорит, ради того, чтобы дать интервью, пришлось победить. Это хороший юмор. Итак, пишут сейчас в комментариях, что нужны честные результаты, но, как я и сказал уже, друзья, не волнуйтесь. Всегда каждый подходит к судьям, подает апелляцию, в случае чего, и имеет право там переделать или пересмотреть баллы, чтобы все было честно. Но это делается за кулисьем. Ни в коем случае никто не останавливает эту большую махину под названием спорт. Сейчас у нас выходит вторая десятка. Даниил Абаев, Владимир Кочербаев, Иван Бенгар, Дмитрий Козлов, Дархан Усмаханов, Аят Джейсан, Бахтияр Уразбеков, Роман Бойко, Шамиль Кинже, Ербол Хамзин. Друзья, очень мощный заход, и каждый из них взрывной. Вот, допустим, Роман Бойко, он молодой и взрывной, но, тем не менее, сейчас мы будем смотреть, что победит, юность или опыт. То есть есть очень много опытных любителей. Поехали, друзья. Смотрим, кто как работает. То есть сейчас пока говорить о том, кто победит, рано. Есть вот, смотрите, ребята, обратите внимание на Ербола. Ербол, к примеру, поднимает штангу просто силой. Он даже не рвет, не делает никакого подбива, просто штанга летит вверх и все. Даниил Абаев поднимает тоже штангу просто протяжкой. И это правильно, друзья. Всего 12 повторений. И не нужно сейчас делать, точнее 14 повторений. Не нужно делать из этого какой-то культ правильной техники. То есть вот то, о чем я и говорю. Представьте, что сейчас стоял бы какой-то тяжелоатлет и говорил: вы неправильно делаете рывок, не по технике. Надо именно обязательно подбив делать, а пах, поднимать штангу вверх. Но нет. В кроссфите самое важное часто бывает именно на взрыв отработать. В данном случае твоя задача, вот рывок в стойку выполнить как? То есть твоя задача поднять штангу над головой. Просто. Ты можешь даже хват поуже взять. Это будет твой выбор. Но главное, чтобы штанга оказалась над головой и была прямая линия. Итак, кого мы сейчас видим? Кто у нас явный лидер? Если я правильно понимаю, Дархан Усмаханов лидирует в этих соревнованиях. То есть раз, два, три, да, 4. А нет, Дмитрий Козлов. Итак, друзья, мы видим, как Дмитрий сейчас просто показывает отличный результат. Неужели у него получится этот комплекс выхватить? Потому что он так шел в все комплексы. Да, друзья, минута
42 секунды. Минута 42 секунды – это рекорд данного комплекса, рекорд данного хита. И сейчас, неужели? Подожди, это кто у нас? Аят? Аят заканчивает комплекс. Друзья, я думаю, что сейчас очень доволен будет им его тренер. Его тренер сегодня будет брать интервью, Ануар. Да, смотрите, какое счастье, сколько счастья. Дмитрий Козлов финишировал, и сейчас у него будет брать интервью. Надеюсь, что я не ошибся, да, потому что он на 4-й дорожке должен быть. Вот, итак, кто у нас заканчивает на 5-й дорожке? Дархан Усмаханов. Дархан закончил комплекс, и сейчас у нас комплекс должен закончить Шамиль Кенже. Да, Шамиль Кенже заканчивает комплекс крайним, до него закончил Ербол Хамзин. Все закончили раньше, чем за 4 минуты. Это то, о чем я и говорил. Очень взрывной комплекс. Спасибо, дорогие друзья, что смотрите нас. Кто только что присоединился, пожалуйста, оставляйте свои комментарии по поводу того, что судья всегда прав. Это действительно так оно и есть. И если есть спорные моменты какие-то в судействе, как правило, судья имеет право принять решение в пользу, так сказать, либо рэп, либо no-рэп. Я надеюсь, что, конечно, есть человеческий фактор, и судьи готовились очень серьезно в этот раз, и бро-рэпы минимализированы. Но, тем не менее, на каких-то соревнованиях, на любых соревнованиях, я думаю, что бывает этого не избежать в каких-то моментах. То есть с каким-то ракурсом человек увидел, что кто-то из атлетов, к примеру, не дорабатывает, ну и все, и сказал, что нет, no рэп. Друзья, когда ты побеждаешь... Дмитрий, дружище, поздравляю тебя с победой. Я 2 дня за тебя болел. Почему? Почему ты до финала так берег силы? Почему ты так быстро не выступал на предыдущих заданиях? Хотел сказать всем спасибо организаторам, участникам, болельщикам. Особенно хочу сказать спасибо своей любимой Карина. Болела за меня. На самом деле подготовка к соревнованиям прошла не так, как хотелось, поэтому я, наверное, выступил не так. Но это первые соревнования, на которых я выступаю. Поэтому, я думаю, есть потенциал. И мы видим, где надо расти, где прибавлять. Ну да, есть. Федерация еще много соревнований будет проводить. Поздравляю тебя с победой. Карина, обратите внимание, супруга Дмитрия, мы об этом 2 дня говорим, тоже выступает в категории scale с женщиной. Поздравляю вас с победой. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем и вернемся к нашей дискуссии. Сейчас я дискуссирую с нашими подписчиками, с нашими онлайн зрителями. Онлайн-зрители у нас, друзья, смотрят со стороны, видят все и говорят со стороны, что есть какие-то недочеты. Но мы обратим на них внимание. По поводу того, что вот сейчас победил на взрывном комплексе Дмитрий Козлов, он вместе со своей супругой выступает на соревнованиях в категории любителей. И вот это единственный комплекс, в котором он занял, точнее, единственный хит, в котором он занял 1-е место, потому что сейчас будет у нас выступать Амир Бирманов, Иван Лесников, Азамат Байсалбаев, Рызбек Затыбек, Алишер Апеков, Александр Бенгард, Тамерлан Мухаббеткалиев, Давид Штайнбрейс, за которого болеют все, Рустам Уксумбаев и Дидар Умбешев. Друзья, это финал любителей. Обратите внимание, кто как поднимает штангу. Сейчас пока общий план, потому что непонятно, кто лидер. Все без маек, все красавцы как на подбор. И что я хочу сказать, друзья, никто из них, видите, не подбивает. Все грубой силой штангу тащат вверх. Это правильный подход, это экономия энергии. Всего 14 рывков. И я только что заметил, что первым, по-моему, Давид Штайнпрейс начал делать бёрпи, но я могу ошибаться. Сейчас мы увидим, кто первый на мешки побежит из них, тот и будет явно в фаворитах. Сейчас я продемонстрирую вам это, не волнуйтесь. То есть мы будем следить прям
в прямом эфире, и камера попадет на того, кто будет лидировать. Сейчас показывают Лесникова. Лесников, кстати, тоже неплохо выступает в этих соревнованиях. Так, первым на мешки прибегает Респек Затабек. Его не узнать без майки отсюда, сдалека, но именно он первым начинает делать выпады. Задача 10 метров пройти с мешком. То есть ты можешь сделать маленькие выпады, но очень много, либо гигантские выпады по метру и сэкономить силы. Но, а может и не сэкономить, решать вам. Но смотрите, какая ровная борьба. Сейчас бёрпи через мешок уже выполняет, если не ошибаюсь, Дидар. Крайний ряд, нет. Прошу прощения, это у нас Давид Штайнпресс. Давид Штайнпресс выполняет бёрпи последний. И, скорее всего, он будет первым финишером. Кажется, ему остался последний бёрпи. Или последние два. Опять же, делаем ставки. Кто же первый? Нет. Первый прибегает Тамерлан Мухамбеткалиев. Серьезно? Тамерлан прибежал первым. Вот сейчас, кстати, очень важный вопрос по поводу количества бёрпи. По-моему, Штайнпресс начал бёрпи делать первым. И они сейчас обсуждают, кто же из них победил. Потому что с Тамерланом я до этого разговаривал и сказал, ну как, ты победишь Алишера Опекова, который 2 раза его обходил в 2 предыдущих хитах. И он сказал, да, я постараюсь, думаю, этот комплекс будет за мной. И если он сейчас будет давать интервью, то значит, он победил. То есть сейчас будет подсчет результатов. Опять же, я так понимаю, что вторым закончил Давид Штайнпресс, а третьим закончил Алишер Опеков. Но закончили все, и я, кстати, не уследил за временем. Я думаю, что они все из 2 минут вышли. Очень взрывные ребята. И на этом у меня, знаете, закончились на самом деле бумаги. Мне нужно сейчас будет идти за результатами следующих групп, потому что я знаю только результаты. Но сейчас следующими выступать будет категория женщины 35+, и там, в принципе, и так все понятно. Единственное, кто на каких местах будет неясно, но всех по имени, по фамилии назовем, скажем, кто выступает. Кстати, упущение мое по поводу результатов мы вот вчера обсуждали результаты соревнований, и вот я недооценил. Это финал и яркое выступление. Ты вот настоящий друг, до этого 2 раза дал возможность Алишеру сказать слово, теперь вот сам заслужил. Что ты скажешь своим болельщикам, зрителям? Наконец-то мы закончили. Сильно устал, переживал, это был финальный комплекс. Надо было выигрывать его, чтобы подняться в топе. Спасибо болельщикам и организации. Все круто. Алишер, ты внес свое имя в историю функционального многоборья. Поздравляю. Спасибо. Друзья, я продолжу свою мысль. Получается, вчера в одном из комплексов Елена Макогонова показала хороший результат и заняла 2-е место. Поэтому как бы очень мощный атлет. А я такой думаю, ну кто же победит в этом комплексе? Я думал, что она там будет 3-й, но нет, она 2-е место взяла. Сейчас мы как раз таки и будем переходить к категории леди 35+. И здесь у нас, друзья, комплекс меняется. В чем соль комплекса мощность, финал? Друзья, дело в том, что в финальном комплексе у 40+, 35+, и у интермедиа вес меняется и меняется стартовое задание. У них АФАП идет не 4 минуты, а 6, то есть на 2 минуты больше. Их задача пробежать 200 метров. То есть 200 метров мы увидим реально быстрый спринт, потому что будет круг всего один. 200 метров, затем они прибегают на свою позицию, поэтому каждый, наверное, стартовать будет от своего мешка. Ну, то есть не будет так, что они все в одну линию выстроились, и кто-то добежал до своей штанги быстрее. То есть каждый со своей позиции будет стартовать. Далее они сделают 12 рывков штанги. У женщин будет 35 килограмм, то есть как было у любителей мужчин, а у мужчин 50. Далее 6 фронтальных бёрпи через штангу, то есть не 8, а 6, их будет меньше. 9 рывков свиса.
тот же самый вес. 6 фронтальных бёрпи через штангу, 6 рывков в сет, то есть задача именно глубоко сесть. Ты можешь в стойку вырвать, но тебе придется сесть, а это как бы потеря времени. И 6 фронтальных бёрпи через штангу. И на этом они бегут, финишируют, заканчивают, и вуаля, молодцы. Итак, сейчас у нас идет подготовка полным ходом к соревнованиям, к финалу. Судьи меняют штанги. Я так думаю, что они будут ставить штанги формата женского, потому что необходимо, все-таки дамы будут выступать, у них должна быть штанга, гриф он тоньше идет. То есть женский гриф, он идет, друзья, 26 миллиметров толщиной, а мужской, если я не ошибаюсь, идет 28. То есть каких-то 2 миллиметра, но, тем не менее, это может сыграть злую шутку. Вот сейчас мы увидим, по-моему, хороший спринт. Здесь очень мощный спринт может показать Наталья Сущик, потому что она неплохо бегала по первому дню. Но вопрос, каково ей будет на штанге. Сейчас я, скорее всего, пойду брать у наших леди интервью, а Ануар продолжит транслирование. Причем на 2 языках, он у нас полиглот. Также он знает еще английский. What do you say about my mama? Я шучу, конечно же. Друзья, я сейчас отдаю бразды правления Ануару, а я иду снимать интервью. Құрметті көрермендер, бізде финал мастер 35-тен асқан әйелдер арасында жарыс. Бұл қысқа ғана қазір 6 минуттық жұмыс болады. Қуат күшін тексереміз. Қазір кішкене демін басып алайын, мен де ары бері жүгіріп, мен де кішкене ырза қалдым. 6 минут уақыт арасында мүмкіншілікте тез жабуға тырысу керек. Бірінші 200 метр, ол бір айналым жүгіріп шығу, 12 рет жұлқа көтеру, әйелдерге 35 келі салмақты зілтемірді, 6 бёрпи штанга арқылы, 9 ілінуден жұлқа көтеру, 6 бёрпи және де 6 ілінуден отырып жұлқа көтеру. 35 келі, соңында 6 бёрпи. Міне, соңғы секунд, әнді старт кетті. Бір айналым 200 метр Қазақстан жеңіл атлетика спорт кешені. Осында функционалды көпсайыстың тарихы жазылуда. Міне біздің қыздарымыз жеңіл жүгіріп бара жатыр. Бұл жерде енді бірінші орында қазір бұл санатта Евгения Цой келеді. Ал екінші орынға әлі де құпия кім болатынын білмейміз. Қазір көреміз. 2 минуттың арасында менің ойымша қыздарымыз жауып үлгереді деп сенемін. Жеңіл жүгіріп барадыр. Біріншіде қазір Наталья Сущик, жоқ, кешіріңіздер, Ирина жүгіріп келеді екен, Наталья екінші. Қазір енді зілтемірмен жұмыс істеуге өтеді. 12 жұлқа көтеру. Наталья бастады, Ирина кішкене қалуда, артта қалған қыздарымыз да жүгіріп келуде. Міне үзбей 2 рет жұлқа көтерді, 3-еу. Естеріңізге салайын, бұл жерде 35 келі зілтемір. Қараңыздар, қалай үзбей жасау керек екен. Наталья тоқтамауда, техникасы кішкене әлі көрініп тұр. Кроссфитпен айналыспайтыны, ауыр атлетика мүмкін тренировок жаттығу бағдарламасында жоқ болар. Қазір қыздардың бәрі жұлқа көтеруге ауысты. Кім бірінші болып жабатын қазір көреміз. Менің ойымша Ирина, әлде Евгения Цой қу жетер ме екен? Анна Тавченик алдарыңызда міне. 1 минут 40 секунд артта. Анна Тавченик бёрпиге ауысты. Онымен қатар Ирина, Наталья и Евгения да бәрі бёрпи жасауда. Бұл бёрпиде жерге жатып, тұрғаннан кейін 2 аяқпен зілтемірдің үстінен секіріп өту. Жерге жатқан кезде кеудені жерге тигізу міндетті. Қарап тұрамыз. Наталья енді ілінуден жұлқа көтеруге ауысады. 9 рет жұлқа көтеру тиіс. Евгения асықпайды, біледі қалай болса да бірінші орын қолынан кетпейтінін.
Екатерина. Гарас. Ай, болмады. Екіншісі мына қайталау саналмайды. 2,5 минут өтуде. Ирина сауатты орындауда. Жоқ, үзендеді. Демалу керек. Жүрек қақтығысын кішкене баяндату керек. Анна Тавченик үздік орындауда. Өзінің қайталауларын 3 саусақ көріп тұрмыз. 3 қайталау қалды. Одан кейін 6 бёрпиге ауысады. Тағы да Анна Тавченик бірінші болып бёрпиге жатуда. Асында Евгения Цой. Евгения Цой бұнда енді жай қарсыластарына қарап, оңайда күшін көп жұмсамай үнемдеп жабысса болады. Өйткені ұпай арағаштағы екінші орыннан өте көп. Анастасия Лигай, Елена Бакагонская көріп тұрмыз, қиын 35 кило, бірақ тоқтамай үстеуде. Елена қанша қалды екен білмейміз, бірақ Наталья да бёрпиге ауысты. Жеңіл істеуде. Наталья кішкене дем басым. Жүрек қақтығысын тоқтатпасақ, бұл жерде қазір қиын болуы мүмкін. Макагонова Елена бёрпигеде жатты. Қазір енді көреміз. Анна Тавченик жұлқа отырып көтеруге ауысты. Соңғы 6 қайталауын орындауда. Евгения Цой тоқтап қалды ғой. Мүмкін орындамай қояйын деді. Күшін сақтап, орындамай қояйын деген сияқты. Қалай болса да ол бірінші орында қалады. Бұнда бәсекенің бәрі екінші, үшінші орынға талас болуда. Құттықтаймыз Евгения. Қарсыластарынан бүгін 2 күн бойы басым болды. Екатерина 2 қайталау дейді. Отырып, білінден отырып жұлқу. Құлатып алды. Анна Тавченик өзінің бүгінгі жарысты аяқтады. Болды, осы финалмен біттеді. Құттықтаймыз. Анна Тавченик кроссфиттің аңызы, бірінші болып халықаралық деңгейлерде әйелдер арасында өнер көрсеткен Қазақстан спортшысы. Қазір бізде Екатерина Гарас 4-ші болып аяқтады. Оның алдында Ирина Шмигельская бітірді. Енді бізде 3 спортшымыз алаңда қалды. Уақыт 40 секундтай әлі бар. Қазір отырумен жұлқа көтеру. Ауыр атлетика қозғалысы. Бұл көп сайыс болғандықтан бұлда біздің спортшылар жүгіреді, ауыр көтереді, гимнастикалық дағдыларын көрсетеді. Және де төзімділік пен күш сынағына түседі. 10 секунд қалды. Қазір Анастасия Лигай біздің экрандардың алдында. Ирина болды, бітті. Сайыс осымен бітті. Енді тек қана демалыс. Енді тек қана үйге барып қатерін жасау. Анастасия кішкене болмады. Соңғысында қол жүрмеді. Соңғы сайыста, соңғы сынақта қиыншылықтарға тап болды. Ал біз Евгения Цойды осындай айқын жеңістікпен құттықтаймыз. Қазір Евгения өзінің сөзін айтады, оған мүмкіндік береді. Менің әріптесім Сергей сол үшін астыға қарай кетті. Ал біз бейне қайталауда көріп отырмыз. Макагонская Елена, Анна Тавченик. Бұл жерде енді кім екінші, үшінші орында болады екен? Кім тұғырға қадам басады? Соны біз енді бір сағат ішінде білеміз. Алда әлі ересектер өнер көрсетеді. Ең қызықтың бәрі қазір болайын деп тұр. Болмады, жолы болмады. Анастасия болмады соңғы сынақта. Енді үйге барған соң қателіктермен жұмыс істейді деп сенемін. Қазір сөзді Сергейге берейік.
решила поучаствовать и привела с собой множество атлетов. Анна, ну давай, это твой звездный час. Расскажи, пожалуйста, всем о том, какая ты молодец, или кого-то хочешь поблагодарить, может быть, организаторов. Спасибо, Сереж. Во-первых, я, естественно, хочу... Отставание идет. Сейчас я подстроюсь. Я хочу поблагодарить администраторов. О, Господи. Простите. Организаторов. Потому что на самом деле на высшем уровне. Я была на регионалах в Австралии. Я была в Москве на Большом летнем кубке. Я была очень много по Азии. И по этому виду спорта, и по бодибилдингу. Мне реально есть с чем сравнить. И у нас организация топ. И честно, нигде не кормили. Сегодня на мне такая была тяжелая миссия. Я болела за своих ребят. Пыталась не перегореть своим выступлением. И сейчас моя задача была умри, сдохни, но возьми этот комплекс. Я это сделала. Легенда пока еще живая. Спасибо. Спасибо. Это аплодисменты тебе. Анна Доченко, друзья. Рустам. Спасибо, Сергей. Спасибо, Аня. Поздравляем с отличным. Бізде қазір финалға интермедиат санатының қыздары шығуда. Бірінші жолда Ниязова Назгүл, үшінші жолда Валерия Перевешник, 4 Шапенова Дана, 5 Диана Шапенова, 6 Богатарева Карина, 7 Марина Сытник, 8 Елена Герасимова, 9 Виолетта Собянина. Біздің қыздарымыз бір айналым жүгіруге кетті. Бұл жерде енді мінсіз фаворит Богатарева Карина, оны екінші орыннан 6 ұпай алдыда келе жатыр. Екінші орында Диана Шапенова, міне Каринаның артынан ілесе қала келетір. Ал ең қызықты талас үшінші орынға болайын деп тұр. Бұл жерде Марина Сытник пен Шапенова Дана, екеуінде де 18 ұпай. Қазір шешіледі, кім қайсысы үшінші орында болатыны қазір шешіледі. Кім лайықты екенін көреміз. Диана аса қатты жүгіріп келеді. Қазір қыздар 12 жолқа көтеру, 35 келе зілтемір. Міне Диана бастады, Карина бастады, Дана да. Алдарыңызда Дана қазір өзінің қайталауын орындауында, қасына Валерия келіп қосылды. Міне енді қыздарымыз бәрі зілтемірмен жұмыс істеуде. Көреміз, 1 минут қана өтті. Ең қызығымыз міне енді алдымызда болайын деп тұр. Марина Сытник және Шапенова Дана. Осы екі қызы арағасын көру керек. Кім үшінші орында болатын? Өйткені 4-ші орында 5 ұпаймен артта Герасимова Елена келе жатыр. Дана бөрпеге ауысты. Диана аржан. Міне Диананы көріп тұрмыз. Диана да мен ойымша екінші орында өзінің артынан сақтап қалатын сияқты. Сол үшін қатты қиналудың қажет жоқ. Өйткені арасында 5 ұпай үшінші орыннан. Қараңыздаршы, қандай не деген күш, қалай көтеруде, ілінуден жұлқа көтеру, 35 келі салмақты зілтемір. Қыздардың Валерия әлі де 3 қайталауы бар екен. Дорогие друзья, у нас сейчас финал интермедиа Woman, и мы сейчас видим, как наши атлетки выполняют комплекс. У них комплекс изменился, то есть у них идет 14 рывков, затем 12 фронтальных бёрпи через штангу, 10 метров нет, это не дочитаю.
12 рывков, 6 фронтальных бёрпи, 9 рывков свиса, 6 фронтальных бёрпи, 6 рывков в сет и 6 фронтальных бёрпи. То есть бёрпи очень много. Комплекс взрывной, на это у них есть 6 минут. Прошло уже почти 3 минуты. И мы видим, как девчонки, грубо говоря, делают по разу. То есть один раз. Сейчас видно, как Диана и Дана Шапеновы вместе делали бёрпи. Но если я все правильно понимаю, Диана Шапенова уже перешла снова на рывок. Видно, как на первой дорожке работает... Кто это у нас на первой дорожке? Друзья, смотрите, сейчас у нас практически финал, и всем приходится тяжело. Я также вижу, что молодец Елена Герасимова. Она, в принципе, неплохо штангу поднимает. Рядом с ней стоит Мария Сетник. Тоже очень сильно старается. Рядом с Марией идет Богатырева Карина. Богатырева Карина является лидером данной подгруппы категория интермедиа. И буквально остается меньше 2 минут до конца комплекса. Будем смотреть, за сколько они сделают. Итак, Карина переходит к бёрпи. И, по-моему, ей останутся еще, если я не ошибаюсь, рывки в сет. Потому что я сейчас видел только свиса. Друзья, смотрим. А, нет, все, финишировала. Финишировала Богатырева Карина за 4 минуты 23 секунды. Второй финишировала, если я не ошибаюсь, Диана Шапенова. Хорошо. То есть у нас есть... Третий, это у нас Шапенова Дана. Две сестры закончили практически друг за другом. Неплохо, кстати, они идут, поддерживают друг друга, это же классно. И Шапенова Дана у нас была на 4-м месте, а Диана на 2-м. То есть она, скорее всего, свою позицию сохранит. Сейчас я пойду и возьму интервью вновь у нашей победительницы. Пока Сергей готовится взять интервью, да, здесь была жесткая заруба. Девчонки прям до последнего бились, видно, как тяжело. Смотрим, Марина на последнем издыхании. Карина, молодец, достойная победа. Она, о, смотрите, Диана поцарапала себе брови, мозоли сорвала в крови, но не сдалась, до конца билась и была 2-й на этом комплексе. Сохраняет за собой 2-е место в общей итоговой турнирной таблице. Поздравляю Диану, смотрите, в крови измазалась, но до конца билась, терпела. Достойно она выступила. Марина тоже плачет, болит, да. Вчера плечо болело, сегодня тяжело было, не задалось у нее с утра первый комплекс. Но ничего, она не сдалась, до конца дотерпела. Хочу поздравить, вот, Назгуль тоже заканчивает прямо перед последними секундами. Падает без сил. Эти 6 секунд показались адом. Да, эмоции можно теперь выплеснуть. Соревнования закончились для Марины. Можно, да. Рядом как раз сидит, поддерживает Николай, супруг. И, конечно же, друзья. Рядом все хорошо закончилось. Сейчас Карина даст свое 3-е интервью. А тем временем на площадку готовятся. Мы уже видим на заднем фоне, разминаются мастера 40+. Самые сильные мужчины. Друзья, это был финал, самый сильный финал категории женщин интермедиа. Они все профессионалы своего дела. И сейчас у нас перед вами богатырь нашего выступления, Богатырева. Карина, она показывала все 2 дня мастер-классы, выступала очень хорошо. Когда мы начнем уже с ней интервью, друзья? Дорогие друзья, Богатырева Карина, а вот личный вопрос, личного характера, ты сможешь ответить? Какой у тебя присед? Присед? Фронтально или на спине? Ну, так много вопросов, я растерялся. Давай и тот, и другой. На спине 100, на груди 85.
Друзья, вот это сила. А какой личный рекорд в рывке, в толчке? Толчок 72,5, рывок 61 раз было, но это было давно. Но вот сейчас, когда закончились соревнования, вот последние, какие эмоции у тебя после соревнований? Я устала, пиво хочу. И помыться. Друзья, это была Карина Богатырева. Мои аплодисменты ей, она абсолютный лидер. Поздравляю. Иә, құрметті көрермендер, біздің мастер 40-тан асқан ересек санатты ауаға шығуда. Қазір көрдік, олар дене қыздыру жаттығуларын жасап жатқан. Бұл біздің жарысымыздың соңғы шебі. Финал. 6 минут уақыт. Ересектердікі тура сондай тапсырма күтеді. Бірақ бір айырмашылығымен бұл жерде зілтемірдің салмағы 50 келі. 50 келі зілтемір, 12 жұлқа көтеру болады, 9 ілінуден жұлқа көтеру, соңғысы жұлқаны отырып көтеру, отырумен жұлқа көтеру. Қазірше мұны зілтемірлерді бір қатарға қойып, бәрін реттеуде, соңғы дайындықтары мұны төрешілер түсіндіруде қалай орындау керек екен әр қозғалыстың. Міне біздің ең мықты жігіттер 40-тан асқан денелері үредей қазір 3 секундтан кейін жүгіруге шығады. Бір айналым 200 метр жүгіру кетті. Бұл жерде енді бірінші орында Антон Куш және де Александр Пономарев екі жолдас, бірақ қазірше алаңда екі қарсылас, бірдей 12 ұпаймен бірінші, екінші орында келе жатыр. Денис Мишур үшінші орында 16 ұпаймен. Ал қалған төртінші орында Максим Колупай, 5 Виталий Павлов, 6 Терехов Алексей, 7 Юрий Оспанов, 8 Денис Панков, 1 Асхат Қалмұратов. Ол жағы нелерін айтып отырдым, қай жолда өнер көрсететін. Денис бірінші болып зілтемірге келді. Міне жұлқа көтеруін орындауда. 15 рет үзбей істей алам екен, қарайық. Ол да кәдімгі күш. Міне Денис Панков. Бәрі күшін салуда. Таза қимылын орындауда. Асхат Қалмұратов қиындау болып жатыр. Қиындау 50 килограмм. Өйткені бұл жерде жұлқа көтеруге, салмақ көтеру ойнайды. Асхаттың денесінің салмағы өзі көріп тұрсыздар, онда үлкен емес екен. Юрий Оспанов. Бір талдап істеген дұрыс деп ойлаймын. Тастап, өйткені күшті үнемдеу керек. Александр Терехов 50 килограммды ойнап қана көтеріп жатыр. Білемін, 100 салмақты зілтемірді көтере алатын бұл атлеттің. Болды, 12 рет көтеріп тастады, бёрпиге жатты. Бұл жерде бірінші орынға кім болады екен? Александр Пономарев, Куш Антон, Денис Мишур үшеуінде мүмкіндіктері бар. Қазірше бірінші орында Александр Пономарев келе жатыр. Артынан ілешала Денис пен Антон. Виталий Павлов та қалыспауда. Бәсекенің ең қызығы міне алдарыңызда не деген тамаша сайыс болып жатыр. Денис берілмеуде. Александр бір бёрпи алда келе жатыр. Денис қужетіге тұрсады. Антон да, Виталий Павлов та бёрпиге жатты. Қараймыз, әлі алда тағы да 6 рет отырумен жылқа көтеру қозғалысы бар. Одан кейін 6 бёрпи, сонымен бітті. Қорапқа жүгіріп барып қол тигізсе, сонымен осы сайыс аяқталады. Бұл нағыз күш қуаттың сынағы. Виталий Павлов бірінші орында келе жатыр дейді. Біз Антон мен Александр қарап тұрған кезде Виталий Павлов бірінші орынға шығып кетті. Не деген тәжірибелі атлет, қараңыз қалай орындауда. Кім бірінші болып? Александр бірінші болып бёрпиге жатты. Александр не дегенмен осып кетті. Оп-оңай, міне қараңыз, мінсіз бірінші орынға шықты. Жүгірмей-ақ, асықпай барып
қорапқа қолын тигізіп, мен біріншімін дегенін көрсетті. Иә, Александр, құттықтаймыз. Не деген жарық өнер. Антон екінші, артынан 3 күн қалып, Денис үшінші болып жапты. Виталий Павлов төртінші. Жоқ, төртінші емес, әлі жапқан жоқ, өйткені соңғы қайталауын саналмады. Төреші қайтарып келіп, тағы да бір бөрпе жасатуға мәжбүр етті. Енді 4 спортшы қалды. Терехов Алексей, бөрпеде Максим Колупай. Екеуі де бөрпе істеп жатыр. Қайсы ертерек жабатын қазір көреміз. Екеуі де жылдамдық қосуда. Алексей Терехов. Иә, Алексей Терехов Максим Колупайды осып кетті. Енді Юрий Оспанов қалды және де Асхат Қалмұратов. Алдымызда 2 минут уақыты бар. Осы тапсырманы түгелдей орындауға менің ойымша уақыт жетеді деп ойлаймын. Не деген? Денис Панков бар екен, ұмыт кеттім. Мынау біздің жеңімпазымыз, осы сынақтың жеңімпазы, осы жарыстың жеңімпазы Александр Пономарев, CrossFit Arena Петропавловск. Ал енді Юрий Оспановты қарайық. Я, қиын болып жатыр, ілінуден жолға көтеру 50 келі салмақта, ауыр. Денис Панков асықпайды. Я, ол да отырумен алуға алысыпты. Я, Денис Панков алда келатыр екен. Әлі де 1 минуттай уақыт бар. Міне біздің жеңімпаздарымыз, 2 жолдас, 2 дос. Антон Куш екінші орында, Александр Пономарев 1, Денис Мишур үздік үшінші болып аяқтады. Панков Дениске ауыр тиіп тұр, көрдіңіз. Асхат Қалмұратов бөрпе орындауда, одан кейін отырумен жолға көтеру болады алдында. 40 секунд қалды, үлгерер мекен. Денис Панков үлгеру мүмкін, өйткені алтақ қайталау қалды, 5. Я, үлгереді, Денис Панков жауып үлгереді. Қараңыз қалай жылдамдықты артуда. Асхат Қалмұратов. Я, Асхат Қалмұратов алдыңғы сынақта мозолін жытып алған еді, қолының сол ұшында зілтемірді ұстауды қиындатуда. Роман Денисті құттықтап жатыр. Юрий, мен білемін, соңына дейін берілмейді. Қалай болса да жарыста ешқашан көрмеппін тоқтап қалғанын. 3-1 бітті. Я, құттықтаймыз біздің спортшыларды. Я, осымен олардың жарыстағы уақыттары бітті. Алдымызда әлі интермедиат санаты болады. Ең жас та, мықты да жігіттеріміз алда. Олар алдында 2 толқын. Олардың тапсырмасы тура дәл осындай болады. Қазір біздің 40-тан асқан ересектер суретке түсуге, есте сақталуға бәрі түзілуге тұрып тұр. Қазір егер операторлар біз көрсетсе, көресіздер қандай не деген еркектер денелерін суретпен салып қойғандай. Өкінішке орай бұл эфирімізге бізге түспей қалды. Бірақ мен қазір мына алаңнан көріп тұрмын. Біз бейне қаталау болып атқан кезде біздің 40-тан асқан ересектеріміз күшті сурет жасауда. Қол шапалақтап қояйық. Бәрекелді. Мынау енді жарыстың жарысы болды. Міне қоштасуда бірде-бірі қол жоғып, құшақтасуда. Это же победа. Сергей это же Александр стоило того. Не просто так приехал. Нас видно? Давай здесь. Друзья, а вот и победитель. Он не только закончил первым школу, но и, как мы понимаем, он будет стоять на первой строчке нашего пьедестала. Тут никакой интриги нет. И мои ему аплодисменты и поздравления. Давайте поздравим его, друзья. И поздравим еще раз, когда увидим на первом месте. Дорогой друг, очень интересный комплекс. Была ли какая-нибудь сложность? Все было сложно. Ну, мы старались показать, на что способны. Спасибо всем большое. Хватит. Все, хватит. Очень скромный и очень мощный победитель данных соревнований. Мои поздравления. Друзья, мы продолжаем. Мы переходим
к самой мощной категории Intermedia Men. Так, у нас в эфире вопрос, почему Давиду Штайнпрейсу дали ноурэп. Я сам как раз находился в этот момент рядом, видел, как он делает бёрпи через мешок. Там условие было, прыгать надо было через мешок, а он прыгал мимо мешка, поэтому судья дал ему 2 или 3 ноурэпа. Да, он потерял там драгоценные секунды, к сожалению, из-за этого он не смог оказаться победителем в своей категории. Так, далее у нас выступает категория Intermediate Men. В этой категории у нас будет 2 хита. Первый хит у нас... Первый хит у нас на вторую линию выходит Ержан Джексибаев. На третий Алмаз Нугмеджанов. На четвертый Нурсултан Жакан. Пятый Аяз Хасенов. Шестой Саид Темиров. Седьмой Михаил Шинин. Восьмой Муратхан Кужагулов. Девятый Махжан Балшабеков. Обратный отсчет. 3 секунды. И старт. Финал. Первый хит. Категория Intermediate. Мужчины побежали на 200 метров. 1 круг бега. После этого нужно будет выполнить 12 рывков штанги 50 килограмм. Далее 6 бёрпи через штангу фронтальные, 9 рывков свиса, 6 бёрпи через штангу фронтальные и 6 рывков в сет. И завершает этот финальный комплекс с 6 бёрпими фронтальными. Видим, что Махжан отрывается на беге вперед. Он это уже до этого в первом комплексе показал, что бегает он очень хорошо. А вот с силовыми посмотрим, как он будет сейчас работать со штангой. Да, круг 200 метров он делает меньше, чем за минуту. Снимает сразу же футболку и приступает к рывкам. Опа, и первый же ноурэп. Да, вот о чем я и говорил. Бегаем хорошо, вот с тяжелой атлетикой есть проблемы. Тем временем приступают другие атлеты к рывкам. Алмаз, Нурсултан Жакан. Так, никто пока еще не бросает, все пробуют делать unbroken, не дробят, работает touch and go. Муратхан Кожагулов, вот у вас на экране, работает четко, красиво, с хорошей техникой, с подбивом и с фиксацией верхней точки, чтобы у судьи не было вопросов. Михаил Шиндин, то же самое, видно, опытный атлет, есть фиксация, работаем 1,5 минуты. Саид тем временем переходит на бёрпи, вот он у вас на экранах. Саид опередил на рывках своих оппонентов. Итак, кто еще у нас? Еще у нас Алмаз Нигмеджанов бёрпи делает. Аяз Хасенов, вот он. Бёрпи уже очень тяжело пошли, а впереди еще работа со штангой. Да, Саид здесь лидирует. Делает рывки свиса в стойку, делает это touch and go. Нурсултан Жакан тоже делает свиса в стойку. Алмаз делает короткие паузы. Мне кажется, в такой ситуации лучше бросить штангу, сделать отдых, потому что следующий рывок еще сложнее будет. Здесь хват максимально устает, пульс запредельный. Поэтому нашим атлетам желательно здесь не допускать ошибок. Секунды очень важны. Саид переходит на бёрпи. Нурсултан Жакан не отстает. Саида падает темп, пока мы это не видим. Впереди у него рывки в сет. Здесь, если будет пульс высокий, а с рывками будут проблемы, то в сет будет тяжело. Смотрим, остается 2 повтора Михаилу. Он делает свиса в стойку. Махжан у нас, кажется, до сих пор делает первые 12 рывков. И, к сожалению, не в стойку, а уже в сет работает. Так, Саид переходит на рывки в сет. Нурсултан Жакан их уже выполняет и обходит. Он их делает touch and go. 6 повторений, 6 бёрпи. Ай, падает Нурсултан Жакан. Видимый. Это возможность для Саида вырваться вперед. Саид воспользуется ли ошибкой Нурсултана? Да, Нурсултан вообще встал. Саид тем временем выполняет свои повторы. Аяз, видим, тоже испытывает проблемы с рывком в стойку. 1 повтор ему остается. Еще никто не перешел к последнему бёрпи. Нурсултан переходит к последним бёрпи. И Саид падает тоже. Следом идет кто быстрее. Вот они, последние секунды. Идут вровень. Саид чуть быстрее. Последние 2 бёрпи. Остается Саид. Чуть-чуть опережает. И он выигрывает этот хит. Поздравляю, Саид. Хорош. На последних секундах не отдал он победу. Хотя Нурсултан Жакан шел очень хорошо. Уронил он, к сожалению, штангу и воспользовался этой ошибкой. Саид, поздравляю с победой. Нурсултан 2. Сейчас Алмаз Нугмеджанов заканчивает этот комплекс. Остаются еще атлеты на поле. Есть еще 2 минуты времени, чтобы закончить.
Михаил Шиндин, вот Аяз. У нас еще работает, ребята, работает. Вот Нурсултана можно поздравить. Аяз делает рывки в сет. Да, судья контролирует, чтобы был до сета. Остается ему еще 4 повторения. Тем временем Михаил переходит на бёрпи. Легко он их делает, смотрит по сторонам, чтобы его никто не догнал. И он у нас финиширует, да. Закончил Михаил Шиндин. Дорогие друзья, я продолжу. Мы увидим Ануара на интервью. А сейчас, пока ребята заканчивают и борются, все равно борются за свои результаты, ведь можно опередить тех, кто будет в следующем хите. Есть те, кто уже закончил. То есть в этом комплексе победил Саид Тимиров. Мои ему поздравления. И сейчас, скорее всего, у него будут брать интервью. Друзья, это мои ему поздравления. Саид очень мощный парень, очень мощный пахарь. Он тоже в команде Алаш тренируется. И сейчас у нас Макжан Балшабеков, по-моему, тоже заканчивает, выполняет последние бёрпи. Совсем чуть-чуть ему осталось. И также у нас Ержан Жексибаев работает, тоже финиширует, остались последние бёрпи. То есть все ребята закрывают комплекс до конца, то есть остаются буквально там 20 секунд, но я думаю, что они... нет, закроют, но нет. Макжану еще нужно, оказывается, в сет брать, то есть он еще не закончил, а вот Ержан Жексибаев уже завершил комплекс. То есть все-таки будет один атлет, который комплекс до конца не закроет. Но сложный комплекс, это финал, и если с весами проблемы, то они как бы покажут свое. На самом деле взрывной комплекс. И сейчас мы будем брать интервью у Саида. Но пока идет повтор, друзья, я скажу, что один из наших спонсоров, компания A-Event KZ, специализируется в сфере организации и техническом обеспечении мероприятий. Собственное производство, обширный парк высококлассного оборудования и самые квалифицированные специалисты позволяют нашей компании провести под ключ мероприятия любого масштаба и сложности. Что мы и видим, друзья. Это очень большое мероприятие, очень много трудов было вложено, чтобы оно было таким ярким, красивым и всеохватывающим. То есть с любой точки мира можно сейчас смотреть прямую трансляцию. Макжан, тут пишут, что ты молодец. Мои тебе поздравления. Надеюсь, что сейчас будет у нас короткое выступление Саида. Вот, надо музыку соответствующую подобрать. Перед вами Саид Тимиров. Вот это был фееричный финал. Ты знаешь, что ты на последних 6 бёрпи отставал. И на последних секундах просто вырвал эту победу. Расскажи мне свои эмоции. Что ты испытываешь? Я испытываю кайф. Я рад быть частью этого праздника. Но у меня концовки всегда хорошие. Если я до туда дошел, то пора заканчивать. А почему так не начинаешь? Потому что, чтобы начать, нужны силы. Не, красавчик. Это было красиво. Молодец. Поздравляю. Все, спасибо. Друзья, сейчас у нас выходят на экраны топ-атлеты, то есть это самые лучшие атлеты, которые дошли до финала в первой десятке. Сейчас у нас будут они выступать. 9 человек, я их озвучу. Дархан Исенгалиев, Абылхан Казенов, Ермек Жанатменов, Оскар Асенов, Булат Нурабаев, Вячеслав Субботин, Эрик Бержанов, Рашид Бежангалиев, Салмурат Амангельдин. И сейчас они бегут 200 метров. И если я не ошибаюсь, первым у нас... Кто же у нас? Ну, первым стартует, потому что ближе к своему мешку. Если я не ошибаюсь, Абылхан. Сейчас мы видим, что все, в принципе, выравниваются. Вижу, что Оскар Асенов прибавляет.
для того, чтобы хоть немножко иметь преимущество. Була бежит в серединке. Ну, в принципе, кроме, по-моему, Оскара, которому действительно нужно притопить и взять этот комплекс, никто особо не ускорялся, все одним темпом бежали. И первым Оскар заходит на штангу и первым делает рывок, но рядом с ним Ермек Жанатметов. И он тоже работает, в принципе, довольно быстро. На одном из комплексов он показал просто класс. Посмотрим, кто из ребят будет первым выходить на бёрпи. Мы видим сейчас крупным планом Ермек Жанатменов. Также видим у нас Рашид Бижангалиев. Просто красавчик, 29 лет. Первые его соревнования в предыдущем комплексе он занял первое место. Показывает сейчас Ермека Жанатменова. Скорее всего, потому что он лидирует и бёрпи начал делать первым. Но это не точно, друзья. Также я вижу, что Була сейчас добивает рывки свиса в стойку, а значит, что он уже, да, бёрпи-то понаделал. Вот, значит, что он уже бёрпи закончил. Поэтому сейчас все внимание будет приковано к этим ребятам. Ермек Жанатменов, он, если я не ошибаюсь, не со Астаны, но я точно не знаю. Но сейчас я вижу, как он первый начинает делать бёрпи и практически догоняет Булу. Но у Булы сейчас рывок в сет, и проблем у него со штангой, особенно с весом 50 килограмм, не возникает. То есть сейчас Була, думаю, будет финишировать первый. И, скорее всего, первым и останется в лидерборде. Ну, заслуженно. Хороший, мощный атлет. Вы за кого болеете, дорогие друзья? Напишите ваши комментарии. Вот сейчас показывает Булу. Ему остались последние 6 бёрпи через штангу. 2. Друзья, практически через несколько секунд Була побежит к финишу. Думаю, вот сейчас осталось еще 2 бёрпи. А, нет. Все. Була закончил, друзья. 2 минуты 42 секунды. Он, то есть бег и все. Вторым закончил Эрик. Эрик Бержанов заканчивает комплекс вторым. Что мы видим сейчас? Третьим заканчивает Оскар Асенов. И давайте посмотрим по местам, кто каким сейчас будет. Но Оскар Асенов был на втором месте, и, скорее всего, второе место он сохранит. Но, да, потому что он Вячеслава Субботина опередил. И, думаю, Оскар Асенов закрепляет за второе место за собой. Булат Нарабаев будет победителем. Но я думаю, что это ни для кого не секрет. У него, в принципе, по баллам довольно все хорошо. Хотя на последнем комплексе он нехило так просел и сравнялся с Оскаром по очкам. Ну и тут уже, конечно, если Оскар пришел третьим, то, скорее всего, так показывает Рашида. Рашид финишировал. Рашид, я вам серьезно говорю, он первый раз выступает на соревнованиях. Видно, что он просто приехал для того, чтобы получить удовольствие. Аблайхан недоволен, видно, он как бы результатом, наверное, хотел побыстрее закончить. Также я вижу, что ребята, ну, выложились на полную, и все закончили. Видите, то есть все закончили практически там за 3 минуты, и я сразу говорил, что это будет очень сильный, мощный заход. Никто из них не хочет проигрывать. Вот я так понимаю, что Эрик был на 5-м месте, и он сейчас в 2 очка заработал. Ну, может быть, он переместится на 4-й, но это не точно. Опять же, смотрите, все друзья ваши, вот Эрика показывают, очень мощный атлет. Также Ермека Жанахметова показывают. Это вот Субботин у нас на повторе, Вячеслав Субботин, тоже мощный атлет. Так. И, друзья, что хотелось бы, вот сейчас Аблайхана показывает, у нас, что хотелось бы сказать. Все, закончился праздник жизни, это был последний хит на сегодня, нас ждет впереди награждение, и я искренне надеюсь, что сейчас мы... Булат Нурабаев, вот она, тотальная доминация в категории интермедиат. Була, вопрос, увидим ли мы тебя в категории элит? Конечно, к этому все идет же. Это же одна из ступеней. Годик в элите и в мастера.
Я помню, как ты в прошлом году болел за меня в этих же соревнованиях. В этот раз я болел за тебя. Рад, что у тебя получилось выиграть. Поздравляю тебя с победой. Может, ты еще приветы передашь кому-нибудь еще? Обязательно вот здесь вот наш кроссфит комьюнити. Вот. Это победа. И этой победы бы не было без такой поддержки. Наш кроссфит комьюнити самый лучший топ. Вот. Ну, передаю привет всем, кто меня знает, в первую очередь своей семье, своим детям, жене, маме, отцу, всем. В общем, меня просто переполняют эмоции, и чуть-чуть словарный запас сразу ограничивается. Ребята из категории RX, готовьтесь, за вами идет Булат Нурабаев. Дорогие друзья, сейчас показывают крупным планом, как выглядит медаль победителей. Очень такая красивая медаль. Видно, что постарались сделать качество. Друзья, сейчас, скорее всего, будут какие-то конкурсы, возможно, общее фото. Мы будем следить за этим. Пока показывают, как разбирают инвентарь наши волонтеры. Хочу сказать, что одним из наших главных спонсоров является Agro Consulting Company. Это представление экспертных услуг для агробизнеса, направленных на повышение эффективности решения проблем и устойчивое развитие, включая финансовое планирование, юридическую поддержку, технологический анализ, цифровизацию и привлечение инвестиций. В Казахстане такую деятельность осуществляет, например, компания Agro Consulting Company. Друзья, очень многое зависит от того, какие спонсоры и как они могут помочь нашей федерации. Но также хотелось бы огромное спасибо сказать Астана Концерт, всем звукачам, всем видеооператорам, которые сегодня были вместе с нами и помогали делать этот праздник жизни. Напоминаю, подошел к концу чемпионат Республики Казахстан по функциональному многоборью. Сентябрь 2025 года. И сейчас у нас будет подготовка к награждению. Давайте переключимся сейчас на нашего ведущего и послушаем, что он скажет. Я так думаю, что, возможно, сейчас будут какие-то розыгрыши, может быть, какие-нибудь подарки. Посмотрим, друзья. Нужно 5 парней и 5 девушек. Раз, два, три, четыре. Группа девчонок, болельщиц. Где никуда не спрятались все. Нет, подождите, я же их заранее забронировал всех. Пошлите, Дина, Динара. Нет, не обижайтесь это. Сейчас, секунду. Девчонки, не обижайтесь. Я заранее бронировал некоторых людей, поэтому, сори, они уже были. Пойдемте, пойдемте, не надо. Динара. Так, Динара и Дина. Так, парни, вас раз, два, три, четыре. Еще один нужен парень. Один еще нужен парень. Парни, что стесняетесь? Я что поднимать руки? Надо идти, я должен... Разберемся на месте. Пойдем. Почему-то девушки не задают эти вопросы, а парень спрашивает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девчонки, без обид.
кто-то из вас лишний. Вот эти девчонки заранее были, они подготовились. Ну давайте, хорошо. Желаю успехов. Всего лучшего. До свидания. Так. Баян Борисова, Тим. Надо же. Баян Борисова, Тим. Так, друзья, у нас будет с вами 3 задания. 3 задания. Рад поприветствовать всех. Первый раз проводим конкурс болельщиков. Мне кажется, в чем интересно? Все заведенные хотят себя показать так же, как те спортсмены. Плюс 40. И очень хорошо. Мы боялись, что-то не выйдет. И думали, как сделать правильно. Конкурс будет состоять из 3 заданий. Мы хотели всех уравнять, но сделаем не так. Женщинам будет за 1-е и 2-е место, за 1-е место абонемент 2-месячный в Invictus, за 2-е место месячный абонемент в Invictus. Мужчины за 1-е место 3-месячный абонемент в Life Fitness. И всем напитки компании «Арасан». Спасибо, Николай Ильич. Это был президент нашей федерации. Так, ребят, сразу говорю, какие будут конкурсы. Первый конкурс – это вис на перекладине. Все просто. Кто дольше всех провисит. Окей? Дальше у нас с вами будет, кто-то сталкивался, кто-то нет, рыбалка на грибных тренажерах. Рыбачили? На грибных тренажерах. Как это делать? Не знаю. Вот тренера. Надо включать в разминку вот эти упражнения. Ну а 3-й конкурс – это прыжки на скакалке. Причем задача сделать тройные прыжки. Умеете делать тройные прыжки на скакалке? То сами атлеты не умеют это. Не, обычный, одинарный. У меня просьба, вот сейчас пойдемте все со мной. Все атлеты, пойдемте со мной. Я попрошу вас привести грибные тренажеры. У каждого будет свой. 1, 2, 3. Так. 10 же тренажеров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пойдемте, ребят. Все просто. Он легкий. Вам необходимо сделать следующее. Вот таким образом поднимаете его. Впереди колеса. И поехал, толкая его. Все, поехали. А я буду выставлять композицию. Мы работаем, у нас конкурс со зрителями. Некоторые люди просто еще не сталкивались с грибными тренажерами. Задача показать. Как тебя зовут? Давай знакомиться. Как тебя зовут? Саня, Саня. Саня, Саня. Ты от Собяниной? От Собяниной пришел? Конечно. Понятно. Давай вот так. Нет, дальше иди туда. Чуть дальше. Ты можешь его прямо толкать? Да, тут такое ощущение, что ты не можешь. Так, теперь разворачивай сюда. Нет, не так. К зрителям поближе. Ребят, по мне равняетесь? Вот рядышком, вот сюда, прям до линии. Ближе сюда, нет, чтобы вам было видно. Пойдемте ближе сюда, вот сюда, ребят. Так, окей. Рядышком тоже вот сюда. Прям по линии. Ребят, окей, пусть будет так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну а где ты ходила, когда я приглашал? Так, отлично. Окей, по правилам я расскажу. Главное, выставили. Окей. Так, ну что, первый конкурс у нас будет с вами на перекладине. Пойдемте к перекладинам. Выбирайте себе перекладину. Если нужна магнезия, она есть. Сразу себе на руки ее намажьте. Задача любым способом держаться можно. Закрытый хват, открытый хват, разнохват, как угодно. Вы должны один раз запрыгнуть, повисли, и в этом положении вы должны висеть. Ногами нельзя касаться конструкций металлических и остальных. То есть вы должны провисеть. Кто дольше провисит, тот, соответственно, победитель будет. Будут победители в категорию мужчин. Как? Давайте не будем менять хват, да? Один.
Да, давайте уточнение от Романа Жантлеева, чтобы все были в равных условиях. Один прямой хват. Посмотрите сразу, удобно ли вам висеть, сразу подготовьтесь. Задача провисеть максимально долго. Алекс, когда ребята будут висеть, я тебе скажу, нужно будет, соответственно, включить какую-то музыку тоже веселую. И, уважаемые коллеги, можно будет таймер включить? Да, конечно. Здесь правильный комментарий. Мы же все-таки сейчас работаем со зрителями, уважаемые участники, поэтому висим лицом, конечно, к нашим болельщикам. Так, ну что? Судей не хватает? Ребят, можно судьи? Я знаю, целый день судьи работают, устали уже. Ну, еще мгновение, буквально чуть-чуть. Мы скоро закончим уже. Ребят, можно судьи вас попросить сюда? Может, ты сам посудишь, Роман, если что? А, ты уже судишь. Ну, давайте, ребят, попробуйте, тест сделайте сразу. У вас есть возможность чуть-чуть повисеть. Посмотрите, насколько вам комфортно, некомфортно. Но когда висим, ногами не касаемся конструкции, окей? Все, готовы? Как обычно, у нас говорят, атлеты готовы? Атлеты поднимают руки. Судьи готовы? А? Еще один судья. Давай, ты посудишь. Так, подождите, а как вот собирается эта девушка висеть? Как вы будете висеть? Вы же должны коробку убрать. А вы что собирались делать? Расскажите мне, пожалуйста. Стоять собирались? Так, вы тоже зумер? Нет? Вы средний, окей. Ладно, давайте уже начинать. Задача провисеть, не касаясь ногами. Атлеты готовы? Судьи готовы? 3, 2, 1, поехали! Да, можно такую музыку поставить, супер. А я пока поговорю с нашими зрителями. Вас как зовут? Анара. Анара. Хорошо, Анара. Дина. Диночка, самая активная болельщица. Динара, я знаю, можно ничего не говорить. Вы сегодня все сказали. Вас как зовут? Лязат. Лизат. Какое красивое имя. Так, как вас зовут? Нурлан. Вообще правильно говорит, надо было прямой хват держать. Вас как зовут? Батыр? Бахат, отлично. Так, а вас, юноша, как зовут? Алихан. Алехандро. Так, Саша, Саня. Александр. Хорошо. А вас как зовут? Камила. Камила. И в конце у нас... Аблай. Аблай. Супер. Так, напоминаю, мы определяем победителей среди парней и девушек. Так, первый пошел. У парней есть еще возможность. Саш, может, ты будешь чемпионом сегодня? Давай посмотрим. Мне кажется, Алехандро собирается долго висеть. Больше минуты висим уже? Девчонки пока на местах все. Некоторые даже медитируют просто, глаза закрыли. Хорошо. Так. Отлично. Дина ушла. Так, кто остался из парней? Так, ну вот, уже один победитель среди парней есть. Хорошо. Супер, поаплодировали. Так, а среди девочек, да, тут какая-то конкуренция. Они друг на друга смотрят. Это подружки, кажется. Лязат, прыгай. Хочешь, говорит, хватит уже висеть. Секер, все, молодец. Ты победила. Ты победила. Так, у нас есть... Все, можно прыгать уже. Браво. Так, у нас победители в этой части конкурса. Еще раз, Камила, да? Камила. И второй победитель... Нурлан. Так, супер. Можно музыку выключить? Алекс, можно музыку выключить? Ребят, давайте сделаем так.
так как никто не работал еще на рыбалке из этой группы людей. Ребят, не садитесь, подождите. Мальчики, девочки, пойдемте сюда. Мальчики, девочки, пойдемте сюда. Вот вам должно быть видно. Я сяду. Итак, грибной тренажер. Нажимаем, давайте выключим меню. Теперь здесь есть разные значения. Вот больше опций. Больше опций. Игры, видите, игры. Нажимаем на игры. Есть рыбки, вот она рыбалка. Вам все видно, да, ребята, участники? Теперь внизу слева вот эта маленькая рыбка. Это вы, участники. Есть самая маленькая рыбка, вы ее должны скушать. Есть вот эта золотистая рыбка, вы ее тоже должны скушать. А есть вот эта страшная черная рыбка, это хищник. Вы от нее должны убегать. Я сейчас попрошу вот своего коллегу Евгения. Жень, подержи, пожалуйста, микрофон. Смотрите, что происходит. Сейчас. Что происходит? Ребят, ваше право, любое усилие может быть. Теперь смотрите, я сажусь. Теперь, когда я начинаю тянуть, видите, рыбка начинает подниматься. Чем сильнее, тем... Женя, что ты делаешь? Я волнуюсь. Вот, ваша задача поймать вот эту рыбку, съесть. Раз, кушал, два. Смотрите, эту рыбку 30 баллов, эта рыбка 60 баллов. Если эта рыба вас кушает, черная, соответственно, вы теряете количество баллов. Вот я набрал 120. Окей? Видели? Работа всего лишь на 4 минуты. 4 минуты всего лишь. Теперь грибные тренажеры устанавливайте на место. Можно будет забрать. Здесь, вот, где Акма? Акмарал. Акмарал здесь есть? Ну ладно, Акмарал нет, я сам тогда скажу. Смотрите, уважаемые участники, на самом деле в данном конкурсе не играет роль, мужчина это или девушка. Вот на моей практике лучшая была эта девушка, мама 4 детей. Она набрала 2200 баллов за 4 минуты. Здесь важна техника, подсказываю. Не нужно сильно молотить. Здесь нужно, вот когда вы рыбачите, ловить момент. Поймал и дальше сидишь, ждешь рыбку. Хорошо, Динара? Дина, прошу прощения. Итак, мы уже начали работать, что ли? Еще рано. Пробуйте. Ну, попробуйте все, сделайте пару движений. Николай Ильич разрешает, да, протестировать. Буквально чуть-чуть. Все, попробовали? Теперь возвращаем ручки на место. Как на соревнованиях. Возвращаем ручки на место. Откатываемся назад. Судьи обнуляем. Меню. Судьи, уважаемые, обнуляем. Динара, мы как на кроссфит соревнованиях. Откатываемся назад. Ноги прямые. Все, отлично. Разберетесь потом. Вот вы, вот вы, вот вы. Черная – это хищник, нужно убегать, хорошо? Остальных нужно кушать. Откатывайтесь назад, ноги прямые. Теперь нужно все-таки нажать, да. Ты можешь двоих смотреть? Ничего страшного. Окей. Все, ребят, у всех включены режимы рыбки. Появились рыбки. Все, отлично. Секунду, судья не давал еще разрешения. Атлеты готовы? Судьи готовы? Зрители, вы готовы поддержать? Алекс, готовь музыку. Откатываемся назад. Да, Не, ребят, судьи, здесь не надо ничего засекать, таймер. 4 минуты автоматом. Не работает? Пропала рыбка. Сейчас, секунду. Давайте, скорее. Игры. Все, давай, 3, 2, 1, погнали! Все, есть. Все, поехали. Здесь задача, не надо мощно грести. Вот есть здесь чемпионка одна, Акмарал. Она знает, как работать на гребле. Работа на 4 минуты всего лишь. Сейчас вы, соответственно, сможете или не сможете набрать какой-то... Важное уточнение. Когда 4 минуты закончатся, не уходим с машин,
Уважаемые судьи, просьба зафиксировать то количество, которое сделают наши участники. Да, вот хороший ракурс выбирают наши операторы, ребята. Работа на 4 минуты. Мне кажется, не стоит так. Лучше спокойнее. Спокойнее. Изи. 105 баллов. 105 баллов. Давайте посмотрим. 375, 150. Так, что скажет Динара? Динара скажет. Так, ну тут борьба между Диной и Динарой. 795. 750. Рядышком подруги идут. 615. Напоминаю, если хищник вас съел, у вас минусуются баллы. 645. Так, Алекс. Полминуты. 1065. Браво. 1365. Бахет. Так, по парням понятно. Что скажут девчонки? 885. 870. Сейчас автоматом выключатся сами они. 600. Там немного осталось. 825. 1065. Не надо так на рыбку говорить. Она хорошая. 900. 1020. Уважаемые судьи, фиксируем. Сидим на месте, не уходим. Не уходим. Роман запишет. Не уходим, сидим. Сидим. Уважаемые судьи, зафиксируйте. Роман запишет сейчас. Сидим, не уходим. Алекс, можно музыку притушить? Ребят, как вам рыбалка? Понравилась? Девчонки, понравилась рыбалка? Я рекомендую, ребята, тренера, используйте на разминке вот эту рыбалку, очень хорошая вещь. Также есть там дартс и другие игры. Можно синхронизироваться и смотреть, кто сколько сделает. Так, сейчас Роман запишет результаты и отпустит вас. Алекс, можно музыку выключить? Сейчас мы, ребята, а потом девчонок, хорошо? 1305. Да, ребят, очень важно отметить, что призы крутые, поэтому здесь судейский корпус в лице чемпиона мира, трехкратный чемпион мира Роман Жентлеев четко фиксирует, кто сколько выполнил. $990. Набралась энергия от Баян Борисовой.
960. 1002. Это что, победитель? Второе, да? Так, отлично. Ребят, молодцы. Понравилось? Давайте поаплодируем. И пройдем теперь на зону, где вот тяжелая атлетика у нас была. 10, да, или сколько? Ребят, извиняюсь, давайте сделаем так. Сначала, давайте сделаем так, не торопитесь, стойте. Да, пусть мальчики прыгают, а девочки смотрят и лайфхаки себе подмечают. Хорошо? Нет, давайте одинарный будем делать. Одинарный сделаем. Да, девочки, можно в сторону отойти, да, чтобы не мешать обзору. Роман, мы делаем в течение минуты? Количество, да? Побеждает тот, кто сделает больше. Да. И красивее тоже. Да. Отлично. Как Роман скажет, так и сделаем. Так, ну что, атлеты готовы? Сами можете, ребят, судьи, таймер поставить? А вот у парня нет. Или Дина посудит? Да, можно Дина. Раз не участвовал в соревнованиях, хотя бы посуди. Так, отлично. Да, всего лишь минуту, максимальное количество прыжков. Одинарные, ребят, одинарные. Давайте. 3, 2, 1. Поехали. Можно музыку поставить? Интересную технику демонстрирует Бахыт. Насколько это поможет ему сделать больше прыжков, посмотрим. Так, ну что, у нас, наверное, уже половина пути прошло. Наши судьи сами скажут, когда время закончится. Не могу сказать, кто больше сделал. Сейчас узнаем. Так, ну что, нужно подойти к Роману и зафиксировать результаты. Как зовут человека, да, и количество прыжков. Девочки, пока проходите, готовьтесь. Все записали? Так, окей, теперь девчонки готовятся к прыжкам. Хорошая техника, браво. Давайте посудим тоже девчонок. Раз, два, Дина. Дина будет судить кого? А не, вот девочка одна стоит почему-то там. Может быть... Вот дальняя девочка у нас без судьи. Или... все. Раз, два, 3, 4, 5. Все, судьи есть. Атлеты готовы. Не готовы атлеты. У Саида какая-то модная такая скакалка. Где он ее взял вообще? Так, ну что, все, атлеты готовы, судьи готовы. 3, 2, 1, поехали! Нужно напрыгать максимальное количество прыжков. Такое ощущение, что Дина планирует больше всех сделать. И Динара. Хорошая техника у девчонок. Быстро, четенько. Явно занимаются с Баян Борисовой вместе. Дина и Динара пока, судя по ощущениям, быстрее это делают.
целая минута у девчонок, уже меньше, наверное, полминуты. Ориентируемся на наш судейский корпус. Десять секунд осталось. Все, время. Уважаемых судей, просьба подойти к Роману и зафиксировать результаты наших зрителей. Нам буквально понадобится некоторое время, чтобы определить победителей. Николай Ильич, а можно вас? Yeezy season approaching, fuck whatever y'all been hearing, fuck whatever y'all been wearing, a monster about to come alive again. Soon as I pull up and park the Benz, we get this bitch shaking like Parkinson's. Take my number and lock it in. Indian hair, no moccasins. It's too many hoes in this house of sin. Real nigga back in the house again. Black Tim's all on your couch again. Black dick all on your spouse again. And I know she like chocolate, man. She got more niggas off than Cochran, huh? On sight. On sight. How much do I give a fuck? Let me show you right now before you give it up. How much do I Все, мы готовы? Ну, давайте, наши уважаемые зрители, участники, давайте встанем вот сюда лицом к нашим зрителям. 5 парней, 5 девушек, рядышком друг с другом. Давайте вот сюда. Пойдемте. Вот где Николай Ильич находится. Пойдемте, девчонки. Я даже не знаю, кто сейчас победитель, потому что Роман считал. Так, нам наши уважаемые волонтеры помогут, да? Супер. Ну, в первую очередь, я хочу поблагодарить вас, уважаемые болельщики, зрители, за то, что вы 2 дня с нами поддерживаете наших атлетов. Отдельно хочется большое спасибо сказать и привести пример болельщиков Баян Борисовой, Динару и Дину. Обратите внимание, они не просто пришли, они подготовились и 2 дня активно поддерживали. Вот будьте такими, как наши замечательные девчонки. Николай Ильич, вы что-то хотите сказать? Ну, я хочу поздравить вас за то, что вы нашли смелость выйти, поучаствовать в конкурсе. Это здорово. Мы хотим, чтобы больше людей занималось функциональным многоборьем. Мы приготовили призы, объявили. Первый раз мы проводим конкурс, и поэтому всем участникам вручаются напитки «Арасан». Поздравляем! Еще раз поздравляем. И как мы говорили, 2 абонемента. Один месячный, другой 2-месячный в Invictus. А Роман Жантлеев, кто занял 2-е место среди девушек? Итак, по итогам 3 заданий по системе судейства Международной Федерации функционального многоборья, 2-е место в категории девушки заняла спортсменка по имени Лизат. Лизат показала 2-й результат в финале, и поэтому она обошла Камилу, к сожалению. Итак, а теперь чемпион. 1-е место с небольшим отрывом заняла девушка с красивым именем по имени Динара.
Динара прыгнула феноменальный, показала результат в прыжках. 187 прыжков за минуту. Это, я думаю, спортсмены вряд ли сделают. Я точно нет. Так, сейчас барабанная дробь. Наши чудо-богатыри, батыры. Итак, у них всего лишь одно место, но самый ценный приз. Итак, чемпионом стал Аблай. Аблай ровно прошел по всем конкурсам, занял первое место в прыжках. Рядом был Бахыт. Первое и второе место у него было в двух последних, но за счет 5-го места он травмы опустился. Да. Спасибо, ребята. Спасибо. Еще раз поздравляю победителей. В следующий раз расширим конкурс, наверное, если понравилось. Но он нужен был. Итак, судьи, наверное, готовы. Слово Рустаму. Так, спасибо, уважаемые зрители. Вы молодцы, девчонки. Молодцы, молодцы. Так, но мы не расходимся. Сейчас у нас с вами начинается официальная часть. Серьезно? Поздравляю, молодцы, девчонки. Так, уважаемые зрители, далеко не расходимся. Сейчас у нас торжественная часть. Категория скейлд, ребята, девушки, парни. Категория мастера, парни, девушки. Категория интермедиат. Давайте мы вспомним, как вчера красиво выходили группами, шли по арене и... Друзья, это Ну, будущее это да, звезда мы кроссфита. обязательно сделаем. Ребят, давайте как вчера соберемся вот здесь. Ребят, категории скейлд, парни, девушки. Проходим сюда, в зону разминки. Отсюда мы пойдем все красиво. Нужна картинка, нужно видео. Ребята хотят искупать вас в овациях. Пойдемте, ребята. Я понимаю, все устали. Ты куда пошел? Пошли. Все пойдут. Ребят, не поняли задачу, кажется. Мы, как вчера, группами пойдем. Ирина Шмигельская, пойдемте сюда все, ребят, девочки, мальчики. Вот сюда, в зону разминки, пойдемте. Давайте еще раз я напомню. Вчерашнее упражнение. Группами. Первые идут девочки скейл. Вторые скейл парни. Потом идут мастера девушки. Потом мастера парни. Далее идут интермедиат девочки и интермедиат парни. Идем коробками небольшими. Итак, сейчас написал, так сказать, один... Алекс, можно будет тоже, когда люди пойдут, поставить, я тебе дам задачу поставить торжественную музыку. Один из онлайн наших зрителей, Да, Михаил. сейчас атлеты собираются, я понимаю, немножко уставшие все. Говорит, Я, где по крайней проходят мере, уже соревнования? знаю, кто победитель. У меня списки. Так, традиционно Ирина Меркулева, ответственная за не только категорию скейл, но и за весь пелотон. Я слышал, вчера у нас была какая-то накладка, мы не туда завернули, да? Вот давайте будем слушать мальчика, хорошо? Как мальчик скажет, так мы и сделаем. А Ваня здесь? Иван. Иван здесь? Нету его. Вань, ты поможешь людям, да, направить как надо? По виражу идем. Ирин, по виражу идем, хорошо? Уважаемые атлеты, важная часть награждения. Да, вот как вчера, красиво проходим. Уважаемые зрители аплодируют. Мы машем. Ну вот помните, Олимпиады идут, атлеты и машут. Спасибо. Так.
дорогие друзья, сейчас будет награждение, но прежде чем он начнется, будет такой парад закрытия соревнований, где соберутся все категории, все спортсмены. Я понимаю, что все устали уже, зрители тоже уже устали, но сейчас будет минута славы ваших ребят, тех, кто выступал заслуженно на арене. Я напоминаю, что вообще все 2 дня проходил финал соревнований, то есть был отбор онлайн, а сейчас прошел уже офлайн состязания. 2 дня у нас были 6 комплексов за 2 дня, и 100 участников в разных категориях участвовали в данных соревнованиях в финале. И могу вам заверить, сказать, что вот то, что вы увидели, это большие труды. Люди потратили на такую форму не 1 час, не 1 месяц, не 1 год. Кто-то даже больше 10 лет занимается. Вот даже брать категорию интермедиа, Була занимается больше 10 лет. Я, по-моему, он с 2015 или даже 2014 занимается функциональным многоборьем. Ну, мы сокращенно зовем его кроссфит, но практически это одно и то же. Чем отличается, кстати, кроссфит от многоборья, друзья? Тем, что функциональное многоборье стремится стать олимпийским видом спорта. Вот к чему стремится. И в дальнейшем наши юные атлеты будут выступать на мировой арене, на Олимпиаде. Дай бог, конечно. Это просто будущее. Друзья, перед вами сейчас идет категория любителей. Красивые девчонки. Они уже переоделись. За ними идут категория Scale. Машут. Вот это был Бойко, Ербол. Это у нас Бигзат. Они, получается, рады, что закончилось. Все это у нас категория Мастерс. Елена Макогонова, Анастасия, Евгения Цой. Это у нас идет Товченник вместе со своим Денисом Панковым, несет флаг своего клуба. Бежит, только что пробежал Антон Кущ. Идет категория интермедиа, женщины. Итак, друзья, это почетный круг закрытия соревнований. Покажут сейчас категорию интермедиа, интермедиа мэн. И это судьи, друзья, судьи, которые все 2 дня судили вас по всей строгости и закону. Но кто-то же должен был адекватно оценивать ваши рэпы или ноу-рэпы. Сейчас все выстраиваются в единую шеренгу. Куда им вставать, показывает Иван Кравченко. Иван Кравченко — это организатор сегодняшнего мероприятия. Тот, кто помог нам настроить звук, видео, трансляцию. Собрал, в общем, мощную команду. И его мощная команда выдала такой уровень состязаний. Естественно, 2 дня состязались только те люди, которые прошли отбор. Я напоминаю, что соревнования проходили в городе Астана, Туран-59, легкоатлетический манеж Казахстан. И пока награждение еще не началось, у нас есть возможность откомментировать это, представляете, на 2 языках. Друзья, сейчас я думаю, что в дело практически вступит мой коллега, тоже откомментирует данное мероприятие. Ну а пока вы можете лицезреть на ваших экранах Михаил Шиндин, победитель одного из хитов. Субботин, кстати, сегодня воскресенье, воскресенский. Вот, а далее это у нас был только что Саид. Мы видим сейчас Тамерлана. Кстати, я за эти дни со всеми прикипел и со всеми познакомился, имена запоминал. То есть большой труд мы проделали с тобой, Ануар. Да, ощущение, как будто мы сами выступали вместе с ними, и уже как будто они все родные стали. Они хотя нас не видели. И мы только за кадром за ними следили и уже природнились. Сейчас показывают категорию интермедиа.
своей области 20 лабораторий и 600 процедурных кабинетов. Представляете? Слово Ирлану Мелсовичу. Большое спасибо. Поздравляю всех спортсменов с завершением сегодняшних соревнований. Особо хотел отметить победителей, которые сделали свое дело, то есть и получили свои награды, то есть сейчас получите награды. Это очень тяжелый труд, я знаю, что работать нужно интенсивно, это достойная награда. Я желаю, чтобы мы двигались вперед, потому что данное направление функционального многоборья, которое у нас только развивается, оно достигнет лучших результатов, и мы добьемся, думаю, Олимпийских игр. Желаю всем успехов, крепкого здоровья и дальнейшей борьбы. Мы, как компания, активно работаем над тем, чтобы мы были крепкие, здоровые. Поэтому всем участникам мы делаем специальную скидку. Это 15% скидка на лабораторные исследования, а победителям 20% скидку. Так что все следующие чемпионаты, где мы будем участвовать, пожалуйста, то есть самое главное, не забывайте номера телефонов, и все, больше ничего не нужно, мы вам все назначим. Большое спасибо за участие, большое спасибо судьям. Судьи классные, они также достойны скидок, потому что мы также их предоставляем вам. Спасибо. Спасибо, Ерлан Мелсович. Я хотел бы еще отметить, пока вот Ерлан Мелсович далеко не ушел, это человек, который не только поддерживает спорт, но и культуру. Если вы не слышали, то компания КДЛ Олимп поддержала съемки фильма «Ирбис и агент», который уже выходит в прокат в Казахстане, поэтому это замечательный человек, предприниматель, меценат. Вам большое спасибо, Ерлан Мелсович. Давайте поаплодируем. Большое спасибо. Хочу сказать, что 2-4 октября команда из Казахстана летит на чемпионат Азии в Саудовскую Аравию, в город Эр-Рияд, на чемпионат Азии. Давайте поаплодируем этому факту. Дорогие друзья, очень важный момент судейства. Вы знаете, насколько сложно и обидно, если вдруг есть судейская ошибка. Это большая проблема в спорте. И даже у нас, когда все вроде явно, подтянулся, поднял, но там есть тоже такие нюансы. И мы тот раз сказали, помните, долго была задержка, и мы хотели, чтобы восторжествовала справедливость и вручить награду. Роман, поясни ситуацию. Так, уважаемые друзья, у нас вынесено награждение. Так скажем, медаль нашла свою героиню. Это Ксения Жалеева, Астана Open Cup, категория, так скажем, элит. Девушка заняла 3-е место. По объективным причинам она будет награждаться сейчас. Ксения, приглашаем. Друзья, идет наш победитель. Поздравляем. Котек Таймс. Дорогие друзья, мы говорили о судьях. Большая работа была проведена. Они провели большую работу. Они проходили обучение. Они получили сертификаты. Но они будут усовершенствоваться. И мы хотели их тоже сегодня вручить, эти напитки, от компании «Арасан». Пожалуйста, волонтеры, вручите. Все возьмите, быстро, быстро, быстро. Поблагодарим судей. Да, ребят, судьи. Спасибо большое, ребята. Судите честно. С уважением к спортсменам, с уважением к нашему спорту. Николай Ильич, с вашего разрешения еще хотелось бы слово предоставить перед награждением Владимиру Смирнову. Это представитель компании What Friends, который в течение 2 дней находится рядом с нами. Конечно. Всем еще раз здравствуйте. Сказать, что испытываю большую гордость за то, что плечом к плечу с федерацией вместе с вами провожу эти 2 дня. Уже год мы вместе сотрудничаем, это ничего не сказать.
Атлеты, вы большие молодцы. Этот год у нас был насыщен у нашего бренда. Мы были в России на соревнованиях, мы были в Корее, в Турции, сейчас в Казахстане. И я вам скажу то, что далеко не во всех соревнованиях есть такая атмосфера, как здесь. Поэтому вы большие молодцы. Всем вообще аплодисменты, крепкое рукопожатие. Вы большие красавцы. Спасибо, Володя. Ну и следуя традиции по поводу скидки, всем 10% скидка участникам и судьям. В течение этого года пишите то, что вы были участниками, мы вам ее предоставим. Всем спасибо. Спасибо, Володя. Ну что, уважаемые атлеты, я понимаю, вы уже изнываете, вы уже ждете самую важную часть наших соревнований. И мы переходим к награждению. Традиционно мы начинаем с категории Scaled Woman и готовится вручать, награждать, да, Ирлан Мелсович. Итак, категория Name Scaled. 3-е место. 34 балла. Асем Таржанова! Город Караганда. Браво, молодец. Проходи. 3-е место. Асем Таржанова. Вручаются призы от наших спонсоров компании «Арасан», медаль победителя и чек на 50 тысяч тенге. Ваши громкие аплодисменты. Отлично. Серебро. 29 баллов. Махметова Вероника, город Караганда. Молодцы, девчонки, показали классную работу. Было приятно наблюдать за их противостоянием. Вероника, Асем из одного города показали яркую борьбу. Молодцы, девчонки. Анна Товченик, рано еще. Итак, 1-е место, золото чемпионата Казахстана по функциональному многоборью в категории Scaled Woman Кумарова Лаура! Наши аплодисменты. Хочу отметить, что ее тренер это Виктор Ильченко. Вот его первые победители уже. Аплодисменты, призы от наших спонсоров. 2-е место 75 тысяч тенге. И сертификат за 1-е место. Медаль победителя. Легендарный уже эндюранс Алматы, который снова откроет двери уже в ближайшее время. Чек на 100 тысяч тенге. Ваши аплодисменты громкие. Давайте, девчонки, да, станьте, пожалуйста, кучней и с фотографией на память. Спасибо, наши аплодисменты. Ну что, следующая категория, это категория Scaled Man. Ребята тоже сегодня показали красивую борьбу. Да и вчера было все замечательно. Ну что, готовы? Этот атлет набрал сегодня 43 балла. Он сегодня как минимум 2 раза давал интервью. Алишер Апиков, Инвиктус Астана. Красиво дефилирует, спокойно идет, уверенно, четко. Алишер Апиков, Инвиктус Астана. Медаль победителя вручает Николай Ильич Мещеряков, президент федерации. Чек на 30 тысяч, на 50 тысяч, извиняюсь. Призы от спонсоров Арасан. Чуть тише музыку можно? Поздравляем
Если можно, все в динамике. Можно выбегать. Сила еще есть. Ждем. Спасибо, Николай Ильич. Вот я согласен с вами. Второе место в динамике CrossFit Gym Александр Бенгард. Браво! Усть-Каман, команда Андрея Лютовского. 42 балла набрал. Буквально на 1 балл опередил своего соперника Алишера Апикова. Медаль победителя. Призы от спонсоров, чек на 75 тысяч тенге. И ваши аплодисменты. Ну что, золото! 40 баллов! Инвиктус Астана! Тамерлан Мухамбеткалиев! Становится рядом со своим другом Алишером Апиковым. Инвиктус Астана, кузница чемпиона. Чек на 100 тысяч тенге. Медаль победителя. Обратите внимание, какие крутые, классные медали подготовили наши организаторы. Призы от спонсоров, от компании What Friends. Фотография на память вместе с Николаем Ильичем Мещеряковым, президентом Федерации. Ваши громкие аплодисменты. Спасибо, спасибо, ребят. Ну что, следующая категория – мастера. Следующая категория – девушки, мастера 35+. Ну что, третье место, 23 балла, город Кустанай, Газголдер, Екатерина Горяс. Наши громкие аплодисменты. Легендарный уже Кустанайский клуб «Газгольдер». Горяс Екатерина. Чек на 100 тысяч тенге. Призы от спонсоров. Ну что, здесь надо чуть-чуть музыку выключить, потому что и дать место. Я знаю, что этот человек, когда выходит получать очередные медали, делает интересные вещи. Уважаемые операторы, можно будет развернуть камеру вот в эту сторону? В эту сторону, да? Сейчас. Итак, второе место, 21 балл. Анна Товченик! Все внимание на Анну! Браво! Ее уже фирменные сальто мортале. Браво! Анна Товченик! Приехала, несмотря на травмы, несмотря на трудности, она вырвала сегодня в течение дня эту победу. 150 тысяч тенге. Призы от компании What Sport, What Friends. Призы от компании Арасан. И ваши громкие аплодисменты. Ну что, здесь сомнений не было. В течение 2 дней эта девушка практически катком прошлась. Набрала 9 баллов. Представляет Инвиктус Астана наша уважаемая и любимая Евгения Цой. Ваши аплодисменты. Евгения Цой. Уже легендарный атлет. Уже около 10 лет. Всегда на любых соревнованиях она точно в призерах. Напоминаю, что вручает медали Валентин Лукановский, наш прославленный атлет, главный судья соревнований и вице-президент Федерации функционального многоборья. Ваши аплодисменты. Ну и, Валентин, фотография с девочками обязательно нужно сделать. Девчонки, вставайте на первое место все и сделаем красивую фотографию. Спасибо. Спасибо. Но мы переходим на награждение категории легенды, мастера 40+. Наши уважаемые парни. Это была действительно красивая борьба. У меня были одни ожидания, но ситуация поменялась. Итак, третье место.
19 баллов. Денис Мишур, Газгольдер Костанай. Атлет, который каждый раз выступает и занимает призовые места. Всегда интересно наблюдать за его выступлениями. Браво, Денис. Призы от наших ребят вручает Роман Жантлеев, трехкратный чемпион мира по функциональному многоборью. Чек на 100 тысяч тенге, медали. И далее мы переходим ко второму месту. 14 баллов. Антон Куч. Браво, Антон. Также это прославленный атлет, который на самом высоком уровне делает результат вместе с Денисом. Они постоянно конкурируют. Это замечательная, добрая, справедливая борьба. Браво! Наши аплодисменты. На самом деле до вчерашнего дня были определенные сомнения в качестве этого парня, когда он тем более не смог сделать одного упражнения, но он доказал всем, что он сегодня сильнейший в категории 40+. Пономарев Александр буквально на характере вырвал победу у этих двух титанов. Браво, Александр! Он представляет город Павлодар, Кроссфит Арена. Медали от нашего Романа Жантлеева, чек на 200 тысяч тенге. Аксессуары от компании What Friends и компании Арасан. Секунду, здесь есть комментарий у Романа Жантлеева. Друзья, я благодарю вас за то, что вы с нами сегодня в этот праздник. Я вижу, что праздник состоялся благодаря нашим спонсорам, нашим партнерам, КДЛ Олимп, Wood Friends, судьям, организаторам, федерации. Но вы наши главные актеры в этом театре. Я благодарю вас. Зрители, благодарю вас. Спасибо, ребята. Это категория настоящих мужчин, которые находят время на тренировки, несмотря на уже достаточно, так скажем, юный возраст. Эти ребята, я их знаю с 15-го года, они выступают. Они уже наступают мне на пятки. Поздравляю. Спасибо, Роман, за теплые слова в адрес мастеров. Итак, следующая категория Intermediate Woman. Третье место, 21 балл. Марина Сидни, K2 Crosslab. Ваши громкие аплодисменты Марине. Мастера не хотят уходить с подиума, видно. Марина Сытник. Вручает медали руководитель компании КДЛ Олимп Ирлан Мелцевич. Чек победителю 100 тысяч тенге. Компания What Friends, компания Арасан также нас поддержали. Ну что, 15 баллов. Кроссфит Инвиктус Алмата. Диана Шапенова! Браво, Диана! Красивое, мощное выступление. Серебро забирает Диана Шапенова. Медаль победителя. Чек на 200 тысяч тенге. И подарки от спонсоров компании What Friends и компании Арасан. Ну что, золото категории Intermediate Woman. Тоже буквально катком прошлась эта девушка по своим соперницам. Не дала никаких шансов. Бонифаций Караганда. Карина Богатырева. Есть еще силы бежать у Катерины. У Карины, извиняюсь. Призы от нашего
спонсора генерального компании КД «Олимп». Чек на 300 тысяч тенге. Аксессуары от компании What Friends. Наши громкие аплодисменты. Девочки, можно будет рядышком встать и сделать фотографию на память. Дианочка, можно встать рядышком? Давайте поаплодируем и скупаем аплодисментами, девчонок. Спасибо. Ну, Карина Богатырева сегодня в интервью сказала, что хочет пива. Я думаю, там на 300 тысяч можно пиво хорошенько набрать. Сегодня можно будет отмечать. Ну что, следующая категория, финальная категория наша, категория Intermediate Man. 30 баллов. Инвиктус Астана. Вячеслав Субботин. Как его поддерживают его товарищи, друзья по тренировкам. Браво, браво, Вячеслав Субботин. Показали ребята сегодня красивую, честную борьбу. 3-е место. Чек на 100 тысяч тенге. Призы от компании What Friends. Призы от компании Арасан. И ваши аплодисменты, Вячеслав Субботин. Этого парня я с огромным удовольствием хочу объявить. Этот человек уже в течение 10 лет занимается функциональным многоборьем. И сейчас он добивается самых высоких результатов. 28 баллов. Endurance CrossFit. Оскар Асенов! Браво, Оскар! Очень бодро, динамично бежит. Есть еще силы. Браво, Оскар! Ты это заслужил. Его кропотливая работа, дисциплина. Я вижу, как он каждый день тренируется. Каждый день выкладывает результаты своих тренировок. И вот эти результаты дают 2-е место. 200 тысяч тенге. Медаль. Обнимает его товарищ Владимир Смирнов. Призы от компании «Арасан». Ну и 1-е место. 25 баллов. Без сомнений. Инвиктус Астана. Машина. Булат Нурабаев. Также Булат очень динамично и быстро бежит на подиум. Дает всем своим друзьям пятюни. Браво, Булат. Вручает медаль победителя Николай Ильич Мещеряков, председатель Федерации функционального многоборья, почетный гражданин города Астана, государственник и управляющий. Браво! Ваши аплодисменты. Парни, чуть ближе встаньте, пожалуйста. Да, ребят, давайте сделайте красивое фото. Уважаемые атлеты, не расходимся, давайте сделаем большую фотографию. Уважаемые атлеты, уважаемые судьи. Понадобится хорошая большая фотография. И, ребята, добро пожаловать в RX. Категория RX 100%. Ребят, давайте сделаем большую фотографию. Ребят, все, пойдемте. Ребят, сделаем большую фотографию. Можно музыку выключить, чтобы композицию выставить могли ребята? Сейчас поработают наши фотографы, мобилографы. Ребят, нужна большая фотография. Нужно, чтобы все ребята, все участники собрались. Уважаемые судьи, это тоже ваш день. Ребят, судьи, пойдемте сделаем. Жанна, веди всех судей, пожалуйста. Ребят, пойдемте. Дина, пойдемте. Так, Николай Ильич, вы где? Ерлан Мелсович, пойдемте в центр. Валентин Лукановский на месте? Валь, пойдем.
Так, ребят, хорошая композиция, всех видно? Там тумбочку поставьте сверху. Там типа раз, два, три, кто-нибудь скажет? Да, что-нибудь. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ура! Ну что, на этом наши соревнования закончены. Я напоминаю, что 2-4 октября сборная Казахстана едет... Дорогие друзья, вы видите, насколько сложно говорить, даже голос теряется у Рустама. Давайте поаплодируем его за всю работу. Рустам, большое спасибо. Поздравляю всех с окончанием. Сборная готовится вылетать 30 числа в Саудовскую Аравию. Зор денсаулык, бақыт тілеймін.